Сергей Тармашев. Ареал. Заражение. Первоначально я не планировал делать серию Ареал, так как тематика всевозможных смертельных чернобыльских и прочих аномальных зон, как говорится, не моя. Однако множество читателей прислали и продолжают присылать письма с просьбой написать что-нибудь новое в серию «Сталкер». Поначалу я отнекивался от подобных предложений, но когда суммарное количество посланий, объединенных общей мыслью, даешь «Сталкер» превысило отметку в 3500, я понял, что игнорировать столь настойчивую просьбу читателей нельзя. Так как мир Сталкера и без меня неплохо себя чувствует и уверенно развивается, я посчитал более интересным не присоединяться к уже существующей серии, но создать свою вариацию на популярную тему. За основу своего нового мира я взял гениальное творение бессмертных Стругацких «Пикник на обочине», являющийся родоначальником самой идеи аномальных зон и следующих их сталкеров. Надеюсь, что мой ареал не разочарует поклонников жанра, но окончательные выводы сделает, конечно же, читатель. Сергей Тармашев. Да, и все было бы очень хорошо, если бы мы знали, что такое разум. А разве мы не знаем? Удивился Нунан. Представьте себе, нет. Обычно исходят из очень плоского определения. Разум есть такое свойство человека, которое отличает его деятельность от деятельности животных. Этакая, знаете ли, попытка отграничить хозяина от пса, который якобы все понимает, только сказать не может. Впрочем, из этого плоского определения вытекают более остроумные. Например, разум есть способность живого существа совершать нецелесообразные или неестественные поступки. Да, это про нас, горестно согласился Нунан. К сожалению, еще одно определение, очень возвышенное и благородное. Разум есть способность использовать силы окружающего мира без разрушения этого мира. Нунан сморщился и замотал головой. «Нет», — сказал он, — «это не про нас». Ну а как насчет того, что человек, в отличие от животных, существо, испытывающее непреодолимую потребность в знаниях? Я где-то об этом читал. Я тоже, сказал Валентин, но вся беда в том, что человек, во всяком случае, массовый человек, с легкостью преодолевает эту свою потребность в знаниях. По-моему, такой потребности и вовсе нет. Есть потребность понять, а для этого знаний не надо. Гипотеза о Боге, например, дает ни с чем не сравнимую возможность абсолютно все понять, абсолютно ничего не узнавая. Дайте человеку крайне упрощенную систему мира и толкуйте всякое событие на базе этой упрощенной модели. Такой подход не требует никаких знаний. «Погодите», — сказал Нунан, — «не отвлекайтесь, давайте все-таки так. Человек встретился с инопланетным существом. Как они узнают друг о друге, что они оба разумны?» «Представления не имею», — сказал Валентин, веселясь. «Все, что я читал по этому поводу, сводится к порочному кругу. Если они способны к контакту, значит они разумны, и наоборот. Если они разумны, они способны к контакту. И вообще, если инопланетное существо имеет честь обладать психологией человека, то оно разумно». «Вот тебе и на», — сказал Нунан. «А я-то думал, что у вас все уже разложено по полочкам». «Разложить по полочкам и обезьяна может», — заметил Валентин. Аркадий и Борис Стругацкие. Пикник на обочине. Пролог. Командный пункт системы предупреждения о ракетном нападении. Город Солнечногорск, СССР, 27 марта 1991 года, 4 часа 52 минуты. Полусонный человек в безукоризненно отутюженном кителе с полковничьими погонами и красной повязкой оперативного дежурного на рукаве устало потер глаза и беззвучно кряхтя поднял свое грузное тело из рабочего кресла. Он слегка потряс головой, отгоняя сонливость, потом, тяжело ступая, вышел из-за стола, заставленного аппаратурой засекреченной связи. Его взгляд скользнул по стеклянным картографическим планшетам и электронным табло, окружающим боевые посты несущих службы операторов СПРН. Затем он мельком прошелся по дисплеям компьютеров, отображающих в реальном времени данные со спутников, призванных зорко следить за ракетоопасными участками территории вероятного противника, и, наконец, остановился на своем отражении в ближайшем карт-планшете, заменявшем собой одну из стен его боевого поста. Полковник расплавил плечи и, насколько смог, втянул объемистый животик. «Да, хорош, ничего не скажешь», — он саркастически ухмыльнулся. «Раздобрел на сидячей работе, даром что нервная. Врачи говорят, на почве постоянного напряжения и частых стрессов организм склонен к сильной потере веса. Видать, мой живот об этом ничего не знает». Он вспомнил лейтенантскую юность, когда молодой жилистый ракетчик, рослый красавец-офицер, был способен без устали сутками гонять личный состав, натаскивая вчерашних призывников на занятиях по развертыванию в боевое положение зенитных ракетных систем и в последующем их свертывании в походное положение для выхода из района стрельб до ответной атаки вражеской авиации. Да, были времена. Его подразделению тогда принадлежал рекорд по скорости развертывания С-200, а ведь эта система в те годы была ни много ни мало противоракетным щитом страны.
Полковник едва заметно улыбнулся, вспоминая свою первую награду, полученную за это достижение. Командование отметило его личной фотографией у боевого знамени части. Генерал собственноручно сделал на ней надпись «Лучшему ракетчику полка». Вроде бы мелочь, всего лишь фото, даже не медаль, но до сих пор эта награда оставалась для полковника самой дорогой, все-таки первая. Он вспомнил стройную фигуру старшего лейтенанта, замершего у боевого красного знамени, и вновь бросил на свое отражение укоризненный взгляд. Надо было заняться собой. Хотя бы гимнастику по утрам делать, что ли. Полковник едва заметно вздохнул и подошел к стоящему в углу боевого поста сейфу. Он набрал личный код, открыл дверцу и достал из бронированного хранилища свой рабочий портфель, недра которого скрывали тут же извлеченный на белый свет небольшой термос. Кофе, самый обычный, пайковой, растворимый, сейчас будет как нельзя кстати. Уж больно тяжелое время суток, самые сонные часы. Полковник наполнил кружку и несколько вразрез с уставами и инструкциями так и остался стоять посреди боевого поста оперативного дежурного, обводя взглядом командный пункт, не забывая время от времени делать глоток едва теплого напитка. Операторы, которые тоже поклевывали носами или растирали руками красные воспаленные глаза, при виде оперативного немедленно оживились и заерзали в креслах, ежась под суровым взглядом начальника, не сулящим им ничего хорошего. Он мысленно улыбнулся. Так-то вот. Я вас бодрю получше любого кофе, шалопай. Спать надо было дома, перед дежурством, а не с девками баловаться. А тут надо службу тащить, и тащить ее надо исправно. Нити колоссальной системы сходятся в этом КП. На пульты операторов боевых постов ежесекундно поступают потоки данных с множеством мощнейших РЛС, разбросанных по территории СССР. Идет информация со спутников Центра контроля космического пространства. А ведь он неотрывно ведет почти 6000 различных космических объектов, находящихся на орбите планеты, не говоря уже о том, что орбитальная группировка не сводит глаз с ракетоопасных направлений вероятностного противника. От нас зависит безопасность огромной страны. Полковник невесело поморщился. Огромная страна все глубже погружалась в не менее огромный хаос. Советский Союз разваливался на глазах, и он решительно не понимал, что творят эти болваны от политики. Шутка ли сказать, они собираются угробить такую махину. Зачем? Убить колоссальное государство, громадный слаженный механизм, перед мощью которого дрожит весь Запад, разбить его вдребезги на множество беспомощных кусочков винтиков, которые мгновенно окажутся легкой добычей для проходимцев всех мастей, от распоясавшихся уголовников, освобожденных новомодными амнистиями, до ушлых политиканов, купленных с потрохами заокеанскими вероятными противниками. И кому это выгодно? Оперативный зло насупился. Как раз тем, чьи территории денно и ночно прощупывают спутники его КП. Ох, недалеки от истины злые шутники, многозначительно вопрошающие в своих анекдотах. Мол, а почему это на пляши генеральского родимое пятно в виде Америки? Полковник покачал головой, мысленно обращаясь к герою анекдотов. Что ж ты делаешь, крестьянин ты эдакий, мать твою? Ломать не строит, тут большого ума не надо. Он еще раз окинул грозным взглядом КП и, сжимая в руке опустевшую кружку, направился к термосу. Еще немного кофе не помешает. Одна надежда на прошедший всесоюзный референдум, размышлял он, отвинчивая колбу термоса. Может быть, хоть по его итогам эти идиоты одумаются. Все-таки подавляющее большинство населения всех республик проголосовало за сохранение СССР. Правда, не во всех союзных республиках референдум провели. Но это и не удивительно. Сейчас в стране такой бардак, что порой казалось, что единственное место, где еще сохранился незыблемый порядок, был его КП. Полковник аккуратно поднес кружку к горлышку термоса, и коричневая жидкость с запахом кофе начала наполнять кружку. Резкий вой сирены боевой тревоги распорол тишину так внезапно, что оперативный дернулся от неожиданности, расплескивая кофе на пол. Термос и чашка полетели куда-то в сторону, и спустя секунду он уже сидел в своем кресле, щелкая тумблерами микрофонов и кнопками систем мониторинга. Операторы системы контроля космического пространства наперебой докладывали обстановку, пытаясь скрыть испуг за повышенными интонациями. «Вижу цель», — звенели динамики. «Цель одиночная, баллистическая, идентификации не поддается, приближается с востока. Идет курсом на СССР. Дистанция 40 тысяч километров. Скорость. Дистанция 39 тысяч километров». Тут же вклинился в разговор другой голос и мгновенно поправился. 38 тысяч километров. Продолжает сокращаться. Ориентировочно 1000 километров в секунду. Доклады поступали надрывно торопливыми криками, едва не перебивая друг друга. Точнее определить не могу. Войдет в верхние слои атмосферы через 36 секунд. Голоса операторов уже срывались на крик. Ожидаемая точка вхождения в тропосферу над восточными предгорьями Уральского хребта. Координаты. Дистанция до цели 35 тысяч километров.
Надрывный вопль докладчика хлестко резанул по ушам. Расчетная точка контакта — район города Москвы. Оператор изо всех сил старался скрыть охвативший его страх. До контакта 33 секунды. Время для оперативного слилось в единую пулеметную очередь действий. Он отдавал команды и выполнял необходимые действия так быстро, как не работал еще никогда в жизни. Части ПВО уже подняты по тревоге. Прикрывающий Москву полк ждет указаний. Министерство обороны оповещено. Наверняка дежурные генералы сейчас ломают голову над тем, наносить ли ответный встречный ядерный удар. Но только по кому? Цель появилась в космосе внезапно. Спутники не засекли ни старта, ни выхода ракеты на баллистическую траекторию. Быть может, в эти секунды уже будет генсека, или как его там президента. Только все это не имеет значения. Полковник был хорошим ракетчиком, и как любой грамотный профессионал, находящийся сейчас в помещении КП, прекрасно понимал, что произойдет через 30 секунд. Цель нанесет удар по Москве со всеми вытекающими отсюда последствиями. И дело не в том, что до удара осталось полминуты, а время развертывания зенитных ракетных комплексов С-300 – 5 минут. Всегда кто-то есть в боевом положении, плюс эскадрильи ПВО в воздухе, плюс система стационарных ракетных комплексов, рассчитанная на перехват в атмосфере. Мы можем достать вражескую межконтинентальную баллистическую ракету на подлете в 70-75 километрах от Москвы. Но ни одна из существующих на сегодняшний день ракет не способна перехватить цель, движущуюся со скоростью 1000 км в секунду, максимум 1200-1300 метров в секунду, но не в 1000 раз больше. Неужели американцы смогли разработать и произвести такой снаряд, умудрившись сохранить все в строжайшей тайне? Можно, конечно, испытывать призрачную надежду на то, что цель потеряет скорость, войдя в атмосферу, и у нас появится хоть самый малый шанс на перехват, но и так ясно, что она не замедлится в 1000 раз. Удара по Москве не избежать, а это значит... Полковник болезненно передернул плечами. Неужели война? Как все-таки они грамотно рассчитали удар? В столице ночь, люди спят в своих домах, жертвы будут максимальными. И с этой перестройкой никто уже и не ждет. Дистанция до цели 21 тысяча километров, до контакта 20 секунд, курс прежний. Товарищ полковник, бледный офицер связи протянул ему распечатку. На связи Центр управления полетами. Со станции «Мир» сообщают, что в сторону Москвы движется крупный космический объект. ЦУП не знают, откуда он взялся, появился внезапно у самой планеты. У них паника, они постоянно запрашивают, что им делать. Проснулись. Оперативный выхватил бумагу у него из рук. Но хоть не ядерная война, и на том спасибо. Он быстро пробежал глазами по строкам и внезапно замер. Что? Диаметр 10 километров? Полковник рванулся к микрофону. Данные по размерам цели. Немедленно. Не могу определить ввиду высокой скорости цели, напряженно выкрикнул один из операторов. Расчет станет возможным через... 10 секунд до контакта. Новый доклад заглушил его слова. Дистанция 9000 километров. 9 секунд. Начал отсчет оператор. Размеры цели мне. Немедленно. Взревел оперативный, напрямую отдавая команду частям противоракетного прикрытия. Произвести атаку цели на упреждение. 8 секунд. Есть размеры, выкрикнул один из офицеров. Почти 11 тысяч метров в поперечнике. 6 секунд. Оперативный замер в своем кресле. Вот теперь точно конец. Даже если свершится чудо и противоракета достанут цель, для нее это будет, что слону дробина. 10 километров камня врежется в планету на скорости 1000 метров в секунду. И уже не важно, в какую именно часть страны они ударят, все равно от нее не останется ничего. Полковник запоздало подумал, что если бы это была американская баллистическая ракета, он, пожалуй, был бы сейчас рад. 4 секунды. Командный пункт замер, словно музей восковых фигур. И голос оператора, проводившего обратный отчет, стал единственным признаком жизни в заполненном людьми помещении. 3 секунды. 2 секунды. Неожиданно возникла пауза. Ничего не... Непроизвольно выдохнул оператор и тут же торопливо доложил. Объект вошел в атмосферу и резко потерял скорость. Наблюдая разделение целей, тут же последовал доклад с другого поста. Цель групповая, множествен, сотни отметок, быстро снижается. Да оно же разваливается в воздухе, вдруг воскликнул кто-то, совсем не по уставу, и замерший КП было тут же взорвался целой бурей докладов. Когда спустя 5 минут стало окончательно ясно, что цель, оказавшаяся неизвестным космическим телом, предположительно полым метеоритом, состоявшим из заледенелых газов, разрушилась, войдя в атмосферу Земли. Оперативный твердо решил сделать сегодняшнее число вторым днем рождения для своих детей. Он устало откинулся на спинку кресла и только теперь понял, что взмок так, будто побывал под проливным дождем. Откуда-то издалека пришла мысль, что теперь он точно знает, о чем именно хотят сказать врачи, когда произносят слово «стресс». Полковник запустил руку во внутренний карман кителя, достал упаковку валидола и отправил под язык пару таблеток. Он позволил себе на несколько секунд закрыть глаза и, успокаивая бешено колотящееся сердце, так и норовящее выпрыгнуть из груди,
Обошлось, подумал оперативный. Конечно, сейчас начнется целая эпопея с этим метеоритом, разбор полетов и раздача оплеух. Откуда прилетел, почему сразу не заметили, из-за чего потом были не готовы, куда упал, из чего состоял, что после себя оставил, как и благодаря чему произошло столь фантастическое падение скорости, спасшее жизни половине планеты, и черт знает сколько еще вопросов. После этих разборов запросто можно стать генералом или подполковником. Но сейчас полковника все это не интересовало. Потом. Все потом. А сейчас он выделит себе время на отдых. Немного. Всего лишь короткие 40 секунд. Совсем чуть-чуть. Это ведь ничто по сравнению с тем, как мучительно долго длятся бесконечные 40 секунд. Ухтинский район, Коми, АССР, 27 марта 1991 года. 5 часов 3 минуты, в 10 километрах к северо-западу от деревни Кедвовом. «Что такое, Черныш? Чем ты так недоволен?» Старик снял с руки толстенную шубную рукавицу на заячьем меху и ласково потрепал загривок поскуливавшего пса. «Не выспался, что ли, старый лежебока?» Черная, как антрацит, сибирская лайка, поджав переднюю лапу, жалобно прижалась к человеку и вновь тихонько заскулила. Петрович поправил висящую за спиной древнюю двустволку и кряхтя опустился на корточки рядом с собакой. «Ну, дружище, что с тобой?» Старик заботливо гладил пса по голове, пытаясь успокоить. «С самого утра сам не свой. Капризничаешь, старая псина, прям-таки как я». Он ласково улыбнулся Лайке. «Да и то верно. С кем тебе еще поворчать-то? Одни мы с тобой, два старика друг у друга остались». Пес, словно понимая человека, коротко лизнул его в щеку. Чернышу стукнуло уже 10 лет, и по своим собачьим меркам он почти ровесник Петровича, доживавшего 7-й десяток. С тех пор, как 3 года назад умерла жена, ближе собаки никого не осталось. Дочери давным-давно поразъехались по большим городам и вышли замуж. У них своя жизнь, в которой для старика почти не осталось места. Последний раз он видел их на похоронах. С тех пор лишь по праздникам приходили поздравительные открытки. Внуки, заброшенные в глухой тайге на краю света деревенькой, не интересовались. Вот и выходило по всему, что стареющий Черныш и есть вся его родня. Петрович даже думать не хотел о том, что будет делать, когда верный пес отдаст Богу душу. «Что, старый хрыч, пойдем дальше?» Старик поднялся на ноги и стряхнул снег с полы тулупа. «Нам еще топать и топать, покуда все капканы не обойдем». Он двинулся дальше через ельник, на ходу надевая варежку. Пес преданно поглядел на человека, повилял колечком хвоста, но с места так и не сдвинулся. «Давай, Черныш, ищи белочку», — сказал собаке старик, оглядываясь. «А то лучше горностая. Семен за него нам с тобой хорошо заплатит. Угля подкупим, дрожжей, сахарку, первача знатного сообразим. Поставим Федьке рыжему литрушку, он нам за это дело дровишек нарубит, натаскает. А то стар я уже, колуном-то махать, не держит руки совсем. Пошли, старый, пошли. Чего стоишь, аки вкопанный? Нам еще крюк делать в добрых километров 20, покуда силки проверять будем». Лайка негромко тявкнула, словно соглашаясь с аргументами Петровича, но не ступила и шагу. Наоборот, Черныш потянул носом воздух, словно ожидая чего-то, уселся на снег и вновь тихонько заскулил. «Да что за напасть такая?» – вздохнул старик, возвращаясь к собаке. «Али заболел ты у меня, бедолага? Еще до вечера был сам не свой». Черныш почти всю ночь не спал. Беспокойно бродил по дому из угла в угол, часто поскуливая, постоянно подходил к постели Петровича, стаскивал с него одеяло и подолгу лизал старую морщинистую руку. Собачья бессонница быстро передалась человеку, и оба старика остаток ночи не смогли сомкнуть глаз. В конце концов, Петрович не выдержал безделья и засобирался в тайгу, обходить селки и капканы, что они с Чернышом выставили 3-го дня. Дорога по заснеженной тайге поначалу было успокоила собаку, но едва забрежил рассвет, как Черныш вновь забеспокоился, и вот теперь пес вообще не желает двигаться с места. Эка незадача. «Чернышка, родимый, что с тобой?» Петрович склонился над скулящей собакой. «По что уселся?» Внезапно пес поджал хвост, прижал уши к голове и, заскулив еще сильнее, лег на земь, вжимаясь в глубокий снег. Старик, пытаясь проследить исполненный страха взгляд собаки, поднял голову и посмотрел в предрассветное небо. Первую секунду старческие глаза не заметили ничего, и Петрович, испустив еще один тяжелый вздох, перевел взгляд на затравленного Черныша. Но уже в следующий миг небо над ними резко посветлело, и старик торопливо вскинул голову. «Мать честная!» – вырвалось у Петровича. С неба, стремительно приближаясь, спускался огромный огненный шар, оставляя за собой в воздухе недлинный пылающий след. Свет от его пламени осветил окрестности на многие километры вокруг, из-за чего стоящие вокруг ели приняли зловещий бордовый оттенок. Падающий с неба шар спускался в полнейшей тишине, с каждой секундой увеличиваясь в размерах, но старику показалось, что он слышит, как гудит окутывающее его пламя. Так вот чего-то так струхнул Чернышка.
Петрович опустился на снег рядом с собакой и заботливо потрепал вжавшего в землю пса. «Не робей, дружище, это ж запчасти от ракеты сыплются. Не иначе опять в Плесецке чего запускали. Не бойся, старый, чай не впервой». Старик проследил взглядом за падающим шаром. «Аккурат в болото за ильником вдарит», — хмыкнул Петрович. «Снова ученых туча поналетит на вертолетах. И снова ничего не отыщут. Глубокое болото. Иди-ка сюда». Он улегся на снег рядом с собакой. «Дряханет сейчас сильно. Уж больно она большая зараза». Петрович прижал к себе скулящего черныша и замер в ожидании удара. Огромный клубящийся огнем шар все так же бесшумно скользил за верхушки елей, но ни взрыва, ни землетрясения, ни даже простого хруста ломающейся ледяной корки или чавканья полузамерзшей болотной жижи так и не последовало. Старик подождал еще немного и приподнялся, прислушиваясь. Из-за ильника со стороны болота доносилось негромкое шипение. Петрович встал и осмотрелся. Там за ильником из-за верхушек деревьев в воздух поднимался гигантский столб пара, распугивая стайки птиц, поспешно разлетающихся во все стороны подальше отсюда. «Чудно», – пожал плечами старик, обращаясь к собаке. «Такая здоровенная была эта ракета. А ведь совсем не слышно упала. Не иначе, как военная». Петрович со знанием дела покивал головой. «Я тебе говорил, это наши испытывают бесшумные ракеты, специально, чтобы супостатов врасплох застать. Потому и не слыхали мы их ни звука». Он довольно крякнул. «Аккурат военная, как пить дать?» Вжавшийся в землю черныш посмотрел на хозяина и вновь жалобно заскулил. Петрович хотел было успокоить собаку, как вдруг до его ушей донесся слабый свист. Звук постепенно нарастал, пробиваясь через опущенные уши добротной охотничьей шапки-ушанки, и что-то в этом звуке угадывалось для старика давно забытое, но очень знакомое. Он снял шапку-ушанку, чтобы прислушаться, и в ту же секунду старые воспоминания яркой вспышкой озарили память. Прохоровка, 43-й, приближающиеся цепи автоматчиков, прячущихся за квадратные танки с белыми крестами на серой броне, развороченный ДОТ с дымящимся от перегрева пулеметом, зловещие тени шестерки Ю-88, пронесшийся в небе, истошный крик «Воздух! Юнкерсы!» и заглушающийся вокруг пронзительный визг отчаянно рвущихся к земле авиабомб. Старик поднял голову вверх так быстро, что захрустел артерий в шейных позвонках. В небе со всех сторон, насколько хватало глаз, пылающим дождем сверкали кроваво-огненные метеориты. Эти исполинские капли, как бомбовый удар перед наступлением противника, с до боли знакомым визгом неслись к земле. «Ядрить твою налево!» – выдохнул Петрович, сгребая в охапку черныша. Мгновенно вскипевший в крови фронтовой рефлекс бросил старика в сторону, под торчащее корневище ближайшего дерева. В следующий миг огненный дождь с кровожадным воем ударил по заснеженной тайге. От множества оглушительных взрывов в голове Петровича стоял непрерывный звон. Земля то и дело подпрыгивала вместе с ним, содрогаясь от очередного удара. Все вокруг трещало, хрустело и лопалось, обдавая старика и прижавшегося к нему пса фонтанами снега, древесной щепы и земляных комков. Как тогда, во время фронтовых бомбежек, Петрович потерял счет времени, не в силах понять, сколько он пролежал под рвущими ельник ударами, 5 минут или 5 часов. Очнувшись, он почувствовал, как что-то мокрое и шершавое елозило у него по лицу. Старик открыл глаза. «Хватит, хватит!» Петрович отстранил от себя черныша. «Живой я!» Однако пес не унимался. «Да живой, кому говорю! Ишь, всего обслюнявил, сан-инструктор. Сейчас ледяной коркой покроюсь». Старик не сильно оттолкнул собаку, потом ухватился за обломок корневища и с трудом уселся на снег. При виде хозяина, пришедшего в себя, черныш радостно взвигнул и закрутился, высоко подпрыгивая, словно годовалый щенок. Петрович огляделся. Весь ближайший лес был нещадно изломан и перепахан. Повсюду торчали обломанные стволы, валялись обожженные кроны. Еще недавно чистый и белый снег превратился в грязно-серо-снежно-земляное крошево. Однако пожаров нигде не было. Вместо огня из многочисленных воронок поднимались столбы густого пара, шипением тающего в морозном воздухе. Старик по-фронтовому привычно осмотрел себя и, не найдя повреждений, поднялся на ноги. «Да, дела», – протянул он, обращаясь к собаке. «Что же это было-то, а? Попали мы с тобой, черныш, под старый след в переделку, словно хвост в рукомойник. Хорошо хоть обошлось. Ты сам как? Цел?» Пес снова довольно подпрыгнул и отрывисто гавкнул, сообщая хозяину, что цел и невредим. «Тогда пошли-ка домой, по добру, по здорову», – остановил Петрович, пока еще чего не вышло. Сопровождаемый собакой старик, обходя воронки и рухнувшие деревья, направился в сторону деревни, на ходу обсуждая произошедшее.
«Это черныш был метеоритный дождь», — объяснял псу Петрович. «Точно тебе говорю, метеоритный. Из самого космоса пришел. Как пить дать? Я вот что думаю, чернышка. Это его той ракетой притянуло, что аккурат перед ним упала. Та самая, секретная бесшумная ракета. Понимаешь?» Счастливый пес утвердительно гавкнул, давая понять, что понимает. «Ни черта ты не понимаешь, пёсий ты сын», — добродушно улыбнулся старик. «Где ж уж тебе, с твоими-то собачьими мозгами? Так что слушай меня. Я так понимаю, что дождь этот метеоритный неспроста за ракетой пошел. Специально это было сделано, оружие такое, секретное. Сначала ракета бесшумная к супостату прилетает, а потом за ней огненным дождем противника-то и накрывает. Понял, мохнатая твоя башка? Испытания это были, вот что. И то правда, места тут у нас глухие. Кто ж там в генеральном штабе мог знать, что мы с тобой, два старика не спящих, попремся сюда ни свет ни заря. Потому и попали под самое что ни на есть бомбежку». Петрович некоторое время объяснял чернышу суть происходящего, как вдруг пес рванулся в подлесок и разразился оттуда звонким лаем. «Чего это ты разорался, старый дуралей?» Старик кряхтя пролез за собакой сквозь густую растительность. «Это еще что за хреновина?» Он остановился, разглядывая собачью находку. Посреди подлеска обнаружилась небольшая поляна, покрытая чистым снегом. Прямо на ней лежал полупрозрачный каплевидный камень, размером с мешок картошки. Гладкая бордовая поверхность словно светилась изнутри, при этом не освещая ничего и не излучая света. Но Петрович мог поклясться, что камень светится. И пусть света от него никакого, достаточно было просто посмотреть на него, чтобы стало ясно, он светится. Черныш, весело виляя хвостом, принюхивался к камню, то поглядывая на хозяина, то принимаясь рыть под камень подкоп. Старик подошел ближе. «Дела», — изрек он, присматриваясь к находке. Диковинный камень, судя по размерам, должен был весить не меньше центнера. Однако он даже не примял под собой снег. Не может же он висеть в воздухе. Петрович снял со спины двухстволку и осторожно толкнул камень прикладом. Камень не шелохнулся. Тяжелый паразит. Тогда к чему же он на снегу лежит так, словно из ваты? Старик посмотрел на пса. Черныш деловито рыл снег вокруг камня, время от времени задевая лапами идеально гладкую бордовую поверхность. По всему выходило, что камень этот не опасный. Петрович коснулся его рукой и тут же отпрянул назад от неожиданности. Даже через толстую варежку он почувствовал, что камень горячий. Не обжигающий, но именно горячий, градусов этак 60. Старик опустился на колени и прищурился, тщательно всматривая снег под гладкой горячей поверхностью. Снег не таял. Петрович протер глаза и присмотрелся еще раз, но результат был тот же. Горячий камень весом в добрый центнер лежал на снегу, но снег под ним не приминался и не таял. Тогда старик уперся в землю ногами, в камень руками и постарался столкнуть бордовую каплю с места. Сначала камень не поддавался, но в следующий миг вдруг неожиданно легко сдвинулся с места. Черныш довольно залаял, мол, всего-то и дел было, что поднажать как следует. «Знаешь что, чернышка?» – многозначительно изрек Петрович, толкая вперед ставший вдруг совсем не тяжелым камень. «А возьмем-ка мы эту космическую метеоритную диковину с собой. Глядишь, пригодится в хозяйстве. Эван вместо горелки будет нам с тобой. Пожара-то от него никакого. Да и вещица красивая, будет глаз радовать. Правда, тащить его теперь 10 километров? Да ничего, и не такое мы с тобой таскали». Старик сбросил с плеч рюкзак, отвязал от него короткие, широкие охотничьи лыжи, достал веревку и присел перед камнем, прикидывая, как получше приладить их к диковинной находке. Предположительный эпицентр падения метеорита – тайга. Окрестности деревни Кедваво. 4 апреля 1991 года. 13 часов 40 минут. Облаченный в неуклюжий скафандр человек отделился от длинной цепи затянутых в языка солдат, обшаривающих анализаторами дозиметрических приборов каждый миллиметр покорежной тайги, и неловко побрел к небольшой расчищенной площадке посреди леса, то и дело спотыкаясь о заснеженные обломки веток и деревьев, густо усеивающих землю. Ученый старательно обходил даже небольшие выемки, опасаясь провалиться в одну из многочисленных воронок, засыпанных прошедшим ночью снегопадом. Добравшись до площадки, в центре которой была разбита надувная гермопалатка из прозрачного двуслойного полимера, он потопал ногами, стряхивая снег с ботинок скафандра, и, немного пригнувшись, вошел внутрь. Посреди палатки, вокруг сдвинутых друг к другу передвижных стоек с многочисленным научным оборудованием, сгрудились несколько человек в таких же, как он, неуклюжих скафандрах, взгляды которых были прикованы к дисплеям всевозможных счетчиков, измерителей, осциллографов и прочих датчиков, густо рябящих строками сложных научных данных. Вошедший мельком покосился на обилие индикаторных стрелок, диаграмм, цифр и синусоид,
после чего неловко поднял руки к голове и стащил с нее объемистый шлем скафандра. «Не преждевременно ли, Леонид Валерьевич?» – нахмурился кто-то из присутствующих. «Первичный анализ данных еще не закончен». «Ерунда», – отмахнулся тот. «Мы здесь уже 6 часов, и еще к полудню было ясно, что опасности нет». Он помолчал немного и добавил. «По крайней мере такой, от которой могут защитить эти скафандры. Военные обшарили уже 10 квадратных километров. Счетчики Гейгера показывают норму. Ни химической, ни бактериологической угрозы также не обнаружено. Если метеорит и принес сюда что-то еще, то мы этого еще не нашли». Он подошел к коллегам и наскоро посмотрел несколько перфолент с графическими данными, лениво выползающих из недр приборов. «Что у вас, Николай Семенович?» Ученый взглянул на коллегу. «Есть новости?» «По-прежнему ничего конкретного», – развел руками тот ученый, что предостерегал его от преждевременной разгерметизации скафандра. «Но есть некоторые любопытные странности». «Сейсмическая активность?» – предположил вошедший. «Нет, она в норме», – Николай Семенович отрицательно кивнул. «Сообщения местных геологических станций не подтвердились. Если тут что-то и происходило, оно закончилось до нашего прибытия». «Что ж, мы этого и ожидали», – невесело поморщился человек без шлема, приглаживая рукой седую шевелюру. «Крайне печально, что на организацию экспедиции было потрачено столь непростительно много времени». Он вздохнул. В кои-то веки науке выпала уникальная возможность изучить редчайший феномен – падение колоссального газового метеорита. Под действием запредельно низких температур космического вакуума, кристаллизировавшегося в пузырчатое твердое тело, а на сбор и подготовку экспедиции не оказывается средств. Ему, академику Лаврентьеву, пришлось лично бегать по высоким кабинетам, буквально вымаливая деньги на экспедицию. Поистине, фантастическая перспектива возможных открытий, быть может, обновление состава таблицы Менделеева, а то и переосмысление старых представлений об устройстве Солнечной системы, галактики или даже Вселенной, в буквальном смысле свалившееся с неба прямо в руки, абсолютно не интересовало чиновников. В стране творится черт знает что, и московские номенклатурщики озабочены только одним – как урвать себе кусок побольше в начинающейся неразберихе. СССР трещит по швам, и высшим бюрократам наплевать на науку. Лаврентьев гневно достучался практически до самого верха, и только после этого на организацию экспедиции были выделены средства, да и то на треть меньше затребовано. В результате время было упущено. Станции нефтепромыслов, ближе всего расположенные к району падения метеорита, почти сутки сообщали о регистрируемых сейсмодатчиками слабых колебаниях земной коры. Из близлежащих поселков приходили сведения о поистине феноменальном схождении метеоритного дождя, сопровождавшего разрушение метеорита при входе в атмосферу, и последующих за этим огромных выбросах струй пара из мест падения его осколков. Но пока экспедиция оформляла бюрократические бумаги, закупала и получала снаряжение и транспорт, утрясала формальности со взаимодействием с местными органами власти и армией, а потом еще добиралась к месту событий, всякая активность в районе падения прекратилась. Ко всему прочему, накануне их прибытия прошел сильнейший снегопад, и результативность поисков вообще свелась к нулю. Изувеченная бомбардировкой тайга в радиусе 50 километров – вот и все, что пока удалось обнаружить. В тех нескольких воронках, что пока удалось разыскать под сильнейшими завалами, засыпанными толщей свежего снега, не было найдено абсолютно ничего. Конечно, уже само по себе это было определенным результатом. Пробы почвы из воронок в срочном порядке уже готовили к отправке в Москву, где их подвергнут доскональному изучению. Но самого главного, явных частиц упавшего метеорита пока отыскать не удалось. И рассказы местных жителей еще больше ввергали ученых в уныние. Те немногие очевидцы падения, именно метеоритного ядра, кто не спали в то утро, все как один указывали, что рухнул он точно в центр одного из таежных болот, которых в этих местах десятки. Болото экспедиция нашла, но толка от этого не прибавилось. От метеорита не осталось и следа, а осушить болото не представлялось возможным. Так что же мы имеем? Лаврентьев вопросительно посмотрел на коллегу. «Взгляните на показания осциллографа», – кивнул тот, указывая на прибор. «Хм», – нахмурился академик, – «что за ересь? Возможно, прибор раскалиброван». «Нет», – возразил Николай Семенович, – «остальные ведут себя так же. К тому же я лично проводил калибровку перед выездом из Ухты». Он протянул руку к соседней приборной стойке. «И вот еще, компасы». Лаврентьев перевел взгляд на две стоящие рядом тяжелые экранированные консоли со встроенными бусолями, геодезическими уровнями, сейсмодатчиками и компасами. Стрелки их компасов указывали прямо противоположные друг другу направления. «Любопытно», – просветлил академик. «Значит, все-таки какая-то аномалия тут есть. Когда это началось?» «Невозможно определить», – покачал головой ученый. «Дело в том, что это происходит с компасами не всегда.
Они то работают исправно, то начинают показывать чушь. Причем не всегда оба, зачастую шалит только один из них, причем всегда разный, и отклонения выдаются тоже различные, без какой-либо упорядоченности. И это единственное, что вызывает интерес. Никаких других аномалий или отклонений в этом районе нет. Значит, мы их еще не нашли. В глазах Лаврентьева уже пылало пламя полубезумного научного энтузиазма. Здесь что-то есть, Николай Семенович, а раз есть, то я это обязательно разыщу. Он энергичным шагом подошел к одному из ассистентов и потребовал освободить себя от скафандра. Едва избавившись от неуклюжего одеяния, академик энергично потер руки и устремился к стоящему в углу палатки небольшому походному письменному столу. Усевшись за раскладной стул, Лаврентьев выхватил из рук подоспевшего помощника ручку и бумагу и принялся писать. «Николай Семенович, голубчик», — заявил он, не отрываясь от написания, — «вы сегодня же выезжаете вместе с образцами в город, полетите в Москву и отвезете в Академию наук мое письмо. Необходимо проведение гораздо более тщательного исследования этих мест. Я остаюсь здесь и завтра же займусь болотом. И если мне удастся найти в этом хоть малейший смысл, я буду требовать его полного осушения. А пока вся надежда на военных. Благо, к нашему везению, тут неподалеку расположен строительный батальон, оснащенный всем необходимым для поисков. Будем искать кратеры от падения метеоритного потока. Что-то должно было остаться, не могло же испариться все без исключения». Академик некоторое время излагал свои планы, размашисто черкая ручкой по бумаге, после чего велел помощнику запечатать письмо, позволил ассистенту надеть на себя меховую куртку и шапку и выскочил из палатки, на ходу подзывая к себе ближайшего из солдат. «Молодой человек, да-да, вы. Будьте любезны, подойдите-ка сюда». Лаврентьев пошарил вокруг взглядом, но затянутые в узыка военные были все на одно лицо. «Рядовой Сомов», — прогундосил через противогаз солдат, отдавая ему честь. «Вот что, товарищ Сомов», — академик вздрогнул от порыва ветра и накинул поверх шапки капюшон от куртки. «Отыщите мне Виктора Степановича, майора Лученко. Скажите, академик Лаврентьев хочет его видеть». «Есть», — козырнул солдат и развернулся. «Да, голубчик», — хихикнул седой академик. «Скажите Виктору Степановичу, что противогазы можно снять». 20 километров от эпицентра падения метеорита. Тайга. 14 сентября 1991 года. 14 часов 10 минут. «Копай, копай, салага!» Грозный голос нависшего над ямой сержанта подстегнул хилого юношу в погонах рядового к решительным действиям. Команда «Перерыв» не было. «Да сколько еще можно копать-то?» Рядовой обреченно вонзил лопату в землю. «Нету здесь ничего. Уже на метр воронку заглубил». Он с опаской покосился на смуглого мускулистого командира. «Товарищ сержант, может другую поискать?» «Может и другую», — задумался сержант, оценивая объем произведенных раскопок. «Давай еще полметра, а потом посмотрим». Рядовой понуро кивнул, взмахнул лопатой, подкнул ее в землю и остановился, тыкая ею в дно ямы, словно щупом. «Кажись, есть что-то», — неуверенно произнес он. Опять корневище, отошедший был сержант, вновь навис над краем разрытой воронки. «Не похоже», — ответил рядовой. «Уж больно твердое». Он принялся орудовать лопатой и спустя минуту извлек из земли оплавленный камень размером с кулак. «Вот еще один», — доложил рядовой. «Молодец, Зыков», — похвалил его сержант. «Получишь благодарность от начальства. Давай его сюда». Он протянул руку. «Солить мне, что ли, эти благодарности?» – пробурчал рядовой, передавая камень. «Уже десяток накопился. Лучше б отпуск дали, домой сгонять». «Разговорчики», – отдернул его сержант. «Ишь размечтался, отпуск ему подавай. Вот отслужишь год, тогда и поедешь». Он забрал из рук рядового находку. «Давай, вылазь, 5 минут перерыв, заслужил». Сержант подошел к лежащему на поляне вещмешку и бросил туда камень. «Липкая дрянь», — поморщился он, глядя на абсолютно сухую ладонь. «И как это они липнут, если сухие и твердые?» Он затянул ремни вещмешка, на дне которого уже болтались 3 откопанных метеорита, и окинул взглядом подчиненных. Его отделение лениво раскапывало старые воронки, оставшиеся от прошедшего в этих местах полгода назад метеоритного дождя. Сержант с иронией покачал головой. Армейский дебилизм, да и только. На кой сдались начальству эти камни? Полбатальона 6-й месяц слоняется по тайге в поисках метеоритов. Они что, и вправду думают, что сотня бойцов с лопатами может перерыть территорию в 50 километров в поперечнике? Конечно, как гласит армейская мудрость, 2 солдата из стройбата заменяют экскаватор. Но этих дыр в земле, их тут тысячи, если не десятки тысяч. Хорошо еще, хоть сама задача примитивная, ничего толком объяснять бойцам не надо. А то у него в отделении по-русски хорошо понимает только Зыков. Произнося фамилии остальных, сержант до сих пор боится язык сломать. И в остальных ротах не лучше. Стройбат ведь, что с него взять? Сержант посмотрел на часы и, набрав грудь воздуха, зычно произнес:
Отделение, слушай мою команду. Перерыв. Выходи, строиться на обед. Даже сама мысль о построении на обед 8 человек посреди тайги не вызывала у него улыбки. Этих балбесов надо пересчитывать каждые полчаса, не то попросту заблудятся в 3 елках, дети песков, блин. Вымазанные в земле бойцы вылезли из ям, выстраиваясь в неровную шеренгу, и сержант, убедившись в наличии всех людей, приказал приступить к разогреву сухого пайка. Он уселся на поваленное дерево и достал из своего вещмешка консервную банку и с минуту возился, вскрывая ее штык-ножом. Затем он достал армейскую алюминиевую ложку и принялся за обед, внимательно следя за действиями подчиненных. За этими баранами глаз да глаз нужен. Еще не хватало, чтобы какой-нибудь Джуманиязов разогрел вместе с банкой тушенки половину окрестностей тайги. Кстати, где он? Сержант окинул взглядом людей и, устало вздохнув, поднялся на ноги. «Джуманиязов!» — крикнул он тоном, не предвещающим будущему Аксакалу ничего хорошего. «Джуманиязов, ты куда делся, придурок?» Ответа не последовало, и сержант повысил голос. «Джуманиязов!» «Придется искать», — скривился сержант. «Дальше орать себе дороже». Вся рота роет воронки в этой округе, и ротный склоняется туда-сюда между отделениями, проверяя ход работ. Если услышит и поймет, что пропал боец, сержанту не сдобровать. Это конкретный залет. Со взводным еще можно договориться, а с командиром рота бесполезно. Узнает, и уходить сержанту на дембель самым последним. Но, Джуманиязов, ты попал. Найду? Точно фанеру тебя проломаю. Сержант тихо выругался и посмотрел на подчиненных. Назыров, остаешься за старшего. Всем сидеть тут и ждать. Если до моего прихода кто сдвинется с места, придушу. Зыков, со мной пойдешь. Резко вскочил и побежал. Сержант угрюмо направился в сторону ближайших деревьев. Не слышу ответа, Зыков. Есть, товарищ сержант, промямлил рядовой, торопливо догоняя своего командира. А куда пойдем искать-то? Прямо огрызнулся сержант. Далеко этот дебил уйти не мог. Наверняка залез за дерево и харю мочит, скотина. Найду, убью. Зыков благоразумно предпочел промолчать, и некоторое время они молча прочесывали изломанную березовую рощицу, углубляясь все дальше. Джуманиязова нигде не было видно. Спустя полчаса поисков сержантская злоба окончательно сменилась испугом. Если Джуманиязов не найдется вообще, один Аллах знает, что с ним сделает начальство. Он спешно пытался вспомнить, что говорил ротный на инструктаже по поводу диких зверей в этой местности. «Зыков», — окликнул сержант, бредущего в 10 шагах рядового. «Может, его медведь сожрал? Ты инструктаж помнишь? Что там про них говорили?» «Нет», — покачал головой тот. «Капитан сказал, что в этих местах медведей нет. Вроде один живет километрах в 30, и сюда никогда не ходят. Да и не отправили бы нас сюда эту дрянь копать, если б тут медведь обродили. А если задерут кого-нибудь? Офицерам на полжизни садиться не хочется». Короткий крик прервал его на полуслове. «Тихо!» – махнул рукой сержант. Оба бойца замерли, прислушиваясь. Спустя пару мгновений крик повторился вновь. «Джуманиязов, это ты?» Джуманиязов орал истошно, но его вопли звучали глухо и негромко, словно издалека. «Он что, из-под земли орет, что ли?» – произнес сержант, растерянно оглядываясь по сторонам. «Джуманиязов, где ты?» «Может, он в воронку провалился?» – предположил Зыков. «Товарищ сержант, помните, те ученые рассказывали, что должны быть очень крупные воронки от метеоритов, которые надо искать. Может, он и нашел?» В этот момент глухой вопль повторился вновь, и на этот раз уже ближе. «Туда!» – сержант устремился на звук. «Джуманиязов, мы здесь!» Крики уже не прекращались. Джуманиязов истошно вопил. Крики звучали глухо, но потерявшийся явно был совсем недалеко. Бойцы, перепрыгивая через обломки деревьев и груды валежника, преодолели метров 20 леса, как вдруг крик зазвенел громко и отчетливо. Спустя несколько секунд впереди из-за кустов и деревьев выскочил Джуманиязов с перекошенной от ужаса физиономией и, не разбирая дороги, рванулся, куда глаза глядят, словно не замечая бегущего ему навстречу сержанта. При этом он обхватил одну руку другой, прижимая ее к животу, и продолжал истошно орать. «Зыков, лови его!» – закричал сержант, пытаясь схватить проносящегося мимо Джуманиязова, но не успел. Оба бойца бросились догонять убегающего. Через десяток шагов Джуманиязов запнулся об обломок дерева и кубарем полетел на землю. Упав, он перестал орать и, судорожно извиваясь, пополз, не разбирая дороги, пока не уткнулся в вывороченную с корнем березу и замер. Первым до него добрался Зыков. Он склонился над свернувшимся в клубок беглецом, пытаясь выяснить, что произошло. «Джуманиязов, что с тобой?» Зыков затряс его за плечи. В этот момент рядом с ним оказался сержант. «Джуманиязов, дебил, тупая скотина! Ты где был, придурок?» Он с размаху заехал лежащему сапогом. «Убью козла!» Последовал второй удар. «Он не слышит нифига!» Зыков отвернулся от Джуманиязова.
У него кровь, с рукой что-то. Не могу понять, вцепился в нее намертво. Солдат снова склонился над лежащим и вдруг резко отпрянул назад. Охренеть! Зыков испуганно посмотрел на сержанта. У него половины ладони нет, словно бензопилой отхватило. И действительно, скрючившийся Джуманьязов давил себе в живот кровоточащий огрызок ладони и не реагировал ни на окрики, ни на удары. Он лежал, закатив глаза, и, безумно сверкая белками, беспрерывно бормотал что-то невразумительное, исполненным панического ужаса голосом. «Товарищ сержант, что он говорит?» – промямлил Зыков. «Я кроме слова «шайтан» ничего не понимаю». «Откуда я знаю?» – сержант влепил Зыкова оплеуху. «Я тебе что, туркмен? Ты урод!» Зыков тянул голову в плечи, и сержант зло обшарил Джуманьязова взглядом. Руку порвал, ремня нет, фляги нет, ротный устроит мне полный звездец. Аллахом клянусь, если из-за этого козла мне задержат дембель, я ему башку с зубами отгрызу. Он встал на ноги и еще раз пнул лежащего Джуманьязова, вымещая зло. Что делать будем? Зыков был бледен, как полотно. Сами его потащим или на помощь позовем? Сначала пошли посмотрим, откуда он прибежал. Немного подумав, ответил сержант. Может, ремень с флягой подберем? Хоть не так сильно попадет от ротного. А как же Джуманьязов? Опешил Жиков. А куда он денется? Сплюнул сержант. Пусть валяется пока тут. Слизняк позорный. Они принялись обшаривать кусты и валежник в поисках потерянного снаряжения, бродя от дерева к дереву. Но уже через 20 метров изломанная рощица неожиданно закончилась густым кустарником, выходящим на довольно большое болото. «Это он там, что ли, был?» Зыков вытаращил глаза не хуже Джуманьязова, указывая пальцем на представшую их взглядом картину. Посреди болота, почти полностью утопая в нем, лежал огромный непонятной формы камень, размерами не меньше рухнувшей плашмя десятиэтажки. Сходство добавляло обилие зияющих темнотой дыр, усеивающие поверхность камня, словно разбитые окна на стене опрокинувшегося здания. Верхняя кромка этой громадины неровно торчала из болота, где-то едва высовываясь из грязной синей жижи, а где-то выпирая из нее на несколько метров. У самого берега болота в камне чернела пещера высотой с человеческий рост, от которой к берегу шли отпечатки следов армейских сапог. Приглядевшись, несложно было заметить на окружающем следы качкарники капли крови. «Ни хрена себе!» – выдохнул сержант. С минуту оба молча смотрели на изъеденную дырами громадину, утопающую в болоте. Потом Зыков, осторожно придвинувшись к сержанту, тихо сказал, не сводя глаз с неестественно синей болотной жижи. «Товарищ сержант, это его Джуманьязова следы, вон и кровь, здесь он был». Рядовой попятился еще сильнее, стараясь оказаться поближе к сержанту. «Это дура в болоте, это же метеорит. Выкапываем точно такие, только маленькие». Зыков обернулся к сержанту и уже не по уставу зашептал. «Ильдар, слушай, не надо никому рассказывать, что мы видели эту хреновину. Нас же сюда и пошлют первым делом. Выкапывать все это. Недоброе тут место, задницей чую. Не дай бог попадем в передрягу, как Джуманьязов. Вон, гляди, болото вокруг камня синее стало. В гробу я видал сюда лезть, а, Ильдар?» «Блин!» – выругался сержант и резко шлепнул себя рукой по щеке. «Что за дерьмо?» Он, сморщившись, разглядывал размазанное ударом по ладони синее склизкое существо размером с ноготь, не то маленькую круглую пиявку, не то большого плоского клопа без лапок. Дрянь, блин! Он брезгливо вытер руку о штанину и почесал зудящее место укуса. «Пойдем отсюда, а?» – с дрожью в голосе попросил Зыков. «Дело, говоришь», – согласился сержант. «Валим отсюда. Мы ничего не видели». Джуманьязов сам прибежал с покоцанной рукой. Что он там рассказывает? Все неправда. Наверное, головой ударился. Помоги ему, Аллах. Мы ничего не знаем. Солдаты, не сговариваясь, развернулись и торопливо поспешили обратно в лес. Окрестности деревни Кедвовом. Расположение воинской части Н. Строительный батальон. 22 сентября 1991 года. 18 часов 30 минут. Немолодой грузный офицер без кителя и галстука с расстегнутым воротом форменной рубахи, из-под которого виднелась гражданская майка, сидел за старым обшарпанным письменным столом в своем кабинете и пил чай из огромной фаянсовой кружки. Рядом на столе лежал открытый полиэтиленовый пакет с печеньем из местного военторга. Офицер посмотрел на часы. «Ну где доклад? Поесть по-человечески невозможно. Одни идиоты кругом». Снова на смене наряда дежурные по части принимают друг у друга недостатки болваны. Не принимать их надо, а устранять. А то списки растут из месяца в месяц. Скоро книги приема сдачи дежурств придется менять. А толку никакого. Вот скоро он лично доберется до них. Тогда пенять будут сами на себя. Если бы не эти ученые со своими метеоритами, он уже давно навел бы в части порядок. А так руки не доходят.
Тайгу вскапывать надо, приказ командующего округом. Видите ли, дело крайней научной важности. Ну так пусть ученые сами и роют раздел научной важности. Так ведь нет же. Сидят себе преспокойненько в Москве и прилетают раз в квартал с проверкой. Хорошо быть ученым в стране советской. Восседаешь в шикарном столичном кабинете, за тебя где-то в забытой богом глуши страйбат роет грязь, отыскивая какой-то мусор, якобы свалившийся из космоса, а ты получаешь ученые степени, государственные награды и премии. Я бы так жил. Он вновь недовольно посмотрел на часы и протянул руку к пакету. Однако в этот момент в дверь постучали, и офицер, с сожалением, отставил кружку в сторону. «Разрешите войти, товарищ майор?» Приоткрывшись дверь, заглянул один из офицеров части. «Разрешаю», — ответил он, отодвигая пакет с печеньем. В кабинет вошли двое офицеров. Один из них держал в руках журнал приема сдачи дежурств. «Товарищ майор, капитан Загнидзе дежурство по части сдал», — доложил первый. «Старший лейтенант Курлянский дежурство по части принял», — доложил второй. Майор молча протянул руку, забрал журнал приема сдачи, некоторое время изучал записи и принялся распекать подчиненных. «Почему запись о наличии на складе объекта М вчерашняя?» Командир части переводил взгляд с одного офицера на другого. «Не понял. Что, за весь день не нашли ни одного булыжника?» «Товарищ майор, начсклада отсутствует по болезни, некому сводку давать», — доложил старый дежурный. «Сегодня после обеда ушел санчасть, еще не вернулся. Я дважды за ним бойца посылал». «И что значит пропали Лом и Ярик?» Комбат недовольно поморщился. «Вы что, на солнце перегрелись, что ли?» «Виноват, товарищ майор», — вытянулся новый дежурный по части. «Я так записал, не знал, как зафиксировать. Это клички собак с подсобного хозяйства». «Тоже с цепей сорвались?» — нахмурился майор, вчитываясь в журнал. «Так точно», — ответил старый дежурный. «Еще вчера. До сих пор не появились. И там еще...» — он немного замялся. «Там еще 2 чушки пропали, товарищ майор». Я думал, может, бойцы украли, да забили на шашлык. Отправлял людей на поиски. Всю часть перевернули. И даже близлежащий лес прочесали, но никаких следов. Странно это как-то. У нас 90% личного состава родом из мусульманских республик. Им по религии свинину есть не положено. Они скорее собак посъели, а тут чушки пропали. Иначе свинарника говорит, что свиньи вторые сутки ведут себя беспокойно. Отлично, подытожил комбат. Просто лучше и быть не может. За 3 дня пропадает 6 собак, теперь свиньи сбегать начали. У нас тут, конечно, страйбат, но хочу напомнить вам, товарищи офицеры, если вдруг кто-то из вас запамятовал, что военно-строительные войска являются частью вооруженных сил. Это воинская часть, а не дом открытых дверей. Майор гневно ткнул книгу приема сдачи в руки новому дежурному. «Замполиты ко мне!» И, обернувшись к старому дежурному, сурово добавил. «Рапорт мне обо всех пропажах через полчаса, подробный и объяснительный от начальника подсобного хозяйства. Свободны». Офицеры козырнули и торопливо покинули кабинет комбата. Майор потянулся за кружкой. Бардак, да и только. Нужны ежовые рукавицы, чтобы навести в части порядок. Но возиться со всем этим комбатом было откровенно лень. За 8 лет практически безвылазного сидения в этой богом и чертом забытой глухомане к службе у комбата выработалась крайняя степень отвращения. Какой смысл надрываться и разбиваться в лепешку, делая из стада не понимающих по-русски и 2 слов более-менее результативное подразделение, если их никто не оценит? Начальству все равно наплевать на затерянный в тайге страйбат, лишь бы он там был, хотя бы на бумаге, и уже отлично. Никто не желает служить в такой заднице, от которой до ближайшего города, аж 100-тысячным населением, добрых 130 километров по убитой таежной дороге, гарантированно преодолеть которые можно только зимой, когда замерзнут многочисленные болота. Эта должность для комбата была сродни пожизненному заключению. Работай, не работай, результат неизменно будет одним и тем же. Будешь рулить этой задницей до пенсии, и нет ни малейшего шанса отсюда выбраться. Часть имеет хорошие показатели, отлично. Командир на своем месте пусть и дальше его занимает. Если показатели плохие, тем более пускай сидит, не дорос еще до перевода. За долгие службы комбат отлично уразумел этот нехитрый принцип начальства и давно уже перестал напрягаться на службе, чтобы не усложнять себе жизнь. В отличие от СССР, его часть не разваливается, и то хорошо. Остальное не волнует командование, почему же тогда оно должно волновать его? И сентябрьское происшествие только укрепило комбата в этом мнении. Когда у рядового Джуманиязова в буквальном смысле съехала крыша, и он убежал в тайгу, где его нашли с изувеченной рукой, в совершенно недееспособном состоянии, что произошло? А ничего. В другом месте разродился бы грандиозный скандал, но его комбата лишь пожурили в короткой телефонограмме. Джуманиязова увезли в госпиталь и списали, а через пару недель о случившемся никто и не вспоминал.
И неудивительно, стройбат в глуши, какие еще есть вопросы. Так что проявлять давно потерянный к службе интерес майор не собирался. Но вот хорошенько выдрать начальника подсобного хозяйства следует. Списывать свиньи столь откровенно наглым образом – это уже перебор. Если не хочет делиться, то заменить его на более сообразительного прапорщика. Дело 2 минут. «Разрешите, Леонид Константинович?» Входная дверь отворилась, и на пороге показался начальник медицинской службы. «Входите, Павел Андреевич», – разрешил майор, бросая взгляд на часы. «Что-то вы сегодня припозднились». Главный медик батальона еще совсем мальчишка, недавно окончил военно-медицинскую академию. Он не послужил в его части и 2 лет, однако комбат сознательно выделил его из общей массы офицеров. Все-таки медицина – единственный хорошо квалифицированный врач на весь батальон, и заодно на добрые километров 80 вокруг. Случись что непредвиденное, кроме него обратиться будет некому. До ближайшего госпиталя, мягко говоря, очень далеко, а учитывая творящийся в армии бардак с этой дележкой Советского Союза, вертолета можно и вовсе не дождаться. Вот и получается, что пацан начмет, да местная знахарка бабка Полина из деревники 2, и есть все здешнее здравоохранение. «Работы много», — ответил начмет. «К тому же я хотел переговорить с вами с глазу на глаз». «Присаживайтесь», — комбат указал медику на стул. «Я, кстати, собирался вам звонить. Что там стряслось с начальником 3-го склада? Дежурный докладывает, его весь день нет на службе». «Об этом я и хотел с вами поговорить». Начмет достал из папки лист бумаги и протянул его комбату. Вот сводка за прошедший месяц. Почти весь личный состав части жалуется на желтую сыпь в области живота. «Постойте, Павел Андреевич», – остановил его комбат. «Вы же говорили, что она абсолютно не вредна, не заразна и не представляет собой никаких поводов для беспокойств. Насколько я помню, вы сами объявили это незначительной аллергической реакцией организма на непривычные климатические факторы. Разве не так? Хоть начмет и был на особом положении, расслабляться ему давать не стоит. Эдак он тут со своими гениальными идеями дров-то наломает». Комбат читал начмедовскую сводку и все больше хмурился. Совсем пацан не понимает, что творит. Подозрение на известно потенциально опасную эпидемию. Требуется проведение широкого спектра углубленных исследований, сбор анализов, консультация со специалистами из окружного госпиталя, отправка образцов в Ленинградскую военно-медицинскую академию. Да уж, совсем зарапортовался парень. «Да, действительно я поставил такой первичный диагноз», — подтвердил начмед. «И до сегодняшнего дня был в нем уверен, но...» Он немного закашлялся. «И что же случилось сегодня?» – посмотрел на него комбат. «Сегодня ко мне на прием пришел прапорщик Гетманенко, начальник 3-го склада. Военный медик понизил голос и заговорил осторожно, словно опасался разгласить некую совершенно секретную информацию. И я обнаружил у него в области живота желтую сыпь. Но Гетманенко служит здесь 14 лет. Он уроженец Сосногорска, то есть местный житель. У него не может быть аллергической реакции на здешний климат, ни на воду или пищу. Все это для него родное и в порядке вещей». «Значит, сыпь все-таки заразна», – насторожился майор. «Нет», – замотал головой начмет. «Я весь день провел за анализом. Сыпь безвредна и от человека к человеку не передается. Это всего лишь желтые точки, не более того». «Тогда в чем же суть такого переполоха?» Комбат помахал медицинской сводкой. Обнаружив сыпь на теле Гетманенко, я вновь задумался о причинах ее появления. Начмет вновь полез в свою папку за какими-то бумагами. «Вот взгляните, товарищ майор». «Я не врач», – остановил его комбат. «Давайте-ка лучше в 2 словах, так будет понятнее». Если коротко, то все бойцы, у которых обнаружилась сыпь, контактировали с объектом М, заявил военный медик. «Я все перепроверил. Они или сами выкапывали его из воронок, или доставляли объект М в расположение части в своих вещмешках, или просто брали его в руки при случае. У тех, кто в раскопках не участвовал, сыпь так и не появилась, а прапорщик Гетманенко постоянно имеет дело с объектом М, ведь он хранится на его складе. В общем, я подозреваю, что сыпь есть результат воздействия на человека осколков метеорита». «Ерунда», – отмахнулся комбат. «Московские академики, для которых мы роем этот мусор, дали гарантию, что объект М абсолютно безвреден и вообще мертвее камня». «Это так», – согласился начмет. «Более того, я пытался изучать осколки всеми доступными мне тут небогатыми средствами. Абсолютно неживая порода, хоть и неизвестная, но я чувствую, что что-то тут не так. Осколки как-то связаны с сыпью, мы просто не в состоянии этого увидеть». «Павел Андреевич, мы с вами люди военные, а вы к тому же еще и научный специалист», – назидательно отметил комбат. «Не мне вам объяснять, что одних только предчувствий в нашем деле недостаточно. Как вы планируете объяснить командованию, из-за чего весь сыр-бур?
У меня есть косвенные данные, заоправдывался начмет. Сегодня я длительное время изучал осколок и к вечеру обнаружил сыпь у себя. Даже не это меня настораживает больше всего. А что же? Комбат иронично прищурился. Прапорщик Гетманенко несколько неуверенно ответил военный медик. Он пришел сегодня ко мне с осколком метеорита и попросил дать ему больничный на пару недель. Говорит, что устал и нуждается в психологическом отдыхе. И знаете, чем он хотел заняться в своем внеплановом отпуске? Побыть вдали от суеты цивилизации, побродить по тайге, быть может, заняться наукой, копать метеоритные воронки и собирать объект М. Все время показывал мне осколок и говорил о том, какой это занимательный и любопытный предмет. Это очень странно. На обычную попытку откосить от службы это не похоже. Кто же будет рассказывать о красоте камня или желать побыть вдали от цивилизации? Можно подумать, что где-то тут у нас есть цивилизация. Это странно. Начмет обеспокоенно покачал головой. Он не расстается с осколком. Я подозреваю, что объект М в больших концентрациях способен влиять на человека. Почему вы смеетесь, Леонид Константинович? Павел Андреевич, комбат, улыбаясь, вернул медику его бумаги. Вы служите у нас совсем недавно и еще не в курсе всех тонкостей фольклора военных строителей. Вот прослужите еще лет 5, еще не то услышите. У нас тут такие изобретательные личности, что иногда просто диву даешься. Не в том месте актеров кино набирают. Ради больничного или возможности забить на службу, изгонять на рыбалку, вам такое расскажет, что ни один академик в Москве не слышал. И правдоподобие ради, не то что с камнем, с медведем обниматься будут, и целоваться, и даже заявление в ЗАГС подадут, лишь бы не работать. Так что не забивайте себе голову. Если у Гетманенко и есть какая-то болезнь, то это острое воспаление хитровидной железы. А такие недуги, по моей части, вот увидите, завтра же его излечу, прямо после утреннего развода. Так что идите отдыхайте, Павел Андреевич, а мне еще надо закончить ряд вопросов. И не переживайте, ни о чем. Вы отличный специалист, и пара других каких-то желтых точек на пузе, наевшегося дикой ягоды, вам не противник. Справитесь, я не сомневаюсь в вашей компетентности. Идите. Пристыженный начмет торопливо собрал свои бумаги, четко по уставу козырнул, развернулся и вышел. Комбат вернулся к остывшему чаю и запустил руку в пакет с печеньицем. Парень совсем еще зеленый. Нашел себе какую-то мизерную болячку и поднял такой шум. Сразу эпидемию обнаружил. Да, у страха глаза велики, а местный КВН этим пользуется. Ну да ничего, начмет толковый вроде, со временем разберется. А Гетманенко пистон под хвост получит обязательно, это ж надо было такое учудить. Наукой он собрался заняться, подальше от цивилизации. Майор тоскливо посмотрел в окно на глухую тайгу, со всех сторон окружившую веренную ему воинскую часть. Тоже мне Андерсон, Ганс Христиан, блин. Ладно, завтра разберемся. Деревня Кедвовом, 10 километров от предполагаемого места падения ядра метеорита, 4 ноября 1991 года, 11 часов 15 минут. С улицы донесся отрывистый собачий лай, сопровождаемый скрипом калитки, и возящаяся у кипящего чугунного котла седая женщина, болезненно поморщившись, распрямила больную спину. Она отошла от старого стола, заставленного множеством разнокалиберных баночек, наполненных всевозможными порошками, перетертыми травами и мутными жидкостями разных расцветок, обошла пару растянутых белевых веревок, увешанных пучками сушеных трав, цветов и кореньев, и выглянула в окно. «Джина, фу!» – раздался голос внука. «Это свои!» Десятилетний мальчуган, счищавший огромный, явно ему не по росту деревянной лопатой снег, с давно завалившегося дедовского ГАЗ-69, погрозил собаке пальцем и, обернувшись к стоящему в дверях калитки мужчине в военной форме, важно добавил: «Здравствуйте, дядя Федя, вы к бабушке?» Он оперся на лопату и приложил руку козырьком к колбу, закрывая глаза от полуденного солнца. «Да, Валера», — ответил гость. «Полина Федосеевна дома?» «Отвар делает лечебный», — степенно объявил мальчишка. «Проходите в дом, дядя Федя». Заболел кто? Или впрок колдует? Мужчина в погонах старшего прапорщика затворил с собой калитку. Джина захворала. Мальчуган кивнул на лежащую возле будки собаку. Но бабушка ее к обеду вылечит. Надо только отвар для заговора изготовить. Если Полина Федосеевна так сказала, значит точно вылечил. Согласился гость, проходя к дому по расчищенной в снегу тропинке. «А что с забором у вас приключилось?» Он указал на свежую дыру в дощатом заборе, снег возле которой был усыпан щепой и утоптан следами копыт. Скотина бесилась. «Угу», — насупил мальчишка, — «бычок ночью сбежал. Надо бы поискать в лесу, пока не сгинул, да бабушка не разрешает.
Маленький хозяин по-взрослому вздохнул. А забор я поправлю сегодня, вот только с машиной закончу. Старая женщина улыбнулась, глядя на внука. Работящий мужик растет, настоящий глава семьи. У такого хозяйство всегда будет в порядке. Жаль, дед помер рано и не видит внука. Мальчонка весь в него пошел. Она направилась к двери встречать гостя. Что-то рановато Федька заявился. По времени выходит, что на службе он должен быть сейчас. Не иначе тоже захворал. Знахарка нахмурилась. Недобрые времена настали в округе после того метеоритного дождя. Деревню в то утро не иначе чудом в щепки не разнесло, только пару крыш пробило, да огорода перепахало подчистую. Хорошо хоть не зацепило никого, но с дождем этим космическим ничего не закончилось. Невидимое зло поселилось в тайге, и старая знахарка чувствовала, что с каждым месяцем оно набирает силу, будто готовя что-то зловещее. Но никто не желал обращать внимание на ее слова, не принимая всерьез древнюю старуху, не от мира сего, с ее столь же древними суевериями. Нынче все образованные, все умные, все вокруг наукой меряют. Она печально покачала головой. А что наука-то? Сперва понаехало ученых мужей, несколько дюжин, прям как отовсюду набежали. Из Москвы, из Ленинграда, и делегация какая-то научная, не то из Франции, не то из Америки. Все бродили по битой тайге, приборами в разные стороны водили, воронки от метеоритов раскапывали, всю деревню перекопали, почище тех метеоритов. Поковырялись месяц, не нашли ничего, да и подались в освояси. Один только московский академик раз в квартал заглядывает в воинскую часть, где Федька служит, камни эти космические забирает, что солдатикам приказано по воронкам копать. Вот тебе и вся наука. Не обнаружили их пробирки и всякие компьютеры никаких находок, представляющих интерес. Так сказал один профессор. Во как завернул. И зло тихое, что с той поры в тайге растет, тоже не обнаружили. Но она, Полина, его чувствует. С каждым днем злобное, безмолвное шипение все громче делается, все настойчивее. И, видать, силы своей черной набрало, оно уже достаточно, а раз дела недобрые твориться стали. Зверье в тайге на охотников нападает. Уже 3 человек нашли разодранными в клочья. Собаки и скотина бесятся и в лес убегают. Гады в округе появились невиданные. Вчера ее укусила какая-то мелкая, словно ноготь, синяя нечисть. Мерзости такой в этих краях, отродясь не водилось. А пару дней назад и люди пропадать начали. Просто уходят ночью в тайгу, молча, тайком. Просыпается семья утром, а человека-то и нету. Лишь следы к лесу тянутся. И уходят налегке совсем, прямо как старый Петрович, после того, как КГБшники у него этот самый камень отняли, что он из тайги перетащил. Едва ученые-то прознали про камень, что вечно горячий, но снег не топит. Так и забрали его, и старика в город вместе с собакой. Вертолет специально прилетал за ними. Неделю изучали старика, а потом привезли обратно. Но камень ему так и не вернули. Петрович тогда сильно сдал и паник. Прямо на глазах совсем поплохел. И словно отняли у него что-то очень дорогое и родное. И Черныш 2 ночи подряд был, словно проклятый. А 3-го дня с позаранку оба они и ушли. С тех пор ни слуху о них и ни духу. Народ решил, что помирать старики в тайгу подались. Видать, час свой назначенный смекнули. Она тогда еще почувствовала что-то странное и неладное, но только злом по весне еще не пахло так сильно, как сейчас. Видать, теперь нечисть эта совсем других размеров стала. 6 деревенских уже в тайгу ушли, все под утро, в самый сонный час, словно хоронились от своих домашних, и участковый тут не поможет, нынче поутру он тоже сгинул. «Полина Федосеевна, разрешите войти?» – раздался за дверью Федькин голос. «Входи, Федька, отчего ж не войти-то?» – ответила старая знахарка. «Не заперто у меня». Прапорщик вошел в избу и, вглядываясь в царящий вокруг полумрак после яркого дневного света, поздоровался, стягивая с головы армейскую ушанку. «Ты сапоги не снимай», — велела старушка. «Так проходи, мне все равно прибираться, как варево подоспеет». Она усадила гостя на стул. «Ну, рассказывай, с чем пришел. Аль захворал чем?» «Постой». Знахарка внимательно посмотрела на гостя, жестом прерывая его ответ. «Чую я». Старая женщина закрыла глаза, будто прислушиваясь, и протянула к прапорщику руки, замирая. Спустя несколько секунд она открыла глаза. «Гадость эта желтая, нечистая, на животе у тебя», — уверенно заявила она. «Давно ты ее на себе нашел?» «Сегодня утром», — занервничал прапорщик. «На службу встал, пошел умыться. Гляжу в зеркало в ванной, а она, значит, на животе у меня». Его едва заметно передернуло. Я было подумал, сперва, что вымазался где-то, водой помыл. А она не проходит, зараза.
Тогда я в батальон побежал и первым делом в санчасть. Начмет у нас пацан молодой, но толковый, и все на эту желтую сыпь рычит. Уж полгода подозревает ее в чем-то. И то сказать, как батальон наш весной получил приказ метеориты это копать, так все бойцы желтыми пузами и ходят. Отправляли их в госпиталь окружной, да тамошние медики сказали, что сыпь безвредна, мол, реакция эта аллергическая на местный климат и пищу. У нас же сплошь киргиза да туркмена служат. Только начмет все паниковал. Вечно анализы какие-то устраивал солдатам, метеориты эти всякими кислотами поливал. Посмеивались над ним, чего тут скажешь. Да вот только потом начальник склада, где собранные камни хранились, в тайгу ушел. Ровно как Петрович-то, да. Или как наши сейчас уходят. Так и не нашли его, а через неделю бойцы пропадать начали. Прямо как наши деревенские, что теперь в лес уходят. И никого не найти. Посылали поисковые группы. Так одно из них зверье так подрало, что пришлось везти в госпиталь. А вторая, как ушла на поиски, так теперь их самих впору искать. Из города приезжала комиссия. Проводила расследование. Комбату тюрьмой грозили, из офицеров всю душу вытряхнули, но так ничего и не решили. А что тут решишь? У нас в подсобном хозяйстве ни одной животины не осталось, даже кошки в лес ушли. Комиссия объявила, что в тайге эпидемия бешенства, и уехала в освояси. Начмет все спорил, доказывал, говорил, что сыпь желтая появилась из-за камней. Это симптом. Приехали врачи из окружного госпиталя, провели медицинскую проверку, ничего не нашли и уехали. Влепили начмеду строгий выговор с занесением за распространение паники, да пообещали вообще за полярный круг перевести. Комбата и замполита временно отстранили от должности, но не заменили, слухи ходят, что не на кого менять. В стране черти что творится, вот и в армии бардак. А у нас в стройбате и без того порядку-то много не было. Так и командуют оба до сих пор, словно и не было ничего. На том и закончилось все, только бойцы пропадают, да животы желтеют. Прапорщик замолчал, переводя дух. Он смахнул со лба нервную испарину и продолжил. У нас в батальоне начальниками складов служат двое мужиков из окрестных поселков, Кою и Тома. Так вот, вчера они рассказывали, что у них тоже люди пропадают. И не только у них. В Томе и в Кою, вроде в Паромасе, тоже исчезают. И всюду одно и то же. Встает человек с утра пораньше, да и уходит себе неслышно в тайгу. Вот я сегодня и струхнул, когда сыпь-то у себя на пузе увидел. Тут же к начмеду и побежал. Федор тоскливо вздохнул и боязливо поежился. Только вот нет у нас больше начмеда, не вышел с утра на службу, и в общежитии его нет. Вроде кто-то из наряда по КПП видел, как он под утро стоял недалеко от ворот и от тайги взгляда не отрывал. Тут уж я испугался не на шутку, и сразу к вам, Полина Федосеевна. Помогите, Бога ради, я уж в долгу не останусь, и забор вам починю, и запчасти к машине достану, и с ремонтом подсоблю. «Ну, полно тебе», – остановила его знахарка. «Чего раскис, как девица красная? Снимай шинель и рубаху. Управимся с твоим животом и без запчастей. Лихо оно и есть лихо. Извести его надобно обязательно». Прапорщик торопливо скинул шинель, китель и рубашку и принялся стаскивать с себя майку. Старуха пошла к дымящемуся котлу и смочила в нем тряпицу. «Ну вот, потри живот». Она протянула тряпку Федору. «Да смотри, тщательнее три». Пока мужчина старательно выполнял ее указания, Полина Федосеевна смешивала в бутылке из-под уксуса какие-то травы и жидкости, тщательно выверяя пропорции. Наконец, сочтя смесь собранной, она зачерпнула деревянной ложкой варево из котла и добавила в бутылку. Тщательно встряхнув содержимое, она достала граненый стакан и наполнила его наполовину. «Пей». Старуха протянула стакан прапорщику. «Залпом пей, как водку пьешь». Федор подчинился, и знахарка, закрыв глаза, вновь замерла около него. «Вот и молодец», – похвалила она гостя спустя несколько мгновений. «Отвадил нечисть. Иди, Феденька, служи покуда. И если вдруг худо себя почувствуешь, али в лес потянет, сразу ко мне возвращайся». «Спасибо, Полина Федосеевна». Прапорщик облегченно выдохнул. И вправду полегчало. Он принялся одеваться. «Спасибо большое». Он повеселел на глазах. «Можно я вечером супругу к вам приведу? Заодно и забор починю. А там, глядишь, и машиной вашей займемся». «Приводи, Феденька, приводи», – закивала знахарка. «Отчего ж не привезти? Помогу, чем смогу. А сейчас мне прибраться бы». «Да-да, Полина Федосеевна», – спохватился прапорщик. «Уже ухожу». Он закончил одеваться и на ходу, застегивая шинель, заторопился к выходу. «До свидания, до вечера». «До вечера, Феденька», – ответила старуха, затворяя за ним дверь. С минуту старая знахарка стояла неподвижно. То, что Федор уже не придет, она знала наверняка. Зло цепилось в него намертво, и вырвать человека из его когтей ей не под силу. К вечеру Федор успокоится, а завтра утром его жена проснется в пустой постели и не найдет мужа нигде. Да только недолго ей горевать придется. Через день-другой и сама она уйдет в лес, и дети уйдут.
И не помешать этому никак. Эх, вот если бы Федька пришел к ней раньше, когда у него на животе еще не было нечистого знака, тогда она смогла бы. А теперь уже поздно. Полина Федосеевна сокрушенно покачала головой. Надо что-то делать, необходимо найти лекарство против этой зловещей заразы. Наверняка можно приготовить отвар, который сможет отводить желтую нечисть. Нужные травы собрать надобно. И травы такие есть, и она даже знает, где именно. В тайгу надо идти за ними. В тайгу на болото, что за Ильником, где Петрович нашел свой камень. Точно, именно туда, в тайгу. Там искать и как можно скорее. Это очень важно. Скорее в тайгу. В тайгу. Старая знахарка вздрогнула от своих мыслей. В мгновение она прислушивалась к чему-то и принялась быстро расстегивать на себе телогрейку. Торопливо распахнув ее полы, Полина Федосеевна обнажила живот под целым ворохом кофт и блузок, после чего схватила с полки старый затертый фонарь и осветила кожу. Луч фонаря, пробиваясь сквозь мутное исцарапанное стекло, растекся по телу, освещая жидкую россыпь маленьких желтых точек. Пару секунд старуха вглядывалась в сыпь, после чего выключила фонарь и неторопливо, аккуратно привела себя в порядок. Затем она открыла входную дверь и вышла из полумрака избы на залитое солнцем крыльцо, жмурясь от яркого света. «Валера», — позвала она внука, — «поди сюда, хозяин». Мальчуган уже очистил от снега развалившийся газик, и теперь лежал где-то под ним, ковыряясь в механическом чреве, похожем на ржавый металлический лом. Услышав голос Полины Федосеевны, мальчонка нехотя вылез из-под машины. «Что стряслось?» – степенно ответствовал он, подходя к папке. «Дай-ка я тебя посмотрю». Знахарка быстро расстегивала на нем одежду. «Не захворал ли?» «Бабушка, ты меня каждый день смотришь», – вздохнул мальчуган. «И сегодня уже смотрела». «Ничего, Валера, хуже не будет». Она придирчиво разглядывала его живот. «Бабушка знает, что говорит». «Холодно», – пожаловался мальчишка. «Сейчас согреешься, милок». Полина Федосеевна потащила внука в дом. «Тёгивайся, а я пока отвара тебе налью целебного». Пока Валера деловито застегивал и заправлял одежды, знахарка отошла к столу и вернулась с бутылочкой своего нового отвара. Внук был еще чист, злобная нечисть не успела заразить мальчонку, и старуха твердо решила, что не позволит этому случиться. «Ну-ка, внучок, сделай 9 глоточков». Она протянула ему бутылку. «Будет горчить немного, зато поможет против хворей разных». «Что это у тебя?» Полина Федосеевна посмотрела на зажатую в руке внука железку. «Это болт», – важно ответил мальчуган. «Я его из дома специально привез. Подвеску на дедовской машине буду чинить, а то его болты все проржавели». «Дай-ка я его подержу». Старуха вытащила у него из руки болт, заменив железку на бутылку с варевом. «А ты пока пей». Пока мальчишка терпеливо глотал горькую смесь, знахарка зажала болт в ладонях, поднесла их к губам и закрыла глаза. Мерно покачиваясь из стороны в сторону, она зашептала скороговорку заговора. Непонятные слова давно забытого старославянского языка тихо завибрировали в полумраке старой избы. Закончив, она подошла к котлу, обокнула в него болт и вернулась к внуку. «Слушай меня внимательно, Валера». Она склонилась над внуком. «Прямо сейчас ступай в город к Катерине». «В Ухту?» – удивился внук. «Это же очень далеко. Я и за день туда не дойду. А то как ночью замерзну». «Дойдешь», – твердо сказала знахарка. «Вот держи». Она вложила ему в руку болт. «Он тебе поможет. С ним ни холод, ни зверь дикий не страшен. Иди и не останавливайся. Катерине скажешь, чтобы ко мне больше не приезжала. Хвора у нас тут сильная и очень заразная. От нее и бычок наш убежал, и Джина занедужила, и участковый сгинул. Нельзя сюда приезжать никому, покуда я сама не разрешу». «А может, я лучше домой пойду? В том?» – спросил внук. «Надо же мамку с батей предупредить, а то не ровен час заразу подхватят». «Нет, иди сразу в Ухту», – велела знахарка. «В Парамес дядя Федя поехал уже. Он из воинской части на грузовиках едет. Всех оттуда заберет. Ты к ним не успеешь». «А чего он меня сразу с собой не взял?» – обиделся мальчуган. «Теперь мне пешком по тайге до Ухты топать». «Он тебя не нашел. Ты же под машиной схоронился», – укоризненно нахмурилась знахарка. «Сам виноват. А дядя Федя ждать не мог. Он человек военный. Там дисциплина сам знаешь какая. Приказано явиться в часть вовремя. Значит, надо быть как штык». «Мог бы и покричать меня», – недовольно проворчал Валера. «Невелик труд. Я знаю, это он специально сделал, потому что я его Семену в прошлом месяце фонарь под глаз поставил». «Так это был ты, паразит эдакий?» – уперла руки в бока Полина Федосеевна. «Ладно, кто старая помянет, тому глаз вон. Поздно уже разбираться. Дело сделано. Теперь вот потопаешь до Ухты пешком». Она тщательно осмотрела внуку, убеждаясь, что его одежда застегнута и заправлена. «Ты вот что, Валера, иди по дороге зимней, как с дедом и папкой в Ухту ездили. От попуток прячься, нельзя тебе к ним садиться. Не ровен час хворые люди попадутся. И не ешь ничего, даже снег, потерпи. Катерина накормит, она тебя из всех племянников выделяет. Понял?»
«Понял», – деловито подтвердил мальчишка. «А меня точно зверье не тронет? Батя не разрешает мне одному в тайгу ходить». «Не тронет», – уверенно ответила знахарка. «Ты болт этот береги, в нем сила сварога, он тебе оберегом будет». «Батя говорит, что все это предрассудки», – заявил внук. «А мама сказала, что меня крестить надо». «Слушай их больше», – снисходительно улыбнулась Полина Федосеевна. «Много они понимают». Старая знахарка проводила внука до калитки и отперла дверь. Выйдя со двора, Валерка обернулся и спросил. «Бабушка, а когда мне можно будет вернуться?» Он потряс рукой, одетой в варежку, внутри которой крепко сжимал заговоренный болт. «Надо дедову машину доделать». «Скоро, Валера, скоро», – добродушно улыбнулась Полина Федосеевна. «Вот хворь пройдет в наших краях, так и вернешься. А машина никуда не денется. Тут она и будет стоять, тебя дожидаться. Дед же сказал, что как помрет, так машина тебе достанется. Как же я могу мужа ослушаться? Так что не волнуйся, милочек, иди к Катерине, а я уж машину сберегу тебе». Мальчишка степенно помахал бабке рукой и затопал по тропинке к окраине деревни. Старая женщина еще долго смотрела ему вслед. Мальчуган давно уже скрылся из виду, но губы ее все еще шевелились, беззвучно шепча молитву на давно забытом языке. Глава 1. Северный Кавказ, Российская Федерация, 3 декабря 2008 года, 13 часов 7 минут. Пара вертолетов еще не успела коснуться колесами земли, лишь местами покрытой ноздреватым снегом, как началась высадка. 2 десятка хорошо вооруженных бойцов в масках, оставляющих открытыми только глаза, выпрыгивали из вертушек, не дожидаясь остановки двигателей. Пригибаясь под вращающимися лопастями, терзавшими ураганными порывами пожухлую траву, ставшего посадочной площадкой луга, прибывшие споры извлекали из чрева вертолетов снаряжение. Вытащив несколько туго набитых парашютных сумок и пару тяжелых ящиков, они бегом направились к ожидавшему их автобусу. Его водитель заранее завел двигатель и сразу тронулся с места, едва бойцы, тащившие поклажу, оказались внутри. Крайняя пятерка прибывших запрыгивала в салон уже на ходу, и по уверенности и отшлифованной точности их движений было видно, что подобный вариант погрузки для них не нов. Стоящий впереди автобуса БТР сопровождения взревел и сорвался с места, догоняя идущий в голове колонны милицейский УАЗик с мигалкой. «Через пару минут будем на месте», – с легким кавказским акцентом объявил стоящий рядом с водителем смуглый здоровяк в камуфляжах, не тратя лишнего времени на бестолковые приветствия. Он окинул взглядом занявших сиденье бойцов, убеждаясь, что все в порядке, и покрепче ухватился за поручни. Колонна набирала скорость, стремясь не упустить ни секунды драгоценного времени. «Наш комбат ознакомит вас с ситуацией», – продолжил он, пригибаясь, чтобы избежать столкновения с потолком, когда мчащийся по проселочной дороге автобус подпрыгнул на невидимом под снегом камне. «Мы собрали первичную информацию, насколько позволило время». Иван поправил лежащий на коленях 9А91 и посмотрел поверх плеча говорящего в лобовое стекло автобуса. До приближающегося поселка оставалось метров 300. Там, в одном из стоящих на окраине домов, засели террористы, захватив в заложники нескольких человек. Это остатки бандформирования, разгромленного нами 2 дня назад. Кавказец, словно проследив взгляд Ивана, оглянулся на поселок. Полгода за ними охотились и накрыли их в горах, в 40 километрах отсюда. 8 уничтожили, 6 удалось уйти. Там недалеко есть небольшое село. Мы ожидали, что осадки банды уйдут туда. Ночь засаду держали, на утро пошли по следам. Он злобно скривился. Совсем немного не успели. Эти твари сюда вышли. Наверное, среди них есть кто-то местный. Под утро они поняли, что уйти не смогут. Зашли в поселок, ворвались в дом, убили старика. Детей и женщин взяли в заложники. Здоровяк скрипнул зубами от ярости. Трусливые шакалы. Обвязали детей тротилом. Мы подключили местный ОМОН и обложили их со всех сторон. Не уйдут. Колонна вошла в поселок и начала сбавлять ход. «Автобус останови за каким-нибудь забором, поближе к месту событий», – скомандовал водителю полковник Федотов, но так, чтобы террористы не видели нашего появления. «Не будем беспокоить их раньше времени». Тот кивнул и спустя минуту затормозил у высокой кирпичной стены. «Их дом сразу за углом», – указал он, – «метров 50 отсюда». В самый раз оценил Федотов и, обернувшись к своим бойцам, коротко бросил «к машине». Бойцы быстро покинули автобус. Снаружи их уже ждали представители ОМОНа и местного спецназа. Пока полковник уточнял обстановку, Иван оценивающе осмотрелся. ОМОНовцы подошли к делу серьезно. Все подходы к захваченному дому перекрыли. На перекрестках стояли БТРы. Держали окна под прицелами крупнокалиберных пулеметов. За каждым укрытием засели автоматчики. Жители близлежащих домов уже были эвакуированы. «Салам алейкум, Альфа!» Чья-то тяжелая рука легла ему на плечо. Иван обернулся. «Салам, Иса!» – улыбнулся он высокому человеку в камуфляже.
порванные уши и мощное телосложение которого безошибочно выдавали в нем борца тяжеловеса. «Рад видеть тебя невредимым. Как семья? Сын как? Уже борется?» «Я тоже рад тебя видеть, капитан», — сверкнул снежно-белыми зубами Иса. «Хвала Аллаху, с тех пор, как ты вытащил меня из тех развалин под шали, у меня все в порядке, а Шамиль уже перворазрядник». «В отца пошел», — подружески прищурился Иван. «Еще один лось вымахает». «На все воля Аллаха», — словно улыбнулся Иса. «Я знал, что увижу тебя здесь». Он кивнул в сторону захваченного дома. «За этими шакалами приехали?» «Да», — коротко кивнул Иван. «Что там?» «Шестеро вооружены до зубов», — Иса скривился. «Полно тротила». В дом ворвались утром. Все мужчины в отъезде. Старика зарезали. Женщины и детей согнали в комнату на женской половине дома. Все заминировали. На самых маленьких нацепили что-то вроде поясов шахида. Потому вас и вызвали. Требуют наркоты, денег, джип и гарантии. Иногда стреляют из окон. Переговоры ведут по мобильному. Словно в подтверждение его слов из-за угла донесся звук автоматной очереди, сопровождающийся полубезумным воплем. «Слышал?» – прорычал Иса. «Кричит Аллах Акбар, но стреляет из-за женской спины. Подводит к окну кого-нибудь из женщин, прячется за ней и стреляет. Я этому правоверному голыми руками голову разорву, если до него доберусь». «Когда?» – поправил его он. «Когда доберусь? Никаких «если». В этот момент полковник Федотов подал короткую команду, объявляя сбор. Иван кивнул Исе. «Еще поговорим», и направился к своему подразделению. Пока Федотов, представившись переговорщиком от властей, обсуждал с бандитами размеры выкупа, сроки доставки денег и транспорта, альфовцы провели рекогностировку местности. Действовали осторожно, соблюдая радиомолчание, чтобы не выдать террористам факт своего появления. Спустя час было собрано совещание, и полковник огласил план действий. «Договариваться они не собираются», – покачал головой Федотов. «Просто издеваются над нами. Похоже, их командир под сильным кайфом. Постоянно невпопад смеется и каждые 10 минут меняет требования. Список растет, время на исполнение сокращается. Теперь он дал нам 15 минут на то, чтобы доставить ему джип и 10 миллионов долларов. Потом взорвет первую заложницу». Полковник поморщился. Причем он прекрасно понимает, что несет бред, и это веселит его еще больше. Мужики из местного райотдела ФСБ говорят, что бандиты эти тут хорошо известны. Крови на них по горло, и сдаваться они не будут, какие бы требования ни выдвигали. Это уловка. Рассчитывают получить транспорт и с заложниками пойти на прорыв. Никого они не отпустят, поэтому будем штурмовать. Он принялся водить карандашом по расстеленному на капоте милицейского УАЗика плану поселка. Вот это и вот эта броня прикроют огнем штурмовую группу майора Одинцова. Забор вокруг дома сплошной, высота 4 метра, так что заходить придется через ворота. Их створы выдавим броней. Под ее же прикрытием группа дойдет до входных дверей. Далее накладным зарядом вскрываем двери и заходим внутрь. Заложники находятся на женской половине дома, на втором этаже, в какой-то из этих комнат. Федотов отметил крестиками нужное помещение. Их окна выходят сюда и сюда. Поэтому параллельно группа капитана Березова будет высажена с вертолета на крышу. Вот здесь есть люк. Полковник посмотрел на Ивана. Он наверняка заминирован, так что работать предельно аккуратно. «Вертушку за версту слышно», – нахмурился Иван. «Незаметно не высадимся». «Это так», – кивнул полковник. «Но другого выхода нет. Зайдете на дом свысока, чтобы и закон не достали. Как только войдете в дом, работать придется быстро. Светозвуковые гранаты не жалеть, газ применять по обстановке. Вся надежда на вас, до состояния наркотического опьянения, в котором находятся бандиты. Они требуют наркоту и, похоже, тут же ее и употребляют. Полчаса назад, выполняя их требования, мы передали им с десяток доз. ОМОНовцы помогли, покопались на складе вещдоков. С тех пор бандиты повеселели еще сильнее». «Рискованно», – произнес Одинцов. «Могут под кайфом случайно кнопку нажать». «Могут», – согласился Федотов. «Но без наркоты нажмут 100%. А так, есть возможность, что они прошляпят начало штурма. Поэтому ответственность на это решение беру на себя. Далее. Андрей Петрович, твои ребята держат окна». Карандаш замельтешил по плану дома. «Эти, вот это. Еще вот это окно с дальней стороны дома и вход. Справитесь?» «По 2 на ствол», – хмыкнул командир группы снайперов. «Не самый простой вариант, но справимся. Я согласовал с местным спецназом начало операции, они нам помогут», – продолжил Федотов. «А именно, перед самым штурмом демонстративно снимут своих снайперов с позиций, якобы пойдя на уступки бандитам, и организуют активность с разных сторон дома. Попробуем привлечь внимание террористов. Пусть полезут смотреть в окна. Если они там все под кайфом, то есть шанс, что сделают ошибку и подставятся под твои пули, Андрей Павлович. Если повезет снять двоих, их останется 4. По наблюдениям выходит, что 3 держат вход, так что заложниками остается 1 террорист.
К тому же, средства взрывания у них самодельные. Скорее всего, собрали наскоро. Уже после захвата дома из того, что было под рукой. Если сработаем быстро, то шанс на успех есть. Полковник обвел бойцов взглядом. Вопросы и предложения будут? Задал он вопрос согласно незыблемой традиции. «Разрешите, Павел Степанович?» Иван задумчиво посмотрел на план. «Есть одна мысль». «Выкладывай», кивнул Федотов. «Все-таки вертушка – это очень громко», – произнес Березов. «Я бы пошел с дальней стороны дома, через забор. Вот через это окно». Он указал на план захваченного здания. «Из него один из этих уродов регулярно постреливает. Высота забора 4 метра», – полковник отрицательно покачал головой. «Сам забор хорошо просматривается из окон. Быстро и незаметно его не преодолеет. Если вас засекут, пока будете лезть, окажетесь как на ладони, перестреляют как в тире. И все же я предлагаю идти тут», – настойчиво повторил Иван. «Забор преодолеем при помощи шестов. Это 3,5 секунды. Пойдем вдвоем, я и Семенов. Остальные толкают шесты и остаются под забором в мертвой зоне окон. Дальше идем по водосточной трубе до крыши, по ней до уровня окна. Там крепим подвесное и с крыши проникаем в окно, что облюбовал тот уродец. Оно распахнуто настежь, это упрощает вход. Перед проникновением в окно первая группа имитирует штурм, отвлекая противника, но тут же отходит, чтобы не спровоцировать подрыв зарядов. Если в окне появится террорист, по нему отрабатывает снайпер. Таким образом мы можем войти в дом внезапно, и в непосредственной близости от заложников». «Согласен. Это вариант», – оценил Федотов. «Но забор под наблюдением, а пересекать его надо скрытно. Что ты задумал?» «Возьму помощь друга», – коротко усмехнулся Иван. «Он по таким сюрпризам большой спец». Березов обернулся к стоящей в десятке метров группе местных спецназовцев и махнул рукой рослому мощному бойцу. «Иса», – негромко позвал он, – «подойди сюда. Дело есть». За блокирующим перекресток кордоном где-то в глубине улицы гулко ухнул взрыв. Дробно застучала длинная автоматная очередь, и тишина замершего поселка взорвалась грохотом стрельбы. Смуглый бородатый человек в расстегнутой зимней куртке, надетой поверх грязного камуфляжа, отложил самокрутку с дурью и встал со стула. Он схватил лежащий на столе автомат, скользнул к окну и, стараясь держаться в стороне от оконного проема, осторожно посмотрел на улицу, едва раздвинув закрытые жалюзи. В дверях позади него появился второй бородач с автоматом на груди, сжимающий в руке мобильный телефон. «Что там, Муса?» – по-арабски спросил он человека с телефоном. «Не вижу», – ответил стоящий у окна. «Это за углом. Что-то взорвали, черный дым валит клубами. Надо из другого окна смотреть». Человек с телефоном, скривившись, выругался на пуштунском и злобно сплюнул. «Так посмотри из другого окна, болван!» – прорычал он на арабском. Наблюдатель не рискнул припираться, молча поднырнул под окном и заторопился в соседнюю комнату. В этот момент на улице раздался визг покрышек и надрывный вой автомобильного движка. Бородачи в 2 прыжка оказались по обе стороны от оконного проема и, стараясь оставаться незаметными для засевших снаружи ОМОНовских снайперов, выглянули в окно. На идущей вдоль дома улице гремела беспорядочная стрельба. Старый истрепанный БМВ со свежими пулевыми отверстиями на багажнике и заднем стекле сходу врезался в стык 2 машин, перегораживающих проезд, разметав их по сторонам, и с трудом, выйдя из заноса, выскочил на дорогу. Вслед за ним на улицу вылетел на полном ходу ОМОНовский БТР, поливая беглеца огнем, но раздолбанный БМВ умело петлял, уходя от милицейских пуль. «Проклятые шакалы!» – зарычал тот, что с телефоном. «Кто-то хорошенько наступил им на хвост. Ильяс, что там у вас?» «Неверные гонят какую-то тачку, Эмир», – подрагивающим от наркотической эйфории голосом ответил ему из другой комнаты. «Может, долбанем по свиньям? Прикроем неизвестного брата?» «Почему не помочь хорошим людям?» – осклабился тот, кого назвали Эмиром. Он спрятал телефон в карман и выскочил из комнаты, на бегу снимая с груди автомат. Соседнее помещение, еще утром просторное и светлое, превратилось в огневую точку. На середину комнаты стащили всю мебель, что оказалось под рукой, образовав баррикаду, за которой засели 2 маджахедов с пулеметом. Распахнутые окна комнаты выходили во двор дома, точно на выходные ворота, закрывающие их шторы из густого тюля были задернуты. В результате находящийся за баррикадой в глубине помещения пулеметчик мог просматривать улицу, оставаясь в полумраке комнаты незаметным для взгляда снаружи. Тем временем уходящая от преследования машина поравнялась с домом, и пулеметчик открыл огонь. Дав пару очередей по БТР, он перенес огонь вдоль дороги, стараясь накрыть засевших за углами домов ОМОНовцев, перекрывавших следующий перекресток. Те немедленно попрятались за укрытие. «Давайте, располдайтесь, таракан!» – пьяно ухмыльнулся пулеметчик, продолжая стрельбу.
Его напарник оперся на баррикаду и дал длинную очередь из автомата по проносящемуся мимо окон БТР. «Гранатомет Б», – разочарованно заявил он. В этот момент старая БМВ резко вильнула в сторону, потеряв управление, и врезалась в стол. БТР попытался взять ее на таран, но не рассчитал скорости и промчался мимо. Дверь легковушки открылась, из нее на асфальт неуклюже вывалился человек в гражданской одежде с автоматом в руках. Подволакивая ногу, он подполз к заднему колесу и изготовился к стрельбе. Его автомат тут же огрызнулся парой коротких очередей, не позволяя засевшим на противоположной стороне улицы ОМОНовцам покинуть укрытие. «Ползи сюда, пока БТР разворачиваться будет», – риторически посоветовал его автоматчик. «Улица узкая, может и успеешь». «Не знает он про нас», – оценил Эмир. «Или ногу зацепило сильно». Бородач вглядывался в спину замершего за машиной человека. «Менты возвращаются», – сообщил пулеметчик. ОМОНовский БТР не стал разворачиваться. Вместо этого он медленно приближался к разбитой машине задним ходом, развернув назад пулеметную башню. В метрах 20 от лежащего к нему боком человека он остановился, и на улице звучал усиленный мегафоном голос, предлагающий раненому сдаться. «Сейчас брать будут его», – зашел в комнату Муса. «Вон там, за двумя БТР, группа захвата кучкуется». Он показал пальцем вдоль. Бронещит притащили. Однако раненый водитель БМВ сдаваться не собирался. Видимо, он тоже заметил людей в тяжелых бронекомплектах, прячущихся за прозрачным пуленепробиваемым щитом. Лежащий изменил прицел и открыл огонь. «Не вижу отсюда, куда он попадает», – разочарованно протянул Муса, сощурившись. «А ты еще покури, тогда увидишь», – хохотнул Эмир и кивнул пулеметчику. «Сейчас проверим, какой непробиваемый у них щит». С полминуты все трое увлеченно посыпали короткими очередями БТРы, за которым пряталась группа захвата. «Может, возьмем его с собой?» – предложил пулеметчик. «Вытолкаем одну из этих сучек и обменяем, а, Эмир?» «Зачем нам раненый?» – отмахнулся тот. «Лишняя обуза. Раз уйти не смог, значит дурак и сам виноват. За храбрость ему Аллах воздаст по заслугам на небесах». Видимо, менты поняли, что взять храбреца живым им не удастся. Спаренный пулемет ОМОНовского БТР коротко брызнул огнем. Лежащий за машиной человек дернулся, выронил автомат и затих. «Шахид, воля Аллаха», – прокомментировал Эмир и повысил голос. «Саид, кто это был?» «Я его не знаю, Эмир», – донесся из глубины дома молодой голос. «Он не из нашего поселка». Эмир на несколько секунд задумался, после чего с подозрением посмотрел на неподвижно лежащего возле разбитой машины тела и неторопливо скинул автомат, собираясь прострелить труп. Позади него раздался глухой звук, словно на пол упало что-то небольшое и увесистое, вроде банки пива. Кто-то визгливо выругался, и Эмир резко развернулся. Обжигающая глаза, яркая вспышка, сопровождающая разрывающими барабанные перепонки грохотом, в одно мгновение швырнула его на пол. Эмир рухнул на пол и взвыл от нестерпимой боли, сжимая руками уши и изо всех сил жмуря глаза. Он полез в карман за телефоном, но тут же затих, пригвожденный к полу ударом свинца. Капитан Березов молниеносным броском сменил позицию и, не отрывая глаз от прицела, обвел взглядом помещение. «Чисто», – коротко бросил он в гарнитуру рации. В комнату скользнул Семенов и быстро проверил лежащих на полу террористов. «-6», – подытожил он. «Заходим», – скомандовал Одинцов, и БТР с его группой на броне рванулся к запертым воротам. «Взрывотехники к дому», – прозвучал в эфире голос Федотова. «Скорую и пожарную к воротам. Оцепление не снимать, родственников не пускать». Полковник продолжал раздавать команды. Иван посмотрел в окно на лежащего около машины человека. «Иса, вставай, хватит валяться», – произнес капитан в эфире. «Обед проспишь». Обед – это святое. Труп возле разбитого БМВ поднялся на ноги и неторопливо отряхнулся. «Что с заложниками?» Березов улыбнулся. Иса отработал как заправский каскадер, четко реализовав по секундам расписанный сценарий. В 2 кварталах подожгли кучу старых покрышек, подорвали имитатор взрыва для большего шума, и в небо повалил густой черный дым. Чуть ли не половина ОМОНовцев открыла стрельбу, нагнетая нужную атмосферу, и Иса утопил в пол педаль газа. Замысел удался. Находящиеся под действием наркотиков бандиты увлеклись спектаклем, потеряв бдительность, и несколько десятков секунд от задней стороны дома никто не вспоминал. К тому времени, когда машина Исы врезалась в стол, Иван с Семеновым уже были на крыше. Забор преодолели чисто. Спустя еще 20 секунд они уже висели на канатах прямо над раскрытым окном. Проникнуть в открытое окно было делом считанных мгновений. Первого террориста обнаружили в коридоре прямо за дверьми комнаты с окном. Видимо, он что-то услышал и возвращался на свой пост. Короткая очередь, оснащенного глушителем 9А91, застала в его врасплох. Бандит умер раньше, чем подкосились его ноги.
но шума своим падением не произвел. Семенов подхватил безвольно падающее тело, прежде чем оно коснулось пола. -1. Второго нашли у комнаты с заложниками с автоматами в одной руке и мобильным телефоном в другой, но нажать на кнопку вызова он так и не успел. Бесшумная очередь разнесла террористу голову. Он так и не понял, от чего умер. -2. К счастью, заложников по всему дому искать не пришлось. Все они оказались запертыми в одной комнате, что серьезно упростило задачу. 3 женщины и 5 детей, обвешанные тротилом, сидели с замкнутыми ртами, привязанные к стульям. Взрывателями живым бомбам служили мобильные телефоны. Вот почему стороживший их бандит держал в руке мобильник. Возиться с разминированием не было времени. Поэтому с бомб сорвали телефоны вместе с детонаторами и двинулись дальше. Оставшиеся террористы, клюнувшие на уловку ИСы, собравшись вместе, увлеченно долбили из всех стволов в окно, бестолково тратя патроны на броню БТРов. Подрыв светозвуковой гранаты и последовавшие за ним автоматные очереди стали в их грязной жизни полной и последней неожиданностью. -6. «Все целы», — ответил Иван, меняя магазин. Снаружи БТР штурмовой группы уже выдавливал ворота. «Где-то здесь еще один», — тихо произнес Семенов, держа под прицелом противоположный вход в комнату. «В глубине дома». Березов воспроизвел в памяти план строения. В помещении к заложникам, помимо этого, вел еще один коридор. «А эта сволочь сейчас может быть где угодно». «Оставайся здесь», — ответил Иван. «Я к заложникам». Он быстро выскользнул из усеянной трупами комнаты. Капитан успел вовремя. Он был уже перед дверью в их комнату, когда из-за угла выскочил щуплый парень лет 20, с жиденькой бородой, в грязном камуфляже, с небольшим рюкзаком за спиной и автоматом в руках. Увидев Березова, бандит вздрогнул, как от электрического удара, и рванулся назад. «Стоять! Бросай оружие!» — рявкнул капитан, скидывая автомат, но молодой маджахет уже скрылся за углом. Иван приблизился к дверному проему, в котором исчез бандит, и быстрым взмахом оружия создал видимость проникновения. Тут же в ответ загрохотала длинная автоматная очередь. Видимо, нервы у террориста были на пределе, и он в ужасе выстрелил первую же тень. Капитан потянул из разгрузки светозвуковую гранату, но замер. За стеной раздался грохот падающего на пол оружия и топот ног убегающего человека. Березов стремительным броском оказался в комнате. Автомат террориста валялся на полу посреди помещения. Рядом лежал пустой магазин. Шаги маджахеда еще звучали из соседнего помещения. Иван прошел за ним через 2 зала и остановился. Соседняя комната выходила в коридор, из которого можно было уйти сразу в 3 стороны. Преследовать бандита дальше не стоило. В первую очередь надо отрезать его от заложников, вывести людей из дома и уже потом зачистить здание. Березов занял позицию, с которой дверь в коридор простреливалась наиболее удобно, и замер. «Мы внутри», — раздался в эфире голос Одинцова. «Приступаем к эвакуации заложников». «Туман», — назвал он позывной Березова. «Что у тебя?» «Один где-то в доме», — ответил Иван. «Я блокировал ему выходы к заложникам и на 1-й этаж. Может выйти или на вас, или на меня». «Принял тебя», — подтвердил Одинцов. В следующую секунду молодой маджахет стремительно ворвался в комнату. Рефлекс работал раньше, чем мозг осознал происходящее, и автомат изрыгнул очередь, спарывая бандиту грудную клетку в области сердца. Мертвый противник по инерции добежал до противоположной стены, врезался в нее и упал. Березов осторожно приблизился к неестественно лежащему телу. «-7», — доложил он в эфир. «Принято», — ответил полковник Федотов. «Заложники на улице. Туман, выходи». Иван развернулся и краем глаза заметил лежащий возле мертвого маджахеда мобильный телефон. Дисплей показывал снятую трубку исходящего звонка. Внезапно он понял, что носил в рюкзаке убитый бандит. Капитан метнулся к выходу, и в этот момент оглушительный хлопок за спиной погрузил все вокруг в темноту. Глава 2. «Ну-с, больше держать вас в больничной палате не имеет смысла». Немолодой военврач разглядывал данные ядерно-магнитной резонансной томографии и распечатки энцефалограмм. «Завтра я вас выписываю». «Давно пора», – буркнул Иван. «Сегодня ровно месяц, как я здесь». На самом деле, врачи могли бы выпустить его еще неделю назад, перед Новым годом. Но острый приступ боли, очень не вовремя случившийся с Березовым в тот день, приговорил его к встрече праздника в больничной палате. А потом пришлось еще 2 дня ждать, пока у лечащего врача дойдут до него руки или ноги. Впрочем, Иван отнесся к этому с пониманием. Все-таки новогодние праздники. Медики тоже живые люди, у них есть семьи, дети и наряженные елки. А ему спешить некуда, семьей обзавестись пока не случилось. Ребенка, мол, был поздним, родители давно умерли. Старшая сестра уже нянчит внуков, у нее своих хлопот по горло, да и общих интересов у них никогда не было. В конце концов, Новый год в госпитале – это гораздо веселее, чем в каком-нибудь блиндаже или войсковой палатке на Кавказе.
Кстати, о блиндажах и палатках. Судя по всему, дело дрянь, из Альфа его теперь точно выпрут. «Это сделано для вашего же блага», – заявил военврач. «Чем дольше вы были под моим наблюдением, тем мне спокойнее». Он строго посмотрел на Березова. «И не думайте, что вот так просто все для вас закончится. Я вас выписываю из госпиталя, и вы прямиком отправляетесь в реабилитационный центр еще на месяц». «Вы смерти моей хотите?» – догадался Иван. «Я там точно коньки отброшу от тоски. Не доживу до ВВК». «Юноша», – укоризненно поглядел на Березова военврач. «Вам очень повезло, что вы не отбросили эти самые, как вы выражаетесь, коньки месяц назад. У вас тяжелейшая контузия с обширными гематомами головного мозга». Он постучал пальцем по одному из снимков, указывая куда-то в затылочную часть капитанских мозгов. «Видите данный участок? Это контузийный центр. Ваш мозг в этом месте получил серьезнейшую травму. Просто чудо, что вы остались живы. Моя бы воля сидеть вам в реабилитационном центре месяцев 6. «Понятно», – вздохнул Иван. «Виноват. Исправлюсь. Скажите, Роман Алексеевич, что даст реабилитация? Чего мне светит на ВВК? Я вернусь в подразделение, только честно». «Что ж, скрывать не буду», – старый военврач несколько поник. «В Альфе вам больше не служить. Боюсь, военно-врачебная комиссия не признает вас годным для службы. Восстановление займет еще много времени. Периодически будут возникать головные боли, скакать давление, возможно головокружение. Вам теперь надо быть очень бережным со своим здоровьем. Не курить». «Я не курю», – машинально ответил Березов. «Вот и отлично. Не пить. Да я так только по праздникам». «Вообще», – отрезал военврач, – «и даже не нюхать пробку. Никаких кроссов, парашютных прыжков, аквалангов, спаррингов и прочего. Полный покой. Ваш мозг должен восстановиться, и со временем вам станет лучше. Хотя и не полностью. Эта травма, он стукнул по снимку капитанских мозгов, вызвала повреждение клеток, которые частично необратимы. «И что же теперь мне делать?» – хмуро поинтересовался Иван. «Кому я такой нужен, с пробитыми-то мозгами?» «Но не все так плохо», – успокоил его доктор. «Если вы не экстрасенс и не собираетесь читать мысли, то опасаться вам нечего», – весело хохотнул он. «В смысле?» – не понял Береза. «По сути, мозг человека для науки – тайна за 7 печатями», – ответил старый военврач. «То, что мы знаем о нем, лишь крупицы. Например, некоторые считают, что ваша поврежденная часть отвечает за телепатию». Он вновь улыбался. Официальная же научная позиция относит ее к так называемым старым частям головного мозга, которые не играют кардинальной роли в жизнедеятельности современного человека. Если короче, доктор разрубил рукой воздух. Все ваши навыки и умения остались при вас. Вы вполне можете служить, например, инструктором. С вашим опытом, думаю, это вполне реально. Еще через 5 минут Иван вышел из кабинета лечащего врача и направился в свою палату собирать вещи. Стоило сделать это заранее, чтобы завтра с утра не терять времени и сразу же выловить всех медицинских бюрократов. Возиться с выписными бумажками капитан не любил. «У нас таких контуженных инструкторов пруд-пруди», – бурчал он себе под нос, укладывая нехитрый скарб в спортивную сумку. «Девать некуда. Мужики вон на гражданку в частную охрану подаются. Но только сейчас с этим кризисом найти работу не так-то просто. Ладно, мы еще посмотрим, что скажет комиссия». Березов подумал, что месяц в реабилитационном центре не такой уж малый срок, и его можно потратить с пользой для дела. Пешие кроссы, по мере восстановления переходящие в бег, легкие тренировки с плавно возрастающей нагрузкой, свежий воздух, здоровое питание. Боец группы А так просто не сдастся, мы еще посмотрим, кто кого. Однако старый военврач оказался прав. ВВК была неумолима. Несмотря на все усилия Березова вернуть себе былую форму, обмануть медицинские приборы оказалось невозможно. С группой А пришлось попрощаться. 3 суток Иван в тоске просидел в своем общежитии, в ожидании назначения, глядя в вопящий об ужасах мирового экономического кризиса телевизор и ломая голову над тем, что делать дальше. Руководство группы, конечно, не бросит его, обещали посодействовать и уже подыскивает его место в городском управлении ФСБ. Да и кадровики ободряли. Но все это уже не то. Какой из него кабинетный работник? Подготовка-то совсем другая. Скорее всего, придется переучиваться. Березов вздохнул. Начинать с нуля всегда непросто, а в области, которая тебе не по душе, непросто вдвойне. В этот момент на экране телевизора замелькали фигуры в камуфляже, и капитан, потянувшись за пультом, прибавил громкость. Пресс-служба МИД России объявила персонами нон-грата еще 4 европейских дипломатов, рассказывал диктор. Все они были уличены в шпионаже в пользу других государств. Сфера их интересов распространялась на одно из научных предприятий РАО «Ареал», один из сотрудников которого, как выяснилось, был завербован ими еще в ноябре прошлого года.
На мелькающих позади телеведущего кадрах бойцы спецназа выходили из здания закованных в наручники людей. Вы видите финальную стадию операции по обезвреживанию преступной группы, являвшейся своеобразной силовой структурой этих дипломатов. Она состояла из лиц ранее судимых, большая часть которых находится в международном розыске. Схема их действий была проста. Предатель поставлял уголовникам свежую информацию о местах расположения аномалий на территории зеленой зоны ареала. Бандиты проникали туда, добывали научные артефакты и передавали их иностранцам. Не брезговали они и простым рэкетом по отношению к сталкерам-нелегалам. По самым скромным подсчетам, за время функционирования этого преступного сообщества бандитам удалось украсть не менее десятка артефактов, общая финансовая стоимость которых суммарно составила цифру порядка 2 миллионов рублей. Научная же ценность похищенного не поддается исчислению в цифрах. К счастью, благодаря четким и профессиональным действиям отдела промышленной контрразведки Службы безопасности РАО «Ареал» данный преступный синдикат удалось обнаружить и обезвредить. При задержании бандиты оказали сопротивление, и бойцам отдела физической защиты СБ «Ареала» пришлось применить оружие, в результате чего двое преступников были уничтожены, остальные сдались. На данный момент представители Службы безопасности «Ареала» не предоставили нам подробности этого дела, включая государственную принадлежность высланных из страны дипломатов. Это обусловлено тем, что расследование еще не закончено, и контрразведчики «Ареала» не исключают, что в деле могут появиться новые аспекты. К сожалению, задержать основного виновника утечки информации, приравненной к государственной тайне, не удалось. В самый последний момент предателю удалось узнать о начавшейся операции силовиков, и он спешно скрылся в территории желтой зоны, даже не успев надеть снаряжение. Независимые консультанты единодушны во мнении, что шансов выбраться оттуда живым у него практически нет. Председатель Совета директоров РАО «Ареал», вице-премьер Лозинский, уже сделал заявление, в котором подчеркнул, что Ареал является для страны не просто уникальным стратегическим ресурсом, находящимся в зонах влияния опаснейших аномалий, но в первую очередь это беспрецедентная база для развития науки, и Россия сделает все, чтобы не допустить даже малейшего саботажа со стороны тех, кто прямо или косвенно заинтересован в ослаблении нашей страны. Как известно, в своем регулярном обращении к депутатам Государственной Думы президент России назвал РАО «Ареал» одним из приоритетных проектов государства, особенно в свете распространения мирового финансового кризиса. Международные эксперты проявляют редкое единодушие, прямо отмечая, что на месте России любое государство в условиях пошатнувшейся мировой экономики сосредоточилось бы на этом направлении. Напомню, что на фоне общего падения мировых котировок и цен на углеводородные энергоносители, цена на добываемую из скважин Ареала нефть, получившая у специалистов название тип X, остается неизменна. Котировки акций РАО «Ареал» также показывают завидную стабильность. В связи с успехом сегодняшнего уничтожения еще одного канала утечки артефактов с территории Ареала можно ожидать дальнейшего роста. Лежащий на столе мобильник разразился громкой трелью и принялся ползать по гладкой поверхности под действием вибровызова. Березов выключил звук телевизора и подхватил сердито жужжащую трубку. «Алло», – произнес он. «Капитан Березов», – уточнил собеседник. «Да», – подтвердил Иван, – «я вас слушаю». «Полковник Родионов, отдел кадров», – представился звонящий. «Иван Александрович, у меня есть к вам разговор. Не могли бы вы быть у меня, скажем, через 2 часа? Успеете?» «Так точно, товарищ полковник». Березов бросил взгляд на часы. «Успею». «Тогда до встречи», – сказал кадровик и повесил трубку. До отдела кадров Иван добрался на 40 минут раньше, и поэтому уселся на один из стоящих в приемной диванов, заранее приготовившись прождать оставшееся до назначенной встречи время. Он обыскал глазами помещение, надеясь обнаружить забытую кем-нибудь из предыдущих посетителей газету или журнал, чтобы скоротать ожидания. Интуиция не подвела. Свернутая в трубочку газета нашлась у подлокотника соседнего дивана, и Березов принялся читать первую страницу. Как и везде, в найденной газете все основные полосы были посвящены бушующему экономическому кризису. Капитан мысленно хмыкнул. Здесь, на напечатанных страницах, кризис чувствовался гораздо острее, нежели в жизни. На самом деле, Иван затруднялся определить для самого себя, сказались ли на нем вообще мировые финансовые бедствия. Он усмехнулся. Это чувствуют те, у кого есть финансы. А откуда деньги у бойца спецназа? Зарплата такая, что вслух при девушках лучше не упоминать. Не то рискуешь попасть в списки вечных неудачников. Особенно с теперешними-то запросами прекрасного пола. «Капитан Березов, проходите». В открытых дверях кабинета стоял полковник Родионов. Разговор предстоит недолгий, так что не будем затягивать.
Иван отложил чужую газету и вошел в кабинет. На столе у кадровика лежало его личное дело, которое стало немного толще с того времени, когда Березову доводилось видеть эту папку в прошлый раз. Глаз сразу зацепился за заключение военно-врачебной комиссии, раскрытое в том месте, где шли строки о негодности капитана Березова к боевой работе, обусловленной получением тяжелой контузии и так далее. Итак, Иван Александрович, кадровик проследил взгляд Березова. Не будем ходить вокруг да около. В группе А служить вы больше не сможете. Я понимаю, насколько непроста для вас сложившаяся ситуация, но с этим придется смириться. Тут уже ничего не поделать. Однако, отправлять вас на кабинетную должность, учитывая ваш послужной список, было бы по меньшей мере неграмотным применением профессионала высокого уровня, сродни стрельбе из пушки по воробьям. Собственно, об этом я и хотел с вами поговорить. Что вам известно о российском акционерском обществе «Ареал»? То же, что и всем, пожал плечами Иван. Крупная государственная контора под нашим шефством расположена в местах падения Ухтинского метеорита. «Газпром» там добывает какую-то необыкновенную нефть. Академия наук изучает аномалии, собирает обломки метеорита с уникальными свойствами, делает важные открытия и все такое. Сегодня видел по телевизору новости. Там опять взяли какую-то банду, организованную иностранными дипломатами. Занимались кражей ценных артефактов. Он посмотрел на кадровика. «Вы хотите отправить меня в ФСБ?» «Начальство поручило мне предложить вам место в отделе физической защиты СБ «Ареала», – кивнул полковник. «И от себя хочу добавить, что для вас это наилучшее решение, учитывая сложившуюся ситуацию со здоровьем. Охранять ученые кабинеты и раз в полгода участвовать в задержании нескольких уголовников?» – невесело улыбнулся Иван. «Если это все, на что я теперь гожусь, то, вероятно, вы правы, товарищ полковник». «Ну, все не совсем так, как вы себе представляете». Кадровик был серьезен. «Там в «Ареале» есть своя, скажем так, специфика, и подчас очень непростая. Вся деятельность РАО проходит под грифом «совершенно секретно», а их приоритетные разработки имеют еще более высокую степень секретности. Как вам известно, именно продукт «Ваниль», полученный научно-исследовательским центром «Ареала», дал нам в итоге тот сплав, без которого не обходится теперь ни один лист брони, будь то танк или бронежилет. И обстановка вокруг «Ареала» всегда была сложной, а сейчас, из-за кризиса, все стало еще более напряженным. Заграничные резидентуры из кожи вон лезут, чтобы любой ценой отхватить хоть малую толику наших государственных секретов. Да и всякого криминального отребья там хватает. Места-то глухие. Всегда кто-то норовит проникнуть внутрь запретной зоны с оружием в руках, и специалист вашего уровня будет там очень кстати. Кроме того, внутри периметра у службы безопасности забот еще больше. «А там-то что?» – удивился Березов. «Общеизвестно, что территория «Ареала» необитаема и непригодна для жизни. Кого там охранять? Усталых нефтяников от кровожадных ученых, пытающихся их чрезмерными сдачами анализов?» «Все подробности узнаете на месте», – неожиданно закрыл тему кадровик. «Эта информация, не подлежащая разглашению. Могу лишь сказать, что в случае согласия сразу к работе вас не допустят. Прежде придется пройти доподготовку». Он многозначительно посмотрел на Ивана. «Даже вам, капитан. Решайте». Березов сомневался недолго. Решающими стали слова кадровика от необходимости прохождения дополнительной подготовки. Это как минимум интриговало. Да и какова альтернатива? Личный стол в кабинете, эргономичные подлокотники и ворох бумажной волокиты? «Я согласен», — ответил Иван. «Что мне надо сделать?» «Прибыть за соответствующими документами в строевой отдел в понедельник», — ответил полковник. «Собрать вещи. Во вторник в Ухту идет ваш спецрейс. На нем и полетите». На улице шел противный мокрый снег, больше похожий на дождь. Березов вышел из здания отдела кадров и неторопливо пошел вдоль улицы. Торопиться было некуда, но прогулка по такой погоде не вызывала никакого энтузиазма. Заметив неподалеку интернет-кафе, Иван решил провести остаток дня с пользой. Он решил воспользоваться случаем получить больше информации о своем новом месте службы. В ответ на запрос ЗАО «Ареал» поисковая система выдала огромное количество ссылок. В первую секунду Иван даже немного опешил, но времени у него было хоть отбавляй, и капитан принялся разбираться в ворохе полученной информации. Вскоре выяснилось, что данных об «Ареале» одновременно и много, и мало. Официальные источники выдавали то, что и так давно известно. В 1991 году у самой планеты неожиданно появился 10-километровый метеорит, несущийся прямо на Москву. Прежде чем полпланеты успела испугаться, он вошел в атмосферу и развалился на куски. Считается, что он был полым и состоял из замерзшего газа.
От разогрева его разорвало вдребезги, и получившийся в результате рой обломков выпал на землю в виде метеоритного потока где-то в тайге под Ухтой. Эпицентр падения приблизительно определили как территорию радиусом в 30 километров, а полный поперечник осыпи составил километров 50. Академия наук направила туда экспедицию, которая благополучно ничего не нашла и вернулась в Освояси. Родина поставила армии задачу помочь науке, и местному стройбату досталась честь выкапывать осколки метеоритов. На этом все и закончилось. К концу года в районе падения начались проблемы. Домашние животные начали убегать в лес. В тайге началась эпидемия бешенства или что-то в этом роде. Зверье нападало на людей. Было много жертв. Потом стали пропадать люди. Местные власти забили было тревогу, но тут СССР развалился, и властям стало не до того. Потом начались новогодние праздники, а после их окончания выяснилось, что целый район и строительный батальон в том числе не выходят на связь, не отвечает на запросы и вообще не подает признаков жизни. Отправленная туда комиссия назад не вернулась, как не вернулись и все три последующие. Доложили в Москву. Район объявили зоной экологического бедствия, опасной для жизни. Эвакуировали население из близлежащих поселков и занялись более насущными проблемами. В стране бесчинствовала приватизация и прочие прелести перехода на рыночные отношения. Чиновникам приходилось в условиях жесткой конкуренции разворовывать страну, и никому не было дела до какого-то там района таежной глухомани. Потом Россия училась играть в теннис, затем началась война на Северном Кавказе. Словом, все и так ясно. Фактически, все это время запретным районом никто не занимался. Оказавшиеся в тех местах люди продолжали пропадать. Среди местных проползли зловещие байки про встающих из могил покойников, фурдалаков и прочие суеверия. Ближайшие к тому жуткому району поселки быстро обезлюдили. В общем, все стремились избегать гиблого места. Единственным, кого интересовала судьба погибших, был академик Лаврентьев, руководитель той экспедиции, что впервые изучала местность падения осколков метеорита. Академия наук, с тех пор переживавшая не лучшие времена, денег на экспедиции больше не выделяла, и Лаврентьев периодически прилетал в Ухту за свой счет. По сохранившимся данным, он подолгу пропадал в запретном районе, проводя свои собственные исследования. Он первым из официальных ученых обнаружил не только наличие загадочных и необъяснимых с точки зрения современной науки аномалий и мутаций, но и открыл некоторые полезные их свойства. Много лет академик долго и безрезультатно обивал пороги высоких кабинетов, прося средства на изучение опасного района, но так и не смог ничего добиться. Опомнились лишь в 99-м, когда Лаврентьев разработал некую химическую добавку для металлургии, создавая которую он использовал нечто, найденное им на территории погибшего района. Применение этой добавки позволило академику создать новое поколение боевой брони. Несколько опытных образцов бронежилетов, прошедших испытания чуть ли не в кустарных условиях. Силами учеников академика, воспользовавшись личными связями и возможностями, были переданы в войска. На Северном Кавказе шла Вторая война, и ждать отзывов о боевом применении долго не пришлось. Результаты неожиданно превзошли все ожидания. Новый сплав оказался настолько вязким, что надежно и с легкостью удерживал в себе все известные пули, включая бронебойные. Причем, помимо вязкости, материал отлично поглощал кинетическую энергию, что резко снизило травматическое воздействие запреградного поражения. В кратчайшие сроки новый бронежилет был принят на вооружение и начал поступать в войска и силовые структуры. Академика хватились, но было уже поздно. Ученый ушел в запретную тайгу и свой очередной исследовательский поход, но так и не вернулся. Организованная поисковая экспедиция бесследно пропала в первый же день. После этого зазвучали голоса, требовавшие тщательного изучения аномальных территорий. Однако чиновничий маховик раскручивался медленно. К тому времени ученики пропавшего академика, продолжившие работу с его ванилью, оснастили новой броней первые танки. Демонстрация возможностей брони нового поколения произвела фурор на международном оружейном салоне в Арабских Эмиратах. Иван машинально покачал головой. Да, броники сейчас что надо. Пластина на груди и спине дает стопроцентную гарантию. Он вспомнил случай, когда на его глазах в защищенного бронежилетом нового поколения человека попала очередь из крупнокалиберного пулемета. Тот умер мгновенно. Но когда его осмотрели, оказалось, что ни одна из 4 пуль, увязнувших в бронепластине, не пробила даже кожу. Человек умер от того, что не выдержавшие страшного удара ребра сломались и вошли в сердце. Конечно, теперь есть специальные боеприпасы, но они тоже созданы в границе ареала. Он продолжил разбираться в собранной информации.
Новая военная тайна России вызвала в мире живейший интерес. Зашевелились коммерсанты от военного бизнеса и шпионы всех мастей. Вскоре один из американских исследовательских институтов заявил, что секрет российской брони кроется в неизвестной химической добавке, явно внеземного происхождения. Последовала серия громких скандалов со шпионажем, разоблачениями резидентов, обмен высланными дипломатами и нотами протеста. Вскоре в районе зловещей тайги местные жители стали замечать неизвестных людей в высококачественном и дорогостоящем снаряжении. Чиновники заторопились, и на свет появились первые регламентирующие документы, определяющие для загадочных территорий статус закрытой зоны. Отныне пересекать отведенные для опасного района границы стало официально запрещено. В Ухте был развернут отдельный батальон внутренних войск, чьей задачей стало патрулирование границ запретной зоны и поиск нарушителей. Вокруг опасного района начали тянуть проволочные заграждения, причем этот процесс немедленно забуксовал, в основном из-за того, что в условиях беспрестанного воровства чиновниками бюджетных денег работать в глухой тайге, заболоченной и часто непроходимой, оказалось не так-то просто. Около года шла вялая возня, а потом произошел первый выброс. До сих пор исследователи так и не смогли ответить на вопрос, что такое выброс, чем он обуславливается и как его предсказать. Достоверно известно лишь то, что аппаратура наблюдения за данным районом тайги и спутники слежения зафиксировали колоссальный выброс энергии по всей площади падения метеоритного потока. Меньше чем за минуту запретная зона расширилась во все стороны на 1153 метра. Бригада строителей, тянувшие ограждение, перестали выходить на радиосвязь. Больше никто их не видел. С того дня зловещий район больше не просматривается со спутников и из космоса выглядит как большое красное пятно в форме идеально ровной окружности. Журналисты затеяли раздувание шумихи, но не успели расшечь и половину скандала, как произошло следующее событие. В нескольких десятках километров от поглощенного выбросом таежного района находилась нефтедобывающая станция Лукойла и Газпрома. На ближайшем к запретной зоне нефтепромысле Тыбук, расположенном в поселке Нижний Одесс, один из несущих добывающую вахту специалистов обнаружил неожиданные изменения в структуре поступающей из скважины нефти. Объемы добычи резко упали, а сама нефть неожиданно изменилась. Ранее густая черная вязкая масса ныне превратилась в легко движущуюся жидкость с минимальной плотностью, напоминавшую цветом хорошо выдержанный коньяк, и словно получила на своей поверхности хрустальную пленку, на которой играют солнечные лучи. Поначалу это не вызвало искрометных эмоций. Подобную по структуре нефть, получившая название песцовая, довольно давно добывают в районе Тынды. По своим качествам она лучше ухтинской, но само по себе улучшение этих качеств не могло скомпенсировать столь обвальное падение объемов добычи. Нефтяники взяли пробы и провели несколько простейших анализов, результаты которых буквально взорвали сначала научный, а затем и финансовый мир. Это была уже совсем другая нефть. Получаемое из нее топливо имело невероятную по своим характеристикам энергетическую эффективность. Сжигание всего 100 мл бензина, выработанного из этой преобразовавшейся нефти, было эквивалентно сжиганию 10 литров бензина, полученных из обыкновенной нефти. Самолеты, заправленные реактивным топливом, полученным из новой нефти, имели возможность без дозаправки облететь планету дважды, причем сам процесс перегонки новой нефти был исключительно прост и не требовал больших затрат. С тех пор опасным районом заинтересовался чуть ли не весь мир. Быстро разнеслась информация о находках на закрытых территориях неких метаморфитов, артефактов с крайне необычными физическими свойствами. Весь мир облетело любительское видео, на котором небольшой осколок лежащего в снегу мутного кристалла заставлял кипеть стоящий на себе стакан воды, а снег при этом под кристаллом не таял. К запретным границам потянулись ученые, резиденты, толпы туристов и авантюристов всех мастей, от новоявленных сталкеров до уголовников-рецидивистов. Ушлые люди пытались сделать врезки в нефтепровод. Начались нападения на исследовательские научные группы, работающие на границах опасных территорий. Мгновенно расцвел черный рынок, торгующий всевозможными сувенирами и артефактами, зачастую поддельными. Скоро произошло еще одно событие, вознесшее степень интереса к аномальным территориям практически до небес. Знаменитый ралли Париж-Дакар уверенно выиграл российский экипаж, управляющий автомобилем Нива, ранее никак не выделявшимся своими качествами. Нива уверенно оставила позади всех соперников, пройдя все 1200 километров раллийного маршрута на одном топливном баке, ни разу не остановившись для дозаправки. Невероятный фурор произвело заявление представителя конструкторского бюро, готовившего этот автомобиль к гонке.
На Ниву поставили экспериментальный двигатель, специально разработанный под бензин GTX, получаемый из ареаловской нефти. Размеры нового двигателя уменьшились в несколько раз, его вес облегчился на порядок, а топливный бак имел объем ровно 5 литров и к моменту финиша был еще на четверть полон. Конструкция нового двигателя вызвала небывалый ажиотаж, и в маленькой Ухте быстро стало тесно. Едва правительство осознало, какой стратегический ресурс неожиданно, едва ли не в буквальном смысле, упал с неба, началась крупная деятельность по прекращению его обильной утечки. На всей площади ареала был срочно введен режим чрезвычайной ситуации, и к его границам срочно начали стягивать подразделения госбезопасности внутренних войск, получивших задачу намертво локализовать район. В течение недели все нефтепромыслы, расположенные в районе Ухты и принадлежащие частным компаниям, перешли в собственность государства. Этот процесс, быстро окрещенный злыми языками, добровольно-принудительным, немедленно оброс множеством слухов. И хотя официально никто не выразил значимого протеста, поговаривали, что правительство выкупило нефтепромыслы, мягко говоря, по очень недорогим ценам. В результате смены собственников особенно пострадала корпорация «Лукойл». Вскоре президент лично объявил о создании российского акционерного общества «Ареал», задачей которого является исследование аномальной территории. 10% акций «Ареала» выпустили в свободную продажу. Остальной пакет принадлежал государству, и государство сразу напомнило всем, кто в доме хозяин. Вся деятельность РАО с момента основания получила гриф «Совершенно секретно». Территорию «Ареала» объявили запретной зоной, приравненной к стратегическому объекту государственной важности. Незаконное пересечение ее границ не просто светило 5-летним сроком. Охрана получила приказ применять оружие по нарушителям без предупреждений. С целью обеспечения максимально рационального и всеобъемлющего освоения скрытого в ареале потенциала в состав Совета директоров РАО вошли представители Российской академии наук, Газпрома, Минсоцздрава, МЧС и ФСБ. Председателем Совета директоров назначили вице-премьера Лозинского, который бессменно находится на этой должности с 2001 года и до сих пор. Силовики решительно и жестко вычистили Ухту и окрестности ареала от криминалитета, и масштабные утечки ресурсов прекратились. С тех пор основной задачей службы безопасности РАО, комплектование которой производилось только сотрудниками ФСБ, стала борьба и противодействие заграничным резидентурам, не оставляющим попыток проникновения внутрь ареала. МЧС в кратчайшие сроки полностью оградила опасные территории, проложив между границей запретных земель и пригодными к жизни районами пояс отчуждения шириной в 10 км. Внешний периметр ареала был обнесен сплошной стеной, системами охраны, наблюдения и контрольно-следовой полосой. Внутренний радиус пояса составляла железная дорога, полностью охватывающая весь периметр ареала. По железной дороге непрерывно крейсировали два состава МЧС, оборудованные средствами спасения на случай внезапного выброса, так как предсказать его было невозможно. Впрочем, границы сдвигались уже трижды, ведь в результате выбросов размеры ареала скачкообразно вырастали. Плюс ко всему хорошему, на второй год существования РАО выяснилось, что опасная территория непрерывно увеличивается с постоянной скоростью 1 метр в сутки. На сегодняшний день ареал представляет собой идеально ровную окружность диаметром 80 км и общей площадью более 20 тысяч квадратных километров. Причем периметр пояса отчуждения длиной 502 км на юго-востоке практически проходят у пригородов Ухты. Все научно-исследовательские станции и базы РАН и Минсоцздрава расположены внутри ареала. За его пределами находится лишь главный научно-исследовательский центр имени академика Лаврентьева, находящийся в Ухте. Газпромовцы и вовсе сидят на своих нефтепромыслах, не вошедших в район ареала, и поэтому превращенных в укрепрайоны. Однако то ли один, то ли несколько их нефтепроводов проходят по краю запретной зоны. Иван еще час копался в источниках, после чего почувствовал, что перебирать интернет-страницы ему попросту надоело. Официальная информация так и не дала ответа на главный вопрос, почему ему предложили службу в СБ Ареала, и что же там у них за проблемы такие, что опытному бойцу группы А требуется доподготовка. Почти все, что удалось отыскать, было известно каждому. Ну, может, он узнал несколько новых подробностей, но не более того. Неофициальные источники и вовсе не давали никакой дельной информации. Там собрались всевозможные любители мистики, уфологии, судных дней и прочих апокалипсисов. И эта веселая компания несла такой бред, что позавидуют сценаристы фильмов ужасов. Ареалу чего только не приписывали. Будто там внутри ходят жуткие мутанты, разрывающие людей на куски. Не попадающие туда люди становятся зомби,
начинают охотиться на сталкеров и ученых. И привычные законы физики там не действуют, то ли вообще, то ли кое-где. И много чего, еще и вовсе несерьезного, вроде летающих по воздуху аномалий, за пару секунд перемалывающих любого в них попавшего, до состояния фарша. Ну и естественно, не были забыты ходячие мертвецы. В момент выброса они, как положено, вылезали из могил и бродили по округе. Березов закрыл браузер и вышел из интернет-кафе. В общем, понятно, что ничего не понятно. То ли режим секретности делал свое дело, то ли кадровик попросту пожалел Ивана и решил преподнести ему весть о назначении на тыловую работу в более щадящей форме. Чего гадать, во вторник все станет ясно. Мокрый снег закончился, и очищенный осадками от запахов городского смога воздух приятно бодрил. Дышалось легко, и Березов решил дойти до общежития пешком. Надо просто развеяться, думать о том, что будет дальше, будем позже. Глава 3. Спецрейс ФСБ зашел на посадку в аэропорту Ухты точно в полдень. Помимо Березова в ареал направлялось еще почти 1,5 десятка пассажиров, и капитан с удовлетворением отметил, что можно не озадачиваться поисками дороги в неизвестном городе. Но все оказалось еще проще. К трапу самолета одновременно подали два автобуса. Один обычный, стекла другого были затемнены до совершенно непроглядной черноты. На борту тускло-зеленым цветом виднелась небольшого размера надпись «РАО Ареал». В дверях автобуса стоял охранник со списками в руке, которому пришлось показать удостоверение личности. «Проходите». Охранник коротким движением поставил галочку в списках напротив его фамилии и тут же потерял капитану интерес. Прибывшие заняли места, и автобус тронулся. Оказалось, что выход в здание аэровокзала у Ареала тоже отдельный, как и зал ожидания и помещение с транспортерами для выдачи багажа. Вопреки ожиданиям, режим секретности чувствовался везде и сразу. Даже прибывшие с ним одним самолетом люди оказались неразговорчивы и старались держаться особняком. Хотя по коротким приветствиям и отрывистым общим фразам было ясно, что почти все они либо знакомы, либо как минимум видят друг друга не впервые. «Да, серьезная контора», — отметил про себя Иван. Признаться, не ожидал. С другой стороны, уникальные научные разработки — кость в горле западных друзей России. Стратегическое сырье, которому оказалось плевать даже на мировой кризис, да и опасная для жизни среда, которую приходится изучать. Ничего удивительного, что люди, постоянно работающие в таких напряженных условиях, становятся немногословны. Капитан мысленно покачал головой, соглашаясь сам с собой. Взять, к примеру, одну из военных разработок Ареала – изделие «Филин». Портативный индивидуальный тепловизор для поиска противника по тепловой сигнатуре его тела. Небольшая коробочка, величиной с пачку сигарет, крепится на голову с задней стороны, под шлем-сферу или косынку. Выключателя нет, батарейки тоже не нужны. Все, что необходимо – участок гладко выбритой кожи под затылком для наилучшего восприятия. Едва Филин вошел в контакт с кожей бойца, тот начинает видеть в инфракрасном диапазоне. Прямо так, собственными глазами, словно к обычному миру, тебе добавили светящиеся тускло-красным пятна. Безотказная вещь, но очень незаменима. Жаль только очень редкая и работает лишь на открытой местности на дистанциях до 100 метров. Через стену уже не берет, хотя пару раз Березову удавалось засекать цели, укрывшиеся за тонкими квартирными перегородками из ГВЛ. А ведь устройство Филина примитивно до безобразия. Внутри титановой коробочки укреплен какой-то странный камушек, и все. Можно представить, как всевозможные шпионы рвут землю когтями, чтобы добыть хоть крупицу информации из Ареала. И это значит, что контрразведка и служба безопасности тут в почете. Ну а когда в каждом встречном поперечно подозревают шпиона или завербованного иностранной разведкой предателя, тем более, что прецеденты имеются, не стоит ожидать от сотрудников Ареала кипучего дружелюбия и распростертых объятий. По ленте транспортера пополз багаж, и Иван подошел ближе, высматривая свои вещи. В лучших традициях авиаперелетов его пожитки появились самыми крайними. Две брезентовые парашютные сумки своим цветом и размерами резко контрастировали с цивильными чемоданами остальных. Березов повесил на плечо ту, что потяжелее, взял руку вторую и направился к выходу догонять ушедших пассажиров. Увидев со всех сторон закрытую остановку с поданным к самым дверям наглухо тонированным автобусом «Мерседес» уже без всяких надписей, Иван не удивился. Было ясно, что к понятию режим секретности в Ареале относились предельно серьезно. Капитан Березов, стоящий возле автобуса человек в штатском, даже не спросил, а скорее констатировал: «Вы можете поставить сумки сюда». Он указал на открытое багажное отделение под пассажирским салоном и добавил: «Внушительный багаж».
«Все свое ношу с собой», – философски изрек Иван. «Понимаю», – лаконично кивнул встречающий. «Отдел физической защиты». Он дождался, пока Иван поставит сумки в багажник, закрыл створки и вслед за ним заскочил в автобус. Внутри автобуса, после раздолбанного транспорта горячих точек, кунгов и кузовов военных грузовиков, утлых десантных отделений и пыльной бронебоевых машин, казалось просто фантастически комфортно. «Это тебе не городской автобус», – подумал Береза. Кондиционеры, телевизоры, глубокие кожаные сиденья с мягкими подлокотниками, выдвижные подножки, затемняющие шторки на окнах. Наверное, такие условия больше подходят вип-туристам, но не обычным работникам. Однако ехать было, что ни говори, приятно. РАО является далеко не бедной структурой, и тот факт, что Ареал заботится о своих сотрудниках столь тщательно, делало честь его руководству. Недаром же РАО «Ареал» считался единственной государственной структурой, не подверженной коррупции. Впрочем, неудивительно. На каждую госструктуру непосредственно бережет ФСБ и возглавляет лично вице-премьер. Автобус, сопровождаемый двумя экипажами ГИБДД, катился через город, и Иван коротал время, глядя в окно. В Ухте стоял полный штиль, и потихоньку начинался снегопад. Большие мохнатые хлопья лениво опускались на землю, словно сонные, и медленно застилали собой дорогу. Между проплывающих мимо домов можно было различить дворы, в которых возилась детвора, радуясь оттепели и свежему снегу. Иван бросил взгляд на одну из установленных в автобусе плазменных панелей. Электронный термометр показывал внешнюю температуру в минус 9 градусов. Совсем не холодно для 10 февраля. Березов вдруг подумал, как было бы здорово укрыться сейчас за ледяной крепостью, слепить добротный снежок и залепить им в кого-нибудь из дворовых приятелей, немедленно спровоцировав настоящую снежную баталию. К сожалению, те времена давно прошли. Он вновь поглядел в окно. Их небольшой кортеж подходил к крупному пропускному пункту, установленному прямо посреди дороги. Система автоматического подъема мощных препятствий перегораживала дальнейший путь. Глядя на вылезшие из-под поверхности асфальта металлические столбы внушительной толщины, вряд ли у кого возникнет мысль рвануть запретную часть улицы напролом. Иван окинул взглядом боковые подступы к пропускному пункту. Его стены переходили высокий забор, теряющийся среди домов. Поверху забора тянулась ягоза. На выносных штангах через каждые 10 метров были укреплены фонари, освещение и видеокамеры. Опытный взгляд Березова различил и более серьезные датчики системы безопасности. Похоже, РАО «Ареал» оградила для себя отдельный квартал на окраине Ухты и весьма строго следила за тем, чтобы он оставался действительно отдельным. Едва автобус приблизился к пропускному пункту, преграждавший дорогу сегмент заграждений утонул в асфальте, сливаясь с дорожным полотном, и кортеж, не сбавляя скорости, проследовал внутрь периметра. Огражденный район с виду ничем не отличался от остальной части города. Такие же дома, такие же дворики, такая же возящаяся в снегу детвора. Весь спецрайон расположился вдоль единственной улицы, по одну сторону которой стояли жилые дома, магазины и прочая инфраструктура, по другую высилось солидное здание Центрального научно-исследовательского центра РАО «Ареал» имени академика Лаврентьева. Слева и справа от него притулились здания поменьше, где, судя по вывескам, размещались административные и медицинские службы РАО. Автобус остановился прямо перед гранитным крыльцом административного корпуса. Сопровождающий помог Березову вытащить из багажника сумки и, прощаясь, указал на соседнее здание. «Вам туда», после чего кивнул и скрылся в недрах автобуса. Березов подхватил свои пожитки и направился к указанному крыльцу, возле которого немолодой человек в оранжевом комбинезоне, вооруженный широкой деревянной лопатой и самой что ни на есть обычной метлой, очищал площадку от снега. При ближайшем рассмотрении оказалось, что никаких табличек или вывесок на дверях не имеется. Иван коротко улыбнулся. Если вывесок нет, значит он попал куда надо. Ведущий вялую войну со снегом человек в комбинезоне, скользнув взглядом по увесистым парашютным сумкам, придержал перед ним дверь. «С прибытием», – дружелюбно произнес он. «Спасибо», – кивнул Иван и зашел внутрь. В вестибюле здания его уже ждали. Капитан Березов, женщина лет 40, в строгом костюме, увидев Ивана, поднялась с дорогого кожаного дивана. «Так точно», – подтвердил он. «Будьте добры, ваше удостоверение личности», – попросила она. Иван предъявил документы. Женщина бросила взгляд на фото и строки с фамилией, после чего сделала приглашающий жест. «Пойдемте, я отведу вас в вашу комнату». Она кивнула охране, и те разблокировали турникеты, пропуская их к лифтовым кабинам.
Замначальника отдела физической защиты, полковник Горянец, примет вас через 2 часа. Вы сможете привести себя в порядок. Я зайду за вами за 15 минут до встречи». Разговор с замначальника ОФЗ был недолгим. Полковник выдал Березову постоянный пропуск, явно заготовленный заранее, и сообщил, что такие люди, как Иван, очень нужны отделу, и что дальнейшую службу Березов будет проходить в сверхважном подразделении ОФЗ, называющемся ни много ни мало «Отряд специальных операций». Но прежде ему необходимо пройти специфическую подготовку, состоящую из 3-месячного теоретического курса и 2-месячной стажировки. С этими словами полковник сдал Ивана с рук на руки своей немногословной помощнице, которая встречала его в вестибюле по приезде. Весь следующий день Берез занимался рутиной, неизбежной при смене места службы, размещался, вставал на довольствие, подписывал целый пакет приказов о неразглашении, оформлял сопутствующие бумаги и допуски, разбирался в зданиях и службах, стремясь побыстрее понять, что и где находится. Для беспрепятственной коммуникации все сотрудники ареала обеспечивались корпоративной сотовой связью. Ивану сразу выдали мобильный телефон, на который уже к вечеру позвонила помощница Горянца. Она сообщила ему фамилию инструктора, отвечающего за подготовку Березова, а также место и время встречи. Вопреки ожиданиям Ивана, оказалось, что направлять его внутрь периметра ареала никто не собирается. Занятия проходили в административном здании службы безопасности, в просторном конференц-зале. Помимо Березова, подготовку проходили еще 4. Как вскоре стало ясно, все они были с Иваном из одного ведомства, все прибыли в Ухту недавно, и все будут проходить дальнейшую службу в СБ. Даже занятие было у всех первое. Разница заключалась лишь в том, что кроме Березова, все друг друга, похоже, уже знали, и наоборот, никто из них не знал наверняка, в каком именно структурном подразделении службы безопасности им предстоит работать. Инструктор, проводивший занятия, оказался сухощавым майором лет 45, совершенно седым и с протезом вместо левой ноги. Говорил он медленно, практически без интонаций, из-за чего возникало обманчивое ощущение, будто преподавателя совершенно не интересует, слушает его или нет. Ежедневно в 9:00 майор минуту в минуту заходил в конференц-зал, раскрывал металлический чемоданчик с пластилиновой печатью, раздавал присутствующим бумаги, помеченные грифом «Секретно», и начинал свой монотонный урок. Сначала изучали структуру РАО, ничего необычного. Огромное ведомство с огромными полномочиями. Управляется вице-премьером и находится под личным контролем президента. Потом перешли к изучению структуры самого ареала. Это было уже интереснее. Итак, повторяю. Как обычно в одной тональности протянул одноногий майор, водя лазерной указкой по стенному экрану, на поверхность которого мощный проектор подавал изображение с компьютера. Структурно ареал представляет систему концентрических кругов правильной формы. Перед вами спутниковые снимки, вроде тех, что полно в интернете и научно-популярных журналах. Красное пятно – окружность диаметром в 140 километров. Как известно, в природе нет правильных геометрических форм, но тем не менее ареал именно таков. Почему – неизвестно. Он щелкнул пультом проектора, сменив изображение. А вот те же спутниковые снимки, но на них уже наложена компиляция данных, полученная учеными посредством наблюдения за энергетическими излучениями ареала в момент выбросов. Красное пятно на экране уже не было однородным. Теперь на нем хорошо различались те самые знаменитые концентрические круги. Именно эта компиляция и послужила основанием для раздела ареала на зоны. Как видите, наибольшая активность энергии происходит в эпицентре, географически совпадающим с эпицентром падения метеоритного потока 1991 года. На данный момент точно выяснено, что диаметр эпицентра составляет 20 километров. Широкое кольцо вокруг него, инструктор пошевелил указкой, это красная зона. Энергетическая активность там немногим меньше. Следующий пояс – желтая зона. В ней активность падает на треть. Далее зеленая зона. Падение активности – 2/3. Одной из загадок ареала является неизменно одинаковая ширина поясов всех зон. Сейчас это 20 километров. Как известно, ареал растет в размерах с постоянной скоростью 1 метр в сутки. Кроме того, в момент выбросов его территория скачкообразно увеличивается на 1 километр. Причем размеры каждой из зон увеличиваются всегда одинаково. Инструктор меланхолично кивнул на выданные слушателям документы. Технические детали вам не нужны. Мы служба безопасности, а не Академия наук. Но если кому-то интересно, в синей папке лежит документация нашего ГНИЦ. Таким образом, продолжил он, постоянной границы у ареала нет.
Для того, чтобы защитить население от его губительного расширения, вокруг ареала был создан пояс отчуждения. Он представляет собой кольцо шириной 10 километров с непрерывным внешним периметром, охрану которого и осуществляет наша СБ. На данный момент мы не можем ни остановить, ни замедлить расширение ареала, и поэтому полная локализация опасной территории – это единственный способ обеспечить безопасность. Кстати, за время существования РАО пояс отодвигался уже трижды. Сегодняшние его границы проходят по пригородам Ухты. Сейчас мы имеем почти 10 километров буфера, и аналитики считают, что их хватит лет на 5-6, после чего, если средства остановить разрастание ареала не будет найдено, придется эвакуировать город. Тут инструктор неожиданно усмехнулся и иронично пожал плечами. Не зная, с какого места они выковырили эту уверенность, выброс происходит неожиданно, безо всякой системы. Его нельзя предсказать, он посмотрел на свою пластиковую ногу, и убежать от него тоже нельзя. Эта дрянь пожирает километр за 26 секунд. Мгновение он молчал, после чего продолжил своим заунывным тоном, обводя взглядом аудиторию. Все вы по окончании курса обучения будете направлены для несения службы в зону пояса. Пояс имеет две линии защиты – внешнюю и внутреннюю. Укрепление внешнего периметра служит для предотвращения проникновения на территорию ареала всех желающих. Инструктор хмыкнул. Сразу скажу, желающих хоть отбавляй. Из-за пересечения периметра иногда вспыхивают настоящие бои, хотя чаще лезут одиночки и малые группы. Причем способы проникновения совершенствуются каждый месяц. Нарушители гибнут пачками. Еще меньше возвращаются из ареала назад. Но поток нелегальных сталкеров не иссякает. Заграничные резидентуры тут полухты, плюс прочие темные личности, представляющие интересы состоятельных коллекционеров, пожелавших остаться неизвестными. Все они предлагают немалые деньги, как за метаморфиты из ареала, так и за образцы нашей нефти. Например, за филина на черном рынке сталкеру, не задавая вопросов, дадут $3000 США. Шестое чувство стоит уже 10 штук. Это, конечно, если повезет выйти с ним живым. «Разрешите вопрос, товарищ майор?» – поднял руку кто-то из обучаемых. «Не разрешаю», – монотонно отрезал инструктор. «Все вопросы в конце занятия. Как я уже сказал, у пояса есть два периметра. Внешний предназначен для предотвращения утечки стратегического ресурса, и тем, кому повезет, посчастливится тащить на нем службу долго и счастливо. Внутренний периметр существует для сдерживания той гадости, что лезет к нам из ареала. Никаких аномалий там нет, но зато есть шанс попасть под выброс, чего никому не желая». Он болезненно искривился. Основная же задача внутреннего периметра – это отстрел зараженных животных и подвергшихся действию обратной регенерации покойников, которым удается покинуть могилы старых кладбищ тех поселков, что поглотил ареал. Сложного тут ничего нет. Огонь на поражение с последующим высокотемпературным сжиганием. Некоторые виды ходячих покойников требуются ученым, и поэтому их необходимо отлавливать. Соответствующие списки обновляются с каждой сменой. «Так значит, ходячие мертвецы все-таки существуют?» – не выдержал один из присутствующих, тот самый, что хотел задать вопрос инструктору. «Да», – безразлично ответил тот, – «как и Дед Мороз». Он посмотрел на вопрошающего таким взглядом, каким смотрит воспитатель детского сада на особо непонятливого ребенка. Неизвестные аномалии заставляют регенерировать неислевшие ткани покойников. Те, что посвежее, ходят, некоторые даже бегают. Большинство же лишилось той или иной степени связочного аппарата еще до возникновения аномалий и потому ползает. Кстати, их вам, товарищ лейтенант, еще предстоит, так сказать, потрогать руками. Научные лаборатории постоянно заказывают нам тех, что подревнее. Как я уже сказал, приходится отлавливать. Хотя глаз у них нет, и, судя по всему, других органов чувств тоже, потому что в пространстве они не ориентируются, но безобидными их назвать нельзя. Мертвецы обильно несут на себе трупный яд. Кроме того, могут рефлекторно вцепиться в человека зубами или руками, что увеличивает опасность получить заражение крови. Так что лучше быть с ними повнимательнее. Это в ваших интересах. Получив такой ответ, лейтенант несколько опешил, что не укрылся от взгляда инструктора. Одноногий майор усмехнулся и продолжил. По истечении полугода службы вы наберете достаточно опыта и будете допущены к работе в зеленой зоне. Зеленая зона – это уже ареал, смертельно опасная территория. И чем ближе к желтой зоне, внутри которой, кстати, выживаемость процентов это к 20-30, тем выше степень опасности. Все исследовательские лаборатории ГНИЦ находятся в зеленой зоне, и СБ осуществляет их охрану от мутировавшего и взбесившегося зверья, ходячих трупов и незаконно проникших на территорию ареала
вооруженных криминальных элементов, ищущих чем бы поживиться. Кроме того, на нас возлагается охрана научных поисковых партий, занимающихся поисками метаморфитов и прочих артефактов, наблюдением за зарегистрированными аномалиями и учетом вновь возникших аномалий. Он бросил взгляд на слегка побледневшего лейтенанта. А также охрана спасательных групп МЧС, которые вытаскивают все, что осталось от этих самых поисковых партий, и их охрана в тех случаях, когда в процессе работы с аномалиями что-то пошло не так. Инструктор посмотрел на часы. А с ними всегда что-то не так. Само их существование – это уже все не так. С завтрашнего дня мы начнем изучать аномалии и мутировавших представителей флоры и фауны. На сегодня занятие окончено. Он окинул сидящих обреченным взглядом. Вопросы? Первым спохватился все тот же лейтенант. После какого периода службы нас отправят в желтую зону? Парень явно чувствовал себя не очень комфортно. Вас не отправят, молодой человек. Разрешаю вам перестать бояться. Инструктор снисходительно усмехнулся. Желтая зона смертельно опасна. Все, что в ней живет, если это можно назвать жизнью, предельно агрессивно. Там даже дышать можно не везде, если еще можно. В желтой зоне работают единицы. Это наиболее опытные поисковики с многолетним стажем, а также отряд специальных операций. Он мельком посмотрел на Березова и тут же отвел глаза. По отдельной заявке ГНИЦ. Предвосхищая ваш вопрос, говорю, в красной зоне исследования не проводятся ввиду того, что нахождение в ней несовместимо с жизнью. Впрочем, иногда до нее пытаются дойти добровольцы из числа тех, у кого в голове совсем пусто. «Товарищ майор, а что там в красной зоне?» – не унимался лейтенант. «Попадете – узнаете», – отрезал инструктор. «Но лично я не советую. За те 6 лет, что я здесь работаю, в красную зону ушло порядка 2000 человек. Из них вернулось ровно 3,5. Он открыл свой металлический чемоданчик и подытожил. «Сдаем документы. Все свободны». Глава 4. Черный Мерседес со спецномерами включил мигалки и, настойчиво треща сиреной, пролез на встречную полосу через грозящую скорой пробкой и едва шевелящуюся массу автомобилей. Сидящий в роскошном салоне упитанный мужчина лет 32-33 в строгом деловом костюме бросил в окно недовольный взгляд и поторопил водителя. «Поторопитесь, Евгений. Через 15 минут я должен быть в кабинете вице-премьера». «Да-да, Максим Анатольевич», – поспешно ответил водитель. «Мы уже съезжаем с набережной. Через 5 минут будем у Белого дома». Он прибавил скорости и вновь надавил на кнопку служебного сигнала. Мерседес, распугивая автомобили вокруг, свернул к дому правительства. Стоящие у обочины сотрудники ГИБДД вытянулись, отдавая честь правительственному авто. И спустя минуту Мерседес уже проезжал ворота Белого дома. В приемную вице-премьера человек в костюме успел за 3 минуты до назначенного ему времени. Он поправил скрывающий, выпирающий брюшко пиджак, придирчивым взглядом осмотрел свою обувь и, не найдя ни малейших следов московской зимней слякоти, удовлетворенно кивнул. На этот раз выход из правительственного зала аэропорта Домодедово потрудились очистить добросовестно. В прошлый свой прилет в Москву он испачкал каблуки ботинок, пока шел от дверей к ожидавшему его автомобилю. «Добрый день, Максим Анатольевич. С прибытием!» Поздоровалась с ним офис-менеджер. «У вас будет ровно 20 минут». Человек в костюме открыл портфель, изящным движением извлек оттуда желто-синюю розу и протянул ее женщине. «Это вам, Маргарита Андреевна». Он коротко улыбнулся. «Прямиком из ареала. Выращена в наших экспериментальных теплицах. Не смотрите, что маленькая, не завянет еще месяц». «Какая прелесть!» – восхитилась женщина. «Спасибо, Максим Анатольевич, вы, как всегда, весьма галантны». Она бережно поставила розу в вазочку неподалеку. «Одну секунду. Я доложу о вашем прибытии Валентину Ивановичу». Офис-менеджер вышла из-за стола и направилась к дверям вице-премьерского кабинета. Она отработанным движением потянула на себя тяжелую дубовую створку и зашла внутрь. «Валентин Иванович», – донеслось из-за полуприкрытых дверей, – «к вам Прокопенко». «Пусть войдет», – ответил ей пожилой голос. «Прошу вас, Максим Анатольевич», – вернулась приемная офис-менеджер. «20 минут», – напомнила она. Прокопенко кивнул и, проходя мимо нее, тихо шепнул. «Как настроение?» Он указал глазами на дверь вице-премьера. «Пока добрый», – также шепотом ответила женщина. Человек в костюме вошел в кабинет вице-премьера и остановился. «Здравствуйте, Валентин Иванович», – вежливо произнес он и заботливо добавил. «Как ваше здоровье?» «Не дождетесь», – сидящий в кресле пожилой человек хитро улыбнулся. «Здравствуй, Максим. Присаживайся». Он кивнул на одно из кресел. «Как долетел? Отца уже видел?» «Нет еще, Валентин Иванович», – ответил Прокопенко. «Мой самолет приземлился час назад. Я сразу к вам». «Понимаю», – одобрил вице-премьер.
О России думаешь? Это правильно. Работа прежде всего. Как дела в Ухте? Все идет согласно утвержденным вами планам, отрапортировал Прокопенко. Но возникли некоторые новые обстоятельства с поставщиками оборудования для научных лабораторий. Требуется ваше согласование. В чем дело? Неторопливо спросил вице-премьер. Ты считаешь, что я лично должен вникать в подобные детали? Нет, Валентин Иванович, разумеется нет, заверил его Прокопенко. Все детали я отработаю лично. От вас требуется принципиальное решение. Дело в том, что у нас появился новый потенциальный поставщик, некое ООО «Метроном Плюс». Они производят экранированные измерительные приборы высокой точности и выражают желание принять участие в тендере. Я проверил эту организацию. На рынке 3 года, продукция рекламации не имеет. Собирают из высококачественных импортных составляющих. Изделия у них для своего ценового сегмента неплохие. По линии ФСБ тоже все в норме. Я ознакомился с их пакетом документов, заявленных на тендер. На данный момент из всех претендентов, включая наших постоянных партнеров, их цены наиболее привлекательны. Но, он внимательно посмотрел на вице-премьера, я не могу допустить их к участию в тендере без вашего решения. Что ж, если ты их проверил, то допускай, распорядился вице-премьер. На общих основаниях. Он вернул Прокопенко внимательный взгляд. Если они выиграют тендер, пусть Эдуард Андреевич обратит на них пристальное внимание. Сам понимаешь, люди получат государственный заказ стратегического значения. Ими сразу же заинтересуются резидентуры недругов России. Так что помощь ФСБ им не помешает. Подстраховка силовиков не просто разумное решение, это необходимая в подобных случаях мера предосторожности. Я все понял, Валентин Иванович, ответил Прокопенко. Сделаю. Я могу идти? Уже уходишь? Удивился вице-премьер. И даже не поговоришь со стариком? Он шутливо улыбнулся, жестом останавливая раскрывшего было рот Прокопенко. Ладно, ладно, шучу. Иди, Максим, работай. Важное дело для России делаешь. Не до праздной болтовни. Мы с твоим отцом договорились поужинать. В пятницу. Ты присоединяйся, там и побеседуем. В неформальной обстановке. Сочтут за честь, с готовностью ответил Прокопенко. Всего доброго, Валентин Иванович. Он вышел из кабинета, улыбнулся офис-менеджеру и направился к лифтам, практически на каждом шагу отвечая на приветствие и пожимая протянутые руки. Спустя несколько минут он уже сидел в салоне служебного Мерседеса. «В офис», – распорядился он. «Через 20 минут будем, Максим Анатольевич», – закивал водитель. «В ту сторону сейчас небольшая пробка, но я на мигалке пойду». Он засуетился, выруливая к выезду с парковки. Прокопенко уселся поудобнее и задумался, машинально поглаживая дорогую кожу портфеля. Если вице-премьер Лозинский пригласил его на ужин, значит дела действительно идут неплохо. Иногда Валентин Иванович и отец могли немного повздорить по вопросам, касающимся освоения бюджета, и вице-премьер мог несколько дней пребывать в мрачном расположении духа. В такое время ему на глаза лучше не показываться. Есть все шансы схлопотать внеочередную сбучку. Впрочем, они с отцом быстро восстанавливали общий язык. Отец с Лозинским – старые друзья, еще со студенческих времен, когда сидели за одной партой на первом курсе теперешнего РГУ нефти и газа имени Губкина, а тогда Московского института нефтехимической и газовой промышленности. Оба являлись комсомольскими активистами, постоянно работали вместе по комсомольской линии и не потеряли узы дружбы по окончанию университета, хотя дальнейшие их пути разошлись. Отец руководил комсомольскими, а затем и партийными структурами в энергетике. Затем один из первых принял новые веяния перестройки и добровольно вышел из партии. Вытаскивая Россию из Горбачевского упадка, стоял у истоков Газпрома. В общем, многое сделал для страны. И свою должность генерального директора Мострансгаза и пост члена Совета директоров Газпрома занимал вполне заслуженно, как и полагается всеми уважаемому человеку. Лозинский же ушел в политику, где и преуспел. Валентин Иванович давно уже является политическим тяжеловесом, и третий срок в должности вице-премьера тому веское доказательство. Даже новый президент счел нужным не менять его на посту руководителя РАО «Ареал», справедливо объяснив свое решение тем, что лучшего специалиста в этой области не найти. Опыт работы с «Ареалом» у Лозинского грандиозный. Как-никак, Валентин Иванович занимался РАО с первого дня его основания. Вице-премьер оказал ему, Прокопенко, огромное доверие, когда взял к себе в заместители. Конечно, давняя дружба с отцом сыграла роль, но работать за него она не могла. Если на такую важную должность назначить идиота, долго он на ней не продержится, чьим бы сыном ни был. И с тех пор
Прокопенко, по мере всех своих сил, старался не разочаровать отца и вице-премьера. Он быстро зарекомендовал в себя самых положительных сторон своей деловой хваткой и коммерческой сообразительностью, и вот уже 6-й год являлся правой рукой Лозинского. «Приехали, Максим Анатольевич», – доложил водитель. Прокопенко посмотрел в окно. Автомобиль уже стоял на подземном паркинге московского офиса РАО. За раздумьями он не заметил, как пролетело время. Замгенерального вышел из машины, остановившейся у самого лифта, в раскрытых дверях которого терпеливо ждал консьерж. Прокопенко зашел в кабину лифта, и консьерж нажал на кнопку 2-го этажа, где располагался его кабинет. Московский офис РАО занимал небольшое двухэтажное здание на Большой Ордынке и имел едва ли 3 десятка сотрудников. Основной организм РАО был расположен в Ухте, в непосредственной близости от Ареала. Офис в Москве нужен лишь для удобства координации и по столичным меркам являлся чуть ли не спартанским. Никаких лишних трат. РАО гордилась своим статусом единственной полностью свободной от коррупции государственной структуры. Оказавшись на 2-м этаже, Прокопенко вошел в приемную своего кабинета. «Добрый день, Максим Анатольевич», – вышла из-за стола его московская секретарша. «С приездом». «Спасибо, Светлана», – кивнул он, проходя к себе. «Свяжитесь с гендиректором ООО «Метроном Плюс» и назначьте ему встречу на завтра. Пусть будет здесь в час дня». «Да, Максим Анатольевич». Секретарша чиркнула ручкой в блокноте. «Желаете кофе?» «Через 15 минут», – ответил он. «До тех пор никого ко мне не пускать и ни с кем не соединять, кроме отца и вице-премьера. Мне надо подумать». Глава 5. Занятия по изучению особенностей ареала больше походили на разбор содержимого склада декораций для съемок фильмов ужасов и прочей антинаучной фантастики. Первое время Иван не мог избавиться от ощущения абсурда, слушая монотонное объяснение инструктора. Поначалу он даже подумал, что это какая-то очередная проверка на вменяемость. Родная контора пичкает тебя всякой несусветной чушью и наблюдает за реакцией. Такие тесты могут проводиться для отбора на какое-нибудь сложное и важное задание. Хотя, зачем таким нелепым образом испытывать его? У группы А не бывает заданий простых и неважных. Однако масса фото и видеодокументов под грифом «Совершенно секретно» быстро убедили его в реальности происходящего. Неудивительно, что все сотрудники РАО «Ареал» давали подписку о неразглашении еще до того, как впервые входили в свои рабочие кабинеты. Практически все, о чем он с сарказмом читал на интернет-сайтах неофициальных лиц, посвященных Ареалу, оказалось правдой. Внутри зон царило вечное тропическое лето, да и прочая окружающая действительность зачастую была далека от привычной. Что-то неизвестное оказывало мощное воздействие на живые организмы, подвергая их необъяснимым с точки зрения науки мутациям. Животные, растения и даже само пространство Ареала превращались в нечто иное, доселе чуждое земной природе. Обычный с виду куст мог оказаться кровожадным хищником, караулищем добычи. Чуть ли не каждый зверь, завидев человека, немедленно бросался в атаку, а легкое марево, висящее в жаркий день над тропинкой, являлось областью измененной гравитации, мгновенно превращающей в кровавую лепешку все, что имело неосторожность попасть внутрь. По официальной версии, всему виной является метеорит 91 года, фрагменты которого засыпали данный район. Предполагалось, что именно они являются мутагенным фактором, и это отчасти подтверждалось тем, что природные изменения были особенно мощными в эпицентре падения метеоритного потока. У этой теории имелись свои оппоненты, главным образом указывающие на неспособность оной объяснить непрерывное расширение ареала и хаотичные выбросы энергии внутри его границ. Но научные прения мало интересовали Березова. Сейчас его задачей было быстро и четко усвоить теоретическую часть ликбеза по выживанию в ареале. Чем лучше он это сделает, тем проще будет на практике. И потому Иван внимательно всматривался в сопровождаемый монотонным голосом инструктора видеоизображение, пытаясь не упустить ни одной мелочи из обильного потока информации. В понедельник в их конференц-зал вместо привычного всем майора с протезом вошел совсем молодой парень лет 20 в камуфляже без знаков различия. «Всем здравствуйте», – улыбнулся он. «Ваш инструктор заболел. Пару дней его не будет. Сегодняшнее занятие проведу я. Меня зовут Раз. Можно на «ты». Сидящие в зале переглянулись. Как всем уже было известно, постоянно работающий внутри зон ареала оперативный состав, согласно требованиям установленного режима секретности, вместо имен и фамилий имел радиопозывные, под которыми и проходил во всех текущих документах.
Использовать их фамилии в обычном общении и открытой связи запрещалось. Березову, готовящемуся в состав ОСП, надлежало использовать свой прежний позывной – «Туман». Соответствующий приказ входил в пакет документов о неразглашении, который капитан подписал на второй день пребывания в Ухте. Иван беззвучно хмыкнул. Выходит, парень хорошо знаком с ареалом, а на вид не скажешь. Рост средний, вес средний, возраст ниже среднего. Да, внешность обманчива. Тем временем новый инструктор подошел к стоящей в углу грифельной доске и выкатил ее ближе к центру. Где-то здесь был мел. Он пошарил глазами вокруг. На столе маркер лежит, с усмешкой подделал его лейтенант. Попробуй, им тоже пишут. Иван лишь качнул головой. Лейтенант с каждым днем нравился ему все меньше. Мало того, что он явно со странностями, все мы не без этого. Больше раздражало его стремление каждую минуту показать всем, что он особенный, эдакий избранный. Хорош герой. Сначала пугался опасности ареала. Теперь вот дергается, явно от зависти, что такой молодой пацан будет учить его жизни. Плохое начало. Если судить по опыту прошедших лет службы, лейтенант, похоже, имел здесь волосатую лапу. Иначе от чего ему так хорохориться? Сопляк ведь еще. Быстро обломают. Хотя, с другой стороны, зачем влиятельным людям посылать своего в такое небезопасное место? А, точно, спасибо. Раз никак не отреагировал на издевку. Давно здесь не был. Раньше мелом писали. Он пошел за маркером. Мне поручено объяснить вам, так сказать, технику безопасности при встрече с аномалиями. Встреча с аномалией бывает двух типов. Первый тип. Вы не заметили аномалию и вляпались в нее. Парень развел руками. Но это самый простой вариант. Тут только два результата. Аномалия вас убила, и вам уже на все плевать, или аномалия сделала вас инвалидом, и вы корчитесь в муках недалеко от нее в ожидании, когда вас отыщут спасатели. Это если вы вляпались в зеленой зоне, или голодные звери. Это если в желтой. Очень остроумно. Похоже, лейтенант все никак не мог успокоиться. И главное, познавательно. Ты, наверное, долго готовился к лекции, да? Честно говоря, вообще не готовился. Не переставая улыбаться, ответил раз. Из поиска вернулся под утро. Спать хотел, как собака. А через 5 часов разбудили и отправили к вам. Как снег на голову. Но если по этому вопросу вы, товарищ лейтенант, хотите получить более подробную информацию, поговорите с вашим инструктором. Он потерял ногу в аномалии. Наступил студень. Их отряд нес службу на внутреннем периметре пояса, когда начался выброс. Они пытались укрыться, но 26 секунд – это не так уж и много, особенно когда зона прыгает за это время на километр, и успели не все. Вашему майору не повезло. Студень образовался прямо у него под ногой. В таких случаях без шансов. Студень превращает в холодец все, что в него попадает. Хорошо еще, что одной ногой вляпался, а не обеими. Он обвел взглядом аудиторию и продолжил. Будем надеяться, что ни с кем из нас такого не случится. Но на крайний случай необходимо помнить следующее. Если вас порубило аномалией и вы остались живы, первым делом надо вколоть болеутоляющее и остановить кровотечение, если оно есть. Затем, если вы находитесь в зеленой зоне, перевести личный автоматический радиомаяк, он же ЛАР, в режим СОС и изготовиться к бою и ждать помощи. Пытаться самостоятельно доползти до своих категорически не рекомендуется. 90% живности ареала настроены к человеку крайне агрессивно и обязательно атакуют вас, едва поймут, что вы серьезно ранены. Поэтому возле аномалии вы в относительной безопасности. Зверье старается их обходить. В желтой зоне радиосвязь не действует, и базовый ретранслятор сигнал вашего ЛАРа не засечет. Авиация тоже не летает, если только сверху вниз. Так что придется ползти. Тут уж как повезет. Если зверье не найдет, не притянет летающие аномалии, не почувствует зомби. Можно и выползти. Некоторые выползали. Насколько я знаю, подвергшиеся обратной регенерации мертвецы не опасны. Вновь вылез лейтенант. Так что пугать нас деревенскими страшилками не надо. Тут не дети собрались. Ну, ходячие мертвецы, или как мы их называем бродяги, не опасны относительно. Раз как всегда улыбался в ответ на издевки. Если укусит случайно или поцарапаешься о кости, то мало не покажется. Трупный яд руку, например, за пару минут как бревно раздувает. Надо сразу рану рассекать, кровь выдавливать и прижигать. Иначе можно и ампутацию заработать. Хотя в целом, да, они не опасны, но я не про них говорю. Я про зомби. Ученые называют их индивидуумами, подвергшимися псевоздействию ментального мутафактора ареала. Или как-то так. Я точно не помню, там уж больно мудреное название.
Обычно все зовут их зомби. Это люди. Он осекся, то есть раньше были людьми, до того, пока не попали в красную зону. Все, кто оказывается там, того, крышей двигаются. Назад уже не идут, думать по-человечески перестают, память теряют, сырым мясом питаются, в том числе и человеческим. Очень людей не любят почему-то. Могут собраться в кучу, выйти в желтую зону и напасть. Бывало и в зеленую выходили, но это редко. Раз задумался, словно вспомнил что-то и несколько невпопад добавил. Соображают они бодро. Я с одним ученым говорил. Так он сказал, что метаморфозам у зомби подвергается только кора головного мозга, а подкорковые центры, которые за рефлексы отвечают, работают исправно. Потому, если в зомби попадает, к примеру, охотник или солдат, то стрелять он хуже не станет, и по следам ходить, и под пулями перегибаться. Если, конечно, пока человеком был, все это у него было до автоматизма доведено. Он встрепенулся. В общем, об этом вам потом еще расскажут, когда будете в желтую зону допуск получать. А теперь вернемся к теме нашего занятия. Итак, что делать, если вы не заметили аномалию? Мы разобрались. Теперь рассмотрим второй тип встречи с аномалией. Это когда вы ее обнаружили раньше, чем она вас. Главное правило выживания в реале очень метко сформулировал один наш легендарный сотрудник, носящий радиопозывной «Болт». Оно гласит: если вам хоть на секунду показалось, что что-то не так, значит что-то не так. Иными словами, аномалии очень редко можно увидеть глазами. Если хочешь выжить, придется научиться их чувствовать. Часто сталкера, то есть я хотел сказать поисковика, спасает интуиция, шестое чувство, он коротко хихикнул. Не путайте с метом шестое чувство. Эта штука иногда бывает очень полезной, но может сыграть с вами злую шутку. Впрочем, ее еще надо найти. Что такое метом? Не понял Березов. Ну, немного смутился раз. Я думал, что это все знают. Меты – это метаморфиты, артефакты из ареала. Ученые считают, что некоторые земные минералы и металлы под действием излучений ареала и его аномалий подвергаются необъяснимым метаморфозам, то есть метаморфируют. В результате такие артефакты получили название метаморфиты, но мы называем их просто меты, так покороче. Разве найденные на территории ареала артефакты не подлежат обязательной сдаче? Ехидно поинтересовался лейтенант. Утаивание объектов, приравненных к категории государственного стратегического ресурса, карается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Да-да, конечно, их надо сдавать. Нарочито серьезно закивал раз. Но если вам попался метаморфит во время поиска, то до выхода из зоны вы можете им пользоваться, это не запрещено. Кроме того, некоторые меты облегчают нам выполнение задачи в поиске. Их можно получить в отделе снабжения по специальной заявке, подписанной начальником ОФЗ или его заместителем. Эти артефакты уже учтены, занесены на баланс и имеют инвентарный номер. Их положено сдавать после каждого поиска. Впрочем, он насмешливо пожал плечами. Ничего серьезного все равно не выдадут, так что можно не тратить время на возню с бумажками. И как же интуиция поможет нам уберечься от аномалий? Лейтенант продолжал издеваться над расом, словно был старше его не на пару лет, но на пару десятков. Иван отметил, что никто из присутствующих ни разу не подал и вида, что его выпендрёж уже порядком действует на нервы. Наверняка все, кроме Березова, знали о нем гораздо больше и предпочитали не связываться. Что ж, пусть хорохорятся, время покажет, кто есть кто. Поживем, увидим. Понимание придет с опытом, ответил Раз. Со временем начинаешь чувствовать, что перед тобой и где. И поэтому важно не упускать ни малейшей мелочи, тем более на первых порах. Аномалии зеленой зоны не двигаются, их наносят на карты, которые регулярно обновляются. Но малые аномалии не существуют вечно. Она может простоять в конкретном месте день или неделю, а потом исчезнуть. Зато там, где вчера было чисто, завтра может обнаружиться какая-нибудь гадость. Время жизни таких аномалий всегда разное. Другое дело – мощные аномалии. Такие сидят на одном месте годами. В общем, в зеленой зоне сам черт велел вырабатывать на них чутье. Итак, вам показалось, что что-то не так. Первым делом надо замереть и вообще затихнуть. Это очень помогает, особенно с теми аномалиями, которые можно услышать. Другие аномалии можно унюхать. Каждый слышит и обоняет их по-своему. Кое-кто говорит, что по запаху может определить степень опасности. Я как-то раз был в поиске с болтом, так он засек гравиконцентратор метров за 50. Гравиконцентратор невозможно ни увидеть, ни услышать. Диапазон и спектр его видимых и звуковых колебаний находятся вне пределов, доступных человеку. Скептически скривился лейтенант. Это байки. Согласен, кивнул Раз с неизменной улыбкой на лице. Горову не видно и не слышно.
Это одна из самых опасных аномалий, в которой сгинуло множество народа. Это область пространства с измененной физикой. Внутри гравиконцентратора сила гравитации составляет по разным оценкам от 50 до 100 G. Вычислить ее можно только по слабому запаху озона, да и тот чувствуется шагов за 7-5. Но тот человек засек граву за полсотни метров. Я спросил, как это ему удалось, на что Болт с удивлением ответил, мол, ты что, глухой? Она же воет, словно электродрель, за версту слышно. Я стоял от нее в десятке шагов и не слышал ничего. Раз на мгновение задумался и пожал плечами. Так что каждый воспринимает это индивидуально. Я иногда чувствую аномалии по легкому давлению на коже. Воздух перед тобой словно пружинит, только очень-очень слабо. Тут главное обратить внимание, не прохлопать ушами. Дальше, после того, как вы почуяли аномалию, надо определить ее границы, чтобы понять, где и как ее можно обойти. Это что, болты кидать? Иронично усмехнулся Березов. Как в фантастике. Поначалу некоторые особо одаренные придурки так и делали. Раз заулыбался еще шире. Начитались книжек, пошли болты собирать. Все свалки обчистили, на заводах от сторожей улепетывали, в магазинах покупали. В ту пору компании в Ухте, кто метами торговал, чуть ли не все свои запасы распродали. Только закончилось это быстро, как только пару десятков таких вот гениальных болтофилов в центрифуге поубивали. Так и закончилось. Центрифуга – это такое прозрачное облако, вроде дрожащего марева, что возвращает обратно все, что в нее попадает? Спросил кто-то. В пятницу майор показывал нам видео про нее. Ага, оно самое, подтвердил Раз. Малозаметная такая дрянь. Только она не просто возвращает, она очень метко возвращает. Он уже не улыбался. Со скоростью ровно в 11,43 раза больше исходной. И перед этим еще успевает прокрутить предмет внутри себя несколько раз. Сколько именно, точно установить пока не удалось. Потому и назвали центрифугой. У людей, побывавших внутри нее, лопались все сосуды и артерии со стороны внешнего радиуса вращения, а болт, брошенный в центрифугу, возвращается обратно так, что пробивает болтофилу насквозь. Так что мы стараемся бросать что-нибудь легкое. Чаще всего это стрелянные гильзы от автомата Калашникова, калибром 5,45. Они полегче болтов будут, да и этого добра всегда в избытке. Но их надо бросать очень аккуратно. Впрочем, новенькие, впервые идущие в Ареал, все равно всегда тащат с собой болты. Хоть это, помимо всего прочего, еще и лишний перегруз. Стереотипы сильны. А как они попадают в Ареал, поинтересовался кто-то. Каким образом людям, ни разу не бывшим внутри внешнего периметра пояса, удается проникнуть сквозь ограждение и обойти систему охраны? Есть мнение, тут же встрял лейтенант, что некоторые коррумпированные служащие Ареала оказывают им содействие. Здесь много сотрудников из числа местного населения. Он с ухмылкой посмотрел на Раса. Кто-то из них вполне может вводить знакомство с криминальными элементами еще с самого детства. Да, такое бывает. Рас снова заулыбался. Правда, ничуть не реже иностранная резидентура и бандиты попросту вербуют сотрудников РАО за деньги. Не секрет, что стоимость метаморфитов у местных перекупщиков на порядок выше, чем полагающиеся за их официальную сдачу премиальные. Зарплаты с множеством нулей тут, как и везде, только у руководства. Он, не переставая улыбаться, смотрел на лейтенанта честным взглядом. «Кто на что учился?» – осклабился в ответ лейтенант. Иван мысленно хмыкнул. Стало быть, он был прав насчет лейтенанта. Сопляк имел поддержку у начальства, потому и лез из кожи вон, чтобы показать свою значительность, не от большого ума. А вот Раз зря пошел на обмен уколами, незачем заводить себе врага. Но на самом деле дело не в этом, продолжил Раз. Внешний периметр пояса охраняется и все такое, но его общая длина составляет 500 с лишним километров, и служба безопасности физически не может быть каждую секунду возле каждого метра заграждений. Обычно злоумышленники выводят из строя системы наблюдений, чаще всего расстреливают камеры и датчики, а потом при помощи взрывчатки проделывают в стене пролом, через него и попадают в пояс. Как правило, подрыв ограждений проводят подальше от Ухты, где-нибудь в таежной глухомании, и взрывают сразу в нескольких местах, чтобы запутать службу безопасности. Через такие проломы новички идут. Ясное дело, что обеспечивают им такие проходы опытные криминальные элементы. «А где же тогда проходят не новички?» – скривился лейтенант. «Не знаю», – развел руками Раз. «Я же не сталкер. Я прохожу через КПП Ареала». «Ладно врать-то», – усмехнулся лейтенант. «Тебя взяли 3 года назад с поличным, при попытке сбыта метаморфитов на черном рынке. И не посадили только из-за возраста. Но это ведь никогда не поздно сделать. Надо лишь поймать тебя еще раз».
Даже не представляю, откуда у вас обо мне такая информация, товарищ лейтенант. Раз театрально изумился, до крайней степени, открыто издеваясь над лейтенантом. Но смею вас заверить, что с тех пор я осознал свои ошибки и встал на правильный путь. Я официально оказываю содействие поисковому отделу РАО. И они даже организовали мне прохождение срочной службы здесь, в Иреале. И после демобилизации официально приняли меня на работу. Так что я официальный сотрудник поискового отдела и не занимаюсь незаконными махинациями. Потому и не знаю, как криминальные элементы проникают внутрь Ареала. Честное слово. Лицо попроще сделай, Никитин, зашипел на него лейтенант. Немного ли себе позволяешь? Давайте без фамилий, резко заявил Березов, которому надоела вся эта перепалка. Он стегнул лейтенанта колючим взглядом. Не будем нарушать режим секретности, раздали подписку. Не хватало еще, чтобы офицеры ФСБ игнорировали инструкции собственного ведомства. Не стоит привыкать к этому. Наилучшая будет привычка. В боевой обстановке нарушение инструкций и вовсе может привести к гибели. Иван посмотрел на Раса. Предлагаю продолжить тему. Итак, аномалия обнаружена, ее размеры выяснены. Дальнейшие действия. Щелкающий словно кнут голос Березова вернул обстановку в нормальное русло. Лейтенант было недовольно посмотрел на него, но, встретив жесткий взгляд, капитана промолчал и отвел глаза. «Отлично», — подумал Иван. «Значит, и обо мне ты тоже все знаешь. А ведь ты трус, лейтенант. Не рискнул со мной сцепиться-то, только из-за моего послужного списка. Звание и возраст тебя бы не остановили с твоими-то связями и претензиями на исключительность». «Да, конечно», — спохватился Раз. «Виноват, прошу прощения. Продолжаем. Аномалию надо обходить со свободной стороны, то есть справа или слева от нее должно быть открытое место. Ни в коем случае нельзя идти между двух препятствий, особенно стоящих близко друг к другу. Такие места любит паутина, а заметить ее можно только в закатных или рассветных сумерках. Это такие тонкие серебристые нити, густо растянутые. Днем и ночью их не видно, зато слышен треск, если бросить в них гильзу. Сначала думали, что треск от того, что паутина рвется. Многие сложились на этом. Брали палку, шерудили ее по паутине, пока полностью не собьют, и шли. А через день умирали от разрыва сердца. Это уже потом выяснили, что паутина не сбивается. Она вообще не рвется, она исчезает из видимого глазу диапазона спектра. Словно гаснет луч света, вроде лазера, который переходит с видимой глазу частоты на невидимую. А треск – это она так передает свою энергию тому, что в нее попало. Раз подошел к грифельной доске и снял колпачок с маркера. Я сейчас набросаю схему. Он принялся штрихами вырисовывать на доске подобие кляксы. Это надо запомнить обязательно. Аномалия называется оковы. Сама она не видна, но трава под ней складывается, вот в такой рисунок. Если в нее вляпаться, она приковывает к земле. Человек падает и не может сдвинуться с места, словно прикованный. Если идешь с группой, то вдвоем можно вытащить, одному не хватит сил. Многие одиночки так и умирали от жажды, прикованные к земле. «Не проще ли было принести с собой изображение?» – усмехнулся лейтенант. «Оковы – это аномалия желтой зоны», – не отвлекаясь от рисования, объяснил Раз. «Там камеры не работают. Там вообще никакое оборудование не работает. Даже компас. Так что ходить приходится по памяти. Поэтому и роботы дистанционного управления, и беспилотники всякие, и GPS – все это там бесполезно. Если самолет или вертушка случайно пересечет воздушную границу желтой зоны, вся его аппаратура откажет, двигатели заглохнут и он упадет. Нам в зоне скопилось достаточно обломков от этого добра». Он сделал еще несколько штрихов и удовлетворенно кивнул, глядя на результат. «Вот, очень похоже получилось. Запоминайте. Она как кляска, только 1,5 метра в поперечнике. Обходить можно практически вплотную. Главное не пересекать вот эти ее брызги». Раз указал на выступающие части кляксы. Если ваш напарник вляпался, то тащить его надо за то, что торчит за ее границами. Неважно, руки это, ноги или голова. Если удалось вытащить, то, считай, отделался легким испугом. Оковы человека не повреждают. Раз обвел взглядом сидящих. Вообще, аномалии желтой зоны вы будете обзорно изучать на 3-м месяце подготовки, а подробный курс вам проведут уже перед допуском к работе в желтой. Там все намного сложнее. Почти вся гадость или летает, или переползает, или течет, или хотя бы шевелится. Я про оковы рассказал потому, что совсем недавно они стали появляться в зеленой зоне. Самих их не видели, видели лишь результат – дохлое зверье. Но лучше сразу быть в курсе, мало ли что. Кстати, от оков помогает отмычка, метаморфит такой, похож на сделанную из янтаря черепаху, величиной с кулак. Если носить его в кармане на бедре, оковы на тебя не действуют, хоть пляши на них.
Правда, если отмычка лежит в рюкзаке, то сначала прикует, а это довольно болезненный удар о землю. Но потом можно выползти без проблем. К сожалению, отмычка вещица очень редкая, почти такая же, как шестое чувство. «А что это за шестое чувство такое?» – спросил сидящий неподалеку от Ивана человек. «Вы про него у своего инструктора спросите», – улыбнулся Раз. «Майор любит рассказывать эту историю». Он посмотрел на часы. «У меня на сегодня все, мне пора. Ваш инструктор будет послезавтра, а на завтра вам найдут кого-нибудь на замену». Глава 6. Замена оказалась довольно неожиданной. Сначала, минут 10, они сидели в своем конференц-зале, предоставленные сами себе, и Березов исподволь разглядывал своих сокурсников. Состав слушателей был довольно разновозрастным. Двое, выскочка лейтенант и его приятель в погонах Старлея, с повадками шестерки подхалима, были младше Ивана лет на 5. Еще один капитан, скорее всего ровесник, ему около 30, и майор лет 40, наверное, долго просидел где-то на тупиковой должности. Присутствующие молчали, лишь лейтенант, как всегда, рисовался, нарочито громко обсуждая с подхалимом свои подвиги на любовном фронте. Старлей любезил и подхалимствовал, восхищаясь неимоверной крутизной Хантера. Иван усмехнулся про себя. Сопляк взял себе радиопозывной «Хантер», ишь как громко. Интересно, он для храбрости или для выпендрежа? Скорее всего, и то, и другое сразу. Вряд ли ему выдали такой идиотский позывной. Наверняка папа разрешил, или кто тут у него в верхах. Что ж, пусть развлекается, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками. Профессионал никогда не возьмет себе кичливый позывной. У спецов свои традиции, своя культура и свои приметы. Чем больше бахвальства в позывном, тем меньше представляет собой его владелец. Желторотым новичкам, никогда не бывавшим в бою, этого не понять. А вообще странно, что всего лишь Хантер. Что ж так поскромничал-то? Мог бы назваться Рэмбо, Тайсон, Терминатор, прирожденный убийца, а еще лучше черный плащ. В коридоре раздавались торопливые шаги, и спустя полминуты дверь в конференц-зал отворилась. Лейтенант скаберзно присвистнул. В аудиторию вошла молодая женщина в облегающем стройную фигуру брючном костюме. «Очень умно», — она смерила лейтенанта пренебрежительным взглядом. Ничего другого от дуболомой службы безопасности ожидать и не приходилось. «А чем вы недовольны?» — осклабился лейтенант. «Не обратил на вас внимания, как на женщину». Он расплылся в улыбке. «Я эмоциональный человек, и это было от души. Признайтесь, вам ведь доставляет удовольствие, когда вы оказываетесь в центре мужского внимания». Оказаться в центре внимания низкоорганизованных приматов – удовольствие весьма сомнительное. Женщина брезгливо посмотрела на лейтенанта. «Так что оставьте свои эмоции при себе». «Феминистка, что ли?» – скривился тот. «Считаете себя умнее всех? С чего бы это? Только потому, что на мне форма? В другой обстановке на мне будет костюм от Бриони. Внешность, между прочим, обманчива. А первое впечатление обычно ошибочно». «Уверена, что не в вашем случае», – отрезала она. «Впрочем, вы с легкостью сможете доказать мне свое интеллектуальное превосходство. Назовите область науки, в которой вы защитили свою диссертацию, и я с удовольствием с вами побеседую на эту тему». «При чем тут диссертация?» – злобно обиженно прошипел лейтенант. «Не всем же штаны за пробирками протирать. Кто-то должен и управлять книжными червями». «Разумеется», – поддержала его женщина. «Например, книжными червями нашего ГНИЦ управляет академик Морозов. Он почетный академик РАН и имеет 3 докторских степени, десятки научных работ. В том числе его перу принадлежат 4 учебника для высших учебных заведений, по которым преподают в 22 академиях страны. И если вы молодой человек, она язвительно выделила голосом слово «молодой», так что лейтенанта аж покоробило от злости, мечтаете об управлении книжными червями, для начала прочтите хотя бы один из них. Надеюсь, хоть читать-то вы умеете? Как остроумно. Похоже, лейтенант ее уже тихо ненавидел. Я вас узнал, вы внучка Петросяна. «Со зрением у вас так же печально, как и с мышлением», – снисходительно усмехнулась женщина. «Надеюсь, у остальных с этим получше. Иначе я решительно не понимаю, зачем меня сюда прислали». Она окинула взглядом конференц-зал. «Давайте не будем дальше тратить драгоценное время. Начнем занятие». «Давайте без давайте», – огрызнулся лейтенант и тихо буркнул себе под нос. «Сука фригидная». Новый инструктор проигнорировал его бормотание, словно на месте лейтенанта стоял лишь пустой стул. Березов, тихо веселясь про себя, разглядывал ее из-под полуприкрытых век. На вид ей было лет 28-30. Глаза серые, рост, если отнять каблуки, где-то 165-170, весит не больше 100 килограммов. Было явно видно, что за собой она следит. Фигурка стройная, подтянутая, кожа свежая, темно-русая коса, уложенная через плечо на грудь, брючный костюм строго черного цвета и при этом плотно облегающий фигуру.
неотразимый покоритель женских сердец, непобедимый герой Хантер, был явно неправ в своей глубокомысленной оценке. «Мой радиопозывной Лаванда. Я научный сотрудник ГНИЦ», — представилась женщина. «Ваш инструктор болен, и меня попросили провести с вами занятие вместо него. Так как моя лаборатория специализируется на изучении мутаций, в первую очередь фауна ареала, я расскажу вам о наиболее характерных мутантах зеленой зоны». Она смерила всех присутствующих взглядом и обреченно добавила: «Если мне не повезет настолько, что придется возвращаться сюда еще и завтра, мы обзорно коснемся животного мира желтой зоны. Тех его представителей, что иногда выходят в зеленую». Она вздохнула. «Надеюсь, до этого не дойдет». «Если вам настолько неприятно вести занятия, не проще ли было отказаться?» – спросил Березов, скорчив ироничную рожицу. «К сожалению, согласно трудовому договору, такой возможности у меня нет», – поморщилась Лаванда. «Иначе я с большим удовольствием потратила бы это время с пользой». «Вы считаете наш урок бесполезным?» – удивился Иван. «Неужели отсутствие у нас академического образования не позволит понять, о чем пойдет речь? Или вы шли сюда в надежде прочесть лекцию о генах и хромосомах исключительно в научной терминологии?» «Ваш сарказм неуместен», — вскинулась Лаванда, устремляя на Березова недовольный взгляд. «Зачем надо было отрывать от работы меня, доктора наук, и посылать на занятия со службой безопасности? Вам ведь глубоко безразличны повадки животных, их мотивация, инстинкты, потребности. Вы вначале стреляете, а потом думаете. Нет, не думаете, потом смотрите, кого убили. Все, что интересует ваш отдел, это степень опасности того или иного представителя фауны или флоры. Вы даже называете их зверье, твари, гады. А ведь это живые существа. В том, что они подверглись мутафактору ареала, их вины нет. Они всего лишь стараются выжить. Служба безопасности тоже старается выжить», – парировал Березов. «И при этом еще и выполнить свою работу. Например, защитить ваши научные группы и лаборатории». «Защитить?» – невесело усмехнулась Лаванда. «Как? Стреляя во все, что движется? На крыше моей лаборатории в зеленой зоне стоит ваш пост. Охранники, дежурящие там, при малейшем шевелении начинают палить из автоматического гранатомета. Вокруг лаборатории, в радиусе 100 метров, уже не осталось ничего, кроме травы. Это вы называете защитой? Разве удивительно, что звери в ареале бросаются на людей? Вы сами их к этому приучили. Они чувствуют вашу злобу. Чтобы получить живые образцы, нам зачастую приходится действовать тайком от собственной охраны. Потому что в целях безопасности персонала не всех тварей разрешено отлавливать живьем», – встрял лейтенант. «Для вашего же блага сделано, чтобы какой-нибудь кабан-мутант не разорвал в клочья вашу упругую попку. Так можно и инвалидом стать». «Некоторые рождены инвалидами», — ответила Лаванда, не глядя на лейтенанта, — «на голову. Многих таких потом берут на работу в нашу службу безопасности». Она вновь недовольно поморщилась. «Особенно тяжело работать с отрядом специальных операций. Там вообще собрали одних кровожадных маньяков. Они приносят только трупы, зачастую буквально изорванные пулями. Как можно работать с такими людьми? И это почти единственный источник образцов из желтой зоны. Для полноценного изучения мне нужны живые животные. Понимаете вы? Живые. А максимум, на что способна ваша служба, это отловить бродягу. Да и тех зачастую привозят нашпигованных спинцом». Она замолчала, переводя дух, после чего закончила уже более спокойным тоном. «Вот и скажите мне, для чего надо было отправлять на ваше занятие меня? Если ли примитивной лекции о фауне, по принципу, где эта тварь живет и куда в нее стрелять, хватило бы любого сотрудника, имеющего хотя бы годовалый опыт работы в зонах?» «Вопрос риторический», – пожал плечами Иван. «Но раз уж вы здесь, научите нас, что надо делать, чтобы не стрелять во все, что движется». «Бесполезно», – она иронично усмехнулась. «Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Как только у вас в руках окажется ружье, в голове останется только одна мысль – в кого бы поскорее из него выстрелить. А вы попытайтесь», – поддел ее Березов. «Да уж придется», – парировала Анна. «Тем более, что выбора у меня все равно нет». Лаванда достала из кармана пиджака маленькую флеш-карту, воткнула ее в компьютер проектора. Через несколько секунд на стенном экране возникло изображение густого куста в метр высотой. «Начнем с животного, получившего на сленге ареала название дикобраз», – произнесла Лаванда, научных терминов не называя, они вам все равно ничего не дадут. Итак, смотрите внимательно. Дикобраз – один из самых распространенных представителей животного мира ареала. Мы считаем, что это мутация ежа, но надо признать, что серьезных подтверждений данной теории пока найти не удалось. Дикобраз не любит болота и избыток открытой воды. Он обитает в густой траве и подлеске, мимикрируя подобно хамелеонам под цвет окружающей среды. Это хищник, охотящийся из засады, причем засаду он делает сам из себя.
Животное ложится на землю, пряча тело в растительном покрове, и распускает свои спинные колючки, которые в длину могут достигать 110 см. Таким образом, дикобраз становится похож на обычный куст. В таком положении животное может пробыть до 12 часов, не шевелясь и ничем не выдавая себя в ожидании добычи. Она включила лазерную указку и подсветила увеличенное изображение раскрывшегося кустом дикобраза. Обратите внимание, верхняя половина спинных колючек животного усеяна мелкими и острыми шипами. Это и есть основное охотничье оружие дикобраза. Шипы чрезвычайно острые и выделяют яд, способный парализовать мелкого зверя, серьезно замедлить крупного. При попадании в кровь человека вызывает кратковременное нарушение моторики и координации движений, сопутствующим головокружением. В стандартной аптечке поисковых групп есть антидот против этого яда, и в случае отравления использовать его стоит как можно быстрее. Дикобраз передвигается не быстро, но вполне способен догнать ползущего или едва ковыляющего человека. Ни в коем случае нельзя позволить себе упасть. Зубы дикобраза в пасти расположены в 6 рядов, длина клыков 7 см, челюсти сжимаются силой в 200 кг. Для лежащего на земле человека дикобраз смертельно опасен, особенно если вы наткнулись на группу этих животных. «Какая милая зверушка!» – издевательским тоном прокомментировал лейтенант. «Так и хочется спросить, как правильно стрелять в эту тварь?» Панцирь дикобраза очень прочен. Кроме того, он обильно покрыт спинными колючками и поэтому слабо уязвим для пуль. Лаванда полностью игнорировала лейтенанта, не удостоив его даже взглядом. Стрелять в сами спинные колючки еще более бесполезно. Это лишь злит животное, причиняя ему боль, но не вред. Наиболее эффективным является поражение его головы, особенно со стороны пасти. Когда пасть раскрыта, животное наиболее уязвимо. Она обвела присутствующих снисходительным взглядом и продолжила. Вы услышали то, что хотели. Стрелять под панцирь лучше всего в голову. На этом рассмотрение дикобраза можно закончить, ибо служба безопасности, если речь идет о животных, ничего более не интересует. Она почти брезгливо поморщилась. Работа у каждого своя, пожал плечами Березов. Стрелять в агрессивных зверей, атакующих человека, это наша работа. Ваша – изучать. Но раз вы настолько не одобряете наши методы, он спокойно выдержал ее взгляд, может быть, расскажете нам о чем-нибудь еще? Порекомендуйте что-нибудь. «Вашу искренность мне верится слабо», – заявила Лаванда. «Я работаю в Ареале 7 лет и прекрасно знаю психологию охраны. Но если гипотетически предположить, что в ком-то из службы безопасности проснулась человечность, то ему стоит знать хотя бы немного о повадках этого животного». Она щелкнула пультом проектора, увеличивая изображение живого куста. Дикобразы охотятся поодиночке, реже группами по 2-3 особи, совсем редко стаями из 5-6 особей. Являясь, несомненно, плотоядным хищником, дикобраз никогда не нападает первым. Он атакует только свою жертву, то есть существо, уколовшееся о его шипы и получившее дозу яда. Вы можете спокойно ходить мимо дикобраза, сидеть рядом с ним и даже разбить палатку на ночь, если вы не наступите на него и не вломитесь в его спинные колючки, словно в кусты. Животное не будет испытывать к вам никакого интереса. Лаванда принялась водить лазерной указкой по раскрывшемуся кустом дикобразу. При внимательном рассмотрении животное легко отличить от окружающей растительности. На его спинных колючках нет ни листьев, ни побегов, только шипы. И нет никакой необходимости палить в него, его завидев. Можно просто пройти мимо. Она негодующе потрясла головой. Более того, тяжелое снаряжение, в которое облачаются спасательные группы и отряд специальных операций, абсолютно непроницаемо для шипов дикобраза, и яда бояться не приходится. Даже если вы наступили на животное, от него можно просто убежать. Уйти быстрым шагом, в конце концов. Лаванда явно злилась. Дикобраз передвигается медленно. Дистанция в 20 шагов для него долгий и трудный путь. На длительное преследование он не способен и быстро потеряет к вам интерес. Она негодующе посмотрела на Ивана. И я решительно не понимаю, зачем надо убивать животное. Но служба безопасности не может спокойно пройти мимо чего-то, хотя бы чуть более живого, чем труп. Хорошая хищная тварь, мертвая хищная тварь, воткнул свои 5 копеек лейтенант. Но Лаванда и не подала вида, что он существует на свете. Это полезная информация, примирительно сказал Березов, и она может пригодиться. Кому надо, тот запомнит. Он на секунду задумался, вспоминая информацию, полученную на прошлых занятиях. Насколько я помню, наш инструктор рассказывал, что в желтой зоне тоже есть какие-то живые кусты, и они не столь миролюбивы. Разве это не дальнейшая мутация дикобраза? Все живое в желтой зоне
Есть дальнейшая мутация предыдущих форм зеленой зоны. Точно так же, как и мутация красной зоны, это продолжение мутации желтой. Лаванда нахмурилась. И дикобраз не исключение. Да, действительно, животные желтой зоны весьма агрессивны и кровожадны. На данный момент движущая сила мутации неизвестна. На сей счет имеется несколько теорий, и одна из них, в частности, гласит, что враждебность фауны ареала есть прямое отражение нашей враждебности к нему. Это защитная реакция. Не надо забывать, что нынешняя желтая зона еще 5 лет назад являлась зеленой, и ее животный мир уже тогда был хорошо знаком с человеческой агрессией. Неудивительно, что в дальнейших мутациях восприятие человека как врага только укрепилось. Животные желтой зоны, вероятно, способны чувствовать исходящую от людей агрессию. «Предлагаю всем вступить в Гринпис», — выдал лейтенант, «и нанести местных тварей в Красную книгу. Будем вылизывать им зады до тех пор, пока они вместе с расползающейся всюду дрянью ареала не расплодятся вокруг сотнями тысяч и не сожрут нас всех. Уничтожение животного мира – это борьба со следствием». Лаванда глядела на Березова, словно он задал такой вопрос. «И она всегда обречена на провал. Необходимо определить истинные причины распространения ареала и понять, как им противостоять. Только тогда мы сможем добиться успеха и остановить расширение опасных территорий, а быть может, даже обратить процесс вспять». Академик Лаврентьев считал, что это возможно. «Ага», — лейтенант ехидно оскалился. «И где он сейчас? Пошел на корм вашим милым зверушкам?» «Похоже, я попросту зря теряю время», — констатировала Лаванда. «Возможно, для всех будет лучше, если сегодня в занятиях будет перерыв». Она выдернула свою флешку из гнезда компьютера и, не прощаясь, покинула конференц-зал. Березов посмотрел ей вслед. Лейтенант, конечно, глупый сопливый щенок, обнаглевший от сознания своей приближенности к начальству. Но эта Лаванда тоже хороша. Если чуть ли не в каждой своей фразе не упускать возможности оскорбить своих слушателей, какой реакции она ожидала в таком случае? Зачем тогда вообще было приходить? И если у Ивана в первые минуты лекции и возникло желание остепенить распоясавшегося лейтенанта, то под действием ее слабо завуалированных оскорблений оно быстро пропало. Так что дамочка получила то, что хотела. Вот только жаль сорванного занятия. Глава 7. Я очень благодарен вам, Максим Анатольевич, что вы так быстро откликнулись на мою просьбу о встрече. Директор ООО «Метроном Плюс» раскрыл портфель и принялся выкладывать на стол папки с документацией. Признаюсь, не ожидал. «Мы всегда работаем оперативно», — заявил Прокопенко. «Ситуация на территориях ареала меняется ежедневно, и не в наших правилах затягивать время, тем более, когда речь идет о решении важных вопросов». Директор метронома приехал на встречу за 20 минут до ее начала, и к моменту появления Прокопенко уже ожидал в приемной его кабинета. «Это хороший знак», — определил чиновник. «Значит, он возлагает на встречу большие надежды». Что неудивительно, госзаказ на сумму в 50 миллионов долларов никого не оставит равнодушным. Если директор метронома окажется в нужной степени вменяемым и сообразительным, то можно будет расширить рамки финансирования, а на следующий год предложить ему более серьезный проект. «Заранее прошу прощения, что обложился такой кипой бумаг», — улыбнулся метрономовец. «Но РАО «Ареал» — сплошная государственная тайна, и я не знал, какие именно данные о наших возможностях могут вас заинтересовать. Поэтому на всякий случай я взял все. Наша фирма подала заявку на тендер в части, касающейся поставок экранированного научного оборудования, согласно объявленному по условиям конкурса перечню изделий, но я бы хотел рассказать вам о других наших возможностях». «Наши специалисты изучат ваше предложение», – кивнул Прокопенко. «Вы можете оставить бумаги здесь, если хотите. В том случае, если Метроном Плюс выиграет тендер, мы сможем предложить вам участие и в других конкурсах. Но в любом случае, победа в тендере есть обязательное условие. Все наши партнеры, в том числе и постоянные, должны выиграть в конкурсе, и только тогда они получают государственный заказ». «Да-да, я знаю об этом», – с уважением ответил директор Метронома. «Признаться, я не сразу решился принять участие в тендере, ведь мы собираем наши приборы сами, хоть и высококачественных импортных составляющих. Нам не тягаться с именитыми всемирно известными брендами, и мы не можем предоставить гарантийные сроки эксплуатации произведенного нами оборудования, сопоставимые с их гарантией. Зато мы имеем существенное снижение себестоимости изделий и, как следствие, можем предложить менее высокую цену. Для нас это решающий фактор», – Прокопенко назидательно поднял вверх палец. «Условия, в которых эксплуатируются приборы в лабораториях ареала, даже не экстремальные, а сверхэкстремальные. Мощные природные аномалии
области с измененной физикой пространства, высокоамплитудные и зачастую непредсказуемые скачки всевозможных полей и импульсов. Все это сводят на нет преимущества долгосрочных гарантийных сроков. Оборудование просто не живет так долго. Настолько велика скорость его износа. Мы полностью обновляем приборное хозяйство пылевых лабораторий раз в год. Кроме того, под действием особо мощных аномалий оборудование, что бывает довольно часто, выходит из строя мгновенно и, соответственно, требует немедленной замены. Мы не можем позволить себе тормозить научный процесс, ведь это одно из приоритетных стратегических направлений страны. И поэтому нам так важна массовость вкупе с качеством и разумной стоимостью. Я надеюсь, что ваши научные специалисты останутся довольны нашей продукцией, заверил его директор Метронома. Все наши приборы сертифицированы и прошли испытания в независимых экспертных компаниях. Мы даже отдавали некоторое количество оборудования совершенно безвозмездно в несколько исследовательских институтов Германии и Великобритании и получили весьма удовлетворительные отзывы. Я готов предоставить все необходимые сводки и отчеты, если это необходимо. Мы уже изучили и эти документы и получили отзывы от ваших покупателей, а также навели все требующие справки о вас и о вашей продукции, ответил Прокопенко. Мы остались довольны полученной информацией, и потому, собственно, и состоялась наша встреча. И сейчас я бы хотел поговорить о главном. Я внимательно слушаю вас, Максим Анатольевич. Директор Метронома пристально посмотрел на него. Прежде всего, хочу сказать, что на данный момент вы являетесь безоговорочным лидером нашего тендера, неторопливо начал Прокопенко. Предлагаемые вами цены обходят ближайшего соперника на 7%. Это очень хорошая экономия, особенно учитывая сумму заказа. Он сделал многозначительные паузы, глядя на молча ожидающего продолжения собеседника. Однако, для того, чтобы выиграть тендер, одного этого обстоятельства недостаточно. Прокопенко откинулся на спинку кресла и принялся вертеть в руках золотой Паркер. Видите ли, работа наших сотрудников напрямую связана с высоким риском для жизни. Ежедневно отправляясь в смертельно опасные зоны ареала, нашпигованные убийственными аномалиями и агрессивными животными, люди подвергают себя огромной и более чем реальной опасности. И они хорошо понимают это. А у человека, постоянно балансирующего на грани между жизнью и смертью, остро развивается потребность в надежной защите, и в первую очередь защите духовной, дарующей надежду на спасение и благополучное возвращение домой живым и невредимым. И потому наши сотрудники очень набожны. Для нас вопросы веры, духовной гармонии и взаимоотношений с Господом нашим стоят на первом плане. Это столь же важный фактор, как надежность нашего оборудования и защитных систем, и зачастую даже более важный. «Боюсь, я не вполне понимаю», – осторожно ответил директор Метронома. «Я объясню», – вдохновенно вещал Прокопенко. «Истинная вера – вот что дает нам силы. Господь наш всемогущий защищает нас и наполняет души наши спокойствием и уверенностью. Мы поддерживаем теснейшие контакты с церковью. Святые отцы освещают каждую нашу новую лабораторию, а сотрудники отряда физической защиты добровольно окропляют святой водой свое оружие, силою которого они сдерживают расползающуюся нечисть. И оплотом нашей веры, как вам наверняка хорошо известно, является храм Божий, который Рао Ариал возвело у самых стен периметра. Настоятель храма воистину святой человек, я не побоюсь этого слова, слуга Божий. Он готов оказать любому страждущему духовную помощь в любое время дня и ночи. Двери храма круглосуточно открыты для прихожан. Понимаю, директор Метронома едва заметно напрягся. Вы имеете в виду, что добровольное пожертвование храму приветствуется вашей компанией. Разумеется, мы с радостью поддержим наши традиции и переведем на счет храма некую сумму. Нам потребуются его реквизиты. У вас есть видение того, в каких размерах должно осуществляться пожертвование? Или это является сугубо актом доброй воли? Вы мгновенно схватываете самую суть, с демонстративным уважением произнес Прокопенко. Разумеется, у нас есть определенные традиции, но последовать им для вас не составит никакого труда. Он взял калькулятор и набрал сумму. Вот сумма пожертвований. Он протянул калькулятор собеседнику, которую вам необходимо внести на счет храма. Но директор Метронома опешил, глядя на девятизначную цифру. Это невероятно. Это почти все наши оборотные средства. Кризис сильно ослабил наши финансовые позиции. Как же мы будем работать? Он перевел на Прокопенко ошарашенный взгляд. Максим Анатольевич, возможно, вы ошиблись в количестве нулей? Цифра верна. Чиновник был сама серьезность. Но пусть она вас не пугает. Эта сумма абсолютно не обременит вас, потому что вы можете перечислить ее храму после того, как вы играете в тендере. И на ваш счет поступит первая половина бюджетных средств.
А для того, чтобы получить от заказа запланированную прибыль и одновременно выдержать взятые на обязательства по количеству предоставляемого оборудования, вам необходимо увеличить свои цены на 20%. «Ну, это же мгновенно сделает нас аутсайдерами тендера», — воскликнул директор метронома. «Ничуть», — успокоил его Прокопенко. «Вы по-прежнему будете лидером. Это я гарантирую, как конечная инстанция, принимающая решение о результатах конкурса». Иными словами, грустно усмехнулся директор метронома, «вы требуете откат». «Да вы что?» – изумился Прокопенко. «Ни в коем случае. Репутация РАО «Ареал» всем хорошо известна. Мы единственная в стране госкомпания, полностью свободная от коррупции. Сам президент Воробьев неоднократно отмечал нас этим статусом». «Я 11 лет в бизнесе», – покачал головой директор метронома. «Но столь циничное требование отката прямо в лоб, такое я получаю впервые. Думаете, я не в курсе современных московских веяний? Чиновник называет сумму отката, и нужный храм-получатель бюджетных средств переводит святошам деньги. Церковь в нашей стране налогом не облагается, так что никаких потерь. После этого попы путем несложных махинаций обналичивают средства и негласно возвращают чиновнику его откат. За посреднические услуги оставляют себе 10%. Все это чисто и недоказуемо, все довольны. Я уже сталкивался с этим». «Да как вы смеете?» – гневно возмутился Прокопенко. «Вы понимаете, кого вы обвиняете и в чем? Что вы себе позволяете?» От негодования он даже вскочил с места. «На этом наша встреча окончена. Идите, и советую вам обдумать наш разговор, да побыстрее. Я буду ждать вашего ответа завтра. А сейчас более вас не задерживаю». Глава метронома молча собрал документы и вышел. Едва двери кабинета захлопнулись за ним, как выражение лица Прокопенко вновь приняло выражение полного спокойствия. Он развалился в кресле и недолго поразмышлял. Потенциальный донор повел себя не совсем лояльно. Можно сказать, по-детски наивно, учитывая его солидный возраст и опыт ведения бизнеса. Что-то уж больно чувствителен он для делового человека. Прокопенко взял телефон и набрал номер. «Алло. Здравствуйте, Эдуард Андреевич. Это Прокопенко», — приветствовал собеседника чиновник. «Не помешал? Как ваше здоровье?» Он пару секунд слушал ответ человека в трубке. «Я очень рад. Дай бог, чтобы так было всегда. Эдуард Андреевич, я только что имел переговоры с нашим новым участником тендера. Да, Метроном Плюс. Да, он самый. Нет, к сожалению, нет. Я ожидал от него более адекватной реакции. Нет, конкретного ответа он не дал. И скажу больше, его настроения мне не понравились. Стоит обратить на него пристальное внимание. Что? Какие у него сроки? Я дал ему время до завтра. Хорошо. Спасибо, Эдуард Андреевич. Теперь я спокоен. Если вы взяли под личный контроль... Да, разумеется. Я понял. Всего доброго, Эдуард Андреевич. До свидания. Доброго здравия вашей супруге и удачного круиза. О, ну что вы, всегда рад. До свидания. Он положил мобильный на стол и несколько минут задумчиво смотрел в окно. После чего выключил служебный телефон, достал из портфеля еще один мобильник и набрал номер. «Алло, Максим Анатольевич, с возвращением», — раздался в трубке искусственный веселый голос. «Как долетели?» «Как всегда», — важно изрек Прокопенко. «Не привыкать». «Понимаю», — сочувственно ответили в трубке. «Желаете заказать особое обслуживание?» «Естественно», — высокомерно подтвердил чиновник. «Вам как обычно или это будут дополнительные пожелания?» — предположил голос. «Как обычно», — ответил он. «И обеспечьте мне приятную компанию». «Не беспокойтесь, Максим Анатольевич», — заверил его голос. «Все будет сделано в наилучшем виде. Желание клиента для нас закон, а ваше желание особенно. Вы один из самых важных клиентов для нашего казино. Когда изволите быть?» «Сегодня», — он немного подумал, — «к полуночи. И на завтра то же самое». «Все будет сделано», — заверил его голос, — «в самом наилучшем виде. Мы всегда рады видеть вас в нашем заведении». Прокопенко нажал кнопку отбоя и положил трубку в портфель. Затем он вновь включил служебный телефон и набрал номер. «Алло, дорогая? Как ты?» — ласково произнес чиновник. «Уже скучаешь? Я же только что улетел». «Что?» «Нормально долетел. Полет как полет. Ничего нового. Еда паршивая, кресла никакие. Самолет убожество. В общем, бизнес-класс по-русски. Это полнейшая тоска, ты же знаешь. А? Свой самолет? Да, надо бы, но не сейчас, сама понимаешь. Еще рано. Надо соответствовать статусу. Вот года через 3 уже будет возможно. Послушай, дорогая, я сегодня улетаю с шефом по важному делу. Извини, не могу сказать, это правительственный вояж. Меня не будет на связи несколько дней. Так что не теряй меня. А? Обязательно. Вернусь, сразу же позвоню. Что? Да, конечно. Я тебя тоже целую. Пока, дорогая. Он нажал кнопку отбоя и ткнул пальцем в селектор, вызывая секретаршу.
«Да, Максим Анатольевич», – немедленно откликнулась она. «Соедините меня с Евгением», – распорядился чиновник. Через полминуты рабочий телефон издал негромкую, переливистую трель, и Прокопенко снял трубку. «Вызывали, Максим Анатольевич?» – раздался голос водителя. «Приготовьте мою машину для вечерних поездок», – произнес Прокопенко. «Вы понимаете, о чем я?» «Да-да, Максим Анатольевич», – торопливо ответил водитель. «Я сейчас же за ней выезжаю». «Не сейчас», – оборвал его чиновник. «На сегодня мне еще нужна эта машина. Ту подайте вечером. К 11. С этими словами он положил трубку, не обращая внимания на что-то говорившего в ответ водителя. Глава 8. «Газы!» – рявкнул инструктор, и, как обычно, совершенно неожиданно. Иван рванул из сумки противогаз, одновременно закрывая глаза, задерживая дыхание и ловко избегая удара локтем о край стола. Безошибочно ухватился за шлем-маску второй рукой, мгновенно растянул ее для надевания и четким движением натянул на себя. Тугая резина противогаза с глухим щелчком облепила голову. Березов силой выдохнул как можно глубже и открыл глаза. Остальные сидящие в конференц-зале слушатели еще возились, и с каждой упущенной секундой пренебрежительная ухмылка майора-инструктора становилась все шире. «Стоп!» – гаркнул он. «Время! Время, я сказал!» Майор вонзил в лейтенанта испепеляющий взгляд. «Хантер, вы, как всегда, не уложились ни в какой норматив. 15 секунд. В зеленой зоне вы бы уже были мертвы, а в мертвой мертвы дважды». Он ткнул пальцем в Хантероксова Подхалима. «И вы, товарищ старший лейтенант, тоже». «А я почему?» – возмутился тот. «Я считал секунду, я уложился в норматив». «Уложились», – согласился инструктор. «Но вы изначально не затаили дыхание, услышав команду, и поэтому наглотались отравляющего вещества, которое вас и убило». Он развернулся ко всей аудитории и подытожил. «Итак, повторяю. Стандартный норматив на надевание противогаза – это оценка «отлично» 7 секунд, оценка «хорошо» 8 секунд, оценка «удовлетворительно» 9 секунд, иногда допускается 10. Но в реале свои нормативы. Ядовитые газовые аномалии не интересуются нашими стандартами, и потому у нас есть только один показатель, выведенный ценой многочисленных жертв, и он таков. Чем быстрее, тем ты живее. И его предельная граница – 8 секунд. Пока что в нее надежно и без ошибок укладывается только туман, менее 5 секунд. У остальных процесс освоения проходит очень по-разному. И финальное предупреждение больше я повторять не буду. Соблюдать технику надевания неукоснительно. Услышал команду? Сдержал дыхание, закрыл глаза. Иначе останешься без них. И без легких заодно. Маска должна ложиться на голову ровно, без перекосов. После надевания сделать полный выдох. Чтобы стравить через выпускной клапан молекулы отравляющего вещества, которые могли успеть попасть в носовые пазухи за то время, пока вы надевали противогаз. Только после этого открывать глаза и делать вдох. Вопросы? Он обвел присутствующих взглядом. Вопросов не оказалось. «Отлично», – инструктор иронично хмыкнул. «Раз всем все понятно, то задача усложняется, а точнее, начинаем выполнять ее в условиях, приближенных к реальным. Противогазы снять», – скомандовал он, – «и сложить по походному». Майор осмотрел аудиторию придирчивым взглядом. «Хантер», – насмешливо гаркнул он, вонзая в лейтенанта уничижительный взгляд. «Вы сумочку-то противогазную закройте. Да-да, на защелочку. Не стесняйтесь. Это вы сейчас в помещении за столом сидите. А в зонах будете ножками топать, ножками. А вдруг вывалится противогазик, и газовая аномалия тут как тут. Неприятная штука может случиться». По инструкции, в комплект снаряжения для работы внутри зон обязательно входят 2 противогаза, основной и запасной, обиженно пробурчал Хантер, стараясь не смотреть в глаза инструктору. То ли папенькин сынок боялся одноногого майора, то ли тот и сам был не так прост, и лейтенант знал об этом. Но как бы то ни было, сопляк никогда инструктору не перечил и явно его побаивался. Помимо инструктора, лейтенант благоразумно предпочитал не связываться только с Березовым. Всех остальных он за эти 3 недели достал так, как не каждый смог бы за 3 месяца. Так ведь запасной противогаз тоже на защелку застегивается. Взгляд инструктора красноречиво показывал, что именно тот думает о Хантере. Так что застегивайте сумочку, застегивайте. Майор похромал к своей кафедре и пощелкал компьютерной мышкой. «Теперь слушаем внимательно», – заявил он аудитории, – «и запоминаем». В укрепленных на стенах конференц-зала динамиках раздалось легкое шипение. Совсем не громко, словно за стеной в коридоре кто-то тащил по полу что-то большое и мягкое. Это запись звучания газовой аномалии, сделана в зеленой зоне 3 недели назад, специально для обучающей программы, пояснил инструктор. Отмечу, что ранее в зеленой зоне газовых аномалий не встречалось, но, как видите, теперь они есть. И потому моя задача сделать так,
чтобы встреча с ней для вас не стала неожиданностью, ибо это будет последняя неожиданность в вашей жизни. Как я уже сказал ранее, газовая аномалия представляет собой бесцветное облако газообразного отравляющего вещества, свободно перемещающееся по зонам. До сих пор неизвестно, имеет ли она запах, потому что те, кому не повезло ее понюхать, уже ничего никому не расскажут. Итак, он вперил яростный взгляд в Хантера, заставив его вздрогнуть, и внимательно оглядел всех остальных. Теперь команды газа больше не будет, вместо нее будет вот этот звук. Инструктор заново запустил шипение газовой аномалии. Компьютер будет воспроизводить его в беспорядочном режиме с разными интервалами времени. И если вы услышали шипение, имейте в виду, что без противогаза жить вам осталось максимум 8 секунд. Так что делайте выводы. С этими словами он щелкнул кнопкой, и динамики тихо зашипели. Березов рванул защелку противогазной сумки, привычно закрывая глаза и задерживая дыхание. Такой прикол мы проходили еще в первый год службы. Практически каждый инструктор хоть раз да подковырнет таким нехитрым способом своих курсантов. После объяснения задачи сразу же дать по ней вводную без предупреждения. Резина шлем-маски щелкнула по коже. Иван сделал выдох и открыл глаза. Кроме него с противогазом возился один человек. Остальные, похоже, даже не сообразили, что произошло. «Стоп! Время!» – заявил майор, глядя на ошарашенных слушателей. «Итак, туман – 5 секунд, камыш – 8, остальные трупы». «Так нечестно!» До Хантера наконец-то дошел смысл происходящего. «Жалобы будете подавать на том свете, товарищ Хантер», – издевательски скривился инструктор. «В письменном виде». Он кивнул Ивану и камышу. «Противогазы снять и сложить. Продолжим занятие». С этими словами он, как ни в чем не бывало, вернулся к внезапно прерванной лекции. Вот уже третий день подряд слушатели проходили на занятия с противогазами, и майор, рассказывая учебный материал, каждые 10-15 минут рявкал команду газа, добивая от них полного автоматизма действий. Вспоминая курсантские годы, Иван был вынужден признать, что сейчас норматив давался ему намного легче. В отличие от нудной обязаловки тех лет, сейчас Березова подстегивало желание выжить. Будет ли химическая война – это вопрос спорный и весьма далекий, а вот газовая аномалия может быть уже через 4 месяца, когда его допустят к несению службы в зеленой зоне. Как уже было сказано ранее, мутировавшие птицы сами по себе не представляют серьезной опасности, продолжил лекцию инструктор, так как основная их масса в прошлом была представителями семейства воробьиных. Лейтенант тихо прыснул. Прелесть ситуации заключается в том, майор смотрел на Хантера как на идиота, что поодиночке-то, что когда-то было воробьями, не летает. Эти милые сердцу каждого сталкера создания нападают стаями из 40-50 особей, в считанные секунды полностью облепляя человека. Их когти и клювы в результате мутаций подверглись серьезным изменениям, не меньшим, чем организмы самих птиц, и наносят хоть и сравнительно неглубокие, но долго затягивающиеся рваные раны. Кроме того, когти некоторых видов выделяют ядовитую смазку, для противодействия которой необходимо немедленно ввести антидот, входящий в состав стандартной аптечки для внутризоновых работ. Инструктор взял в руки пульт управления проектором и вывел на стенной экран изображение летячей птичьей стаи. Иван лишь покачал головой. Целое облако маленьких неприятных тварей мчалось навстречу оператору. Покадровый повтор с увеличением изображений демонстрировал уродливые тушки наполовину птиц, наполовину черт его поймет кого. Кривые когти, заскорузлые клювы, не то чешуя, не то хитин, не то еще что-то и вовсе непонятное. Густыми проплешинами, пробивающиеся среди остатков перьевого покрова. Неприятный визг стаи, режущий барабанные перепонки на грани ультразвука. Березов перебрал в памяти всех животных ареала, которых успел изучить за это время. Ничего общего с тем, к чему привык нормальный человек. Медведи, лоси, кабаны, волки, лисицы, зайцы, белки, ежи и даже мелкие грызуны все мутировали во что-то уродливо-злобное, агрессивное, вечно голодное, хищное или кровососущее. Привычная растительность медленно превращалась во что-то кислотно-желто-синее. Чем ближе к центру ареала, тем более становясь похожей на абсурдную помесь папоротникообразных лиан с водорослями. Ничего подобного Иван не видел даже в экваториальных джунглях. И все, чего ни коснись, не сулит человеку ничего хорошего. Неудивительно, что работа РАО «Ареал» скрыта под грифами секретности, а его сотрудники дают подписку о неразглашении еще накануне своего первого рабочего дня. Наиболее эффективным на сегодняшний день средством борьбы с нападением птичьей стаи является огнемет, продолжал рассказ инструктор. Однако техника, вооруженная стационарными огнеметами,
проходит далеко не везде, даже в зеленой зоне. А ранцевый огнемет на себе особо не потаскаешь. Потому в дело вступает старый добрый дедовский способ – утиная дробь. В состав вооружения поисковой группы обязательно входят гладкоствольные самозарядные карабины «Сайга» 20-го калибра. Спасательные группы имеют при себе «Сайгу» 12-го калибра. Данный карабин позволяет создать неплохую плотность огня на близких дистанциях и при стрельбе дробью по налетающей птичьей стае хорошо себя зарекомендовал. При ведении полуавтоматического огня необходимо помнить, что «Сайга» довольно капризна к боеприпасам. Охотничьи патроны плохого качества, а также с короткой юбкой гильзы, могут вызвать задержки в стрельбе вследствие недосыла патронов в патронник, либо перекоса затворной рамы из-за незавершенной экстракции стрелянной гильзы. Потому в составе группы, согласно инструкции, должно быть более 2 гладкоствольных карабинов. На деле многие берут с собой гладкий ствол в качестве дополнительного оружия. Это не возбраняется. Мозг Березова еще только думал о том, что речь инструктора вдруг стала немного невнятной, словно кто-то тихо глушил его слова, а руки уже рванулись к противогазной сумке. «Стоп, время», — заявил инструктор. «Да, товарищи офицеры». Он невесело покачал головой. «С таким уровнем внимательности вы в зонах долго не проживете». Среагировал только туман, да и то слишком поздно. Итак, он быстрым жестом обвел аудиторию. «Все трупы. Будем повторять снова и снова, пока в норматив не уложится каждый». Глава 9. «Ваше слово, Максим Анатольевич», – добродушно улыбнулся сидящий напротив тучный мужчина в безукоризненном костюме. На руке его виднелись часы с турбионом от Бреге в белом золоте за добрых 300 тысяч евро. Прокопенко лениво заглянул в свои карты. Увидев пару тузов, он самодовольно усмехнулся и небрежным жестом подозвал официанта. «Виски», – распорядился чиновник и с усмешкой посмотрел на человека с турбионом. «Не беспокойтесь за меня, господин Макаров. Беспокойтесь лучше за себя». Он толкнул по столу стопкой фишек. «Утраиваю. 60 тысяч». Макаров улыбнулся еще шире, но промолчал. Пас. Следующий игрок, известный на всю страну режиссер, бросил карты на стол. Возле Прокопенко, словно тень, появился официант с его заказом. Он ловко поставил стакан рядом с чиновником и исчез прежде, чем тот обратил на него внимание. Прокопенко вновь усмехнулся. В это элитное казино сможет войти не всякий, а уж в вип-зал попасть и подавно. Для этого одних денег недостаточно. Но он, Прокопенко, тут ногами дверь открывает. Еще бы. Здесь знают, кто есть кто. Знают, за кем власть и сила. Знают и боятся. И правильно делают. Вот сейчас за покерным столом сидит 6 человек, 4 из которых знает в лицо вся страна. Но только избранные, приближенные к власти люди, имеют реальное представление о том, кто на самом деле тут настоящая величина. Поэтому администрация казино наизусть помнит все его вкусы и желания, а также то, что он очень не любит повторять дважды. Подтверждая, именитый представитель столичного правительства добавил фишек на кон. Пас. Четвертый игрок, тоже режиссер, но уже театральный, лишь покачал головой, глядя на утроенную ставку, и сбросил карты. Пас. Отказался пятый, знаменитый шоумен. Прокопенко усмехнулся. Что, дороговато для блефа? Это тебе не клоунада на сцене перед тупым электоратом. Тут не место нищим. Если недостаточно денег, чтобы сидеть за одним столом с заместителем директора РАО «Ареал», зачем ты вообще сюда пришел? «Богема нас покидает», — подытожил он и иронично посмотрел на Макарова. Что скажет угольный магнат? Тот никак не отреагировал на иронию и был само дружелюбие. «Утраиваю», — Макаров неторопливо двинул на кон стопку фишек достоинством по 10 тысяч долларов каждая. Итого 180 тысяч. «Я смотрю, кризис на вас никак не сказался», — усмехнулся Прокопенко. «А еще говорят, что энергоносители в цене падают». Он лениво поманил пальцем официанта. «Виски». «Так ведь держимся из последних сил, Максим Анатольевич», — лучезарно улыбался Макаров. «Угу», — хмыкнул Прокопенко. «Главное, чтобы эти ваши последние силы не закончились слишком быстро. Уравниваю». Он швырнул на кон фишки и потянулся за новым стаканом. «Пас», — сдался представитель столичных властей. «И остались мы вдвоем, господин угольщик», — слегка заплетающимся языком прокомментировал Прокопенко, глядя на Макарова. «Вторые сутки играю, и ни одного достойного противника». Он с театральной досадой покачал головой. Некому ответить на серьезную ставку. Кругом банкроты, во всем винящий кризис. Как вовремя он настал, однако. Можно списать на него все, включая собственную несостоятельность в ведении бизнеса. «Флоп, господа»,
— объявил дилер, открывая лежащие посреди стола 3 карты. Прокопенко бросил взгляд на открывшуюся тройку карт. Бубновый туз и какой-то мусор, пиковая двойка и бубновая же десятка. Теперь у него даже не пара, а тройка тузов. Чиновник вальяжно откинулся на спинку кресла и небрежно шевельнул пальцами официанту. Тот понял с полувзгляда и умчался за следующей порцией виски. «Где уж нам угнаться за вами, Максим Анатольевич?» – развел руками Макаров. «Супернефти и скважин ареала у нас нет. Волшебных зарплат чиновника – тоже. Ну вот и напрягаемся по мере своих скромных возможностей. Кризис кризисом, но жизнь на этом не заканчивается». «Согласен», – Прокопенко пьяно качнул головой. «Но когда будете напрягаться, смотрите, не надорвитесь». Он осушил очередной стакан и толкнул на кон все свои фишки, самодовольно возглашая: «Ва-банк!» Вокруг стола мгновенно образовалась тишина. Спасовавшие ранее игроки, дилер, наблюдающий за игрой инспектор и менеджер казино, официанты, замершие рядом со столом в ожидании заказа, и даже проходивший мимо сотрудник охраны, все как один замерли и не сводили глаз с двух оппонентов, с огромным любопытством ожидая завершения не на шутку закипевшего карточного побоища. $1 миллион, покачал головой Макаров. Мне бы ваша уверенность в завтрашнем дне, Максим Анатольевич. Слова, высокомерно изрек Прокопенко и обернулся к официанту. Виски, после чего посмотрел на Макарова и издевательским тоном добавил: за человека говорят его дела, господин угольщик, так что можете таки что-нибудь сделать. Не желаете ли принять ставку? Или, быть может, у вас не хватает денег? Макаров ничего не ответил, задумчиво глядя на стоящего в банке гору фишек. «Дилер», — скривился Прокопенко, — «засеките время, как требуют правила игры. Мне не интересно сидеть тут до утра ради грошовой суммы. У вас есть 1 минута на принятие решения, господин Макаров», — сообщил дилер, засекая на часах время. Макаров бросил на Прокопенко осуждающий взгляд и едва заметно скривился. Он наклонился к сидящему рядом шоумену и что-то тихо произнес ему на ухо. Шоумен внимательно посмотрел на него, кивнул и молча пододвинул Макарову пару стопок своих фишек. «Принимая ставку», — ответил Макаров, двигая на кон все, что у него было. «Пф», — брезгливо фыркнул Прокопенко. «В долг играем, значит?» «Ну-ну». Он приложился к вновь принесенному стакану. «Ставки сделаны», — провозгласил дилер. «Господа, скрывайте свои карты». Прокопенко небрежно свырнул на стол пару тузов. У Макарова оказались бубновые король и дама. «Вы, господин угольщик, кажется, в прошлом были летчиком?» — издевательским тоном осведомился чиновник. «Не боитесь, так сказать, пролететь по старой памяти?» Он хохотул, довольной шуткой. «О чем вы думали, когда подтверждали ставку с этим хламом на руках?» Он кивнул на его карты. «Против тройки тузов не впечатляет». Макаров холодно посмотрел на него, но остался внешне спокоен. «Я был военным летчиком», — невозмутимо ответил он, — «и пролететь не боюсь. Равно, как не боюсь и не долететь вообще. Не тогда, не сейчас. Мы к этому готовы. Каждую минуту готовы, господин чиновник. Но вам этого не понять». «Да где уж нам, глупеньким?» Прокопенко прикончил содержимое стакана. «Мы же строем не ходим». Его речь начала заметно терять внятность. «Терн, господа», — объявил дилер, раздавая к лежащей в центре стола тройке карт еще одну. «Туз червей». «Поправка», — пьяно протянул Прокопенко. «Ваш хлам не впечатляет против каре тузов». Он расставил руки в стороны, изображая летящий самолет. «Дамы и господа, капитан воздушного судна Макаров просит вас посмотреть в иллюминаторы. Под нами Париж. Бззз. Мы пролетаем над Парижем», — чиновник насмешно заметил. «Вы, господин артист, тоже на борту». Макаров никак не отреагировал на издевку, его сосед лишь философски пожал плечами. Мол, всякое в жизни бывает. «Господа, ривер», — провозгласил дилер, объявляя заключительный этап игры. С этими словами он выложил на стол финальную карту. «Валет бубен». Сзади кто-то ахнул и тихим шепотом произнес: «Красиво. Бывает же такое». «Первый раз вижу. Вот это партия», — ответили ему так же тихо. Прокопенко сквозь пьяный туман поймал себя на мысли, что все почему-то смотрят не на него, а на угольщика. Что тут собрались такие жалостливые персонажи? Ну так пусть поплачут вместе с ним. Он собрался было еще раз уязвить Макарова, но голос дилера остановил его на полувдохе. «Выигрывает флеш-рояль господина Макарова», — провозгласил итог игры дилер, отработанным жестом отбирая фишки у Прокопенко и отодвигая их угольщику. «Чего?» — скривился чиновник, тупо разглядывая карты. Несколько секунд он смотрел на получившуюся комбинацию
ничего не соображающим взглядом, после чего до него наконец дошел смысл происходящего. Он брезгливо поморщился и махнул рукой. «А, ерунда, копейки!» Прокопенко встал и, пошатываясь, направился куда-то в сторону стены. «Если потребуется, я тут всех куплю, с потрохами. И казино это ваше плюгавое тоже. Сегодня просто не мой день. Ерунда». Наблюдающий за происходящим менеджер тихо произнес что-то в гарнитуру служебной рации, и возле Прокопенко немедленно появились две эффектные блондинки. «Котенок», — томно промурлыкала одна из них, — «наконец ты освободился. Мы умираем от тоски без тебя». «Анжела, Виолетта», — пошатывающийся чиновник расплылся в улыбке. «Откуда вы здесь взялись?» Он попытался напрячь память. «Разве мы созванивались?» «Котенок, ты все забыл?» Блондинки пристроились к нему под руки. «У Виолетты сегодня день рождения. Ты обещал роскошное торжество». «Я?» — бестолково переспросил Прокопенко. «Когда?» «Впрочем, неважно», — он махнул рукой, и блондинкам пришлось удержать его от потери равновесия. «Едем в ресторан». Он важно поднял вверх указательный палец. «Мы поедем в очень закрытое и камерное место. Не для всяких», — он повернул голову в сторону Макарова. «Колхозников». Восхитительно изумились блондинки. «Котенок, ты просто волшебник. А подарки ко дню рождения будут?» Они ненавязчиво потащили его к выходу. «Разумеется», — напыщенно заявил чиновник. «Выбирайте что душе угодно». Он оступился, и вновь блондинки удержали его от падения. «Где моя машина?» «Евгений!» «Уволю разгильдяя!» «Я хочу колье. Помнишь, ты показывал?» Принула к нему одна из девиц. «Бриллиантовое, за 20 евро. Но, котенок, если ты сильно проигрался, я обойдусь». «Копейки!» — фыркнул Прокопенко. «Как ты могла такое подумать? Забыла, с кем разговариваешь? Я в состоянии купить весь тот жалкий ювелирный магазин, не то что какое-то колье». «Котенок, ты волшебник, мы помним», — замурлыкала другая. «А как же я? Ведь у меня тоже скоро день рождения. Я хочу кабриолет, такой вишневый». «Не вопрос», — перебил ее чиновник. «Для меня все это как два пальца об асфальт». Он вновь покачнулся. «Сейчас едем в ресторан, потом за подарками и ко мне на дачу». Прокопенко пытался одновременно положить ладони блондинкам на зады, но впоследствии, серьезно замутненной алкоголем координации движений, промахнулся и шлепнул их по талиям. У входа его уже ожидал швейцар, держащий наготове чиновничье пальто ручной работы из дорогого кашемира, и целая свита менеджмента казино, профессионально спешившая выразить вип-гостю свое глубокое почтение. Глава 10. Звонок мобильного телефона ворвался в ночной сон, бесцеремонно прерывая приятную картину. Ивану снился отпуск трехлетней давности, пенистый прибой Черного моря, бархатный песок пляжа и завораживающий смех загорелой красавицы, лицо которой ему почему-то никак не удавалось разглядеть. Как давно это было, словно и не с ним вовсе, а вроде бы и времени прошло с тех пор не так уж и много. Иван протянул руку к дребезжащему на прикроватном столике мобильнику и поглядел на дисплей. На маленьком экранчике светился номер дежурного по отделу физической защиты. Цифры часов чуть выше показывали 4:30 утра, что потребовалось руководству в столь ранний час от стажера, закончившего едва половину курса подготовки. Да, еще именно тогда, когда ему снился такой хороший сон. Море, песок, красивая девушка и никаких кровожадных мутантов и разрывающих на куски аномалий, вроде мясорубки или сита. Радиопозывной «Туман», на связи. Согласно инструкции, представился Березов, снимая трубку. Дежурный по ОФЗ радиопозывной «Блик». Также по инструкции ответил дежурный. Возникла нештатная ситуация. Срочно требуется ваше присутствие. Посыльный к вам уже выслан. Подробности узнаете от него. Принято? Принято, подтвердил Иван. Отбой. Дежурный повесил трубку. Странно, конечно. Но к чему-чему, а к нештатным ситуациям бойцы группы А привыкли. Вся наша служба – это одна большая нештатная ситуация, как любил говаривать полковник Федотов. Березов пожал плечами и отправился в ванную. Ситуация ситуацией, а в порядок себя привести надо. Посыльный прибыл спустя 15 минут, к тому моменту, когда Иван был уже полностью готов и коротал время перед телевизором, щелкая каналы спутниковой тарелки. Дверной звонок коротко звякнул. «Раз», — улыбнулся Иван, впуская в комнату одетого в камуфляж гостя. «Ты еще и посыльным подрабатываешь?» «Ага», — улыбнулся парнишка, — «причем бесплатно, на сплошном энтузиазме». «Простите, Туман, у вас тут попить не найдется? 4-й час бегаю, все руки не доходят флягу заново наполнить». «У меня только минералка без газов», — ответил Березов. «Другого ничего нет. Подойдет?» «В самый раз», — кивнул.
В зонах, кроме чистой воды, ничего не пьют. Почему? Иван прошел на маленькую кухоньку. Сухой закон? Запах, ответил раз. Зверье, чай и кофе заверстучивает, а на алкоголь запросто сбегаются твари и похуже. Зомби не прочь сообразить на троих, Березов вернулся со стаканом воды. Вроде того. Спасибо. Раз взял протянутый стакан и чуть ли не одним глотком осушил его наполовину. «Холодная», — одобрил он. «Вы меня спасли, Туман». Паренек улыбнулся и уже не торопясь допил воду. «Да на здоровье», — отмахнулся Иван. «Что стряслось-то?» Дежурный по ОФЗ сказал нештатная ситуация. А ты вроде не сильно торопишься. У нас еще есть 1,5 часа, пока вертолеты перезаряжают. Раз окинул взглядом комнату Березова. Да, спартанские условия у вас, Туман. Разве? Удивился Иван. А мне казалось, что все просто превосходно. Отдельная комната в чистом общежитии, своя кухня, свой санузел с душем, телевизор на 40 каналов и даже холодильник большой. Мне приходилось жить в условиях и попроще. Да ну, клетушка какая-то утлая, скривился раз. Подождите, вот окончите подготовительный курс, вас официальным приказом включат в основной состав ОФЗ и выдадут квартиру. Тогда и сравните. Дом, кстати, тут рядом, мы сейчас мимо него поедем. Могу показать. Он расправил плечи и коротко потянулся. Ну что, пошли? Ты сказал, мимо жилых домов поедем? Переспросил Березов. То есть мы в Ареал? Ах да, спохватился раз, вы же не в курсе. Да, в Ареал, в зеленую зону, если повезет. А если нет, уточнил Иван. Тогда в желтую, пожал плечами раз. Да вы не волнуйтесь, я с вами проводником пойду. Так что и зеленую пройдем, если надо, и в желтой постараемся не вляпаться, если меня слушать будете. По счастью, там 1,5 километра идти, так что шансы хорошие. А дальше уже по вашей части, потому меня за вами и прислали. Березов вопросительно поднял брови. Один из отрядов ОФЗ проводил специальную операцию в желтой зоне. Должны были обезвреживать бандитскую группу, объяснил раз. Но что-то пошло не так, и они оказались блокированы где-то у самой границы зеленой. От них пришел посыльный. Говорит, сначала наткнулись на плавающие аномалии, стали огибать и вышли прямо на бандитов, ведущих бой с зомби. В результате зомби блокировали и тех, и других. Туда срочно выслали вертушку. Она с границы зеленой отстрелялась, но далековато плохо достает. И еще там сейчас, как назло, прямо на пути магнит висит. Так эта гадость летящие нары жрет. Поэтому срочно собирается спасательный отряд из тех, кто под рукой. Ночью ведь многие не на связи, хоть это и запрещено. Кто в городе, кто еще где. Вот так и вышло, наверное, развел руками раз. Разве отряд специальных операций не должен заниматься такими случаями? Березов вернулся на кухню. Должен, подтвердил раз. Только это именно он и вляпался. Никто не ожидал, что в желтой зоне окажется столько конкурентов, да еще все в одном месте. Иван вернулся с 2 пластиковыми бутылками воды. «Держи, пригодится», — он бросил Расу одну из них. «Идем». Березов протянул руку к камуфлированному полушубку. «Зимнюю одежду не берите», — остановил его раз. «Нас машина ждет, а до желтой зоны на вертушке пойдем». Они вышли на улицу и уселись в наглухо тонированный микроавтобус «Мерседес» без номерных знаков, стоящий у подъезда с заведенным двигателем. Водитель рванул с места, едва закрылась боковая дверь, и машина помчалась по направлению к Ареалу, лихо объезжая снегоуборочную технику, счищавшую с дороги свежевыпавший снег. «Ты упомянул про конкурентов», — Иван посмотрел на клюющего носом раса. «Я могу понять, что бандиты пришли за метами, наши за бандитами, а зомби с кем чего не поделили». «А?» — проснулся раз, вздрагивая. «Что?» Он тревожно огляделся вокруг и тут же успокоился, улыбнувшись. «Простите, Туман, кажется, я немного задремал. Всю ночь на ногах». Березов повторил вопрос. «Ну», — протянул парнишка, — «об этом лучше всего ученых спрашивать. Как вы знаете, все охотятся за артефактами, в первую очередь за метаморфитами. Но мета не единственный артефакт Ареала. Есть еще осколки метеорита 91-го года. Такая находка ценится еще дороже, так как этого вещества нет в таблице Менделеева. На Земле он не встречается. Вот за ним все и шли». «Разве осколки не залегают только в красной зоне и эпицентре?» – удивился Иван. «Туда же никто не ходит». «Ну почему же никто?» – хмыкнул раз. «Туда ходит Болт, когда его уговорят щедрыми премиальными. И еще туда лезут все, кому не лень. Как правило, каждый день-два туда остается какой-нибудь начитавшийся в фантастике идиот. Правда, кроме Болта никто не возвращается. А если и возвращаются, то уже не от мира сего», – раз многозначительно покрутил пальцем у виска. «Рассказывают о Господе Боге, который якобы живет где-то там и предоставляет всем дорогу в землю обетованную и вообще рай на земле. Мы между собой в шутку называем его темным властелином. Потом все они покрываются какой-то желтой цепью,
избегают обратно в ареал уже навсегда. Те, кого запирают в психушке, в смирительных рубашках, быстро сходят с ума, многие даже умирают. Но сказать, что туда никто не ходит, было бы неправильно. Армия зомби регулярно пополняется. А этот болт, нахмурился Березов, как ему удается возвращаться оттуда невредимым? Никто не знает, пожал плечами Раз. Медики его проверяли очень тщательно. Одно время он вообще не вылезал из клиники нашего ГНИЦ. Только так ничего и не нашли. Нонсенс, говорят. Пришлось им оставить болта в покое. Вот он дальше и работает. Почему именно болт? Удивился Иван. Немного странный позывной. Это у него прозвище такое. Из него позывной и вышел, объяснил Раз. Из-за того, что он на шее стальной болт таскает. На веревочке, как амулет. Говорит, бабка-ведьма дала еще в детстве. И потому он живым из эпицентра вышел. Болт ведь родом из самой Кедвы. Единственный выживший из всей красной зоны. Амулет его, кстати, тоже проверяли. И тоже ничего не нашли. Железка как железка. Обычный предрассудок. Так все-таки. Иван вернул разговор на прежнюю тему. Что там с осколками метеорита? Из-за чего война? Ну, Раз снова замялся. Эти осколки очень важные и дорого стоят. Как я уже сказал, ученые за них душу продадут. И лежат они вбитые в землю, в красной зоне и в эпицентре. Как вы знаете, ареал непрерывно растет, и еще есть выбросы, в момент которых он резко расширяется. Так вот, некоторые ученые считают, что все осколки метеорита взаимосвязаны, и перед выбросом начинают работать словно единая сеть, и будто бы именно их суммарное воздействие и вызывает выброс. Стало быть, некоторые ученые так считают. Береза задумчиво потер подбородок. А некоторые нет. Ну да, улыбнулся Раз. Их же не поймешь, этих профессоров. Они редко когда могут друг с другом договориться. Многие не верят в связь между осколками. Ведь в 91-м, когда метеоритный дождь прошел, в район Кедвы приезжали всякие экспедиции. Они там накопали довольно много камней, увезли их в Москву, долго изучали и ничего не нашли. Камни как камни. Минерал на Земле неизвестный, но ничего волшебного в нем нет. И в чем же смысл истории? Микроавтобус немного занесло на свежем снегу, и Иван ухватился за подлокотник. «А кто их разберет?» – махнул рукой Раз. «Сначала говорят, что осколки были бесполезны, но потом требуют их еще и еще. В красную зону за ними особо не походишь, но вот что интересно. Во времена падения метеорита в тех местах находилась воинская часть, стройбат. Их и заставили осколки копать. Полгода солдатики рылись в лесу, да потом часть и сгинула, со всеми найденными камнями. Первым выбросом всех накрыло. Постой, вроде первый выброс был лет 10 назад, поправил его Березов. Разве нет? Это так официально считается, хмыкнул Раз. На самом деле выбросы давно идут. Просто сначала они были слабые, и никто их не замечал. Старожилы рассказывают, что самый первый выброс произошел вечером 31 декабря 91-го. Болт как-то говорил, что в деревнях Красной Зоны до сих пор в домах елки стоят наряженные. Он на мгновение замолчал, задумавшись о чем-то, и тихо добавил. Жуткие вещи происходят там, в Красной, лучше не соваться. Так что с камнями-то, напомнил Иван. А, да, спохватился Раз. Так вот, зомбаков в реале предостаточно, всякое дурачье, возомнившее себя избранным, лезет в Красную Зону и вступает в ряды темного властелина. Но тот стройбат, что копал камни в 91-м, он все еще там, так и бродят по зоне с лопатами, все что-то копают. Только теперь они не только раскапывают, но и закапывают. Их часто видели за этим занятием. Короче говоря, есть мнение, что зомби подготавливают выброс. Выкапывают метеориты в красной зоне и закапывают их в желтой, уточнил Березов. Таким образом, расширяют энергетическую сеть, которая потом производит выброс. Немного похоже на бред. Ну, Раз виновато улыбнулся. Как-то так. Я не знаю, насколько это на самом деле правда. Может и действительно ерунда все это. Но одно можно сказать наверняка. У зомби из стройбата с собой почти всегда есть осколки. И в одиночку они из красной зоны не выходят. С ними всегда охрана. Почти 20 лет прошло с тех пор. Они все копают, не поверил Березов. Не утомились? Там в красной зоне все не так, как... Раз немного замялся, подбирая нужное слово. Не так, как у нас. Там все по-другому. Всегда тепло и времен года нет. Земля другая, ни болот, ни ручьев. Деревьев наших уже нет. Растительность сине-желтая, незнакомая. Зверей не узнать. Сплошь твари неизвестные, как на подбор жуткие и кровожадные. И эти зомби, они давно уже не люди. Обратная регенерация не только на покойников действует. Там в красной зоне стариков нет. Байки о том бродят всякие. Особенно популярен рассказ, как один местный сталкер столкнулся в желтой зоне со своим прадедушкой.
которого помнил в детстве глубоким стариком. Так в момент встречи дедуля выглядел моложе правнука и едва не оттяпал ему голову. Может, это и враки, но там в Красной все молодые и бодренькие, словно только что с курорта. Одежда и снаряжение как новенькие, ни единой дырочки, а рожи у них работают безотказно. Вот только все они грязные и вонючие. Иногда зомбака, если по ветру идешь, можно заранее унюхать. А еще зомби никогда не попадают в аномалии, и их зверье боится, ну, кроме собак, конечно. «В Ариале есть собаки?» – удивился Иван. «На занятиях говорили, что только волки». «Есть», – пошевелил бровями раз. «Но они очень редко встречаются. Болт говорит, что собаки живут в эпицентре и не часто выходят в красную зону, не то что в желтую». Парнишка весело хмыкнул. «И это очень хорошо. С собакой бы я встретиться не хотел. Уж лучше с медведем». «Медведь звероопасный», – покачал головой Березов. «Я пару раз сталкивался, и больше не хочу. Или в Ариале они другие?» «Другие», – подтвердил раз. «В несколько раз опаснее обычных, особенно те, что мутировали больше, чем наполовину. Их только наши бронебойными можно пробить. Теми, что РАО выпускает. Ну знаете изделие Дырокол? Так и то, если успеешь. Обычно сразу вертушку вызываем, если медведь в зеленой зоне объявляется. Но даже медведи боятся собак». «Что же это за собаки такие?» – нахмурился Иван. «Они изменились во что-то другое?» «Вроде бы нет», – раз развел руками. «Но по крайней мере с виду не скажешь. Собаки как собаки. Только размерами они чуть больше носорога». «Да», – хмыкнул Березов, оценивая, во что может влиться встреча даже с одним таким псом. «А ведь собаки на воле живут стаями. То есть бандиты пошли в желтую зону за зомби ради осколка, а отряд спецопераций пошел за бандитами. Что же они так неуклюже попались, если заранее знали, чего ожидать?» «Не совсем так», – покачал головой раз. 3 дня назад патруль в поясе взял 2 перекупщиков. Многие так подрабатывают, ходят только через пояс, скупают в зонах подешевле и перепродают в Ухте подороже. Им риска меньше, у них обычно проход налажен, а сталкерам не приходится рисковать, лишний раз пересекая пояс и периметры. То есть все довольны. Так вот, при них были меты, а это гарантированный срок. Следователи то ли грамотно прижали их, то ли, как обычно, пообещали замять дело в обмен на информацию. В общем, перекупщики бандюков слили. Рассказали, что в желтой зоне целая группа блатных головорезов с проводниками и сталкеров, и не просто меты разыскивают, а выслеживают зомбаков с лопатами. А раз так, значит нужны им в первую очередь осколки. А это уже проблема государственной важности. Так уж и государственный. Березов иронично улыбнулся. Десяток бесполезных космических камней запросто может подождать несколько дней. Сделали бы засаду и взяли бандитов с артефактами на обратном пути. В той же зеленой зоне или в поясе. Зачем было рисковать и лезть в желтую, если там все так сложно? «Вы не понимаете, Туман», – вздохнул раз. «Вам еще не все известно. Вы даже подготовительный курс не закончили. Тут все намного серьезнее. А ты объясни», – поддел его Иван. «Я способный. Быстро соображу». «Вообще-то это уже не совершенно секретно, а государственная тайна», – ненавязчиво уточнил раз. «Но так как вам все равно об этом расскажут через 1,5 месяца, думаю, государство на меня не обидится, если я введу вас в курс дела чуть раньше». В общем, осколки метеорита на самом деле не такие уж бесполезные. То есть они бесполезные, но только за границами ареала. А пока осколки находятся внутри зон, они демонстрируют такие антинаучные выкрутасы, что ученые готовы устроить друг с другом кровавую драку, лишь бы заполучить образец в свою лабораторию. Вот почему все исследовательские лаборатории ГНИЦ строят внутри зеленой зоны. «Подожди», – нахмурился Иван. «Ты хочешь сказать, что бандитам бессмысленно выносить осколки за пределы ареала? Значит, они продают их кому-то из ученых. Но ученым нет смысла покупать артефакты у преступников. Это неминуемо раскроется. Они же платят не из своего кармана, это официальные средства, и за них надо отчитываться». И внимательно посмотрел на Раса. «Значит, на территории ареала действует частная лаборатория, и находится она в желтой зоне». «Именно так», — подтвердил тот. «Зеленые их бы быстро обнаружили. Там вертушки летают, рации работают, патрули ходят, поисковые партии. Так что незаметно можно выкопать лабораторию только в желтой зоне. И стоит это будет сумасшедших денег». «Понятно», – кивнул Березов. «Стало быть, шпионаж. Такое может потянуть только целое государство. А точнее, его спецслужбы». Начальство пришло к такому же выводу. Раз невесело хмыкнул. Вот поэтому отряд спецопераций и полез в желтую зону. Лабу эту, вражескую, искать. Но на них и навалилось все сразу. И аномалии мигрировали не вовремя, и бандюки на зомбаков наткнулись. Видать, не подумавши хорошенько, потому как к Страйбату сразу же пришло подкрепление. Да такое, что на всех хватило. Теперь отряд надо вытаскивать из желтой,
пока аномалии не накрыло. Только между ними и зеленой сейчас висят жернова и магнит. Слева Грава. Я ее знаю, она там давно. Очень опасная. А после нее вообще гиблое место. Выйти им можно только справа, но там сейчас бандиты закрепились. Впереди замаячили стены периметра, и Березов посмотрел в окно. Высокий забор с вышками наблюдения, инфракрасные прожектора, пулеметы, камеры, датчики. Перед забором контрольно-следовая полоса, с обеих сторон обнесенная проволочным заграждением, подступы к которым густо устилала МЗП, малозаметная проволочная сеть, в простонародье путанка. Никакой растительности ближе 100 метров, все тщательно вычищено, только вдали виднеются оранжевые силуэты снегоуборочной техники, работающей вдоль периметра. Да, серьезно, ничего не скажешь. Массивные ворота контрольно-транспортного пункта немедленно отворились, и микроавтобус вошел внутрь ареала. Иван с любопытством огляделся. Инфраструктура РАО оказалась крайне непритязательной на вид. Множество плотно стоящих типовых двухэтажных зданий, обычные засыпанные снегом бетонные коробки, без всяких изысков, с маленькими, больше напоминающими бойницы окнами, забранными толстым бронестеклом и массивными стальными дверьми. Немного поодаль за домами виднелись многочисленные транспортные и вертолетные площадки в окружении объемистых ангаров с плотно запертыми воротами. Березов вспомнил занятия по изучению структуры РАО. Весь сложный организм многочисленной организации был сознательно различен по отдельным строениям. Мало ли кто может проникнуть сюда извне, и что еще страшнее, мало ли что может проникнуть сюда изнутри. Поэтому иметь большие площади под общей крышей крайне нежелательно. Наоборот, каждое здание являлось небольшой крепостью, проникнуть в которую могли только сотрудники, имеющие к этому служебные отношения. Все помещения просматривались системами наблюдения. Любая дверь для отпирания требовала карту доступа. Всякое перемещение персонала внутри периметра фиксировалось электроникой и сохранялось в архиве. Ни техника, ни грузы, ни даже производственный мусор. Ничего не хранилось под открытым небом, и возле открытых для работ ангаров всегда находилась охрана с собаками. То тут, то там, среди россыпи зданий, мелькали передвижные патрули охраны. В каждом секторе имелась наблюдательная вышка, напичканная следящим оборудованием и электроникой, больше походившая на диспетчерскую башню аэропорта. Просто оказаться на территории РАО еще не значило попасть внутрь. «В оружейную», – кивнул водитель раз и посмотрел на часы. До вылета 55 минут. Тройка вертолетов снизилась, выстраиваясь друг за другом, и пара ведомых Ми-17 сбросила скорость, увеличивая дистанцию между ведущим Ми-24 и друг другом. Приближалась граница внутреннего периметра, и Иван с интересом придвинулся к блистеру. Железнодорожное полотно, единым кольцом охватывающее ареал, осталось позади. Внизу мелькнула тонкая нитка проволочных заграждений и квадратная коробка заснеженного караульного помещения временного типа с парой сторожевых вышек, пулеметчики которых провожали взглядом идущие в зону вертолеты. Нестабильность границ внутреннего периметра чувствовалась сразу. До границы 1500 метров, прозвучал в динамиках голос пилота. Приготовиться к ускорению. 3 десятка бойцов почти синхронно взялись за страховочные поручни. Березов последовал их примеру. Сейчас вертушки сделают рывок. Сидящий рядом раз старался говорить на ухо, чтобы не мешал рокот винтов. Как только до зоны останется 1200 метров, это страховка на случай выброса. Вертолеты рванули вперед, и Иван крепче сжал поручни. «Разве это поможет?» – переспросил он. «Выброс ведь все равно вырубит всю электронику и двигатели». «Да, но в момент выброса эти 1153 метра, на которые прыгает ареал, самое опасное пространство», – объяснил раз, подхватывая чуть было не отлетевшую в сторону сферу, сорвавшуюся с пояса. «Это практически одна большая аномалия. Уж лучше свалиться на той стороне зоны, чем в этот километр. Там есть реальные шансы выжить, а тут никаких». Поначалу периметр ставили вплотную к зоне. Много народу сложилось при выбросах, пока кто-то наконец не сообразил нести службу на удалении. Теперь внутренний периметр прилегает к зеленой зоне только формально. На самом деле патрули не ходят к границе ближе, чем на шаг выброса. Вертолет сбросил скорость и почти вертикально пошел вверх, набирая высоту. Раз коротко улыбнулся. Первую границу прошли нормально. Он прицепил отстегнувшуюся сферу к поясу и достал GPS. Теперь пойдем по карте. «И что, так всегда?» – уточнил Иван. «У каждой границы?» «Ага», – подтвердил парнишка, вглядываясь в дисплей навигатора. «Болт говорит, что ареал растет везде одновременно, только эпицентр не увеличивается». Раз пощелкал кнопками навигатора. Диспетчерская дает эшелон на 200 метрах над землей. Там сейчас чисто. Аномалий нет, так что почти всю зеленую пройдем на вертушке.
Березов вновь повернулся к Блистеру, вглядываясь в раскинувшуюся внизу территорию ареала. С высоты контраст представшего взору пейзажа оказался еще более разительным, чем на аэрофотоснимках, что показывал на занятиях инструктор. Граница между зимой и летом была настолько резкой, будто принадлежащие ареалу земли очертили гигантским циркулем. Бескрайнее заснеженное пространство, без всякого перехода, сменяло летние буйства зелени, словно вертолет достиг зеленого континента, лежащего среди молочно-белого океана. Но если не считать разгара лета в начале апреля, то остальном зеленая зона с борта вертолета не представляла собой ничего необычного. Мне казалось, что здесь должно быть больше деревьев. Иван разглядывал плывущие внизу землю, и рек не видно. На карте в этом районе хватает мелких речушек. В реале нет рек, покачал головой раз, не отрываясь от GPS. Только небольшие озера, из которых лучше не пить и вообще держаться от них подальше. Ученые говорят, что реки ушли под землю, потому что сразу после границы зеленой зоны все реки появляются словно из ниоткуда и текут дальше, как ни в чем не бывало. А деревьев мало потому, что все эти места раньше являлись поясом, пока ареал был меньше размерами. Тогда растительность во многих местах вырубали, подготавливая буферную зону. Он привстал и показал рукой вглубь зоны. Там дальше можно будет увидеть старую железную дорогу, самую первую, что окольцовывала ареал. Теперь это самая середина зеленой зоны. Оба бронепоезда все еще стоят на путях, но к ним лучше не подходить. «Аномалии?» – предположил Березов. «Ага», – ответил Раз. «Поезда нашпигованы ими под завязку, особенно студнем и паутиной. В синем бронепоезде есть пара чистых вагонов, там зверье любят спать, а в красном живет что-то очень недоброе, над ним даже птицы не летают». «В смысле, в красном что-то живет?» – не понял Иван. «Мутанты или зомби?» «Нет», – Раз отрицательно кивнул. «Что-то другое. Никто это не видел, а кто видел, уже никому не расскажет. Я однажды просидел там, в крайнем вагоне, почти сутки, и страху натерпелся от души. Слышно было, как оно ходит по бронепоезду, медленно и тяжело, железный пол под ним скрипит. И дышит сипло и протяжно, с натугой. Похоже, большое оно очень. Днем еще не сильно бродит, а ночью по всему поезду разгуливает. 2 раза вплотную к моему вагону подходило, аж пол подрагивал, думал все, добегался. Повезло, оно в мой вагон заходить не стало, он прицепной был. Товарный, его в поезде вроде склада использовали, под разное барахло. Ящики там все до сих пор стоят, с огнетушителями, пожарными шлангами, еще что-то по мелочи. В общем, вагон напрямую с бронепоездом не сообщается, а оно из поезда выходить не любит. «Как ты там оказался-то, если знал, что опасно?» – удивился Березов. «Выброс переждал», – пожал плечами Раз. «Надо было спрятаться хоть куда-нибудь, и побыстрее, пока не зажарило. Во время выброса на открытой местности находится верная смерть. Аномалии, словно молнии в степи, бросаются на все подряд. А до границы оставалось почти 2 километра. Повезло, что никто не захотел мне компанию составить». «И ты там просидел сутки?» – посмотрел на него Иван. «Выброс длился так долго». «Он длится, как ему вздумается». Раз только развел руками. «Может, час, может, день. Бывало, и неделю длился». Парнишка привстал и указал рукой в блистер. «Вот и железка. А он там, ближе к Ельнику, видите? Это бронепоезд». «Тот самый?» – гляделся вдаль Березов. «Нет, тот в другую сторону ходят, по соседним путям, и локомотив у него красного цвета, поэтому мы и называем его красным», — объяснил Раз. «А это синий, только раньше он стоял поближе. Раньше оба локомотива были синими, но после выброса один из них стал красным». «Погоди», — остановил его Иван. «Что значит раньше стоял поближе? Они что, ездят?» «Ну да», — Раз кивнул, — «иногда ездят. Ученые говорят, что это действие магнита. Магниты любят образовываться над путями. Иногда они притягивают к себе состав, и он движется. Я видел пару раз. Медленно так, без ускорения, катится и катится. Не похоже, чтобы так притягивалось, с постоянной-то скоростью. Сталкеры байки травят про машинистов в окнах локомотивов и проводников в вагонах, будто они поезд запускают. Болтают разное, будто проводник может и очередь пулеметную дать, если живого человека увидят возле бронепоезда». «Очередные восставшие мертвецы?» — хмыкнул Иван, бывшие при жизни сотрудниками МПС. «Почти», — улыбнулся Раз в ответ. «Поезда ведь как бросили. Был выброс, и зеленая зона подошла к путям очень близко, метров на 300. Тогда начали решать, как переносить железную дорогу и составы. Сильно не торопились, между выбросами обычно проходят месяц-два, а то и больше. Только в тот раз следующий выброс случился через неделю. Экипажи бронепоездов как поняли, что именно происходит, так и рванули бегом подальше от границы. Только вот успели далеко не все. С тех пор и ходят разные страшилки о железнодорожниках, вернувшихся в свои вагоны. Их проводниками и прозвали. «Ну и как?» – поинтересовался Береза. «Сам-то ты видел их, пока в вагоне прятался?» «Нет», – признался Раз, – «я вообще ничего не видел.
забился между ящиками так, что мышь позавидует. Мне потом еще неделю снилось, как оно в соседнем вагоне дышит. Какие там проводники, не до них было. Получается, что происходило все это года 3 назад, если тогда от путей до границы было 2 километра. Иван оценивающе посмотрел на оставшуюся позади нитку железной дороги. «Значит, ты и правда по малолетству сталкерством занимался? Почему тебя так черный плащ не любят?» «Ну да, 3 года», — подтвердил Раз. «Меня тогда и взяли, на обратном пути. После выброса всегда такая суета начинается, границу двигают, бродяг и зверье ловить надо, лабы научные проверять, в общем, оврал. А я еще перепугался сильно в бронепоезде этом, домой хотелось очень сильно. Торопился, ну и засветился случайно. Так бы ни за что не поймали. Я по зонам с малолетства хожу». Он виновато улыбнулся. «Туман, а кто такой черный плащ?» «Терминатор этот ваш сопливый», — усмехнулся Березов. «Как его?» «Хантер, в общем». «А, — хихикнул Раз, — не знал, что его так прозвали. Надо будет рассказать нашим». Он злорадно прыснул. «Так ведь это же лейтенант Левин, племянник начальника службы безопасности. Он тут типа все про всех знает и вообще в будущем станет сначала начальником УФЗ, а потом на место дяди усядется. Вот и вошел в роль заранее. А то, что он тогда мою фамилию назвал, так это не весь какое нарушение секретности. Я же тут вырос, меня вся Ухта знает в лицо. Кстати, меня Димой зовут». Он протянул Ивану руку. «Иван», — ответил на рукопожатие Березов. «А что ж тогда будущий начальник СБ Ареала делает с нами в одной учебной группе? Уж не собирается ли он оправдать свой громкий радиопозывной?» «Это вы про Хантера?» — снова хихикнул Раз. «Не, это я про черного плаща», — улыбнулся Березов. «Ну, его дядя так распорядился», — весело объяснил Раз, «чтобы он на личном опыте изучил все тяготы и лишения службы в Ареале, иначе не бывать ему начальником. Вот он и боится, что его пошлют в зоны, где живут страшные монстры и бесчинствуют жуткие аномалии. Только не думаю, что его будут посылать на серьезные задания». «Конечно не будут», — усмехнулся Березов. «Тоже отправят в пекло любимое чадо». «Это и так понятно. То-то, я смотрю, инструктор не упускает случая его подначить». «Федор Степанович-то?» — Раз понимающе прищурился. «Да, он мужик жесткий. Они с Воронцовым вместе одно военное училище заканчивали. Так что он неприкасаемый, ни перед кем не гнется, кого угодно может застебать». «С Воронцовым? Генералом-майором Воронцовым в смысле?» — уточнил Иван. «Ага», — подтвердил Раз. «Воронцов Геннадий Петрович, генерал-майор МЧС, член совета директоров РАО «Ареал». Вот такой мужик». Парнишка поднял вверх большой палец. «Живет в Ухте и из пояса почти не вылазит. Рулит работы очень грамотно. Все, что касается защитных и спасательных мероприятий, поставлено у нас хорошо и оперативно, только благодаря ему. Из всего начальства в Ухте постоянно находятся он да Прокопенко. Остальные все в Москве тусят. Съезжаются только на выброс». «Прокопенко?» – переспросил Иван. «Это зам генерального который?» «Ага», – Раз кивнул. «Как вы помните, в совете директоров РАО 5 человек. Воронцов от МЧС, он тут постоянно. Академик Линдер Вениамин Моисеевич от Академии наук. Этого почти никогда нет. Всей наукой заведует здесь директор ГНИЦ, академик Морозов. От «Газпрома» у нас Зильберман Роман Карлович. Этого мы тоже почти не видим. Он если и приезжает, то с нефтяным отделом занимается и в основном на нефтепромыслы ездит. Еще директор от ФСБ, генерал-лейтенант Белов Эдуард Андреевич. Он всем из Москвы рулит. Тут на месте его правая рука, начальник СБ генерал Левин. 5-й директор, Шумелкина Елена Александровна. Она от Минсоцздрава, отличная тетка, единственная из всего совета, с кем можно реально добиться встречи и поговорить о насущных проблемах. Правда, говорить она любит так сильно, что может заболтать насмерть. Тоже появляется только на выброс, когда по ее части прибавляется хлопот. Ну и руководитель РАО Лозинский, вице-премьер. Этот, понятное дело, тоже в Москве постоянно, о России думает. На самом деле всем заправляет его зам, Прокопенко. Они тут с Воронцовым вдвоем сидят и рулят. Воронцов воюет с зонами, Прокопенко занимается всем хозяйством, поставки там всякие, оборудование, снаряжение и все такое. 1500 метров до границы желтой зоны. Голос пилота, зашипевший в динамиках, прервал его рассказ. «Идем на снижение. Спасательной группе приготовиться к высадке». Ми-17 почти вертикально пошли на посадку, и бойцы защелкали снаряжением. Березов еще раз осмотрел свой защитный комплект и исподволь оглядел сидящих вокруг него людей. Людей в УФЗ, судя по всему, было не так уж и мало, раз посреди ночи спасательный отряд за считанные часы собрали почти 3 десятка человек. Сам отряд специальных операций, на выручку к которому они сейчас направлялись, насчитывал немногим более полусотни человек списочного состава, из которых половина всегда находилась на базе, остальные в отпусках либо на выходных или больничных. Скорее всего, часть сидящих в этом вертолете людей тоже из его состава.
Наверняка это те, кого удалось срочно отозвать из отдыха. Второй Ми-17 шел пустым и предназначался для эвакуации спасаемых. Не дойдя до земли десятка метров, вертолет завис в воздухе. Березов посмотрел на Раса и вопросительно поднял бровь. «Пробники сбрасываем», – тихо ответил тот. «Шарики такие, снизу вертолета укреплены короба, из них пробники на землю и сыплются. Страховка, на всякий случай, чтобы прямо в аномалию не сесть. Тут чисто на самом деле, мы ночью вылетали как раз отсюда. Но мало ли что, всякое бывает. Может, какая-нибудь мерзость час назад как раз на этом месте и образовалась». Вертолет продолжил снижение и коснулся колесами земли. Командир отряда отдал короткую команду, и спасатели начали покидать вертолет. Березов выпрыгнул из машины вслед за Расом и огляделся. Вблизи зеленая зона уже не выглядела похожей на обычную местность. В нос ударила смесь теплых и влажных запахов. Букет был совсем не резким, но абсолютно чужим, и оттого в первую секунду возникало ощущение, что пахнет сильно и душно. Зеленой здесь оставалась только трава и верхушки деревьев, резко контрастируя с непривычностью желто-синих расцветок средних ярусов растительности. Если в деревьях чуждого человеческому глазу цвета еще можно было узнать ели и березы, то покрытые присоскообразными наростами шершавые бугры, разбросавшие повсюду свои плоские отростки, скрученные спирали, подобно серпантину, то ли побеги, то ли лианы, не были похожи ни на что знакомое. Разве что топорщившиеся между ними мясисто-водянистые ростки напоминали не то выползшие на сушу морские водоросли, не то цветы укропа-переростка. Иван инстинктивно провел рукой по швам снаряжения, убеждаясь в том, что все застежки и липучки надежно застегнуты и загерметизированы, и тихо хмыкнул. Все равно перчатки и шлем-сфера не надеты, какая тут герметичность, но инстинкт самосохранения брал свое. При взгляде на пропитывающие родную природу чужие цвета хотелось закутаться поплотнее и застегнуться понадежнее. Защитный комплект мембрана, который облачили спасатели, являлся одной из военных разработок РАО «Ареал» и представлял собой серьезно переработанный армейский ОЗК. Толстый резинополимер комплекта надежно защищал своего владельца от воздействия целого спектра встречающихся в зонах опасностей, ядовитых шипов растений и животных, разъедающего кожу древесного пуха, открытого огня, отравляющих газов, и был способен удержать электрический разряд силой тока до 100 ампер. Удобство эксплуатации комплекта повышалось и тем, что мембрана имела два режима герметизации – частичный и полный. В обоих режимах все тело бойца наглухо запаковывалось в защитный комплект, исключая любой контакт с опасной внешней средой. Однако при использовании частичной герметизации оставались незакрытыми кисти рук и голова от основания черепа. Это делалось для того, чтобы снизить общий перегрев тела и одновременно повысить чувствительность рук и маневренность бойца в условиях, когда использование противогаза не требовалось. В режиме полной герметизации на руки надевались перчатки, плотно фиксировавшиеся манжетами рукавов. Голова защищалась шлем-сферой, одновременно являвшейся противогазом. Помимо этого, в комплект снаряжения неизменно входил запасной противогаз стандартного образца. Радовало и то, что мембрана предусматривала крепление на себя широкого спектра боевого снаряжения, от бронежилетов серии «Латник», разработанных НИЦ «Ареала» в рамках проекта «Ваниль», до обычных разгрузок и поясных подсумков. Платой за надежность была жара, терзавшая тело бойца, закупоренного в непроницаемый резиновый мешок. И сейчас, когда встроенный в рукав универсальный измерительный прибор, именуемый в инструкции УИП-16В, показывал температуру окружающей среды 23 градуса, этот побочный эффект использования мембраны ощущался особенно четко. Иван подумал, что при такой совсем не апрельской погоде он полностью взмокнет уже через час даже без перчаток и противогаза. Ладно, ничего не поделаешь, за все в этой жизни приходится платить. Он машинально поправил на себе латник и перевесил поудобнее свой неизменный 9А91. Когда полчаса назад в оружейной выяснилось, что его любимый автомат в числе прочих также состоит на вооружении СБ «Ареала», Березов непроизвольно улыбнулся. Этот ствол ему нравился особенно. Хорошая машина, мощная, легкая и удобная. Снаряженная патронами ПАП-9Д, изделие «Драко». Магазины увеличенной емкости на 30 мест еще более повышали надежность автомата. Туман, рослый человек мощного телосложения с печенегом на груди и с айгой 12К за спиной, протянул ему руку. «Я Николай, радиопозывной «Медведь», отряд специальных операций. Мы с вами в одной группе». «Иван». Березов пожал широкую, словно лопата, ладонь. «Какие будут указания, товарищ майор?» Он скользнул взглядом по знакам различия здоровяка. «Можно на «ты», — коротко отмахнулся Медведь. «К тому же сейчас старший в нашей группе ты».
«Я?» – удивился Березов. «Почему, если не секрет?» «Как наиболее опытный», – ответил здоровяк, поправляя пулемет. «Наших блокировали бандиты, а это твоя специализация», – он улыбнулся. «Я читал твое личное дело. Точнее, мы все его читали. У нас в отряде каждый зависит от каждого. Такая уж работа. И потому всякого нового кандидата всем составом рассматриваем. Так что наслышан о твоих подвигах. К тому же, за тебя сразу поступила пара рекомендаций». «От кого?» – озадачился Иван. «Я тут никого не знаю. Контору прислала?» «Нет», – загадочно улыбнулся медведь. «Кого-то ты, видать, все-таки знаешь». Он тут же нахмурился и мрачно кивнул в сторону желтой зоны. «Но они сейчас там. Вот вытащим отряд оттуда, поймешь. Пойдем, я познакомлю тебя с остальными». Здоровяк отвел его в сторону, где особняком стояли 7 хорошо вооруженных бойцов. «Знакомься, Туман». Медведь обвел рукой стоящих. «Тут все наши. Остальные из других отделов СБ. Так что мы будем работать отдельной группой. На время марша и в случае контакта с мутантами командование переходит ко мне. В районе боевых действий командуешь ты». Березов поочередно пожал руки своим новым товарищам, запоминая имена и позывные. «Штатный снайпер?» – спросил у одного из бойцов, не увидев у того никакого оружия, кроме ВВС. «И очень неплохой», – ответил за него медведь. «Байкал свое дело знает. Тут можешь не сомневаться. Говорить он у нас не мастак, обычно за него разговаривает его винторез». «Я смотрю, остальные нас не особо жалуют». Иван кивнул на другую часть спасательного отряда. Они собрались вокруг командира, объясняющего им задачу, и не обращали на их группу никакого внимания. «Есть такое дело», — ухмыльнулся медведь. «Мы в РАО на особом положении, полномочия шире, льготы лучше и зарплаты повыше. Вот и недолюбливают нас маленько. Впрочем, нам на это с высокой колокольни. Мы будем работать отдельно». Он с ироничной усмешкой кивнул на слушающих командира спасателей. «Мужички не любят пачкаться, так что будут отвлекать на себя зомби и прочее зверье. Бандиты – это наша забота. Мы должны вытащить отряд оттуда, и мы его вытащим. Жаль, что нас маловато, но это все отпускники, кто был в Ухте. Есть данные о численном составе и дислокации противника». Иван показал на кружащий в небе над их головами Ми-24. «Может, летуны чего подскажут?» «Бесполезно», – покачал головой медведь. «Им оттуда видно не больше нашего. Там желтая зона, там все не так, как здесь». Он болезненно поморщился. «Скоро сам увидишь. Вертушка будет ждать нашего сигнала, после чего подойдет вплотную к границе желтой и отстреляется по указанным нами целям. Это все, чем смогут они нам помочь. Немного, учитывая, что на линии огня сейчас висит магнит. Не рискованно им заходить в шаг выброса». Березов прикинул, что произойдет с вертушкой, окажись она посреди шагающей желтой зоны. «Да уж ничуть не рискованнее, чем нам», — фыркнул кто-то из группы. «Ему слетать туда-обратно, а мы ножками потопаем». «Все забываю спросить». Иван вспомнил, что именно он так и не успел уточнить у Раса, когда был крайний выброс. Тот и весело присвистнул. «Ну ты даешь, Туман», — укоризненно прищурился здоровяк. «Почти 2 месяца в ареале. И забыл про самое главное?» 3 месяца и 9,5 дней назад он был. И, отвечая на немой вопрос, добавил. «Вот именно, ждем в любую минуту и уже давно. Без разведки лезть в район сосредоточения превосходящих сил противника не самая лучшая затея», — поморщился Береза. «То будет спасать спасателей, в случае чего». «Разведданные будут», — пообещал медведь. 2 часа назад туда ушел Болт. Ждем его возвращения. Так что можешь пока отдохнуть. Только до травы без перчаток лучше не дотрагивайся. Тут полно синьки». Березов кивнул. Синьку изучали на занятиях. Маленькая и весьма вредная насекомая. Круглая плоская синяя блямба, вроде пиявки, только размером с ноготь. Прилепляется к коже, больно грызет и начинает сосать кровь, словно клоп. Причем не прокусывает кожу, а именно выгрызает из нее маленький кусочек, делая небольшую ранку с рваными краями. Ранка потом долго кровоточит и медленно затягивается. Некоторые виды синьки умеют впрыскивать в рану токсин, вызывающий у человека временную потерю четкости зрения. Последствия укуса устраняются стандартным антидотом из штатной аптечки. Болт тоже в спецотряде. Ивану давно уже было интересно посмотреть на легендарную личность, о которой в ареале ходило столько легенд и самых невероятных слухов. Нет, он из поискового отдела. Медведь прокрутил венгеры портативной рации, прислушиваясь к эфиру. Но мужик хороший, никогда в помощи не откажет. С самого основания РАО тут работает. До того вроде в милиции служил, старшим сержантом. Кажется, в службе авиационной безопасности местного аэропорта или что-то в этом роде. Потом в поисковики подался, как только ареал официально огородили. Его, кстати, тоже из отпусков отозвали. Здоровяк замолчал, слушая радиопереговоры, и тут же добавил. «Вот как раз и он, на связь вышел. Только что покинул желтую, идет к нам. Скоро узнаем, что там творится».
Болт вышел к вертолетам минут через 15. Увидев его, Медведь махнул бойцам рукой, и группа спецотряда присоединилась к остальным спасателям. Березов с любопытством разглядывал знаменитого поисковика. Внешне на эпического героя тот похож не был. Среднего роста, плотного телосложения, мужчина лет 30, с живым улыбчивым лицом и почти лысой головой. Сразу бросилось в глаза, что мембрану Болт не носил. Поисковик был одет в обычный армейский камуфляж и разгрузочный жилет, явно доработанный вручную. За спиной небольшой рюкзак станкового типа, идеально подогнанный по ширине спины. Наверняка сшит по заказу. Пара противогазов, основной на поясе справа сбоку и запасной на ремне сзади слева. Оба нестандартные, с большими лицевыми щитками, обеспечивающими широкий угол обзора. Иван оглядел остальную экипировку Болта. Аптечка, нож, пистолет, пара сигнальных ракет, дым, фляга, что-то еще в застегнутых подсумках не понять. Все было подобрано сознанием дела и скрупулезно подогнано. К вороту камуфляжа пришиты два капюшона. Один заменяет шапку или косынку, другой бесформенный из рваных лент, надевается сверху для маскировки. Передняя часть ремня пуста, никаких подсумков и подвесок, чтобы ничего не мешало ползти. Березов одобрительно прищурился. Этот болт чайником не был, 100 против 1, что в его снаряжении нет ни единой лишней вещи, и притом есть все необходимое вплоть до мелочей. Не похоже на бывшего старшего сержанта милиции. Наверное, сказался многолетний опыт работы в зонах. Хотя, вопрос спорный. Подход к делу совсем не гражданский, и его выбор оружия и снаряжения красноречиво доказывал это. Бойцы вокруг были затянуты в мембраны, усиленные латниками, и вооружены до зубов новейшими образцами отечественного вооружения. Кругом абаканы от С-14 в варианте с гранатометом, валы и винторезы, АК-100 серии. У одного из сотрудников Иван увидел даже дорогостоящую АВП, элитную снайперскую винтовку калибра 338 Лапуа Магнум, мечта любого полевого снайпера. РАО «Ареал» денег на снаряжение своих бойцов не жалела. Но на груди у Болта висел потертый АК МСТЛ, изделие «Луна», излюбленный автомат армейского спецназа с накрученным на ствол прибором бесшумной и беспламенной стрельбы ПБС-1. И его пистолет не новомодный ГШ-18 или редкая гюрза, а старый добрый АПС, и наверняка в модификации «Б», бесшумный. Вон и глушитель к нему виднеется из бокового кармана разгрузки, рядом с сигнальной ракетой. Из общего с остальными у Болта был только УИП, укрепленный на левом предплечье. Неплохо, оценил Березов, совсем неплохо. Приятно, что предстоит иметь дело со специалистом. Это всегда повышает шансы на благополучное возвращение с задания. И бывшему бойцу группы А это было известно как никому другому. Профессионализм людей, идущих на штурм и понимающих друг друга с полуслова, это залог успеха операции. Но там слаженность и сплоченность бойцов достигалась сотнями регулярных изнуряющих тренировок. Здесь же все произошло настолько внезапно, что остается рассчитывать только на профессионализм своих новых сослуживцев. Спящего выбросца Болт, командир спасателей, пожал поисковику руку. «Как дошел? Что там у спецотряда?» «Спящего», — ответил Болт. «Дошел нормально, но есть новые проблемы». Он принялся разворачивать карту. Иван улыбнулся про себя. «Спящего выброса тебе». Это приветствие из фольклора сталкеров, насколько он помнит из обучающего курса. Выходит, неофициальный сленг в реале у всех общий. Хоть уголовный кодекс и разделил приходящих в зону людей на государственных служащих и нелегальных сталкеров, приравненных к преступникам. И не мудрено. Выбросу нет дела до законов, он жрет всех одинаково. Спецотряд сейчас тут. Болт водил по карте карандашом. В старой научной лабе. Им пришлось отойти еще на 200 метров вглубь желтой. На старом месте оставаться было нельзя. Жернова шли прямо на них. Если аномалия не увеличит скорость, то наших накроет самое позднее, через 4 часа. Крыша у лаба обвалилась, так что вляпаются все, без вариантов. Еще на 200 метров тревожно нахмурился командир спасателей. Это еще плюс полчаса передвижения. Он торопливо делал отметки на своей карте. Березов отметил, что спешки сборов и подготовки к спасательной операции ему карты не выдали. А что толку заносить данные в GPS, если в желтой зоне аппаратура не работает и навигатор бесполезен? Он покосился на Медведя. Но того, как и у других, карта была, и здоровяк коротко чиркал по ней карандашом, следя за объяснениями Болта. «Плюс час», — поправил командира Болт. «У них раненые, их придется нести на руках и волоком. Вот тут, он указал на карту, опасный участок, местность повышается, и жернова висят слишком близко. Можно пройти только ползком, иначе затянет». «Сколько раненых?» — поднял голову Медведь. Остальные члены спецотряда мгновенно напряглись. «Что именно? Вляпались или пулевые?»
«Я разглядел троих», — ответил Болт. «Ближе подойти не смог. Там бандюки сидят плотно. Похоже, ранения пулевые. Судя по следам, спецотряд обходил магнит и вышел на зомби. Завязался бой. Тут появились бандиты, ударили им в спину и отрезали отряд от границы с Зеленой. Где-то в этот момент появились жернова. Скорее всего, они висели выше, но спустились почувствовать стрельбу и отсекли наших и бандитов друг от друга. Спецотряд отошел чуть дальше вглубь желтой и укрылся в старой полуразрушенной лабе. Теперь жернова ползут на них. Магнит почуял приближение жерновов и сильно разросся, запирая бандюков между собой и жерновами. Те попытались отойти левее, но зомбаков стало больше. Бандиты попали под плотный огонь и были вынуждены закрепиться вот в этих руинах. Он лишь покачал головой. Им сейчас не позавидуешь. Развалины – одно крошево кирпичной кладки. Там пух и паутина кругом. Студень в подвалах. Плешь посредине, огромная, издалека видно. Пока наблюдал, один вляпался. Только мокрое место осталось. «Не жалко», – огрызнулся медведь. «Не хрен было в зону лезть. Пусть добровольно в плешь прыгают, пока есть шанс. Дойдем до них, ноги переломаю и один черт туда сброшу». «Легче сказать, чем сделать», – Болт невесело покачал головой. «Местность перед ними открытая. На подходе будем как на ладони. И зомби опять же заметят. Попадем под обстрел с двух сторон». «А если дымы поставить?» – предложил медведь. «Вдоль развалин. Зомбаков, конечно, не остановят. Эти без мозгов полезут куда угодно. Но бандитам видимость отрежем. Дергаться посреди аномалий, ничего не видя, они не станут. Пока основная группа будет сдерживать зомби, мы под дымами подойдем вплотную к развалинам и выдавим их оттуда прямо на наших. Сколько у бандюков народу, не видел?» «Человек 20 было, когда я уходил», — ответил Болт. «Только ветер сейчас в нашу сторону, дым не поможет». «А вертушка сможет отработать по развалинам?» Разглядывающий через плечо медведя карту, Березов указал на окружающий в небе Ми-24. «Или по кустарнику с зомби. Одной проблемой стало бы меньше». «По зомби бесполезно», — Болт коротко поморщился. «Пробовали уже. Там магнит висит на прямой линии. Он все снаряды пожирает. Перед развалинами холм справа, от него грава, очень большая. В общем, если бы не магнит, то было бы можно, а так не выйдет. Надо бить отсюда, слева по диагонали». Иван указал точку на карте, со стороны зомби, но не по ним, а по развалинам. Тогда Нурсы пройдут над лесом, мимо этого самого магнита. Он перевел взгляд на Болта. «Над лесом ничего нет?» «Пока нет», — тот задумался, глядя на карту. «А это мысль. Магнит не достанет. Только как летчик стрелять будет. У него же лес на пути. Не видно ничего». «Повыше пусть поднимется», — буркнул медведь. «Да посмотрит». Лес подходит вплотную к развалинам. Вмешался оператор одного из Ми-17. «Слишком высоко надо подниматься. Эффективную дальность потеряем». Он кивнул на кружащий в небе 24-ку. «Бить надо прямо отсюда», — прервал спор Березов. «Над лесом. Из всего, что дотянется. Какая-то часть боеприпасов увязнет в лесу. Но там совсем краем цепляет. Для того, чтобы пилот смог осуществить прицеливание, надо подсветить цель сигнальным дымом». «И как это сделать?» – удивился пилот. «Попросить кого-то из бандюков, чтобы подожгли тряпку?» «Лучше пусть устроят самосожжение», – порекомендовал медведь. «Так пользы больше». «Надо организовать отвлекающий маневр». Иван вновь указал на карту, сымитировать подготовку к атаке, вытянуть противника в перестрелку и заставить их сосредоточить внимание на нужном нам районе. Отдельная группа должна обойти бандитов и выйти к развалинам с другой стороны. Поставить дым в заранее согласованное с вертушкой место и отступить. Вертолет будет работать по цели вслепую, используя дым в качестве ориентира. «Впечатляет», — хмыкнул медведь. «Только развалины обойти нельзя. Там грава, а рядом с ней мясорубка. Обе давно стоят. Так что пока этот магнит висит здесь, он щелкнул пальцем по карте, единственный путь к нашим ведет мимо развалин. Либо через лес зомби, а это верная смерть». «Но он же как-то прошел», — Березов кивнул в сторону Болта. «Раненых из отряда он не сквозь развалины же читал». «А ведь верно», — сообразил медведь. «Болт, ты откуда смотрел-то?» «Отсюда». Болт ткнул карандашом на полпути между бандитскими развалинами и разрушенной научной лабораторией. Тут небольшой пригорок. Там пара кустов и нора. Похоже, кабан живет, но сейчас он ушел. Видать, жернова почуял. От пригорка, что до развалин, что до старой лабы, метров по 200 в обе стороны. «Так ты что, мимо развалин умудрился пролезть?» Командир спасателей внимательно вглядывался в карту. «Там ведь местность ровная, как стол». «Нет», — обреченно вздохнул Болт. «Я в обход шел, между гравой и мясорубкой. Там проход есть, узкий, сантиметров 90 в ширину. Только он схлипывается постоянно то в одном, то в другом месте. Идти сложно». «Сложно?» — округлил глаза кто-то из присутствующих. «Да ты псих! Ползти полкилометра в притирку между аномалиями, которых даже не видно, по проходу, который еще и схлопывается. Ты точно больной, Болт. Жить, что ли, надоело?»
Надо же было как-то узнать, живы там мужики еще или нет, огрызнулся Болт. А через развалины не пройти. Вот и пришлось. Не нравится? Ходите сами. Зачем звали тогда? Все, мир, вмешался командир спасателей. Хватит разбирательств. Надо решать, как людей спасти. Если выйти к этому бугру еще раз, то все становится вполне реальным. Иван посмотрел на медведя. Там можно и сигнальный дым поставить, и завесу пустить на развалины, как раз по ветру. «Не надо на меня так смотреть», — отмахнулся здоровяк. «Я туда не полезу. И вряд ли кто полезет. Это все равно, что по минному полю с завязанными глазами на перегонки ползать. Только на минном поле шансов уцелеть больше». Он обернулся к Болту. «Валера, сможешь вернуться сюда еще раз?» «Жернова все время движутся, ползут к развалинам», — поморщился Болт. «И гравы на новые аномалии реагируют. Время от времени словно тянется в их сторону. То в одну, то в другую. Поэтому проход и схлопывается в разных местах. Я один раз чуть не вляпался. Если других вариантов нет, я могу рискнуть еще раз. Но учтите, я человек не военный. В армии вообще на флоте служил. Я этих ваших дымов сигнальных и не видел никогда. Как хоть их ставить-то? Или что с ними делать? По ветру там направлять или еще чего?» Березов покосился на Болта, но ничего не сказал. «Странное заявление», — отметил про себя Иван. «Вызывает некоторые вопросы». «Одному рискованно», — заявил он. «Как дым пойдет, так сразу все внимание на тебе будет. Нужна страховка. Надо группой идти». «В мясорубку?» — присвистнул кто-то. «Это без меня. Я лучше в лоб на бандитские пули, так спокойнее. Группой не пройти». Болт отрицательно кивнул головой. Участки прохода схлопываются так, что на тропе остается совсем немного места. Больше, чем вдвоем, не уместимся. Третий без ног останется, меньше, чем через минуту. Он с сомнением посмотрел на Ивана. «Точно другого способа нет?» «Похоже, что нет», – тяжело вздохнул медведь. «Если пытаться идти в лоб, то придется выдавливать и зомбаков, и бандитов. Это слишком долго. Можем не успеть до того, как жернова закроют наш выход». «Значит, надо идти вдвоем», – решительно заявил Березов. «Тогда общий план операции таков». Он указал пальцем на карту медведя. «Основная часть наших сымитирует подготовку к атаке вот тут. Задача вынудить зомби и бандитов вступить в перестрелку и оттянуть на себя их внимание. При самом идеальном раскладе зомби полезут в атаку, и тогда по ним беспрепятственно отработают вертушки». Он посмотрел на Болта. «Кстати, сколько у них штыков?» «Под сотню, не меньше», — скривился поисковик. «Весь лес кишит. Около трети стройбат с лопатами, остальные при оружии. Видел несколько наших. Он замялся, в смысле бывших». «Ясно. Тогда тем более стоит попытаться выдернуть их на атаку. Надо поднять все вертушки, чтоб поддержали огнем в случае чего. Крокодилу работать только пулеметами. Ракетный боезапас экономить. Ему еще по развалинам долбить». Иван вернулся к карте. Пока отвлекающие сковывают противника боем, группа медведя скрытно выдвигается вот отсюда, к ближайшему, к развалинам краю голой местности, и залегает, ничем себя не обнаруживая. Задача – дождаться постановки дымовой завесы и под ее прикрытием после вертолетного удара атаковать развалины, захватить их, либо прижать противника к земле огнем и обеспечить спецотряду выход из ловушки. Пока суть до дела, разведгруппа Болта в составе 2 человек идет в обход, выдвигается к пригорку, ставит сигнальный дым и прячется в кабаньей норе. Он вновь посмотрел на поисковика. «Там можно укрыться на всякий случай, чтобы не попасть под огонь вертушки». «Пока можно», — кивнул Болт. «Кабан ушел в лес, жерновами нору еще не накрыло». «Тем более», — продолжил Березов, — «вертушка отрабатывает по развалинам, разведгруппа устанавливает дымовую завесу и идет на соединение с спецотрядом. Пока группа «Медведя» удерживает контроль над развалинами, спецотряд выходит из окружения. После соединения группы «Медведя» со спецотрядом можно ударить в тыл зомби, если в том еще будет необходимость. Все. Остается только согласовать с операторами вертолетов ведение огня. Ориентир – точка на местности, южнее 200 метров от столба сигнального дыма. Утюжить развалины можно от души. Они лежат в неглубокой естественной котловине, значит разлет шальных осколков будет минимальным. Если работать аккуратно, то своих не накроют никак. Ни с той стороны, ни с этой. «Эко у тебя все четко получается, как по нотам», — хмыкнул командир спасателей. «Дело осталось за малым. Всего-то надо пострелять в 100 зомби, не промахнуться вертолетчиком и кому-то пройти между 2 аномалий. Плевое дело. А если выброс на полдороги застанет? Пока мы болтаем, время уходит», — медведь рубанул рукой в воздух. «Через 3 часа жернова накроют землю за пригорком, и единственный путь будет отрезан. Пора действовать, и побыстрее». Он посмотрел на Болта. «Валера, сможешь провести к холму нашего человека?» «Постараюсь, раз надо», — тот пожал плечами. «Если сам пройду, значит проведу». «Тогда начинаем», — подытожил медведь.
А вертолетчики не подведут. Там в кабине, он кивнул на кружащую в небе 24-ку. Мужики что надо. Обе чеченские отлетали. Им дважды объяснять не придется. Осталось решить, кто пойдет с болтом вторым номером. Ответом была тишина. Люди напряженно молчали, тревожно переглядываясь друг с другом. Лезть на верную смерть, пусть даже в паре с самим болтом, никому не хотелось. Болт-то, может, и пройдет, а вот тот другой. В этом всем верилось слабо. «Я пойду», — вызвался Березов, глядя на затянувшееся молчание. «Заодно посмотрю, что это у вас за аномалии такие». Комментариев не последовало, лишь кто-то негромко и облегченно выдохнул, стараясь скрыть непроизвольную радость. Глава 11. Через шаг выброса отряд двигался почти бегом, держась проверенной еще ночью тропы. Иван шел вслед за медведем, разглядывая окружающую растительность. Здесь, у самой границы желтой зоны, зловещие мутации ареала ощущались в каждом метре пространства. Стволы берез потемнели, словно напитались от земли синюю жидкостью с желтыми разводами. С покрытых синим мхом ветвей при приближении людей в небо срывались уродливые пародии на птиц. Их резкие пронзительные звуки не имели ничего общего с привычным уху птичьим криком. Подрагивающие сплетения чешуйчато-бугристых кустов среди пока что еще зеленой травы, тихие шлепки синьки, резким броском из недр растительности лепящийся к резинополимеру сапог мембраны, бессильной попытки добраться до человеческой крови. И далекий заунывный звериный вой, потрескивающий хриплыми переливами, доносящийся из глубины ближайшей рощицы. Березов подумал, что если вот прямо сейчас начнется выброс, прятаться будет негде. Он вспомнил хромающего на протезе инструктора, и от этой мысли ему стало не по себе. Впервые Иван отчетливо почувствовал слепую угрозу ареала, безлико нависающую над собой. Выброс нельзя предсказать, да и понять, что он начался, не всегда удается сразу. Аномалия покрывает километр с лишним за 26 секунд, и кто знает, возможно, в эту самую секунду выброс уже мчится к ним навстречу. Березов непроизвольно вздрогнул. Да уж, ощущения совсем не такие, как в конференц-зале на лекции. И судя по всеобщему молчанию, каждый идущий сейчас через шаг выброса думал приблизительно об одном и том же. Выброса не было уже давно. Слишком давно. Откуда-то слева и спереди послышался слабый тонкий, будто комариный писк, и Иван мгновенно насторожился, оглядываясь по сторонам. Тропа впереди делала небольшой крюк вправо, огибая ничем не примечательное пространство с воткнутым в землю колышком с красным флажком на древке. Каждый из проходящих мимо него мельком бросал туда взгляд и только прибавлял хода. Березов присмотрелся к невысокой траве левее указателя. Писк шел именно оттуда. Но ни в траве, ни над нею не было видно ничего необычного. Отмеченное место никак не отличалось от остальной земли, травы или воздуха, находящегося вокруг. Лишь слабо подрагивающее полотно флажка красным язычком деловито тянулось куда-то в сторону писка, развиваясь точно против ветра. Иван поднес к глазам предплечье и посмотрел на УИП. Приборы молчали, показывая норму. Только датчик децибелов слабо шевелил шкалой, реагируя то ли на писк, то ли на шорох травы под ногами спешащих людей. Границу, за которой заканчивалась зеленая зона и начиналась желтая, Березов увидел сразу. Никаких объяснений тут не требовалось. В первое мгновение ему показалось, что в один миг земля и небо поменялись местами. Всего один шаг, и небо над головой стало зеленым, а трава под ногами синей. Открытая кожа лица и рук ощутила потепление, и закупоренному в мембрану телу практически сразу стало еще жарче. На занятиях говорилось, что в каждой зоне температура воздуха увеличивается на 3,5 градуса. Стало быть, сейчас почти 27 тепла по Цельсию. Иван отвел взгляд от чуждо зеленого небосвода, к зениту которого поднимался голубой солнечный диск, и вновь поглядел на дисплей УИП. Прибор не работал, электронное табло датчиков горели сразу всеми имеющимися пиктограммами, и стрелка компаса бестолково вращалась, словно север бегал вокруг нее рваными кругами. Индивидуальный радиомаяк молчал, а GPS и вовсе потух, словно был выключен и не реагировал на нажатие кнопки включения. Идущий впереди медведь остановился так резко, что Березов едва не налетел на его необъятную спину. Чтобы избежать столкновения, он на ходу отвернул в сторону, обходя здоровяка, но тот немедленно схватил его за локоть. «Стой!» – негромко предостерег медведь. «Идти только след в след. Это не зеленая. Тут как по бульвару не погуляешь. Аномалия может образоваться где угодно, хоть на тропе, по которой кто-то только что прошел, а ты не успел. Пока опыта не наберешься, никуда не лезь». Он обернулся и посмотрел назад, на хвост отряда. Убедившись, что все в порядке, он облегченно вздохнул.
Ну, шаг прошли, уже хорошо. Медведь коротко ткнул рукой вперед, в сторону небольшого, покрытого синей растительностью пригорка, из-за которого виднелись верхушки облепленного желто-синим мхом ельника. Теперь надо добраться до этого холмика. Здоровяк махнул рукой болту, стоящему во главе колонны, давая понять, что весь отряд уже в желтой зоне, и тот продолжил движение. Пару сотен метров, остававшихся до холма, шли почти 15 минут. Иван внимательно следил за действиями людей, стараясь запомнить все и не упускать важных деталей. Первым шел Болт. Поисковик двигался медленно, часто останавливаясь и замирая, словно прислушиваясь к чему-то. В эти мгновения замирала и вся колонна, словно вереница гранитных изваяний. Несколько раз Болт менял направление движения, обходя совершенно чистые на вид места, и идущие за ним след вслед люди в точности повторяли его маршрут. Перед самым пригорком Болт снова замер и насторожился. Несколько секунд он стоял неподвижно, после чего полез рукой в карман и достал пригоршню какой-то мелочи. Приглядевшись, Березов узнал стрелянные пистолетные гильзы. Тем временем поисковик взял одну из них, аккуратно бросил ее в тень от пригорка и быстро присел на корточки. Гильза пролетела пару метров и на краткий миг исчезла, после чего с резким свистом стремительно вернулась обратно, спарывая воздух над головой Болта. «Твою же душу так!» — вполголоса выругался медведь. «Центрифуга. Прямо у подножия. Как теперь на холм залезть? Единственная удобная позиция». Тем временем Болт, пытаясь определить границы аномалии, швырнул еще несколько гильз, ловко уклоняясь от обратных рикошетов. Он поманил к себе пальцем Раса, и оба поисковика, недолго посовещавшись, пошли в противоположные стороны вокруг подножия холма, огибая центрифугу. Они вернулись спустя 10 минут и о чем-то коротко переговорили с командиром спасателей. Тот кивнул, и его отряд в колонну по одному отправился вслед за Расом в обход аномалии. Болт подошел к медведю. «Справа от центрифуги, метров в 10, прямо на восточном склоне. Похоже, соленоид», — сообщил он. «Но слева пройти можно, если ползком. Вершина холма все еще чистая. Рас отведет туда спасателей. Предлагаю им там позиции занять. Лес видно хорошо, стрелять удобно. И центрифуга позади поможет». «Она выше холма?» — уточнил медведь. «Метров на 5, не меньше», — кивнул Болт. «Не опасно их там оставлять?» — спросил Березов. «Между противниками аномалии. Если пристреляются по ним и придется отходить, в горячке боя люди в эту центрифугу не попадут?» «Не пристреляются», — многообещающе ухмыльнулся здоровяк. «Центрифуга будет этим тварям их пули возвращать, только в путь. Это тебе не гильзы швырять, от такой скорости не увернешься. Нам даже повезло, они так сами себя могут перестрелять». «Не смогут», — нахмурился Болт. «Чуют они аномалии за версту, в атаку не попрут, как пить дать. Но запутать их это точно запутает». Он обернулся к медведям. «Вам надо правее брать, за соленоидом, вон по тому распадку». Поисковик указал направление рукой. «Ближе, чем по нему, к развалинам не выйти. Останется метров 300. Справишься?» «Не впервой», — кивнул медведь. «Что там за дрянь?» 4 часа назад почти ничего не было», — ответил поисковик. «Зверье попряталось, как аномалии пришли. Синьки только полно. Видел оковы в 2 местах и студень в яме, что идет вдоль всего восточного края. Но к восточному лучше не подходить. Грава к нему в упор примыкает, и сейчас дрожит сильно, может наляпаться». «Магнит», — нахмурился здоровяк. «Высоко», — Болт отрицательно кивнул. «В том месте метрах на 20 висит, не меньше. Не достанет. Вот после нашего пригорка и до самой лабы. Там уже жернова, а до них рукой подать. Пройти можно только ползком. А вашим еще раненых придется стащить». Он посмотрел на Березова. «Так что надо идти, времени в обрез». «Пошли», — пожал плечами Иван. «Дымы у меня с собой, так что можем идти хоть сейчас». «Тогда сейчас и пойдем», — решил Болт. «Путь предстоит долгий, если повезет. Только давай лучше я эти ваши дымы понесу. На мне веса меньше надето, мне и будет сподручнее». Березов достал дымовые шашки. Болт развернулся спиной, и медведь аккуратно уложил их поисковику в рюкзак. «Готово», — сообщил он и развернулся к Ивану. «Ну, спящего выброса вам». Медведь коротко хлопнул его по плечу и улыбнулся. «Кстати, Туман, ты законченный псих, раз вызвался с Болтом в аномалию лезть». «Спасибо тебе, добрый человек», — Болт иронично хихикнул. «Я знал, что ты сумеешь подбодрить в нужный момент», — ухмыльнулся Береза. «Ладно, пошли, не будем время терять». «Пошли», — согласился Болт. «Меня, кстати, Валерой звать». «Иван, радиопозывной Туман». Он пожал протянутую руку. Болт велел ему держаться сзади, в 3 шагах, и ступать точно след в след, после чего махнул рукой куда-то в сторону соленоида. «Нам туда». Он осторожным шагом направился вдоль кромки синей растительности, покрытой ядовито-желтыми потеками. «Валера, что такое соленоид?» Иван старался повторять за Болтом его действия.
но так и не мог понять, по какому принципу тот обходит ничем не примечательные участки местности. «Аномалия такая», — ответил поисковик, не оборачиваясь. «Разрядами бьет, вроде электрических, 9 метров в длину. Любит забраться куда-нибудь на кочку или на склон какой-нибудь, и оттуда колотят во все, что приблизится». «А почему именно соленоид?» Березов оглянулся назад, туда, где группа медведя такими же осторожными шагами спускалась в небольшой распадок. «Ученые назвали». «Да нет», — махнул рукой Болт. «У ученых термины такие, что язык сломаешь. Названия как-то сами собой возникают, среди сталкеров, потом приживаются. Вблизи соленоида, например, воздух на вкус соленый. Оттуда и пошло, наверное. Словом, как почувствовал на языке соленый воздух, ближе 10 метров к выступающим складкам местности лучше не подходить. Тут вообще между двух неживых предметов лучше не проходить. Гиблое это дело». Чем дальше они продвигались через желто-синюю поросль, тем медленнее и осторожнее шел Болт. Когда количество обойденных ими участков местности, сочтенных поисковиков подозрительными, перевалило за 20, Березову впервые удалось определить аномалию. Выглядываясь вперед через плечо идущего впереди Болта, Иван заметил легкую рябь на синей траве. На первый взгляд трава просто шевелилась под ветром, но что-то в этом шевелении показалось ему не таким, как должно было быть. Он и сам не мог понять, что именно, но в этот самый момент Болт остановился. Словно собака потянул носом в воздух и решительно направился в обход странного участка. Березов принюхался. «Ничем не пахнет», – разочарованно произнес он. «Как ты определил, что там аномалия?» «Так же, как и ты», – не оборачиваясь, ответил Болт. «Ничем не пахнет. Все запахи пропали, чувствуешь? И трава как-то странно шевелится. Неспроста это». Он достал из кармана гильзу и осторожно навесом швырнул ее в траву. Не долетев до поверхности полуметра, гильза с коротким металлическим скрежетом брызнула во все стороны ворохом латунных иголок. «Сито», — определил Болт. «Молодое еще. Через день здесь будет уже не пройти». Спустя полчаса холмы и растительность неожиданно расступились, и они вышли на открытую местность. Теперь им предстояло двигаться вглубь желтой зоны. И Иван, достав бинокль, внимательно огляделся, изучая окружающую местность. Перед ними лежало ровное пространство, лишенное всякой растительности. Красная бурая почва неестественно пружинила под ногами. Словно идти приходилось по прессованной резине, а не по земле. Голое поле простиралось в обе стороны на несколько километров, далеко на востоке упираясь в глухую стену синих зарослей. На западе пустошь заканчивалась у края распадка, по дну которого где-то крадется сейчас группа медведя, и уходила дальше на север, подступая вплотную к самым развалинам. До развалин было меньше километра, точнее сказать сложно. Лазерный дальномер, который Березов по привычке захватил с собой, в желтой зоне стал бесполезным куском пластика, но через бинокль можно было заметить отдельные вспышки выстрелов, сверкающих среди камней. Отвлекающий маневр уже начался. Иван направил бинокль в сторону леса, где засели зомби. Редкие огоньки трассирующих пуль, снующих туда-сюда между синим ельником, покрытым желтым мхом, и позициями залегших на холме спасателей, возвестили о начале боя. Бандиты тоже отвлеклись, в нашу сторону наблюдателей нет. В подтверждение его слов, спустя пару секунд ветер принес перестук автоматных очередей. В нашу сторону и так и эдак никто смотреть не будет. Болт внимательно разглядывал лежащую перед ним красную пустошь, не обращая внимания на развалины. Смысла нет. «Почему?» – не сразу понял Иван. «Если выставить наблюдателя там, на развалинах, можно засечь противника, ползущего через поле к аномалии, например, нас. Это поле и есть аномалия», – вздохнул поисковик. «И там внутри нее все не так, как снаружи. Скоро сам поймешь. Вон», – он указал на торчащий неподалеку из земли обломок ветки, облепленный замшелой синей ватой с желтыми язвами. «Место приметное. Там тропа начинается. Пошли». Возле воткнутой в красную почву ветки Болт развернулся лицом к полю, присел на колени, внимательно вгляделся в пустоту перед собой и сказал: «Я иду первым, ты за мной. Держись как можно ближе. Хоть головой мне ноги подпирай. Не отставай, иначе размажет. Я остановился, ты остановился. Я ускорился, ты ускорился. Оборачиваться там трудно, зато кричать можно громко, так что спрашивай, если будет чего непонятно. Или еще что». Он посмотрел на Ивана. «Ползти не меньше часа. Справишься?» «Не впервой», — хмыкнул Березов. «Хорошо», — Болт кивнул. «Теперь самое главное. Поле делит между собой две аномалии. Справа Грава, она тут уже лет 5, еще с тех времен, когда эта местность была еще зеленой зоной. Слева мясорубка, ей 1,5 года. Одно время она была выдохлась, но после позапрошлого выброса снова разрослась, и теперь в упор доходит до кабаньей рощи». Он махнул рукой вправо, указывая на синее месиво растительности вдали. «Много там кабанов?» — уточнил Березов.
«Ни одного», — поморщился Болт. «Пока эта зона была зеленой, жили десятков 5-6. Потом туда перекочевали несколько медведей и всех кабанов пожрали. С тех пор они там и живут. Так что идти лесом можно, только если срочно надо попасть на тот свет». «Понятно», – пожал плечами Иван. «Значит, пойдем тут. Далеко отсюда до границы аномалий?» «От меня сантиметров 20», – прикинул поисковик. «Но и от тебя, соответственно, около метра». Инстинкт самосохранения сработал мгновенно, и Березов машинально отшагнул назад. Он не ожидал, что смертельная опасность уже настолько близко. Надпочечники резко выбросили в кровь адреналин, и кончики пальцев пронзило неприятное покалывание. Иван плавно вдохнул, приводя себя в норму. Смерть, замершая рядом, была незрима и бесшумна. Это сбивало с толку, но не было в новинку. Рисковать жизнью – неотъемлемая часть профессии. Не привык еще к тому, что эту дрянь не видно и не слышно, и вообще никак не различить. Иван недовольно поморщился. «Поначалу так у всех бывает», – понимающе успокоил его Болт. «Я только один раз видел человека, который воспринял существование аномалий спокойно. Привыкнешь, и различить их можно. Нужно сосредоточиться и быть внимательнее. Тут все дело в мелочах». Новый порыв ветра возвестил, что перестрелка на востоке усилилась, и поисковик заторопился. «Пора. Путь не близкий». Он забросил за спину автомат и затянул ружейный ремень, плотно фиксируя оружие. «Ствол укрепи за спиной, чтобы не болтался», – потребовал Болт. «Если попадет в граву, в лучшем случае останешься без него. Теперь смотри внимательно». Он лег на живот, сложив перед собой согнутые под прямым углом в локтях руки, параллельно друг другу, так, что они оказались перпендикулярно телу. При этом кисти находились у разноименных локтей. Со стороны казалось, что он прячет голову за собственными руками. Тропа в ширину 92 сантиметра. По-пластунски не пройти, поэтому ползти надо так, как я. Он едва приподнялся на руках и пальцах ног, перемещая тело чуть вперед и вновь опустился на землю. Голос его зазвучал глухо, как из бочки. И Березов с изумлением увидел, что голова поисковика словно подернута маревом. «Понял?» – донесся приглушенный вопрос. «И это не впервой», – ответил Иван, стараясь не думать о том, что 92 сантиметра – это практически в притирку. «Я сейчас заползу глубже, и тебя уже не услышу». Бол старался говорить громче. «Но ты будешь видеть мои ноги. Так что вставай туда, где я сидел, и делай все, как я. Как будешь готов ползти, толкни в пятку». «Понятно», – подтвердил Березов, и поисковик пополз глубже, почти полностью растворяясь в воздухе. Иван закрепил на спине автомат и встал на колени, до миллиметра повторяя действие болта. Мгновение он помедлил, успокаивая взвинченную нервную систему. Затем на всякий случай проверил, надежно ли укреплено за спиной оружие, и закрыл глаза. «Представь, что ты идешь на штурм», — сказал себе Березов. «Террористы еще не видят штурмовой группы. Идет фаза скрытного сближения. Ничего такого, чего не приходилось бы делать раньше». Он решительно вздохнул, достал из кармана на бедре лыжную шапочку, аккуратно надел ее и уверенным движением опустился на локти. Звуки внешнего мира сразу поблекли, словно кто-то приглушил звук. И Иван понял, что вокруг него уже не просто воздух. Он замер и, работая только мышцами шеи, осторожно повернул голову из стороны в сторону, осматриваясь. На первый взгляд он просто лежал на красно-бурой, тугой земле, посреди голого и абсолютно пустого поля. Единственным отличием было то, что ни слева, ни справа уже не было видно его границ. Мне казалось, будто пустошь тянется бесконечно, занимая собой всю планету. Со стороны это, должно быть, выглядело глупо. Лежат два мужика в центре бескрайнего поля, один другому уткнувшись башкой в пятки, и еле-еле ползут. Внутренний голос весьма логично предлагал встать и по кратчайшему расстоянию бегом преодолеть открытую местность. Тем более, что воздух здесь гораздо чище, дышится приятно, и даже взмокшее мембране тела не так сильно терзает духота. «Туман!» – неожиданно громким эхом ухнул рядом голос болта. «Ты как там? Живой еще?» «Живой!» – Березов ткнул ребром, сжатый в кулак ладони, маячившую перед лицом подошву ботинка. «Громковато тут. Звук от аномалии отражается», – объяснил Болт. «Такое иногда бывает с очень большими гравами. А еще дышать легче, и есть сильное желание встать и пробежаться. Так?» «Я бы не сказал, что сильное, но такая мысль была». «Откуда ты узнал?» – ответил Иван. «У тебя тоже так? Или это у всех?» «У всех», – хмыкнул поисковик. «Эта аномалия заманивает жертву. Но у всех желание очень сильное. Мало кто может с ним справиться без серьезных усилий. Ты второй человек на моей памяти, кому не приходится бороться с собой». В его голосе слышалось удивление. «Это хорошо. Значит, шансы есть. Тогда поползли. И тыкай меня в пятки почаще. Я, мол, еще здесь, а не рванул в аномалию. Разговаривать не будем. Ближе к середине поля проход начнет кое-где схлопываться. Надо не пропустить начало колебаний.
Иначе от нас только тряпье и останется. Так что не до бесед. И помни, тропа узкая. Держись точно за мной, не смещайся никуда. Все ясно. Понял тебя хорошо. Березов пихнул поисковика рукой в подошву. Пошли. Ползти пришлось долго. Окружающие звуки пропали сразу же, как только они продвинулись по тропе на несколько метров. Солнечный диск растворился в зеленом мареве неба. Вокруг осталось лишь бесконечное полотно красной пустоши. Ни глаз, ни сознание не могли отыскать ничего, за что можно было бы зацепиться. Чувство времени пропало, и Иван принялся считать движения, пытаясь сохранить представление о пройденном и оставшемся пути. Самой тяжелой оказалась первая 100-метровка. Осознание того, что он зажат на тесной тропе между двумя незримыми стенами смерти, давило на психику. Иногда ему чудилось, что он сдвинулся в сторону на пару сантиметров, и с секунды на секунду неизбежно зацепит плечом аномалию. Или внезапно наваливалась уверенность в том, что и без того неширокая тропа сужается, и скоро его тело окажется не в состоянии уместиться на этой узкой ленте. В такие минуты Березов толкал болта и останавливался, усилием воли, заставляя себя успокоиться и вернуться в норму. На второй сотне метров, привыкшая к экстремальным ситуациям психика опытного бойца, адаптировалась к новым условиям. Но спокойнее не стало. Одна проблема сменилась другой. Эмоциональный фон стабилизировался, и стала остро чувствоваться душная жара, давящая на закупоренного в мембрану человека. Камуфляж под непроницаемым резинополимером взмок насквозь, все тело чесалось, словно покрытое комариными укусами, и приходилось бороться с почти непреодолимым желанием перевернуться на спину и как следует поерзать по земле, чтобы успокоить нестерпимый зуд. Ощущение смертельной опасности пришло настолько внезапно, что тело рефлекторно замерло раньше, чем сознание успело дать ему такую команду. Березов превратился в изваяние, внутри все похолодело, словно он упал в ледяную прорубь. Все эмоции и неудобства срезало, словно отточенной бритвой. «Туман», — подрагивая легким эхом, раздался голос болта. «Живой?» «Живой», — привычно ответил Иван, стараясь шевелить одними губами. «Что это было?» «Почувствовал?» Поисковик едва заметно завозился. Впереди тропа схлопнулась. Грава чувствует жернова с магнитом и колышется, как студень, от одного к другому. Только медленно, вроде как в замедленной съемке. Болт, не меняя положение тела, одной рукой достал из маленького кармашка, на плече другой пистолетную гильзу, поставив ее на донышко перед собой и щелчком отправил вперед. Гильза пролетела сантиметров 30, мгновенно изменила направление полета и с резким свистом вонзилась в землю, пробивая в ней маленький кратер. «Будем ждать», — констатировал он. «Дальше дороги нет». «Что за звук?» — Иван услышал свист. «Гильзу аномалии сожрала», — ответил Болт. «Нормально все, пока что». «Голову поднять можно?» — поинтересовался Березов. «Сколько над нами запаса по пространству?» «Везде по-разному». Болт кончиками пальцев извлек из кармашка на манжете вторую гильзу. «Где метр? Где 1,5? Но головой вертеть можно. Телом нельзя». Поисковик положил еще одну гильзу на землю и осторожно катнул ее в бок. Латунный цилиндрик пересек линию габаритов его тела, прокатился еще несколько сантиметров и словно попал под невидимый пресс. Мощнейшая незримая сила с коротким глухим чавканьем расплющила гильзу, вминая ее в красную землю. Березов представил себе их текущее положение. Два человека лежат посреди чисто поля красного цвета, просирающегося во все стороны от горизонта до горизонта. Но на самом деле они зажаты смертью на узкой ленте тропы. И безликая погибель вяло трепещет в каких-то жалких сантиметрах от вжавшихся в изуродованную землю людей. Иван тихо потряс головой, отгоняя от себя ненужные мысли. Прямо клаустрофобия под открытым небом. «ПМовскими кидаешься?» — спросил он поисковика, чтобы занять сознание чем-то более конструктивным. «Да», — подтвердил тот, — «так безопаснее, они поменьше и полегче. Хотя центрифуга и ПМовскую так разгоняет, что мало не покажется. Синяк неделю держится». «И часто центрифуги попадаются?» — поинтересовался Березов. «Я обратил внимание, как ловко ты у холма от рикошетов прятался». «Опыт», — хмыкнул Болт. «Его не пропьешь. Впрочем...» — он издал короткий смешок. «В зонах ничего не пропьешь. Тут у нас все трезвенники. А центрифуга — одна из наиболее часто встречающихся аномалий. К тому же, не только она брошенная возвращает. Еще есть пушка и рулетка. Забыл? Да и какая разница? Все равно редко можно без гильзы определить, что именно за хрень перед тобой». «До пушки с рулеткой мы еще не дошли», — поморщился Иван. «Это аномалия желтой зоны, видимо». «И ее родимый», — удивился поисковик. «А что значит еще не дошли?» «Я всего 1,5 месяца в Ареале», — объяснил Березов. «Только половину курса подготовки прослушал».
Теперь понятно, почему ты добровольно в аномалию полез. Как же ты здесь оказался? Изумился Болт. Да еще в желтой зоне. Нештатная ситуация, философски изрек Иван. Отряд специальных операций блокирован бандитами. Это по моей части. Вот и вызвали. Так ты и есть тот новенький из Краснодарской Альфы, догадался поисковик и почтительно добавил. Уважаю. Серьезная у вас контора. Вот тебе и совершенно секретно, усмехнулся Березов. Уже весь ареал в курсе. Да ты что? Никто не знает, кроме тех, кому положено. Тут с этим строго, возразил Болт. Просто я со спецотрядом часто работаю. Давно их всех знаю. Там есть двое из московской Альфы. Саша Лемур и Виталий Ветер. Отличные мужики. Они говорили, что тебя переводят. Хорошо отзывались о тебе. Лемур с Ветром? В спецотряде? Удивленно переспросил Березов, понимая, кого имел в виду Медведь, тогда в разговоре у вертолетов. Они же на гражданку подались, в частную фирму толстосумов охранять. Хотя, понятно, я по легенде тоже на кабинетную должность ушел, в какой-то занюханный отдел. Болт, а что за пушка с рулеткой такие? Рулетка – это та же центрифуга, только гильзу выбрасывать непредсказуемо, объяснил Болт. К счастью, не часто встречается. Ученые говорят, что они абсолютно разные по характеристикам. Но для нашего брата все едино, убьет и даже не спросит, как звали. А пушка? Черт, он тихо выругался. Какая все-таки настойчивая гадость, достала уже. Кто? Не понял Березов. О чем ты? Да Грава это, кто же еще? Недовольно проворчал поисковик. Большая она и старая, сильная очень. Настойчиво зовет, достала, повторил он. Ты молодец, хорошо держишься. Тут старожилы не вытерпливают. Не знаю. Иван прислушался к своим ощущениям. Я ничего не чувствую. Возникает иногда мысль встать и пробежаться по полю. Но сильно ее не назовешь. Это скорее сарказм подсознания. Повезло тебе стало быть, задумчиво ответил Болт. Интересно, что ты почувствуешь в красной зоне? Что-то я не горю желанием проверять, фыркнул Иван. Насколько я знаю, оттуда никто не возвращается. Кроме тебя. Кстати, как тебе это удается? Не знаю, пожал плечами поисковик. Ученые говорят нонсенс. Я думаю, подарок бабкин меня бережет. Ведьмой она была. Заговор на меня наложила древний, прежде чем из эпицентра выгнать. Вот и живой до сих пор, словно у нас с ареалом нейтралитет. Слыхал. Березов вспомнил рассказы Раша. Тот знаменитый Болт, что ты на шее носишь. Ну и он тоже, как без него, согласился Болт. У каждого свои суеверия. Подытожил он и перевел разговор на другую тему. Ты про пушку спрашивал. В общем, это такая интересная гадость. Одна из немногих аномалий, которую можно разглядеть глазами. Воздух в ней как бы колышется, словно марево или легкий пар. Если в нее что-нибудь забросить, она этот предмет хватает, и он замирает в ней на пару-тройку секунд. Так она типа энергию накапливает, а потом выстреливает предмет обратно, словно пушечное ядро. Очень сильно бьет. Человека, если внутрь угодит, метров на 50, запросто отбрасывает, насмерть зашибет. Но есть и плюсы. Я благодаря ей однажды от медведя спасся. Случайно в красной зоне наткнулся на медведицу с медвежатами. Надо уносить ноги, а там особо не побегаешь. Повезло, что недалеко пушка оказалась. Успел добраться до нее и зашвырнул внутрь нож. Медведица шагах в 10 от меня уже была, когда пушка выстрелила. Нож по самой рукоятку в нее вошел. «Убила?» — уточнил Иван. «Медведя?» — изумился поисковик. «Шутишь?» «Нет, конечно, его такой ерундой не убить. Но испугала знатно. Она с таким визгом драпанула, словно от собаки». «А что собака может сделать медведю?» — поинтересовался Березов. «Раз говорил, что они размерами с носорога?» «Чуть больше, как мне кажется», — уточнил Болт. «Собака — самое опасное существо в ареале. Огромная, быстрая, шерсть жесткая, как стальная проволока, кожа толстая и прочная. Пули ее вообще не берут. Даже драколы увязают, не пробивают кожу. Медведя загрызает секунд за 10. Непредсказуемые они, местные псы. Какие-то агрессивные, а какие-то добродушные. Только с такими размерами их добродушие еще опаснее. Сталкеры поговаривают, будто было дело. Собака вышла в желтую зону, и кто-то решил из РПГ-7 по собаке долбануть. Так она летящую гранату зубами прямо на лету поймала. Стрелку обратно отнесла и, повиливая хвостом, довольно сплюнула под ноги. Граната взорвалась, бедолагу разнесло в клочья, а псу хоть бы хны. Говорят, обиделась псина тогда и ушла. Судя по достоверности, смахивает на очередную байку, оценил Иван. А Нурсы или Нары она хвостом в полете не сшибает? Может и байка, согласился поисковик. Это же ареал, тут чего только не бывает. Что правда, а что посочинили, не поймешь.
Но на практике проверять эту историю на вшивость лично я бы не советовал. Болт внезапно замолчал, прислушиваясь к одному ему понятным ощущениям. «Погоди». Он щелчком отправил вперед себя очередную гильзу. Та пролетела метра полтора и благополучно шлепнулась на красную землю. Тропа очистилась. Поисковик осторожно, не шевелясь, движением одной лишь кисти швырнул вторую гильзу еще дальше. «Идем». Но далеко продвинуться им не удалось. Путь снова заблокировало уже через десяток метров. Березов внезапно остро почувствовал смертельную опасность, мгновенно захлестнувшую его с головой. В одну секунду все внутри него словно оборвалось, бросая тело в леденящий холод. В голове стремительно мелькнула мысль, будто он переползает через пылевую дорогу, по которой на полном ходу несутся танки, и не успевает на какие-то считанные сантиметры. И вот сейчас, в это самое мгновение, многотонная машина размашит стальными треками гусениц его ноги. Иван не выдержал и инстинктивно согнул ноги в коленях так быстро, что пятки едва не ударили по заду. Резинополимер штанин мембраны больно врезался под коленные впадины. От резкого сокращения затрещали мышцы и неприятно заныли ноги. «Туман!» – заорал Болт. «Ноги!» Иван словно спинным мозгом почувствовал, как сзади, где-то очень-очень близко у самых коленей, на тропу бесшумно рухнуло что-то огромное и многотонное. «Подогни!» Мощный выброс адреналина мгновенно расширил сознание, ускоряя восприятие. Время замедлилось, как тогда, в 99-м, когда их раздолбанный УАЗик попал в засаду, и Березову пришлось прыгать на ходу в разорванную гранатометом выстрелом дверь. Секунды внезапно растянулись, подобно слабой дверной пружине. Спасительный кювет у края пыльной дороги, куда Иван мощным броском швырнул свое тело, приближался слишком медленно, и сознание со странным удивлением отстраненно фиксировало неторопливо плывущие к нему пули, лениво вкручивающиеся в воздух. Березов замер среди вязкого потока секунд, плавно обтекающих, судорожно поджавшего ноги человека. Звуки вокруг поблекли, заглушенные гулкими ударами сердца, невнятно гремящими в ушах, словно в обернутой ватой набат, сквозь который слабо доносились растянутый крик Болта. «Подогни ноги! Быстро!» И совершенно отчетливо ощущалось присутствие его. Оно тянулось к Ивану и было уже совсем близко, слабо подрагивая около человеческой плоти, как пальцы страдающего от жажды человека, что не может дотянуться до спасительной бутылки с водой, пару каких-то бесконечно коротких миллиметров. «Туман! Туман! Ваня!» – продолжал орать Болт, не имея возможности обернуться. «Ты меня слышишь?» «Слышу», – выдохнул Березов, сглатывая вдруг ставшую очень соленой слюну. «Я в норме». Он несколько раз медленно и глубоко вдохнул и выдохнул, заставляя себя унять бьющее тело дрожь. «Там позади меня что-то есть». «Знаю», – с облегчением ответил поисковик. Тропа снова схлопнулась. Слишком много мощных аномалий находится сейчас в этом районе. Грава волнуется. Он на мгновение замолчал и добавил. «Я думал, ты не успеешь, с ногами. Поздно сообразил, боялся, что не успеваю тебя предупредить». «Ты и не успел». Березов прислушался к своим ощущениям. Оно было еще там, возле ног, но уже не так близко, отступив на несколько сантиметров. Я чуть раньше ноги поджал, сам не знаю, как так вышло. «Везучий ты», – констатировал Болт и неожиданно спросил. «Повоевать много пришлось?» «Было дело», – ответил Иван. «Я срочную в разведроте служил. Под самый дембель попал на первую чеченскую. Почти полгода в боях прошли. Тогда я решил сразу после срочной в военное училище идти, на офицера учиться. Закончил как раз ко второй кампании, и еще на полгода туда же. Потом предложили в Альфу. Отказываться не стал, а там работы хватает». Он потерся лбом о землю, пытаясь таким образом, натянутой на голову лыжной шапочкой, убрать с лба выступивший липкий пот. «Валера, долго эта хрень мне в коленке дышать будет?» «Минуту, может 2», — ответил поисковик. «Мы сейчас на самом нестабильном участке. Тут ничего надолго не бывает». Иван оглянулся, окидывая взглядом унылую красную пустошь, расстилающуюся со всех сторон до самого зеленого горизонта. Если верить только глазам, то все происходящее сейчас с ним более всего напоминает полнейший абсурд. Кругом бескрайняя пустыня, а он лежит на земле в самом ее центре, не смея пошевелиться, потому что ползти некуда. «Туман», — позвал Болт. «Сможешь ползти, ноги не разгибая?» Впереди распогодилось. Если продвинуться на метр-другой, можно будет уже и ноги разогнуть. «Справлюсь». Иван был рад оказаться от этого подальше, как можно скорее. Неважно, каким способом придется ползти. «Тогда пошли». Поисковик зашевелился, продвигаясь дальше. «Я тебя подожду, если отстанешь. Догонишь? Толкай».
За следующие 200 метров тропа схлопывалась еще трижды и 2 раза изгибалась, образуя повороты. Эти места пришлось проходить очень медленно и тщательно. Болт на каждом метре раскидывал не меньше десятка гильз, и Иван подумал, что слова поисковика о том, что пистолетные гильзы легче, подразумевают не только меньшую опасность получить из аномалии брошенную железку обратно, но и практическую сторону дела. Сколько этих самых гильз надо взять, чтобы хватило на такой вот поход? 100? 2? 1000? А ведь это лишние килограммы, которые предстоит таскать на себе много часов, а то и суток. Плевать, когда кроме набитого гильзами кармана у тебя ничего нет, а когда на тебе помимо этого добра висит еще куча снаряжения, тогда вопрос веса становится далеко не праздным. После второго поворота тропа снова схлопнулась. На этот раз ждать пришлось долго, и невидимое оно дрожало уже где-то у левого плеча. Иван кожей лица чувствовал едва ощутимое давление чего-то огромного и смертельно опасного, что так и ждет от человека малейшей ошибки, неловкого движения, смещения с узкой тропы на несколько сантиметров, чтобы в мгновение ока размазать его по красной бурой поверхности ставшей чужой земли. «Чисто. Пошли». Голос болта, подрагивая эхом, вывел его из раздумий. «Как ты понимаешь, когда тропа закрылась, а когда открылась?» Березов понял, что это уже не так близко, и осторожно пополз за поисковиком. «Не знаю», — ответил тот. «Я верю, что мне болт помогает, да и чувствую я их. С малолетства. С тех самых пор, как бабка меня из деревни нашей вытолкала пешком в Ухту идти. Потом оказалось, что я единственный оттуда вышел, весь район сгинул. Так и хожу по зонам с тех пор». Они ползли дальше по бескрайней красной пустоши, и Иван понял, что с какого-то момента не считает пройденные метры. Это зря. Теперь и вовсе не понять, сколько прошло времени, 10 секунд или 10 часов. Он не сразу понял, что произошло, когда маячившие у него перед глазами подошвы болтовских ботинок вдруг начали таять в воздухе, и спустя несколько секунд Иван остался один посреди красной бесконечности. «Вылезай осторожнее», — голос болта звучал откуда-то издалека. Не хватало еще вляпаться на самом выходе. Березов продвинулся вперед, и его голова словно проткнула невидимую неощутимую стену. Бесконечная красная равнина сменилась спутанным ковром синей травы, которая облепила мелкий овражек, упирающийся в невысокий пригорок. На небе вновь появилось голубое пятно солнечного диска. Вернулся ветер, зазвучала трескотня далекой перестрелки. Иван огляделся. У подножия пригорка на корточках сидел болт и растирал руками колени. Березов выполз на середину овражка и посмотрел назад, убеждаясь, что его ноги не остались там, в красном мареве узкой тропы, со всех сторон стиснутой незримой смертью. «Все, вылез уже», — улыбнулся поисковик. «Давай сюда. Только повнимательнее тут. Овражек всего метр глубиной. Слева от нас развалины, где бандиты сидят. До них метров 200 открытого пространства. Могут и заметить. Они наверняка сюда смотрят, потому как справа от нас местность поднимается немного и уходит к разрушенной лаборатории, где ваши закрепились. До них тоже метров 200, и они сюда смотрят тем более. Так что на пригорок надо очень осторожно вползать. Не ровен час, и те, и другие за врагов примут и начнут стрелять». Иван перевернулся на спину и несколько секунд сгибал и разгибал затекшие конечности, одновременно разглядывая верхушку пригорка, покрытую несколькими чахлыми кустами. «Надо заползти в кусты и поставить сигнальный дым на самой верхушке», — сказал он, вставая на колено. «Завесу можно поставить прямо отсюда, с овражка, просто выложить на бруствер под нужным углом к ветру». «В какие кусты надо заползти?» Болт озадаченно посмотрел на него. «Черт!» — Березов присмотрелся к верхушке пригорка. «Это что, дикобраз?» «Семья», — подтвердил поисковик. 4 особи». Он показал рукой на пару кустов поменьше. «Это молодняк, им месяца 3 от роду». «Ты же говорил, что пригорок чист», — покачал головой Иван, извлекая из-за спины автомат. «Погоди», — остановил его Болт. «Они же не от хорошей жизни сюда забрались. Когда я уходил, их не было. Видимо, из развалин перебрались, от аномалии спасаются. Ходят они медленно, устают быстро. Вот и остановились передохнуть. Я сейчас». Он щелкнул замками креплений на груди, освобождаясь от рюкзака. Положил его на землю и достал из бокового кармашка плитку шоколада. Затем, сорвав часть обертки, осторожно пополз вверх по склону. Подобравшись к распушившемуся дикобразу практически вплотную, Болт поднес шоколадку куда-то к основанию спинных колючек. Пару секунд ничего не происходило, после чего, как будто прямо в земле, вспыхнули 2 бешеных желтых глаза, и появилась черная мочка носа. Нос зашевелился, втягивая воздух, и из земли возникла зловещая пасть,
усеянная большими и острыми зубами. Пасть неторопливым движением оттяпала угол шоколадной плитки и исчезла. Болт осторожно отполз на полметра назад. Из-под основания колючек вновь показался черный нос и принялся обнюхиваться в поисках шоколада. Обнаружив лакомство недалеко от себя, дикобраз собрал колючки в пучок и медленно засеменил к болту. Поисковик снял с шоколадной плитки остатки обертки и бросил ее во вражек под подножие пригорка. Дикобраз запыхтел, словно старый дед, которого согнали с любимой заваленки и отправили куда-то слишком уж далеко, и часто передвигая дюжиной коротких лапок, пополз за шоколадом. Его семья немедленно сложилась и последовала за ним. «Удивил», — покачал головой Иван, глядя на пучки покрытых шипами спинных колючек, деловито проползающих мимо него в полуметре. Звери не обращали на людей никакого внимания. «Лаванду бы сейчас сюда, она была бы в полном восторге». «Маришка?» — фыркнул Болт. «Это да. Хорошая девчонка, только впечатлительная очень. Животных любит как родных, постоянно меня заявками донимает, живые образцы требует. А они, между прочим, все очень больно кусаются, мягко говоря. Ей бы не в ученые, ей бы в Гринписе состоять надо», — хмыкнул Иван. «Если такая нежная, зачем в Ареале работать? Она, кстати, в нем состоит». Поисковик осторожно сполз с пригорка, стараясь быть как можно более незаметным. В Гринписе в этом. Вступила несколько лет назад, когда уже здесь работала. А в Ареале она сторожил. Сразу после института сюда пришла, аспиранткой Морозова. «Зачем спустился?» Березов, пригибаясь, чтобы не всовываться из овражка, подобрался к поисковику. «Сразу бы дымы и выставил». «Так ведь я не умею», — виновато ответил Болт, отрывая свой рюкзак. «Лучше ты. Тебе сподручнее будет. Я ведь почему их тащить взялся? Думал, не дойдешь ты. Тогда пришлось бы самому с ними разбираться. Но раз все так удачно прошло, то уж сам поставь». «Ладно уже заливать-то», — нахмурился Иван. «Тут кроме нас никого нет. Со мной можешь режим секретности не поддерживать. Я же вижу, дымы он не может поставить. Какая сверхсложная задача. Долго думал?» «Я в первый раз в жизни в руках держу их», — воскликнул поисковик, удивленно глядя на Березова. «Где бы я их видел?» Иван саркастично закатил глаза. «Там же, где тебя научили так ползать, и снаряжение подбирать, и носить его таким способом». Он усмехнулся. «Ты меня-то за дурачка не держи. Это ГРУшные методы. У тебя даже оружие подобрано в их традициях. Я оттуда много кого знаю. Сам у них срочную служил. Да и после не раз пересекались». «Вот оно что», — Болт улыбнулся. «На самом деле все не так. Я на флоте служил, на речной границе. А экипироваться меня один хороший человек научил. Вышла оказия как-то раз. Это долгая история». «А ты ее коротко изложи». Березов забрал у поисковика дымовые шашки. «Дымы я поставлю. Пока вертушки будут работать, времени хватит. Где твоя нора? Лучше спрятаться. Мало ли что. Прилетит шальной нар. Жалеть будет поздно. Вдвоем в ней уместимся?» «Конечно». Поисковик удивленно посмотрел на него. «Это ж кабанья нора. Мы там и впятером уместимся». Он указал за край пригорка. «Один вход там. Лучше оттуда заползать. Другой частично осыпался». «Залазь», — решил Иван. «Я дымы ставлю. И за тобой». Пока Болт надевал свой рюкзак, Березов осторожно вполз на пригорок и зажег дымовую шашку. Быстро скатившись обратно во вражек, он извлек из кармашка разгрузки сигнальную ракету и запустил ее в небо. Дело сделано. Остается надеяться на то, что операторы вертолетов правильно рассчитают смещение дымового столба под действием ветра, и их удар не пройдет мимо цели. Несколько пуль ударили в склон пригорка со стороны развалин, возвещая о том, что бандиты заметили сигнал. «Ничего, сейчас вам станет не до дыма», — отметил про себя Иван, и, не теряя времени, выполз из овражка, торопливо забираясь в нору. «Ну как?» — встретил его вопросом поисковик. «Сигнал пошел», — пожал плечами Березов. «Теперь дело за вертушками. Подождем, скоро будет ясно». «А бандюки к нам не приползут?» — усомнился Болт. «Мы тут в норе, как в ловушке. Если кто подойдет, мы и не заметим». «Местность от пригорка в обе стороны хорошо простреливается», — покачал головой Иван. «Никто сюда не сунется, ни бандиты, ни спецотряд. Они будут друг у друга как на ладони. За это можно не переживать». Снаружи, со стороны развалин, донесся гулкий взрыв, и тут же сменившийся целой серией взрывов. «Вот и вертушки», — прислушался он. «Странный звук, словно между взрывами что-то чавкает. Не понимаю». «Это магнит ракеты жрет», — объяснил поисковик. «Они уже близко к развалинам подползли. Видимо, залп их немного цепляет». «Нехорошо», — Иван поморщился. «Но раз взрывы есть, значит не впустую отрабатываю. После удара разберемся». Он посмотрел на Болта. «А пока можешь поведать свою секретную длинную историю. Только коротко». «Зря смеешься», — Болт наставительно приподнял брови.
НАСА службы безопасности объявила ее гостайной. Ничего, я уже привык к тому, что здесь все закрыто грифами, усмехнулся Иван. Даже дверь в сортир. Это точно, хохотнул Болт. В общем, 5 лет назад с космодрома в Плесецке запускали какой-то дюже секретный спутник. Поговаривают, что аппаратура на нем была новейшей шпионской разработкой, у которой за бугром аналогов нет, и еще не скоро появится. Лихо там долбят. Снаружи 4 раза ухнул громче обычного. «Управляемые в ход пошли», — определил Березов. «Я видел подвеску штурмов на пилоне у крокодила. Еще удивился, зачем в ареале птуры?» «От медведя отбиваться. Зачем же еще?» — ответил Болт. «Его же ничем не пробить». Он продолжил рассказ. «Так вот, что-то там при запуске ракеты пошло не так, и она то ли взорвалась, то ли развалилась где-то в воздухе, высоко над землей. Спутник тот в результате упал прямиком в наш эпицентр, далеко от границ красной зоны. Если по карте смотреть, то чуть ли не в самое яблочко нашей цветной мишени угодил. Наверное, ракету по привычке собрали из китайских запчастей», — хмыкнул Березов. «И что теперь этот спутник? Одна из тайн ареала?» «Не совсем», — прищурился поисковик. «То есть да, конечно, но суть дела в другом. Был в том спутнике какой-то электронный блок настолько ценный, что в эпицентр снарядили экспедицию. Приехали какие-то очень серьезные спецы из ФСБ, прямо из Москвы, 10-1.5. Тщательно готовились, всякими загадочными приборами и снаряжением вешались с головы до ног. Меня в добровольно-принудительном порядке назначили проводником». «Серьезно подошли к вопросу», — оценил Иван. «И как?» «Да никак», — Болт невесело скривился. «Через желтую зону я их провел без потерь, а едва в красную зону вошли. Все они того, крыши-то и двинулись. Как у нас говорят, темный властелин прибрал к рукам их грязные души. Чуть не убили меня, благо я вовремя заметил, как они меняться начали, да и дал дёру по добру, по здорову. Только в руку пулю скользь получил. Так они через всю желтую за мной гнались, еле ноги унес. Снаряжение тяжелое, мембрана эта неудобная, движение сковывает, бежать быстро не дает. Жарит словно печка, внутри весь мокрый. Все тело себе растер. 18 кровавых ссадин от потертости потом было. Кожу начисто стесало по самое мясо. Почти 3 недели заживали. В общем, гнали они меня до самой зеленой зоны. Там нас встречала специальная группа. Так они на нее набросились и своих же целую охапку перестреляли. Начальство в срочном порядке вызвало вертушку. Половину этих, двинувшимся умом, перебили. Другая ушла в желтую и скрылась. Наверняка так до сих пор и бродят где-нибудь в центре ареала, вместе с остальными такими же. «И после того случая ты мембрану не носишь», — предположил Иван. «Нет, не совсем», — покачал головой поисковик. «История на этом не закончилась. Блок со спутника в Москве был нужен так сильно, что предприняли вторую попытку. Сперва хотели меня одного послать, но я наотрез отказался туда возвращаться, к этим психам, обвешанным оружием по самые уши. Начальство взбесилось, меня чуть было во враги народа не записали. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Раненая рука еще плохо шевелилась, благодаря ей я отвертелся. Неделю они там наверху еще что-то планировали. Потом организовали вторую экспедицию. Прислали других людей. Ни имен, ни фамилий, одни позывные. Откуда непонятно, но в секретариате правления шептались, что спецназ ГРУ. Всего 5 человек. Не густо. Иван лишь покачал головой. Похоже на билет в один конец. «Все так считали», — кивнул Болт. «Решили, что руководство пытается таким образом замять эту историю со спутником. Мол, и так ясно, что его не достать. Вот и ждут, когда вторая экспедиция сложится, чтобы доложить высокому московскому начальству, что типа миссия невыполнима. Или как там. А чтобы зря людей не губить, послали по минимуму. Короче, не повезло мужикам». «Это у нас могут», — мрачно сплюнул Березов. «Люди в нашей стране для руководства не дороже грязи. Еще маршал Жуков сказал. Бабы нарожают. Сам я в такое дерьмо не попадал, Бог миловал. Но подобные случаи не редкость, поэтому вполне верю». «Так вот, наша СБ им предложила помощь в планировании и организации операции», — продолжил Болт. «Я как узнал, что мужиков на смерть отправляют, сам вызвался их до красной зоны довести. Честно сказал, что в красную не пойду, но до самой границы шаг-шаг доведу». Он замолчал, прислушиваясь к доносящимся снаружи глухим стрекочущим звукам вертолетной атаки. «Из крупнокалиберного пулемета, что ли, вертушка работает? Недалековато ли?» «КПВТ», — на слух определил Иван. «На вашем крокодиле их 2, спаренные. Под кабиной пилота стоят, в бронелист встроенные». «Да развалин для них далековато», — подумав, согласился он. «Думаю, это оператор кромку леса срезает, чтобы нарам не мешало. До нее 1500 метров, для КПВТ нормально». Словно в подтверждение его слов,
Со стороны развалин пришли звуки новой серии ракетных разрывов. «Так что, довел ты их?» – спросил Иван. «Нет», – поисковик отрицательно кивнул. «Отказались они от помощи. И от моей, и от службы безопасности. Не взяли ни мембраны, ни латники. Во всем своем пошли. Как мне тогда показалось, совсем по-простому. Взяли только карту. Полдня что-то думали, никого к себе не пускали. Потом попросили, чтобы я их встретил на обратном пути, у границы красной зоны. Назначили место и наказали ждать 12 часов, а потом уходить. Знали, что могут не вернуться», – поморщился Березов. «И что, они сами через 2 зоны прошли? По этим аномалиям?» Он вспомнил, сколько раз на пути к тропе Болт обходил стороной смертельно опасные места, которые ему казались совершенно безобидными. «Через 3», – улыбнулся Болт, – «прямо в эпицентр. Довольно оригинальным способом. На парашютах. Их сбросили сразу над заданной точкой?» – сообразил Иван. «Подожди, но ведь ареал, насколько меня учили, по своей форме есть шар, ровно наполовину зарытый в землю. Получается, что их должны были бросать с 70 километров». «С 50 с чем-то», – уточнил поисковик. «Точно уже не помню, ареал тогда был меньше». «Хорошая работа», – Березов склонил голову. «Уважаю профессионалов». «И чем все закончилось?» «Я вышел к месту встречи, в красную зону, и прождал там 12 часов. Никто не вышел», – задумчиво ответил Болт, полуприкрыв глаза, словно вспоминая давние события. «И так было ясно, что мужики не вернутся, но я решил подождать еще час, для успокоения совести. Через 50 минут появился их старший. В рюкзаке он нес спутниковый блок, а на плечах одного из своих, связанного по рукам и ногам, замкнутым ртом. Больше с ним никого не было». «Он прошел через эпицентр и красную зону с человеком на плечах?» – изумился Березов. «Через псимутаген, не зная ареала без дополнительной подготовки. Как же ему это удалось?» «Никто не знает», – покачал головой Болт. «Я спрашивал, он не ответил. В общем, вышел он на меня неожиданно, сзади, прямо из кустов, в одном шаге от Зыби. Я тогда струхнул изрядно. Думал, все, хана мне. Выследил меня темный властелин. Это ведь только его зомби-аномалии чуют. Он посмотрел на меня и говорит: «Живой?» Я только и смог кивнуть. А он: «Спасибо, что дождался. Рюкзак мой понести сможешь, а то тяжеловато мне». Взял я рюкзак с блоком этим, а он вроде и небольшой, но тяжелый, зараза. Только мы границу пересекли, то без желтой зоне оказались. Чувствую я, неладное что-то происходит. Птицы попрятались, зверья не видно. Даже желтизна на кустах этих синюшных потускнела. Тут он и говорит: «Стой!» А сам замер и глаза закрыл. Точно как бабка моя ведьма, когда меня по малолетству от болячек лечила. Потом открывает и заявляет: «Назад, быстро!» А я уже и сам чувствую, как болт на груди дрожит, не иначе выброс начинается. В общем, вжарили мы с ним 100-метровку между аномалий, похлеще бегунов с препятствиями. Он так и бежал с товарищем своим на плечах. Один раз только обернулся и сказал мне: «Рюкзак не потеряй». И все. Благо недалеко, а враг был. Я его загодя приметил, еще пока их ждал, на всякий случай. Раньше там ручей тек, когда ареала еще не было. Над оврагом изломанные деревья навалены. Видать, еще со времен метеоритного дождя. В результате эдакая природная землянка получилась. Вот в ней мы и просидели весь выброс. Почти 14 часов. Времени было много, делать нечего. Он другу своему рот развязал. Тот сразу потребовал, чтобы его отпустили обратно, к спутнику. Там, где красиво, душевно и вообще райская благодать. А тут все его до чертиков достало. Ну, 13-го из фляги водой напоил и снова рот завязал. А потом спать улегся и 8 часов проспал. Даже глазом не моргнул. «Кто его напоил?» – не понял Березов. 13-й, повторил Болт. Так его звали, старшего их. Как он смог спокойно спать во время выброса, до сих пор понять не могу. Тут каждую секунду сложиться можешь. Какой уж сон. Странный позывной. Иван удивленно пошевелил бровями. Никогда бы не подумал, что кто-то может взять такую цифру. «Угу, странный», — согласился поисковик. «Потому я и запомнил. В общем, пока он спал, я все думал, как он там выжил. Потом спросил его. Он как-то туманно ответил, в том духе, что война везде одинаковая, разнятся только способы убийства. Мол, по минному полю идти ничуть не легче, чем меж аномалий. Так что в плане передвижений тут типа нет ничего кардинально нового. Посоветовал пользоваться простым правилом. Если тебе хоть на секунду показалось, что что-то не так, значит, можешь быть твердо уверен, что что-то действительно не так». «Вот как?» – улыбнулся Березов. «А мне говорили, что это знаменитое правило болта, которое первым делом обязан заучить наизусть каждый новичок, попавший в ареал». «Так и есть», – хмыкнул тот. «С тех пор». «Понятно». Иван задумчиво потер рукой подбородок. «А как он перенес воздействие псимутагена? Второго бойца ведь подкосило». «Он ничего не объяснил», – вздохнул Болт. «Зато сказал, что снаряжение я свое зря так подобрал. Потому мне и тяжело в зонах.
Это, говорит, для краткосрочных операций хорошо, надежно и защиты много. Но если далеко и долго ходить, часто ползать или бегать, то выбор не лучший. Много лишнего груза на себе таскаешь, который не факт, что пригодится часто, если вообще пригодится. Он меня и научил, как экипировку подбирать, и показал, как ползти через особенно опасные участки. Оружие тоже посоветовал. Времени у нас хватало, так что я хорошо все запомнил. Потом в Ухте раздобыл все необходимое. Ни разу за эти годы не пожалел. Наоборот, когда пообтерся, даже кое-что пошил себе на заказ, чтобы по фигуре подходило. Удобство в нашем деле самое важное. Чтобы не терло нигде, не жало, не давило и не болталось, как в стакане карандаш. Чтобы лишнего с собой не брать. Тогда и устаешь меньше, ходить легче. Двигаешься быстрее и уклоняешься проворнее, да и спрятаться в случае чего гораздо проще. И чем все закончилось? Иван с интересом посмотрел на поисковика. Когда вы вернулись? Ничем, пожал плечами Болт. Блок этот чертов вместе с 13-м и его товарищем сразу же увезли в Москву. Тому второму, кстати, вроде немного полегчало. Во всяком случае, в автобус в аэропорт он уже своими ногами шел. Правда, руки ему на всякий случай спереди наручниками сковали. Всю эту и без того секретную историю засекретили еще сильнее. Меня заставили подписать еще одну кучу бумажек о неразглашении. Выделили сказочную премию и отправили в отпуск в Болгарию за счет РАО. Поселили, помню, в очень красивом пансионате. Тоже собственность РАО, битком набитым нашими переодетыми шпионами. Наверняка туда всех. Тихо. Березов скинул руку, вслушиваясь в доносящиеся снаружи звуки. Разрывы прекратились. Пора. Они выползли из норы. Иван достал увесистую жестяную банку УДШ и, подобравшись к брустверу овражка, осторожно оглядел развалины. Судя по всему, первый залп пришелся неточно, зацепив цель лишь частично. Поэтому оператор вертолета и решил проредить кромку леса пулеметным огнем. Зато последующие удары развалины накрыли неплохо. Сейчас над ними оседало целое облако красноватой пыли. Местная земля вперемешку с гнилой древесной трухой и кирпично-бетонным крошевом. Пламени нигде не было, и Березов вспомнил, что в реале никогда не бывает пожаров, потому что открытый огонь по неизвестным причинам не может гореть долго. Самое время действовать, пока уцелевшие в развалинах не опомнились. Иван осторожно вылез из овражка и пополз в сторону руин, толкая перед собой увесистую банку УДШ. Он прополз метров на 20, чтобы оставить их укрытие вне опасной зоны действия дыма, одновременно огибая пригорок так, чтобы тот не закрывал собой ветер, установил шашку и зажег дым. Густые клубы повалили над землей, подхватываемые воздушным потоком. Спустя несколько секунд расширяющаяся стена аэрозольного дыма уже ползла к развалинам, готовясь полностью отрезать их от затаившейся в распадке группы медведя. Иван убедился, что даже с такого расстояния завеса выполняет свою задачу, и тоже ползком вернулся к болту. «Можно идти за спецотрядом», — сказал он, — «и лучше побыстрее, пока бандиты не поняли, что происходит». «Быстро не получится», — поисковик указал рукой в небо. «Над нами жернова. Здесь до них пока еще не достать, но в сторону Лабы уровень местности повышается, а жернова понижаются, к ней ползут. Метров через 50 можно будет двигаться только ползком. Это долго, а до развалин еще сотни-полторы метров пути. А у них там раненые, их только волоком. Тогда иди один», — решил Иван. «Я останусь день. Дым закрывает не только нас от бандитов, но и бандитов от нас. Если кто-то из развалин решит добраться до источника дыма и заявится сюда, мы рискуем попасть в засаду на обратном пути». «Думаешь, там кто-то остался?» Болт бросил взгляд на затихшие развалины. «После такой-то бомбежки». «Конечно», — Иван снял автомат с предохранителя. Обстрел велся по ориентирам, без прямой видимости с дальнего расстояния. К тому же, развалины по площади не такие уж маленькие. 100% там достаточно народу уцелело. Потому дым и поставили. Что, кстати, там было раньше? Склады и разные подсобные помещения для строителей. Поисковик принялся ловко закреплять за спиной оружие и подтягивать ременную подвеску снаряжения, готовясь снова ползти. Судя по отточенности его движений, можно было догадаться, что ползать со своей выкладкой ему приходилось много и часто. Это еще в ту пору было, когда РАО только-только основали, и никто не знал, что ареал постоянно растет. Это сейчас строят блочные времянки почти без фундамента, а тогда сооружения ставили из бетона основательно, готовились долго изучать аномалии и все такое. Тут в желтой зоне можно найти старые лаборатории, если повезет добраться до них живым. Там много чего интересного осталось. Кучу всего ценного побросали. Тогда о выбросах ничего не знали, но и спасались в спешке. А лабы добротные, до сих пор стоят. Ну и всякая нечисть теперь в них. Он внезапно замолчал и резко развернулся в сторону пригорка. Увидев его движение, Березов броском ушел вправо и залег, беря автомат на изготовку.
С той стороны пригорка что-то тихо шуршало, будто некто ползет по склону по направлению к ним. В первую секунду мелькнула мысль, что это зомби не поленились доползти сюда от самого леса, но Иван тут же отмел ее как маловероятную. Эта часть склона хорошо видна из лаборатории, где укрывается спецотряд, они наверняка открыли бы огонь. Тем временем Болт все еще не двигался с места, не сводя глаз с вершины пригорка, и свой автомат доставать явно не собирался. А если так, значит к ним ползло что-то пострашнее зомби. И из-за вражка этого так-то просто не выскочишь. Бежать-то особо некуда, либо под пули бандитов или чокнутых зомби, либо в аномалии. Березов торопливо прикидывал, куда и как можно отступить в случае чего, как вдруг воздух на вершине пригорка едва заметно задрожал, и поисковик осторожно отступил на пару шагов назад. «Зыбь!» – выдохнул Болт, глядя на подрагивающий, будто рябь на кристально чистой воде воздух, с тихим шуршанием, сползающий с пригорка во вражек. «Бежать надо, пока не заполнило тут все. Если вляпаемся, конец». Он ткнул рукой в сторону спецотряда. «Туда. Может быть, повезет и успеем. Бежим!» Они рванулись к брустверу овражка, но дрожащая зыбь была и там. Ползущая аномалия оказалась настолько широкой, что полностью накрывала собой и овражек, и ближайшие подступы к нему. «Черт!» – бессильно выругался Болт. «Поздно. Может, к стенам прижаться?» Иван судорожно шарил взглядом по сторонам, отступая от дрожащей воздушной массы, с каждой секундой становившейся все ближе. «В угол?» «Не поможет», – обреченно вздохнул Болт. «Зыбь все заполняет. И как же это так я сразу не...» Он остановился и принюхался. Секунду втягивал носом воздух, после чего уселся на землю, оттер со лба выступивший пот и с огромным облегчением в голосе произнес: «Отбой тревоги, Туман», после чего покачал головой и добавил: «Нельзя так людей пугать, я чуть со страху не умер». Он обернулся на ничего не понимающего Березова и улыбнулся. «Понюхай его», — поисковик кивнул на подошедший практически вплотную к людям зыбкий воздух. «Пахнет как-то знакомо», — принюхался Иван. «Не пойму. Булочками сдобными, что ли?» «Ага», — подтвердил улыбающийся Болт. «Булочками. Это лизун, он добрый». «В смысле добрый?» – удивился Березов. «Безвредная аномалия?» «Абсолютно», – дрожащий воздух коснулся людей. «Чувствуешь?» От неожиданности Иван вздрогнул. Воздух оказался влажным и теплым. Он струился по коже шершавым потоком, оставляя на ней пахнущие сдобой капельки влаги. И создавалось ощущение, будто тебя вылизывает одномесячный щенок. «Словно собака лежит», – встряхнул головой Березов. «Точнее, щенок. Пахнет от него пощенячьи. Потому его лизуном и прозвали. Как в старом фильме», – поисковик потер виски. «Вот напугал ты как, паразит». «Лизун от зыби отличается только этим самым запахом», – объяснил он. «Только унюхать его можно лишь вблизи. Со стороны они как две капли воды. Только лизун добрый, а зыбь – одна из самых опасных аномалий в ареале. Одна движется, и иногда очень быстро. Разглядеть ее можно только днем, при ярком свете, когда воздушные колебания заметно. Что-то вроде сильной кислоты, только газообразной. Человек разъедает мгновенно. Мембрану – секунды за 3. Совершенно непредсказуемая дрянь. Может месяцами сидеть на одном месте, а может выползти откуда-нибудь на тропу, по которой ты только что прошел, и будет тебе на обратном пути сюрпризить. А если гильзу бросить?» Березов подумал, что еще один такой лизун, и он точно вернется в Ухту седым. «Что будет?» «Куда бросить?» – переспросил поисковик. «Если в зыбь, то растворит, если в лизуна, то он тебе ее обратно выбросит». «Сильно?» – уточнил Иван. «Нет, конечно», – удивился Болт. «Он же добрый. Так же бросит, как ты в него». «И много в ареале таких добрых аномалий?» – поинтересовался Береза, прикидывая, что должен был пережить тот, кто впервые открыл лизуна. Человек наверняка успел жизнью проститься. Вроде этой милашки, что чуть до инфаркта меня не довела. «Есть еще туча и свечение», – довольно ухмыльнулся тот. «Туча она разная, у нее словно настроение меняется. Когда черная – добрая, зеленая запросто может молнией долбануть. Выглядит она как небольшое облако. Любит висеть над землей метрах в 10, особенно в низинах. А свечение – это вроде пятна серебристого, переливающегося красными сполохами. Висит над самой землей с кубометр где-то размерами. Само светится, но ничего не освещает, даже ночью. Зато если на него пару минут посмотреть, начинаешь видеть в кромешной тьме, словно днем. Этот эффект держится полчаса где-то». Лизун уполз дальше, и поисковик оттер рукавом лицо. «Ну я пошел». Он поднялся с земли и подошел к брустверу овражка. «Вернусь через полчаса». Болт выскочил из овражка и, низко пригибаясь, побежал в сторону лаборатории. Глава 12. Где-то относительно недалеко, километрах в 2, громыхнул взрыв, сопровождаемый всплеском автоматных очередей, и Гришка вздрогнул, вжимаясь в землю. Началось. Чувство страха охватило его с новой силой.
Теперь назад пути нет. Он покосился на до нельзя худого бритого уголовника в зэковской телогрейке, буравящего его взглядом маньяка-убийцы, и поспешно отвел глаза. Не стоит обманываться. Обратного пути не было, с тех пор, когда люди на Найтсе затолкали его в багажник автомобиля. Так что сейчас лучшее, что можно сделать, выполнить уговор с Рашпилем. Если все будет хорошо, они оставят его в покое. Звучало это довольно сомнительно. Теперь, когда Рашпиль и его головорезы знают, что он способен видеть паутину, тема вроде этой с похищением нефтевоза ему предложат еще не раз. Но, по крайней мере, он уже не будет никому нужен. Да и лаве Рашпиль предлагал приличные, и Гришка изо всех сил хватался за мысль о предстоящей свободе и обещанных деньгах, словно утопающий за соломинку. В конце концов, ему не придется ничего красть или брать мокруху на душу. Все это сделает этот в телогрейке с бешеными зрачками. Надо лишь провести его внутрь нефтенакопителя. Если им повезет, то все будет хорошо. Ворота в ограждениях распахнулись. Оттуда с ревом вынеслись несколько БТР и БМП с десантом на борту и рванулись в сторону разгоравшейся стрельбы. Вслед за ними выскочил десяток оснащенных пулеметами квадроциклов. План Рашпиля оказался довольно прост. Его боевики ночью проникли на территорию зеленой зоны, причем внешний периметр пояса преодолевали через заранее открытый подкоп самой таежной глухомани, с северной стороны ареала. До нужного места сначала долго ехали на Урале, а потом почти сутки добирались пешком по тайге. Поезд прошли под покровом темноты и без проблем перелезли через ограждение внутреннего периметра, которые, по идее, должны были находиться под напряжением и освещаться всякими там датчиками и сигнализациями. Не иначе Рашпиль хорошо заплатил кому-то из службы безопасности РАО, раз все это добро не сработало на том участке. До рассвета уходили от периметра как можно дальше. Потом нашли в лесу глухое место, свободное от аномалий, и на весь день затаились. И у Фиксы, назначенного старшим, оказалась самая свежая карта аномалий, получить которую можно только от ареаловцев. Видимо, для Рашпиля этой проблемы не являлось, потому что Фикса уверенно шел по зеленой, сверяясь с GPS-навигатором, и ни разу не изменил маршрут. Почти весь день Гришка проспал, набираясь сил после 4-дневного сидения в погребе. Кормили его скудно, лишь дважды в день, когда кто-то из бандитов приезжал в зимовье, вспомнив о запертом пленнике. Все остальное время он сидел в кромешной тьме, вглядываясь в полоски тусклого света, пробивавшиеся между плохо подогнанных досок пола, служившего погребу крышей. Вылезти наружу он не рискнул. Сторожащих дом псов отсутствие людей не привязывали, а кормили, похоже, еще хуже, чем Гришку. И голодные собаки днями напролет царапали толстые доски настила, принюхиваясь к запахам Гришкиной еды и злобно рыча. Поэтому, выйдя на белый свет в день подхода к нефтенакопителю, он был так рад, что даже не очень огорчился отказать дать ему снаряжение или заехать домой, чтобы взять свое. Пришлось идти в том, в чем его забрали из бара. Ну и плевать, все равно после сидения в погребе одежда превратилась в обноски. С наступлением темноты Фикса поднял боевиков и продолжил движение. Всю ночь двигались обратно на юг, приближаясь к нефтенакопителю. Железнодорожное полотно пересекли без происшествий. К счастью, оно оказалось пустым. Потом шли дальше, после чего с рассветом снова затаились до наступления темноты. Теперь Фикса часто отходил подальше от всех и разговаривал с кем-то по спутниковому телефону, постоянно сверяясь то с навигатором, то с часами, то рассчитывая что-то настроено в мобильном калькуляторе, словно боясь не успеть к назначенному месту вовремя. Прятаться на этот раз пришлось гораздо более тщательно. В воздухе часто проходили патрулирующие зеленые вертолеты. Несколько раз до затаившихся боевиков доносился далекий рев двигателей БМП. Едва стемнело, двинулись почти бегом. Гришкины легкие туфли быстро развалились, не выдержав трудностей перехода, и ему пришлось перемотать их бинтом, за что Фикса отвесил ему крайне болезненного пинка под дых, чтобы не тянул время. За 2 часа до рассвета боевики разделились на 3 группы. Одна ушла организовывать ложное нападение на нефтепровод, другая – куда-то в сторону автодороги. Третья группа, состоящая из Гришки и 3 бандитов, продолжила движение через лес к нефтенакопителю. Уходя, Фикса дал Гришке старенький GPS со свежей картой аномалий и изрядно потертый ареаловский УИП, немалую ценность для любого сталкера. После чего прямо предупредил, что провести внутрь охраняемой территории необходимо только одного человека. Остальных он оставил с ними, только для того, чтобы было кому насадить Гришку на перо, если тот вздумает чудить или попытается соскочить с темы. Двигаться с УИПом было совсем не так страшно, и несмотря на недвусмысленную угрозу,
Гришка воспрял духом. С таким прибором его шансы сделать дело и живым вернуться назад заметно возросли. Он бодро шагал впереди, сверяя данные карты с показаниями УИПа, и лихо обходил аномалии, даже не пользуясь жучкой. Его настроение поднялось настолько, что он даже рискнул обернуться к уголовнику в стеганом ватнике и заявил сознанием дела. Хорошо ареаловцам с их-то снаряжением, никакого стрёма со всеми этими аномалиями, прям прогулка по парку. Он самодовольно усмехнулся. И чего эти ложки боятся в зоны ходить? Мне бы такие приспособы, как у них. Так я бы уже и с эпицентрами это таскал. Бандит молча хлестнул его злобным взглядом и ничего не ответил. Гришка, не услышав в ответ никакой грубости, осмелел и уже хотел было сказать ему что-нибудь еще, как идущий позади человек Фиксы негромко процедил сквозь зубы. «Слышь, Жавер, ты что, совсем тупой? Жизнь так и не научила за базаром следить. Чего фраеришься перед немым? Думаешь, если он за себя сказать не может, некому будет с тебя спросить?» Он коротко сплюнул. «Завали хавальник и делай дело, а про эпицентр мы с тобой потом побазарим». Гришка паник и понуро побрел дальше, ругая себя за длинный язык. Приподнятое настроение словно в сортир смыло, и до самой опушки леса он старался не оборачиваться, чтобы не встречаться взглядом со своими провожатыми. Едва сквозь заросли стали пробиваться первые отблески прожекторных лучей, скользящих по кромке растительности, старший из бандитов велел всем залечь поглубже в кусты и ждать сигнала от Фиксы. Чем дольше длилось ожидание, тем меньше храбрости оставалось у забившегося за узловатый древесный ствол Гришки. Он попытался немного поспать, но так и не смог заснуть. Чтобы успокоить нервную дрожь, он начал вспоминать подробности предстоящего дела. Едва закончится утро, люди Фиксы устроят кипиш недалеко от нефтенакопителя, чтобы отвлечь на себя охрану. Как только часть солдат и техники покинет охраняемый объект, настанет Гришкина очередь действовать. Он должен вместе с человеком в ватнике подползти к месту ограждений, где с территории нефтенакопителя небольшой овражек выходит узкая сточная труба, и по ней проползти под ограждениями и оборонительными сооружениями внутрь охраняемого объекта. Там человек в ватнике отыщет груженный нефтевоз, взломает дверь в кабину и замок зажигания. Когда двигатель нефтевоза запустится, Гришка должен бросить в противоположную от ворот сторону специальную дымовую гранату, которую ему выдали заранее, и на этом его работа будет закончена. Дальше на объекте начнется конкретный кипиш, и ему остается лишь спокойно выйти с обратно тем же путем, каким вошел. С первого взгляда предложенный план показался Гришке приговором. Территория нефтенакопителя обнесена бетонной стеной в добрых 5 метров высотой, с пулеметными вышками чуть ли не через каждый шаг. И часовые на этих вышках не только не спят, но и регулярно пользуются прожекторами, тепловизорами и приборами ночного видения. Сама стена, в свою очередь, обнесена заграждениями из путанки и колючками типа ягоза, через которые хрен продерешься, всю кожу и оставишь вместе с мясом. Не говоря уже о том, что даже просто подползти к ограждению не получится. От колючки до леса, на расстоянии 50 метров, ареаловцы срезали все деревья, кустарник и даже траву гладко выбрили. Несколько оазисов растительности, оставшихся в этом поясе безопасности, ничем не облегчали задачу, так как сохранились они лишь потому, что на них сидели аномалии, и лезть туда не станут не только ареаловцы. Да и сама сточная труба 100% была под сигнализацией. Воду в ареал завозили извне, в основном из пробуренных в поясе скважин, и отходы жизнедеятельности нефтенакопителя сбрасывались прямо в зону по этой трубе. Такого, чтобы охрана тупо забыла обезопасить канализационный сток, просто не могло быть. Однако Рашпиль сказал, что все уже продумано, и дело верное. По информации от надежного человека, тщательно охраняются только 3 стороны периметра нефтенакопителя. На 4-ю сторону, ту самую, через которую во вражек выходит сточная труба, солдаты практически не обращают внимания. 2 выброса назад, аккурат посредине пояса безопасности, между колючкой и кромкой леса, образовалась огромная плешь, улегшаяся вдоль всей стороны периметра. Пространство между плешью и колючкой густо затянуто паутиной. В редких рытвинах появился студень. И с тех пор ранее наголо очищенная земля густо поросла полынью, так как выкашивать тем более никто не решился. Да и охранять эту сторону по сути перестали. Лишь иногда ночью для галочки, согласно инструкции, светили с вышки прожектором. Это Гришку совсем не удивляло. Зачем охранять место, представляющее собой трижды гарантированную смерть? Никто, находящийся в своем уме, туда не попрется. А если и попрется, то сам навсегда там не останется. Но Рашпиль был уверен, что через паутину пройти можно. Вроде как все тот же надежный человек сказал, что залегает она там рисунком вроде лабиринта.
И если внимательно ползти утром или ранним вечером, когда паутину видно, то можно выйти к самой трубе. У Рашпиля даже оказалась приблизительная схема маршрута, как правильно ползти между всей этой дряни. Так что Гришкина задача сильно облегчалась, плутать в траве под носом пулеметчика на вышках не придется. И датчик сигнализации в канализационном стоке сгорел во время одного из выбросов, после чего заменить его у охраны руки так и не дошли. Труба узкая, пролезть может только невысокий и худой человек, да и фекалиями там все вымазано. Видать, желающих забираться в нее просто не нашлось. Надо обходить снаружи, чтобы поставить датчик с другой стороны, и подавно. В конечном итоге датчик просто прилепили на решетку, перекрывающую трубу с внутренней стороны, и Рашпиль сказал Гришке, что проход через это препятствие его спутник возьмет на себя. По концовке выходило, что два человека легко могут незамеченными проползти сквозь полынь между нитями паутины днем, когда ее обычные люди не видят. И охрана, зная это, даже не посмотрит в ту сторону. А для пущей надежности Фикса со своей бригадой устроит громкий кипиш неподалеку от нефтенакопителя, и мусорам сразу же станет не до затянутой паутиной стороны. Вообще-то, планировалось послать к трубе поутру опытного сталкера, но с Тришкиными способностями можно вообще без палева пройти там средь бела дня, когда вертухаи на вышках меньше всего этого ожидают. Все вроде складывалось в цвет. Но сейчас, когда Гришка услышал грохот взрыва, одновременно служивший сигналом ползти к трубе, его душа снова ушла в пятки, и рев моторов военной техники отозвался ознобом по коже. «Пошел!» – прошипел один из бандитов, тыча Гришку в спину стволом автомата. «Потом очком играть будешь, лошара!» Гришка вздрогнул, рефлекторно сжимаясь в ожидании удара, и торопливо пополз к границе леса. Немой в ватнике двинулся за ним. «Не кипиши так!» – донеслось в спину. «Провалишь дело, падла, завалю, а кореш твой на тюрьме в петушиной хате будет приговоры ждать». В подтверждение этих слов сухо щелкнул автоматный предохранитель. Гришка сжался еще сильнее и заставил себя ползти медленнее. Надо успокоиться и взять себя в руки, иначе с таким мандражом можно вляпаться и не дождавшись бандитской пули. Он сунул в карман ставший ненужным GPS. Навигатор отмечал все лежащее перед Гришкой пространство, как одну большую аномалию типа плешь. И надеяться теперь можно было только на себя, на схему Рашпиля и на старенький УИП. Гришка прикрепил булавкой заранее запаянный в пластик листок со схемой к рукаву. Несколько секунд собирал в кулак остатки решимости и, глубоко вздохнув, пополз вперед. Из леса выбрались чисто. Надежный человек Рашпиля не обманул. Полынь действительно была густой и высокой. Охрана не обращала на сторону периметра, надежно закрытую аномалиями от любого вторжения, никакого внимания. Стараясь производить как можно меньше шевеления, Гришка пополз сначала в обход плеши, стараясь держаться от нее подальше. Затем вдоль колючки держать ближе к заграждениям. В общей сложности проползти надо было метров 100-110, после чего они попадали во вражек, откуда до трубы рукой подать. Пробирались через эти метры почти 20 минут, оползая паутину. Гришка взмок от напряжения, тщательно высматривая теряющиеся в стеблях и листьях серебристые нити. Ко всему хорошему, его жестко грызла вездесущая синька, впивающаяся в плохо закрытые, убитые переходом цивильной одеждой шею, запястья и лодыжки. Пару раз он чуть было не вляпался, инстинктивно прихлопывая ладонью впившиеся чуть ли не в горло насекомые. Его локоть разминулся с пучком паутины в каких-то ничтожных миллиметрах. Гришка испугался настолько, что пришлось прекратить движение и несколько секунд дожидаться, пока успокоится бешено колотящееся сердце. Уже на первых метрах паутиного лабиринта старенький УИП пришлось убрать. Паутина залегала со всех сторон, и датчики прибора панически зашкаливали от регистрируемых повсюду аномалий. При такой плотности залегания нитей УИП оказался бесполезен. Обработать весь массив выдаваемой им информации Гришке не хватало знаний, а использовать старую добрую звуковую сигнализацию, увеличивающую громкость зуммера при приближении к опасности, он не мог. Если охрана услышит тревожный писк УИПа, все пропало. Жаль, что к этому прибору нельзя приспособить наушник, более современные модели это позволяли. Теперь рассчитываться оставалось только на схему маршрута и собственные способности. Гришка изо всех сил напрягал глаза, вглядываясь в зелень полыни и чахлой травы, в поисках зловещих нитей. Несколько раз на пути попадались небольшие ямки, и он старательно обползал их стороной. И без всякого УИПа было ясно, что в них невидимый в дневном свете лежит студень. То, что его сейчас не видно, было даже хорошо. Не так сильно вибрировали и без того до предела натянутые нервы. Один раз Гришка не выдержал и тихонько бросил в ямку камушек.
Камень падал на дно плавно и неторопливо, словно в замедленной съемке, размякая прямо на глазах. С перепугу Гришка даже вытащил из-за пазухи убранный уип, но вскоре был вынужден спрятать прибор обратно. Здесь, в центре сплетения аномалий, толку от него гораздо меньше, чем от бумажки со схемой. Как именно загадочный источник Рашпиля смог составить этот маршрут, Гришка абсолютно не представлял. Наверное, Рашпиль подкупил кого-то из вертухаев на наблюдательных вышках. Тот изрисовал картину при случае, в вечерних или утренних сумерках. И ведь не ошибся же, хотя до вышек отсюда по прямой метров 30, а нити у паутины тонкие. Видимо, не один день рисовал. От постоянного напряжения глаза начали слезиться, и Гришке пришлось делать остановки, чтобы утереть слезы. В одной из таких заминок ползущий позади немой уголовник не сильно ударил его по ботинку. Обернувшись, Гришка увидел полный злобы взгляд и искривленную гневом физиономию. Пришлось срочно продолжить движение, на ходу размазывая слезы по воспаленным от усталости глазам, из-за чего он снова едва не вляпался. К тому моменту, когда они достигли овражка с тонким вонючим ручейком, вяло ползущим по дну, Гришка психологически вымотался настолько, что не сразу сообразил, где находится. Казалось, что пронизанные паутиной заросли полыни и безжалостная грызущая синька не закончатся уже никогда. Гришка буквально вывалился во овражек, мешком скатываясь к воняющими фекалиями ручейку, и перевернулся на спину, хватая ртом воздух от нервного перенапряжения. В замутненном усталостью сознании мелькнули слова Рашпиля, обещавшего, что овражек чист в более мелкой своей части, но его глубокая часть, та, что в противоположной от трубы стороне, почти вся подходит через плешь. И лезть в нее лучше не стоит. Отдышаться как следует не получилось. Немой в ватнике, лежащий неподалеку, злобно ткнул Гришку ногой в бок и кивнул на трубу, мол, давай работай. Гришка вздохнул и осторожно пополз к фекальному стоку, утешая себя тем, что уже скоро дело будет сделано, а возвращаться назад всегда легче. Он наполовину влез в трубу, стараясь не задевать фекальный ручей, но труба оказалась слишком узка и не вымазаться не удалось. Достав перемотанный изолентой полопавшийся пластмассовый фонарик, Гришка посветил вдаль трубы. Как и обещал источник Рашпиля, аномалий внутри не было, о чем он и сообщил немому, вылезший наружу. Тощий уголовник угрюмо кивнул и неожиданно проворно юркнул в трубу. Даже в ватнике он свободно перемещался по ее узкому жерлу, и Гришка с трудом поспевал следом, постепенно отставая все сильнее. Ползти, плескаясь в фекалиях и дыша вонящие испражнений, было настолько отвратительно, что труба показалась Гришке бесконечной. Он даже не сразу поверил, что она закончилась, когда с размаху уткнулся головой в вонючие сапоги немого. Тот, почувствовав толчок, немедленно легнул Гришку, попав каблуком прямо в нос, и по измазанному лицу молодого сталкера потекла тонкая струйка крови. Гришка сдержал всхлип и постарался оттереть разбитый нос о плечо. Раздалось тихое шипение, и он приподнял голову, вглядываясь в действия немого. Тот держал в руке какой-то баллончик и брызгал из него на перекрывающую выход решетку. Повоздившись этим несколько секунд, немой силой ударил по ней локтем. Решетка неожиданно легко лопнула в креплениях, и уголовник подхватил ее затянутой в перчатку рукой, не позволяя железу загреметь. Они поползли дальше и через пару метров достигли выхода. У обреза трубы почти вплотную стоял на бетонных блоках длинный прицеп со снятыми колесами. На нем и размещались собранные из сэндвич-панелей кубрики душевых и уборных, общий сток которых был выведен в ее жерло. Протиснувшись мимо исторгающего очередную порцию фекалий стока, немой выскользнул наружу. Гришка, пытаясь уклониться от увеличившегося вонючего потока, пополз за ним. После омерзительной вони сточной трубы воздух нефтенакопителя, пропахшего дизельным топливом и выхлопами тяжелой техники, показался ему чистейшим в мире, словно вокруг возвышались не нефтеналивные танки, но кристально чистые покровы какого-нибудь Эльбруса. Глубоко вдохнув, Гришка протиснулся между забором и прицепом к немому. Тот, стоя в ограниченном пространстве, ловко сбросил с себя ватник и штаны, оказавшись в униформе работника ареала, как раз такой, который обычно одевали водители, докеры и разнорабочие. Без стеганой телогрейки уголовник стал еще более тощим и дистрофичным. Он вылез из-за прицепа, осмотрелся и коротко кивнул Гришке. Тот поспешил следом. Внутри нефтенакопителя стояла суета. Всех интересовало, что же происходит на севере, откуда все еще доносились редкие разрывы и частые автоматные очереди. Охрана на вышках была усилена. Многие из сотрудников объекта влезли на кабины и бочки грузовиков, пытаясь всматриваться вдаль. Несколько человек даже вскарабкались на вершины нефтяных танков. На сторону периметра, откуда пришли Гришка с немым,
Никто не обращал никакого внимания. Уголовник зыркнул по сторонам, высматривая нефтевоз, и, видимо, отыскав то, что хотел, неторопливо двинулся к одной из машин, стоящей в паре десятках шагов у ближайшего нефтяного танка. Подойдя к нефтевозу, он негромко окликнул водителя, стоящего на крыше кабины, и с любопытством вглядывающегося в поднимающиеся из-за деревьев клубы густого черного дыма. Тот что-то ответил и нехотя опустился на землю. Немой спросил что-то еще, указывая пальцем под машину. И когда водитель повернулся к обозначенному месту, внезапно несколько раз быстро ударил его, невесть откуда взявшимся ножом, зажимая рукой рот. Водитель, слабо задергавшись, сполз по бандиту на землю. От увиденной картины Гришка в какой-то миг остолбенел, не веря своим глазам, но уголовник уже махал ему рукой, злобно скорчившись в яростной гримасе. Гришка вздрогнул всем телом и торопливо пошел прочь, доставая из прицепленного сзади к брючному ремню небольшого подсумка пару гранат. Рашпиль обещал, что мокрухи не будет, и гранаты вообще дымовые, только громыхнут как следует, никого не убивая, и кипиш наведут. Но теперь, после того, как Немой запросто завалил водилу, Гришка уже ни в чем не был уверен. Трясущимся от нервного возбуждения руками он выдернул чеку и бросил гранату куда-то вперед, стараясь закинуть ее подальше от людей. Граната негромко хлопнула и густо задымила. Сзади взревел мотор бензовоза, и Гришка торопливо швырнул вторую гранату. Оглушительно громыхнул взрыв, заставляя людей бросаться на землю и прятаться за укрытие. Гришка, замерший от неожиданности, аж подпрыгнул, услышав вопль нападения, сменившийся воем сирены. Где-то совсем рядом раздался крик. «Вот он! В синих джинсах! У него гранаты!» Внутри резко похолодело от страха, и Гришка со всех ног бросился бежать, не обращая внимания ни на что вокруг. Его пытались схватить, кидаясь наперерез. От ближайшего строения навстречу уже бежали солдаты, на ходу дергая затворы. Но он, уклонившись от тянущихся рук, с разбегу влетел в узкую щель между стеной и прицепом. Протиснувшись к трубе, он рванулся к ее жерлу, разрывая одежду в узком пространстве. «Держи его!» – зазвучали крики сзади. «Он за прицепом! С другой стороны лови!» «Не могу! Не пролезть! Узко слишком!» – вторили в ответ кричащие с обратной стороны прицепа. Гришка извернулся, продираясь мимо фекального стока прицепа, опущенного в трубу, влез в узкое жерло и, судорожно извиваясь, лихорадочно пополз по уклону вниз, не обращая внимания на хлюпающие вокруг нечистоты. «Где он?» – вопил кто-то позади. «Я его не вижу. В трубу он полез, больше некуда. Псих, видать, жить надоело. А ведь и точно в трубу». Как добрался до выхода, Гришка так и не понял. Когда он, словно пуля, выскочил из трубы, перед глазами все еще стояло перекошенное от злобы лицо Немого, наносящего ножом удары несчастному водиле. Едва Гришка шлепнулся на дно овражка, сразу с двух сторожевых вышек ударили пулеметы, спарывая землю вокруг. В ужасе он рванулся вперед, понимая, что оставаться на месте означает верную смерть. Дополз до глубокой части овражка и ничком свалился вниз, сопровождаемый свистом пролетающих мимо пуль. Пулеметы замолчали, потеряв цель, и Гришка понял, что находится для стрелков в мертвой зоне. Он злорадно улыбнулся. «Вертухая, шакалы позорные, тут вам меня не достать». И лезть за ним никто не осмелился. Это вам не по безоружному из пулеметов палить. Паутине пофигу до ваших погонов и ксив. Гришка внезапно почувствовал сильное облегчение и вольготно разлегся на дне овражка, погрузив затылок в текущий по дну ручей. Фекальная жижа куда-то исчезла, вонючий запах тоже. И свежая ключевая вода приятно освежала кожу, снимая усталость. Он улыбнулся, вдыхая полной грудью приятный аромат леса, и с интересом осмотрелся вокруг. Яркая сочно-зеленая трава, усыпанная желтыми цветками одуванчиков, купалась в теплых лучах ласкового солнца. Грязные заросли полыни уступили место аккуратным кустикам земляники, мимо которых, весело извиваясь, бежал хрустальный ручеек овражка. Чуть поодаль, на опушке леса, манила своей синью раскидистая береза. Гришка сел и провел рукой по бархатно-шелковистой траве. Как красиво вокруг! А неплохо бы сейчас проглотить горсточку-другую сочной земляники и запить березовым соком. Надо пользоваться случаем. Вертухаи на вышках его не заметят. Ягодки спелые, да и березка подходящая. Он вспомнил, как по малолетству ходил с дедом в тайгу, и тот учил его добывать березовый сок. С тех пор Гришка так и ни разу не попробовал сделать это сам. Так что сейчас, как говорится, сам Бог велел. И вообще, зря они потащились через заросли паутины, послушавшись какого-то там рашпилевского знатока. Столько раз чуть не вляпались, а ведь можно было просто пройти напрямик вот тут, по овражку. Да и тропинка есть, вот она, аккуратная и прямая, идет себе вдоль ручейка. Легко бы дошли,
И еще водички ключевой хлебнули, если что. Гришка поднялся на ноги, сладко потянулся и неторопливо пошел по тропинке белоснежной березе, едва слышно шелестящей на ветру, лоснящейся на солнце листвой. Пулеметчик на вышке отпрянул от прицела и суеверно перекрестился. Сбежавший через трубу с территории нефтенакопителя злоумышленник, залегший во враге у самой плеши, вдруг поднялся в полный рост, и его лицо озарилось счастливой улыбкой. Измазанный дерьмом и прочими отходами парень в изорванной одежде потянулся, словно только что добротно выспался, и с выражением крайнего счастья на лице беззаботно зашлепал по пузырящейся фекалиями вонищей жижи прямо в плешь, весело размахивая руками. Он сделал еще пару шагов, как вдруг пустота у самой земли под его ногами словно превратилась в гигантскую терку, одним мощным движением стесав человека до состояния кровавой кашицы. В следующую секунду на дне овражка осталась лишь небольшая полоса из окровавленного тряпья, быстро темнеющего в зловонных испарениях фекальной жижи. Глава 13. Иван обвел внимательным взглядом местность в тылу, убеждаясь, что никаких неожиданностей не предвидится. Покосился на удаляющегося лизуна и вернулся к противоположному брустверу оврага. Он выбрал наиболее удачную из приготовленных им позиций и затаился там, где земляная стенка переходила в основание пригорка. Березов изготовился к стрельбе, держа под прицелом накрытые дымовой завесой развалины, и вновь принялся ждать. Спустя 5 минут в который раз дала о себе знать жаркая духота мембраны. Неподвижно лежать, испытывая жуткий зуд облепленного мокрой одеждой тела, парящегося в печке непроницаемого резинополимера, было чем-то сродни пытке. И Березов подумал, что тот мужик из ГРУшного спецназа со странным позывным был очень даже прав. Зная Иван наперед, что предстоит вытерпеть, он бы тоже отказался от этой резиново-персональной пыточной камеры. Если не считать нестерпимо чешущего тела, минут 10 прошли без происшествий. Потом из дыма вынырнуло двое ползущих, вооруженных людей в противогазах. Один из них принялся настороженно вглядываться во вражек, другой, заметив УДШ, сразу же пополз к ней. Первый бандит увидел Березова за долю секунды до того, как тяжелая 9-миллиметровая пуля 9А91 пробила ему переносицу. Голова противника дернулась и уткнулась в землю, медленно заливая тонкой струйкой крови и без того красную пыль. Второго бандита автоматной очередью скрючило в полуметре от дымовой шашки. Больше желающих избавиться от дымовой завесы не оказалось. Еще через 10 минут Березов неожиданно услышал шорох неподалеку от себя, прямо во враге. Он мгновенно скатился вглубь, разворачиваясь на звук в готовности очереди в упор срезать подкравшегося врага. Однако оказалось, что эта семья дикобраза карабкается из овражка наружу, направляясь в сторону леса. Других событий не произошло. УДШ выдохлась, дымовая завеса стала рассеиваться. Несколько раз в развалинах он замечал какое-то шевеление, но покинуть их никто так и не решился. Вскоре с дальней стороны развалин донеслись звуки перестрелки, перемежающиеся с разрывами ручных гранат. Группа «Медведя» вышла в назначенную точку. Судя по всему, им удалось застать бандитов врасплох, потому что из забитых бетонных блоков прямо на открытое место выскочили трое вооруженных людей в охотничьем снаряжении и рванули в сторону леса. Березов короткой очередью сшиб самого первого. Тот закричал, рухнул на землю, забившись в конвульсиях. Остальные тут же повернулись обратно и скрылись среди руин, бросив раненого. Через пару минут перестрелка стихла, а вверх взвелась сигнальная ракета, означающая, что контроль над развалинами установлен. Зеленый огонь взлетел в воздух и тут же короткой молнией рванулся в сторону и исчез с сожранной аномалией. Спустя еще 10 минут вернулся Болт в сопровождении нескольких бойцов, затянутых в грязные мембраны и латники со следами от пуль. Все, включая поисковика, были в противогазах. Болт махнул ему рукой и, пригибаясь, побежал обратно в сторону старой лаборатории, от которой уже тянулась вереница ползущих людей. 4 прибывших бойцов сходу заняли позиции у края овражка. Взяв на прицел развалины, еще один подошел к Березову. «Здорово, Туман», — заявил он, снимая сферу противогаз мембраны. «С крещением тебя. Мы уже в курсе твоих похождений». «Саня», — узнал его Иван. «Здравствуй, Лемур. Чего это вы в противогазах?» «Лабу газовой аномалии накрыло полчаса назад», — объяснил тот. «Так что вы очень вовремя нас оттуда вытащили. Я про жернова вообще молчу». «Понятно». Березову немедленно вспомнилось глухое шипение в динамиках конференц-зала и резкий голос майора-инструктора. «Я думал, вы с ветром на вольных хлебах. За олигархами по Москве на Мерседесах ездите». «Да брось», — отмахнулся собеседник.
Какие из нас телохранители? Мы слишком гордые, унижаться не любим, он усмехнулся. А Ветра ты и сам знаешь. Он и в морду может засветить такому работодателя, если тот как-нибудь коряво выпендриваться станет. Так что мы лучше здесь. Работа, конечно, не в костюмчиках, но зато по нашему профилю. Ну и платят неплохо. Помню, улыбнулся Березов. Ту Виталькину милую беседу с владельцем банка и его охраной. Повезло, что тот не умер в больнице. А где он сам? Остался с ранеными, поморщился Лемур. Бандюки нам в спину вышли, пока мы с зомби сцепились. 4 зацепило, один совсем тяжелый. А банкир? Тот все равно сел потом. Банки его то ли уголовники создавали, то ли он их деньги крутил. Как же вы так подставились под удар в тыл? Иван невесело покачал головой. Лемур вдруг как-то странно покосился на остальных и развел руками. Не повезло, коротко объяснил он и тут же сменил тему. В общем, пока остальные сюда раненых тащат, наша задача прикрывать их передвижение. Медведь со своими ребятами уже там, сообщил Березов. Он давал ракету, значит развалины под его контролем. Я видел, кивнул Лемур, но подстраховаться не помешает. Мало ли кто из этих уродов выжил и теперь решит пальнуть по нашим. Сам знаешь, какая хорошая мишень ползущий человек, волочащий за собой раненого. Думаешь, медведь не зачистил развалины? Недоверчиво нахмурился Березов. С виду он показался мне толковым бойцом. Медведь – отличный мужик, покачал головой Лемур. И боец что надо. Просто ты еще не понимаешь всей нашей специфики. Никто не будет зачищать развалины, напичканные студнем и паутиной. И дело даже не в том, что можно получить пулю от затаившегося в какой-нибудь норе бандита. Гораздо больше риск вляпаться в аномалию. Так что медведь не станет рисковать людьми. Наверняка они забросали руины гранатами и теперь держат их под прицелом. Если кто высунется, получит пулю. Раз так, есть смысл нам остаться тут до тех пор, пока остальной отряд вместе с ранеными не соединится с медведем, предложил Березов. Дождемся, когда все достигнут безопасного места, чтобы же наверняка. Попробуем перебежками уйти отсюда, они нас прикроют. Мы налегке, на этом отрезке пути ползти не надо, так что доберемся быстро, если зомби из леса не полезут. Не должны, ответил Лемур. Как вертушки работать начали, затихли они. Больше не стреляют, затаились, наверное, а то и вовсе ушли. Они хоть и без мозгов, но, наверное, смерть лезть не любят. Он стряхнул комок красной глины с магазина своего ОЦ-14 и кратко подытожил. Значит, так и сделаем. Эвакуация раненых заняла почти час, но все это время ни со стороны развалин, ни со стороны леса не прозвучало ни единого выстрела. Убедившись, что спецотряд соединился с группой «Медведя», люди Лемура, в состав которых вошел Березов, покинули позиции у холма и быстрым рывком преодолели открытую местность. Вопреки опасениям Ивана, огонь по бегущим открытой местности бойцам никто не открыл. Если из бандитов кто и вышел, они забились в развалины и не подавали виду, что живы. Гораздо больше опасений вызывал лес, занятый подразделениями зомби. Там тоже стояла тишина, и это не обещало ничего хорошего. Ферзь, командир отряда особых операций, долго и напряженно разглядывал в бинокль опушку затихшего леса. Так и не сумев обнаружить ничего конкретного, он отдал команду начать выдвижение к позициям спасателей. Спецотряд разбился на 3 группы. Одна несла раненых, 2 другие двигались волнами, по очереди прикрывая первую и друг друга. Возвращались точно по следам группы «Медведя». Поэтому до распадка дошли быстро. Дальше опасность попасть под обстрел существенно понизилась, и отряд увеличил скорость движения. Чтобы избежать внезапного удара в тыл на марше, Иван взял группу «Медведя» и остался в арьергарде объединенного отряда. Они выходили самыми крайними и не спускали глаз с бандитских развалин до тех пор, пока холм с центрифугой не скрыл их из виду. За все это время оттуда никто так и не появился, но люди Медведя периодически обстреливали руины, давая понять затаившемуся противнику, что они все еще под прицелом. Через полчаса спецотряд зашел за холм, недавно бывший позициями спасательного отряда. На его склонах были хорошо видны многочисленные рытвины от пуль. Сразу же выяснилось, что ситуация ухудшилась. Несмотря на молчание зомби, спасатели заняли круговую оборону, словно ожидая появления опасности в любую минуту и с любой стороны. Залегшие люди замерли, максимально вжавшись в синюшную траву, и тщательно обшаривали взглядами через прицел окружающую местность. Едва идущий в голове вереницы спецотряда Ферзь приблизился к позициям, к нему, пригибаясь, подбежал командир спасателей и что-то коротко сказал. Ферзь немедленно выбросил руку в жесте, приказывая всем своим бойцам залечь и изготовиться к бою, и вместе с командиром спасателей осторожно пополз к вершине холма. Несколько минут оба, скрываясь в сине-желтых кустах,
разглядывали лес через бинокли, после чего торопливо вернулись, и смешанный отряд получил приказ срочно отходить к зеленой зоне. Тащить носилки по узкой тропе было неудобно. Мобильность спасателей тоже снизилась. После боя с зомби у них оказалось 3 раненых, и общая скорость движения сильно замедлилась. «Надо оставить заслон», – остановил медведя Иван, когда вереница смешанного отряда спешно потянулась к границе зоны. «Если сейчас кто-то выйдет из руин, у него есть шанс добежать сюда и обстрелять на спину, пока мы идем через шаг выброса». «Вряд ли кто-то полезет», – засомневался медведь. «Если они тоже заметили фронтовика, не думаю, что они захотят рисковать. Вон, даже зомби ушли, не захотели умирать понапрасну. Да и если оставить заслон, то заслону тоже надо как-то выходить». «Кого заметили?» – не понял Березов. «Сталкеры прозвали это фронтовиком», – нахмурился медведь. «И рекомендуют бояться его, мягко скажем, очень сильно. И я с ними более чем согласен. Ученые считают, что это галлюцинация, вызванная разыгравшимся в результате расшалившихся нервов воображением, но лично я не хотел бы на себе выяснять, кто из них прав. Это оно так сильно напрягло Ферзя, что он приказал отступать в такой спешке», – уточнил Иван, даже не выставив заслон. «Угу», – хмуро подтвердил медведь. «И правильно приказал. Надо уносить ноги по добру, по здорову, пока целы, и заслон тут не поможет. На него фронтовику глубоко фиолетово. Не полезут бандиты в такой ситуации». «На дымовую завесу уже полезли?» – возразил Березов. «И раз там остались уцелевшие, то они вполне могут ударить в спину. Чего им терять? Они же знают, что на них магнит опускается. Ты бы стал сидеть и ждать, когда тебя размажет аномалией? Какая им разница, кто их убьет, магнит или фронтовик? У них еще около часа», – пожал плечами медведь. «И с ними опытные сталкеры, которые это понимают. Но, может, ты и прав. Сколько людей нужно для заслона?» «Для нашего хватит и 2. Иван быстро окинул взглядом местность, оценивая позиции. «Я и дай мне еще кого-нибудь. Если можешь, пришли за нами Болта или Раса, чтобы на обратном пути можно было бегом бежать через шаг и не вляпаться ни во что». «Тогда я с тобой останусь», — решил медведь. «Я, конечно, не Болт, но зеленое знаю не хуже». И тропой этой ходил не раз, он кивнул остальным, отдавая молчаливую команду уходить, и посмотрел на Ивана. «Где займем позицию?» «Ты вот здесь», — Березов указал на небольшую вмятину, заросшую синей травой. «Подойдет?» Медведь неопределенно шевельнул бровями, не говоря ни слова. Достал из-под сумка автоматную гильзу и осторожно бросил ее в указанную канавку. Гильза вошла в синюшную растительность и со смачным чавканьем сжалась в комок, словно надувная лодка, из которой только что откачали воздух. «Не совсем», — философски изрек здоровяк. «Тогда левее у бугра», — определил новое место Иван. «Там как?» В ход снова пошли гильзы, но на этот раз обошлось без сюрпризов. Медведь тщательно определил границы безопасного пространства, аккуратно установил свой печенек на сошке и осторожно занял лёжку. «А ты?» – он посмотрел на Березова. «Прямо здесь, между этими вот кустами», – улыбнулся Иван, кивая на пару густых пучков, покрытых шипами прутьев. «Туман, стой!» Медведь чуть было не вскочил с места, но Березов движением руки остановил его. «Я знаю», – успокоил он здоровяка, – «это дикобразы. Я не буду их трогать. Зато можно быть уверенными, что в том месте чисто. Зверье аномалии чует. Да и вряд ли кто будет высматривать за ними засаду». Иван сошел с тропы на 3 шага и засел между 2 замерших в охотничьей позе зверей, тщательно следя за тем, чтобы не коснуться их даже случайно. «Ты быстро учишься», — оценил его действие медведь. «Это хорошо. Не забудь потом рассказать, как ты умудрился не сложиться там с Болтом. Ты ведь не первый, кто с ним увязывался. Только мало кому везет так же, как ему». Он кивнул на холм с центрифугой, из-за которого могли появиться бандиты, и сказал: «Через верх они не пойдут, слишком заметно. Значит, будут обходить холм, тут мы их и встретим. Справа на склоне соленоид, так что, скорее всего, пойдут слева. Моя сторона холма левая, твоя правая». «Нет», — коротко качнул головой Березов, — «ты работаешь в обе стороны. Твоя задача, как только они появятся, прижать их к земле и отвлечь внимание на себя. Можешь особо не выцеливать. Главное, быстро отрежем путь назад. А я доработаю прицельно. Пока они под твоими булями будут мордой в землю лежать. У меня глушитель. Меня не слышно и не видно. Если и сообразят, то нас 2, будет уже поздно». Они заняли позиции и изготовились к бою. «А что это такое, фронтовик?» – поморщился Иван, поневоле скользя взглядом по пупырчатым зарослям. «Тоже аномалия?» «Да черт его разберет», – с опаской пожал плечами медведь, внимательно осматривая местность в секторе обстрела. «Никто толком не знает. Видели его немногие, точнее, немногие выжили после того, как его видели. Оказаться к нему близко и остаться в живых – вещи, исключающие друг друга.
так что толком разглядеть его никто не смог. Издали выглядит оно, как человек в военной форме времен Великой Отечественной. За это и прозвали его сталкера фронтовиком. Вооружено оно автоматом ППШ. Если увидит тебя, дает очередь и все. До свидания. Говорят, никогда не мажет, и на расстоянии в километр достает запросто, и никакие латники ему не помеха. «Не может быть», – засомневался Березов. «ППШ – это пистолет-пулемет времен Второй мировой, под патрон пистолета ТТ, а еще точнее, под патрон Маузера. Сам по себе этот патрон теоретически может убить на этом расстоянии, но уж точно из ППШ так далеко попасть никогда, да и энергия пули на излете будет недостаточной, даже для гарантированного поражения незащищенной цели». «Да знаю я», – поморщившись, отмахнулся медведь. «Только не человек оно, пули его не берут, словно и не попадают вовсе. Сквозь аномалии оно ходит, будто и нет совсем их. Никто не знает, что это такое. Ни зверье, ни зомби сквозь аномалии не ходят. Даже сами аномалии не ходят друг через друга, понимаешь? А ему на все плевать. Поэтому ученые считают, что глюк это. Я, если бы сам не видел, тоже не поверил бы никогда». «Ты его видел?» – удивился Иван. «И что, действительно из ППШ стреляет? Если оно не человек, зачем ему автомат?» «А кто его поймет? Да и ППШ ли это на самом деле?» – философски изрек здоровяк. «Хотя издалека действительно похож. С большого расстояния фронтовика в спецотряде многие видели». Болезненно вздохнул медведь. «Не любит он почему-то нас. Часто появляется, если мы в рейд выходим большим составом. На маленькие группы он внимания не обращает. А вот когда нас 30, то уж смотри в оба. Если появится, надо бросать все и сваливать пока живо. Оно при мне одного из наших очередью срезало с 500 метров. Латник продырявило, словно бумагу, сразу насмерть. Я потом читал медицинское заключение, а при вскрытии из тела извлекли 3 пули от пистолета ТТ. Ничем не отличаются от обычных. Как они пробили латник – загадка. Ученые что-то там пытались изучать, но так ничего и не нашли, только плечами пожимает. Выпустили официальную версию, мол, латник оказался бракованный, а стреляли в упор, просто мы стрелка не заметили. Нам даже целую партию броников заменили, так как это не единственный случай такой был. И выдвинули версию про галлюцинации. Типа, мы постоянно в экстремально перенапряженном состоянии, на опасных заданиях. Вот нас и глючит. Всякие фронтовики вдали чудятся, а настоящие враги рядом в кустах сидят. Они даже специально пытали тех наших, кто его видел, а также болта. Раса, да и вообще всех мужиков из числа поисковиков. И вышло у них, что только наш спецотряд видит фронтовика более-менее часто. Остальные его почти не встречают. Все это закончилось выводом, что в ареале существуют некие зоны оптического обмана, влияние которых наиболее подвержены люди, постоянно рискующие жизнью. А видят одно и то же потому, что психика заранее настроена слухами увидеть именно это. Типа как в пустыне, чаще всего люди видят миражи в виде воды или оазиса. На отряд выделили дополнительные путевки в санаторий РАО с направлением на курсы реабилитации и психологической разгрузки. Но там все и закончилось. С тех пор у нас в ОСОП негласное правило – больше 29 человек в рейд не идет. «Что про этого фронтовика говорит Болт?» – поинтересовался Березов. «Говорит, видел его несколько раз издали», – пожал он плечами, – «в красной зоне. Обычно оно неторопливо шло в сторону эпицентра. Видать, там и живет. Фронтовик вообще спешить не любит, идет себе словно на прогулке. И это очень меня радует», – хмыкнул здоровяк, – «потому что есть шанс свалить, если бегом». Березов замолчал, обдумывая услышанное, и вновь гляделся в сторону, откуда могли выйти бандиты. Заметили они фронтовика или нет, это еще вопрос. А вот ударить в тыл медленно идущему отряду им сам Бог велел, и лучше подстраховаться, чем потом очень сильно пожалеть. Бандиты появились через пару минут. 4 человека с автоматами в руках шли почти в присядку, мимо правого склона, обходя соленоид практически впритык. Сосредоточившийся на левой стороне холма, медведь не сразу заметил противника. Березов взял на мушку впереди идущего. Оборудованный глушителем 9А91, он едва слышными щелчками отчитал короткую очередь из 3 пуль. Бандит сделал еще пару шагов и неуклюже завалился в синюю мешанину кожистой травы. Его подельники немедленно залегли. Один из них осторожно подполз к убитому на расстоянии вытянутой руки и ткнул труп стволом автомата. Целиться в полускрытых растительностью людей, залегших в 200 метрах, было неудобно, и Березов выжидал удобного момента. Бандиты поняли, что наткнулись на засаду, и ползком повернули обратно. В следующий миг длинная очередь печенега спорола шелестящую ветром тишину. Выпущенный из пулемета свинцовый дождь принялся выгрызать красно-синие клочья земли вокруг изо всех сил ползущих бандитов.
Нервы у одного из них не выдержали, он вскочил и бросился бегом, пытаясь скрыться от огня за холмом. Медведь немедленно повел пулеметным стволом в его сторону, и печенек выплюнул новую порцию свинца. Бегущий бандит запнулся, на бегу хватаясь за бедро, но удержался на ногах, забирая слишком резко холму в попытке сохранить равновесие. В ту же секунду прямо из пустоты голого склона сверкнул кривой разряд, на короткий миг соединяя холм с человеком, и бандит рухнул навзничь, густая паря сизым дымом. Оставшиеся в живых двое его подельников торопливо принимали вправо, огибая соленоид, и Березов короткими очередями бил на опережение, пытаясь нащупать их в густой синеве травы. Вскоре один из ползущих вздрогнул и изогнулся, хватаясь за спину. Его туловище поднялось над травой, и медведь среагировал мгновенно, засыпая пулями появившуюся цель. Бандита швырнуло на земь, словно пригвожденного. Четвертый противник был уже у самого обреза холма. Он вскочил на ноги и отчаянно рванулся бегом, неуклюже загребая правой ногой. Иван повел за ним автоматным стволом, но тут же услышал окрик медведя. «Не стреляй!» Здоровяк вглядывался вслед убегающему, тут же скрывшемуся за холмом. «Пусть уходит». «Вряд ли бы попал», – пожал плечами Березов. «Далеко и времени мало. Но попробовать стоило. Нехорошо оставлять бандитов с оружием в живых и на свободе. Каждый день, что они живут, может стать последним для кого-то ни в чем не повинного». «Это не бандит», – медведь поднялся на ноги. «То есть преступник, но не такой». Он поднял стоящий на земле пулемет и объяснил недоумевающему Березову. «В смысле, это сталкер. Я его по походке узнал. Это Ашот Хромой. Он давно по зонам ходит. Теперь, видать, проводником к бандюкам нанялся». «Пусть уходят», — повторил здоровяк. «Я в рапорте это укажу. Его потом опера в Ухте возьмут и вытрясут из него много интересного. Давно пора выяснить, что это за банда в желтой зоне так смело орудует. Мы за ней уже полгода охотимся». Сегодня их сильно потрепало. Иван осторожно обогнул дикобраза и вышел на тропу. Может, эти четверо, все или почти все, кто выжил. После такого они сами распадутся. «Нет», — покачал головой медведь, — «тут все непросто. Кто-то их финансирует, и очень неплохо, раз они в желтой зоне работают. Там сложиться, раз плюнуть. И тем не менее, люди к ним идут. Значит, деньги им платят немалые. Пока не выясним, кто заказчик, банду не уничтожить. У них всегда найдутся новые добровольцы». «Логично», — согласился Березов. «Что ж, возможно, этот Ашот Хромой расскажет нечто интересное». «Возможно», — кивнул медведь. «Только его еще взять надо». Он повесил печенек на грудь и подвел итог разговора. «Пошли догонять своих. Вряд ли теперь кто-то сунется следом, а нам еще через шаг бежать». Зловещие 1153 метра миновали без происшествий. Ивану показалось, что они бежали эту дистанцию так долго, будто за время их пребывания в желтой зоне шаг вырос раз в 10. После той узкой тропы, со всех сторон стиснутой смертью, слова «аномалия» и «выброс» воспринимались сознанием совершенно иначе, нежели несколько часов назад, когда опасности ареала были для него не более чем теорией лекционных занятий. Даже небо, сменившее цвет зеленого на привычно голубой, и солнце, вновь вставшее из мутно-голубого пятна ярко-желтым сияющим светилом, заливающим теплым светом самую настоящую зеленую траву, а не синюю кожистую поросль, не сняли состояние напряженного ожидания грядущей опасности. Словно в подтверждение его мыслей, сознание немедленно выделило несколько подозрительных деталей. «Вертушка только одна», — произнес он, — «и крокодила нет». «Странно. Фельдс раненых увез сразу. Не стал время терять», — ответил медведь. «А нам и одной вертушки хватит». «А 24-ка почему ушла? Если этот на земле стоит без прикрытия», — нахмурился Иван, кивая на оставшийся вертолет при появлении, начавший раскручивать лопасти винтов. «У границы желтой зоны это вроде по инструкции не положено». «Да ладно тебе», — отмахнулся здоровяк. «Какая уж разница?» «Быстрее!» — прокричал лемур, сквозь рокот вертолета высовываясь в люк. «Я уже собрался за вами возвращаться». Бойцы прибавили шаг и с разбегу запрыгнули в чрево вертолета. «Проблемы?» — флегматично осведомился медведь. «Нападение на нефтенакопитель», — хмуро поморщился лемур, хватаясь рукой за поручни. Вертолет набрал высоту, и пилот рванул машину с места в карьер. В районе нефтенакопителя оказалось быстро, но делать там было уже нечего. Все закончилось задолго до их появления. Объект заполонили охрана и руководство. Ферзь вместе с замначальника службы безопасности и начальником отдела физической защиты долго осматривал место преступления. Следственные бригады делали снимки, аэросъемку, замеры и прочее. Но и без того было понятно, что задуманное преступникам удалось полностью. На территорию зеленой зоны пробрались как минимум 2 группы бандитов. Где и как именно такой большой толпе удалось пересечь 2 периметра, пока оставалось загадкой.
Одна из групп представляла собой отряд вооруженных боевиков численностью в десяток стволов. Они сымитировали нападение на обогатительный нефтепровод прямо средь бела дня. Взорвали имитационные заряды и подожгли пропитанную мазутом резину, устроив видимость сильного пожара. С нефтенакопителя в район нападения выдвинулись подвижные силы, но боевики не стали ввязываться в бой. Вместо этого они еще некоторое время взрывали в глубине леса то в одной, то в другой стороне имитационные заряды, заставляя охрану метаться туда и сюда и забыть о самом нефтенакопителе, после чего рассыпались по лесу и потерялись, так и не появившись. Тем временем двое преступников, воспользовавшись поднявшейся суетой и неразберихой, каким-то образом умудрились пройти через плотно забитое аномалиями пространство и проникнуть на территорию нефтенакопителя через точную трубу, по которой осуществлялся сброс фекалий. Пока один из них метал гранаты, сея панику, другой, одетый в шоферскую униформу, убил водителя единственного полностью заправленного нефтевоза. Завел машину, взял на таран ворота и рванул по единственной дороге в сторону пояса. Его подельник смог добраться до трубы и выбрался с территории нефтенакопителя, но, спасаясь от огня пулеметов с вышек, он подобрался слишком близко к мощной плеше и попал под ее зов, в результате чего на глазах у часовых сам зашел в аномалию. К этому моменту на вышках, чтобы посмотреть на то, что от него осталось, побывало столько человек, сколько не было с момента их постройки. Прибывшие по тревоге вертолеты похищенный нефтевоз не нашли. Он словно растворился где-то посреди дороги, не имеющей даже перекрестков. Поисковые отряды, пешим ходом прочесывающие тайгу вокруг дороги, потом обнаружат его только через 3 суток, совершенно пустым, загнанным в чащу, накрытым 2 маскировочными сетями и обложенным травой. Причем вертолетчики, неоднократно проходившие над тем местом, так ни разу и не засекли замаскированный нефтевоз, хотя в поисках применялась целая гора всевозможного оборудования, включая металлоискатели. Эксперты сделают вывод, что похитители применили метаморфит-невидимка, причем, учитывая размеры нефтевоза, не менее 3 штук. Пока же оперативники только ломали головы над тем, куда он мог подеваться, и подразделения службы безопасности прочесывали местность вокруг. Работы для спецотряда не было, и спустя несколько часов бестолкового приминания с ноги на ногу им разрешили отбыть на базу. Злые и голодные бойцы устало грузились в вертолеты, поругивая крепким словцом не только дерзких преступников, сколько халатность растяп из охраны нефтенакопителя, умудрившихся прошляпать нефтевоз, имея в наличии более десятка единиц тяжелой техники. Стоящие неподалеку представители начальства только морщились, слыша обрывки таких фраз, но возмущаться никто не стал. Вертушки взревели двигателями и взяли курс на базу. Березов привалился к краю блистера и задумчиво смотрел на проносящиеся внизу верхушки деревьев. Не очень-то это нападение похоже на действия простых уголовников. Складывалось ощущение, что над его подготовкой поработал специалист. «Бабушке своей пусть покажут про совпадение», — донесся до него наполовину заглушаемый рокотом двигателей голос медведя. «Она доверчивая, может и поверит в такую чушь». Иван скосил глаза. Здоровяк сидел рядом с ним и, наклонившись в другую сторону к одному из своих людей, спорил о чем-то тихо, но увлеченно. Березов прислушался, пытаясь в грохоте вертолетного шума не упустить суть. Они устроили отвлекающий маневр очень грамотно, с жаром шептал медведь на ухо бойцу. В бой не полезли, ничего не взорвали, чтобы не повредить нефтепровод и самим не сдохнуть, одни только имитационные заряды. Через поезд прошли незаметно, а ведь там была не пара человек. Их диверсанты пролезли через местность, закрытую аномалиями и считавшейся непроходимой. Значит, у них как минимум была свежая карта аномалий. Их водитель оказался одетым в штатную форму отдела перевозок и точно знал, где стоит единственный под завязку налитый этой сраной нефтью бензовоз. Он просто взял на таран ворота и ушел, и это происходит именно тогда, когда система автоматической блокировки ворот, 6 стальных колонн диаметром в обхват, находится в ремонте и отключена. Никогда не поверя, что они об этом не знали. И 20-тонный нефтевоз бесследно исчезает посреди единственной дороги. А само нападение происходит как раз в то самое время, когда спецотряд попал в конкретную задницу в желтой зоне. А все, кто мог бы оперативно прибыть к нефтенакопителю, ползают все в той же желтой, пытаясь отряд оттуда вытащить. И заметь, вы оказались блокированы в тех развалинах, потому что вам в тыл совершенно неожиданно ударили опять же какие-то бандиты. Я уже молчу о том, что двое, пролезшие через трубу, знали о том, что вся сигнализация в ней давно погорела, и труба закрывается на дерьмовую решетку, к которой прилеплен примитивный датчик на размыкании. Слышал, что этот эксперт сказал. Решетку вместе с датчиком обработали жидким азотом и просто выломали без особых проблем.
Значит, они точно знали, что решетка фигня. Ее можно пройти вот так вот запросто. И азот с собой захватили специально для этих целей. Все это сильно смахивает на операцию, подготовленную профессионалом, который имеет доступ к внутренней документации РАО не ниже уровня «совершенно секретно» и лично бывал или бывает на территории нефтенакопителя. Обычные туповатые зэки никогда не смогут организовать такое нападение. У нас каждая пара нефтевозов ходит отсюда до Ухты в сопровождении чуть ли не танковой колонны и вертушек, а тут приходят какие-то простые уголовники и мимоходом прибирают к рукам 20 тонн тип X. Еще один крот в руководстве, негромко предположил собеседник Медведя. Думаешь, это все те же, кто организовал в Желтой нелегальную лабу? Думаю, да, скривился здоровяк. Уж больно все гладко у них получается, что лабу это прятать от нас, что нефтевозу везти прямо из-под носа. Может, ты и прав, согласился боец. А чего удивляться? Вон в интернете любой желающий может прочесть мнение экспертов. Если бы наша нефть оказалась выставлена на рынок, то баррель стоил бы 80 тысяч баксов. Значит, литр стоит группа баксов 50. Я не знаю, как там они переводят свои баррели в тонны, но приблизительно эти болваны из охраны нефтенакопителя просвистели $1 миллион, а то и побольше. А если представить, сколько за TPX дадут, допустим, желающие ее исследовать, то можно и вовсе озолотиться. Хоть по стаканчику весь нефтевоз продавать всем желающим. Эти бандюки знали, на что шли. Ради такого куша много кто готов рискнуть. Видимо, кто-то из РАО в теме. Вот и я о том же, буркнул Медведь. Оба бойца замолчали, и Березов подумал, что Медведь точно прав в одном. Это было непростое нападение, но профессионально подготовленная операция, продуманная до мелочей. И готовили ее явно не один день. А бандиты лишь исполняли чей-то план. Что ж, теперь отделу расследований и дознания придется несладко. Дело наверняка возьмет на контроль лично вице-премьер. Иван почувствовал, как дает о себе знать накопившаяся усталость. Слишком много событий для человека, получившего об ареале слишком мало информации. Даже после всего произошедшего, ему было непривычно видеть проносящееся внизу лето посреди зимы. Сейчас бы избавиться от порядком осточертевшей мембраны, добраться до своей кровати в общежитии и завалиться спать. Динамики зашипели, и пилот объявил готовность к рывку через шаг выброса. Бойцы привычно взялись за поручни, поправляя оружие, и спустя несколько секунд вертолет начал набирать ускорение. По-настоящему спокойно Иван вздохнул лишь тогда, когда в мутном от красной пыли стекле вертолетного блистера замелькали покрытые снегом ельники пояса отчуждения. Глава 14. Московский офис РАО «Ареал». 29 июня 2009 года. 13 часов 10 минут. Внеплановое собрание Совета директоров. Прокопенко вопросительно посмотрел на вице-премьера и, получив в ответ утвердительный кивок, встал из-за круглого стола. «Господа, генерал Воронцов не сможет присутствовать на сегодняшнем собрании. Как вы знаете, Геннадий Петрович в настоящий момент руководит мероприятиями по ликвидации последствий недавнего выброса, и серьезный объем работ, требующих его непосредственного присутствия, не позволил ему покинуть полевой штаб. В соответствии с уставом РАО «Ареал», отсутствие одного из членов Совета директоров не нарушает допустимый кворум легитимности Совета, и посему я объявляю собрание открытым». Он вновь посмотрел на вице-премьера и уселся на свое место. «Господа», не вставая, взял слово Лозинский, «я собрал вас раньше положенного срока по следующей причине. Руководство компании Extra Oil обратилось к нам с предложением существенно увеличить объемы продаж топлива, производимого из нефти типа X, что потребует увеличения объемов ее добычи в 3,5 раза. Они мотивируют это тем, что несмотря на некоторую стабилизацию мировой экономики, говорить об окончании кризиса сейчас было бы весьма преждевременно. Мировые цены на нефть и прочие энергоносители переживают серьезное падение, и в этой связи наша продукция выгодно отличается от всех других предложений, представленных на мировом рынке. Спрос на ее по-прежнему высок, и количество потенциальных покупателей по-прежнему в несколько раз выше отгружаемых нами объемов товара и продолжает расти. У потребителей вновь появляются средства для совершения покупок и разработок инноваций, и наибольший интерес для них на рынке сейчас представляют технологии, основанные на применении нашего семейства топлива типа X. Именно наше топливо, в силу своих экстраординарных свойств, гарантирует возможность в кратчайшие сроки не только окупить расходы на переоснащение, но и получить серьезную прибыль даже в условиях текущего кризиса. Вице-премьер открыл лежащую перед собой тонкую гербовую папку и достал оттуда несколько документов. По моему поручению специалисты Центробанка изучили данное предложение и пришли к следующему выводу. Он взял в руки один из документов
и быстро пробежал его глазами. Увеличение квот не только значительно повысит прибыли компании Extra Oil, но и позволит существенно увеличить финансовые поступления в государственный бюджет России. Значительно. Лозинский обвел взглядом присутствующих. Как уже было сказано ранее, соответствующие финансовые сводки и анализ Центробанка имеются в ваших документах. Это десятки миллиардов долларов. Кто-то из директоров полез в свои папки за бумагами, кто-то рассмотрел их еще до начала заседания и теперь обдумывал представленные цифры. Совет молчал, ожидая от Лозинского продолжения. Однако, вице-премьер взял в руки другой документ. Не все так просто. Увеличение объемов продаж производимых нами топлив действительно крайне выгодная мера как для России, так и для наших партнеров, компании Extra Oil, особенно в условиях кризиса. Но всем нам прекрасно известно, что сверхординарные свойства нефти типа X неразрывно связаны с высочайшей сложностью ее добычи. Нельзя просто повернуть некий краник и тем самым увеличить объемы добычи. Каждая скважина дает столько, сколько дает, и никто не в силах повлиять на это. Иными словами, для поднятия квот необходимы дополнительные скважины, а значит необходимо дополнительное строительство, оснащение, механизмы и самое главное – люди, квалифицированный персонал. По моему указанию, аналитиками уважаемого Романа Карловича, Лозинский кивнул Зильберману, отдельно благодарю вас за проявленную оперативность, был проведен анализ имеющихся у нас мощностей, и он показал, что их недостаточно для увеличения объемов добычи нефти в требуемых количествах. Приложение номер 4, уточнил он, основным сдерживающим фактором является нехватка кадров. Вице-премьер вновь обвел взглядом совет. Вчера я разговаривал с президентом. Вместе со мной на приеме был глава Центробанка. Президент Воробьев лично поручил мне в кратчайшие сроки дать ответ, возможно ли поднять объемы добычи тип X существующими силами. Правительство готово выделить нам на это средства из резервного фонда. Центробанк уже получил соответствующие распоряжения. Лозинский положил ладонь на стол, усиливая эффект фразы. Extra Oil получит свои прибыли в любом случае, и это будут колоссальные суммы. Но Россия, только если дополнительные объемы окажутся на перерабатывающих заводах уже к концу текущего месяца. Это очень короткий срок, и мы не успеем не нанять дополнительные кадры, ни тем более подготовить их к специфике работы Ареала. Господа, нам предстоит принять очень важное и весьма ответственное решение. Готовы ли мы получить экстренное финансирование и обеспечить освоение этих средств не просто максимально эффективно, а стопроцентно гарантировать своевременное увеличение добычи нашей нефти в требуемых количествах. Если мы сорвем сроки и экстренное финансирование станет прямым государственным убытком, спросят с нас. Не мне вам объяснять, что РАО «Ареал» на виду у всей страны, и внимание к нашей деятельности никогда не ослабевает. Тем более у наших недругов. Многие будут рады воспользоваться нашим поражением, чтобы дискредитировать руководство РАО «Ареал» в глазах общественности и лично президента. Он облокотился на спинку кресла одним боком, подражая знаменитой позе премьер-министра, и закончил. «Господа, я ожидаю ваших экспертных мнений». Лозинский одной рукой закрыл свою папку. «Да, Лукойл будет в восторге, если мы опростоволосимся», — негромко протянул Зильберман, постукивая по лежащей на столе папке платиновым паркером. «Они немедленно поставят вопрос о смене управления территорией Ареала. Насколько я понимаю, — заговорила Шумелкина, — компания Extra Oil в данной ситуации не несет никаких рисков. Сделки будут заключаться под гарантией РАО «Ареал», и именно нам нести издержки в случае срыва сроков». «Именно так», — подтвердил вице-премьер. «И издержки это будут в любом случае оплачены либо РАО, либо государством, как владельцем компании. Но, повторяю, за срыв поставок отвечать нам, совету директоров. А это, как я уже сказал, сотни миллионов долларов. И потому решение необходимо принять взвешенно и со всей серьезностью. Скажите, Роман Карлович, Шумелкина обратилась к газпромовцу, имеющихся в наличии кадров будет достаточно для надежного обеспечения увеличения объемов добычи, если мы организуем работу в 2 смены? Нет, Зильберман покачал головой. Мои люди уже просчитали этот вариант. Времени отведено слишком мало. Работа в 2 смены не даст гарантии. Можем не успеть. А в 3? Поинтересовалась Шумелкина. Если в 3, то успеем, кивнул газпромовец. И даже будем иметь запас в 3-6 дней. Он протянул ей бумагу. Мы просчитали и такой вариант. Но это потребует многочисленных согласований с медиками. Подобное решение противоречит сразу нескольким нормам охраны труда, ведь работа в РАО приравнена к особенно вредной для здоровья. «Это я беру на себя», — заявила Шумелкина. «Все необходимые бумаги будут согласованы в ближайшие 2 суток.
Параллельно предлагаю провести масштабную агитационную кампанию. Сделаем заявление для СМИ. Пресс-центр подключит талантливых журналистов, привлечем церковь. Необходимо максимально прозрачно и четко разъяснить людям, что они идут на трудовой подвиг во имя России, ни больше, ни меньше. Я поставлю на ноги весь медицинский отдел, если потребуется, то Минсоцздрав окажет нам помощь. На время исполнения правительственной задачи организуем работу в 3 смены. Работающие в экстремальном режиме люди будут находиться под усиленным и неусыпным вниманием врачей и медперсонала. Кроме того, каждому из них будет предоставлена возможность к моменту выхода в плановый отпуск приобрести путевки, принадлежащие РАО санатории с 80% скидкой, в том числе и зарубежные. Многодетным оплатим авиабилеты на детей. Помимо этого, считаю необходимым не только оплатить сверхурочный труд, согласно нормам законодательства, действующего в подобных случаях, но и установить для трудящихся дополнительные премиальные вознаграждения. Мало заинтересовать людей патриотической идеей, необходимо поддержать их рублем. Что ж, неторопливо произнес человек в погонах генерал-лейтенанта ФСБ. Предложение явно дорогостоящее, но весьма разумное. К тому же, организация у нас режимная, профсоюза нет, и кроме нас позаботиться о людях некому. Я за. Со своей стороны, служба безопасности обеспечит введение и осуществление повышенных мер безопасности в местах проведения работ усиленной интенсивности, таких как база нефтедобычи и нефтепроводы. Если я правильно понял, отделу Романа Карловича придется в срочном порядке тянуть еще одну нитку трубопровода от поселка Нижний Одесс через зеленую зону. Точно так, Эдуард Андреевич, подтвердил Зильберман. Это позволит увеличить скорость обогащения нашей нефти тип X, плюс возрастет пропускная способность. Там несколько десятков километров, и прокладывать их придется не просто в круглосуточном режиме, но и в условиях дикой тайги, что вызовет интерес криминальных кругов, жаждущих поживиться хоть чем-нибудь из ареала. Эту проблему мы решим. Генерал Белов медленно постукивал карандашом по лежащей перед ним папке с документами. Служба безопасности будет работать в 3 смены вместе с медиками и нефтяниками, если понадобится. Усилим режим, совместно с ФСБ Ухты проведем дополнительные профилактические мероприятия в городе, направленные на нейтрализацию сталкерства и прочего криминала. Не подведем. Сотрудники у нас надежные, с высокой квалификацией. Других не держим. А что скажет наука? Лозинский перевел взгляд на академика Линдера. Ваше мнение, Вениамин Моисеевич? Наука ожидает взрыв эмоций и бурю несогласия со стороны генерала Воронцова, нахмурился тот. С моим отделом проблем не будет. Как раз на научный отдел нагрузка в этой связи возрастет незначительно. Нам не тянуть трубопроводы, не разворачивать нефтедобывающие балки и не строить оборонительные сооружения. А вот его люди и так 3-ю неделю работают в авральном режиме, после прошедшего выброса. Полагаю, Геннадия Петровича будет не так-то легко убедить. Согласен с Вениамином Моисеевичем, вставил Прокопенко. Отдел чрезвычайных ситуаций уже 16 дней работает 2 смены. Генерал Воронцов вряд ли согласится ввести 3-ю смену. Он уже неоднократно заявлял, что в его отделе нехватка кадров и люди выбываются из сил. Генерал Воронцов – офицер, давший присягу России, сурово прервал своего заместителя Лозинский. И он выполнит приказ президента вне зависимости от того, нравится это ему или нет. Данный вопрос я беру на себя. Он обвел взглядом зал заседаний. Других препятствий нет. Вы уверены в своих сотрудниках? Я могу докладывать президенту о том, что люди откликнутся на призыв Родины и обеспечить необходимую интенсивность работ? Люди откликнутся. Зильберман поднял брови, отчего его лицо приняло вид человека, обсуждающего и без того всем очевидные вещи. Сейчас кризис, безработица, доходы упали и зарплаты понизились. А мы предложим заманчивые премиальные и выгодные льготы. Елена Александровна права. Если грамотно организовать пиар, народ пойдет на баррикады. Церковь привлечем опять же. Святые отцы прочтут проповеди, благословят труд во благо России и окропят святой водой грейдеры с бульдозерами. С этим проблем не вижу. Если административно-хозяйственный отдел не подведет с темпами поставок необходимого оборудования и материалов, то данную кампанию можно начинать хоть послезавтра. Ну как, Максим Анатольевич? Вице-премьер воззрился на Прокопенко. Подведет Россия административно-хозяйственный отдел? Что вы, Валентин Иванович, воскликнул зам. Ни в коем случае. Я лично свяжусь с перевозчиками и поставщиками и организую увеличение темпов доставки и объемов отгрузки. На наших складах есть аварийный запас всего необходимого. Строители начнут работать с его освоения. Этого хватит на 1-ю неделю работ. К тому времени подоспеют свежие поставки.
Мы даже убьем 2 зайцев, начнем все необходимое строительство немедленно и обновим аварийные запасы. А то многое из этого перечня хранится уже 6-8 лет. Все будет сделано в кратчайшие сроки, при наличии финансирования. Я немедленно займусь организацией всего необходимого. Сегодня же проведу телефонные переговоры с поставщиками, подпишу соответствующие официальные письма и завтра к обеду буду в Ухте. Кстати, о поставщиках, встрепенулась Шумелкина. Максим Анатольевич, что это за история с гибелью владельца фирмы Метроном Плюс? Они, кажется, были одними из наших поставщиков. В Москве шепчутся о каком-то таинственном заговоре в высшем руководстве РАО «Ареал». Якобы спокойного потребовали откат каким-то совершенно иезуитским способом. Кривотолки наших недругов. Смерть господина Медведкова стала для нас ужасной трагедией, грустно покачал головой Прокопенко. Метроном Плюс – один из наиболее ценных наших партнеров. Особенно подчеркну, он остается таковым и по сей день, поставляя нам высококачественное научное оборудование по наиболее выгодным ценам. Преемник господина Медведкова сразу же после вступления в право владения фирмой подтвердил свои намерения и дальше сотрудничать с нами. Слухи о якобы насильственной смерти прежнего владельца Метроном Плюс есть не более чем сознательный вымысел тех, кто жаждет очернить РАО «Ареал» в глазах общественности, тем самым дискредитировав общий курс правительства России на борьбу с коррупцией в целом. Далее, на этот вопрос лучше ответить мне, лениво перебил его генерал Белов. Вся эта шумиха не более чем досужие сплетни, подогреваемые деньгами врагов России. Господин Медведков погиб в результате несчастного случая. Его водитель не справился с управлением на узкой загородной трассе, в случае чего автомобиль вылетел на встречную полосу и соткнулся с контейнеровозом. Экспертиза показала, что причиной тому стал внезапный сердечный приступ, произошедший с водителем. Он и повлек потерю управления. Сам Медведков получил при столкновении с грузовиком травмы, несовместимые с жизнью, и скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи, которая, кстати, совершенно случайно проезжала мимо и оказалась на месте аварии уже через минуту после столкновения. Но даже это не помогло спасти жизнь Медведкова, так что нет никаких оснований считать его гибель загадочной. Обо всем этом было заявлено уже на второй день после трагедии. Но слухи по-прежнему ходят, заметила Шумелкина. Вроде бы он после встречи с кем-то из руководства из нашего РАО несколько дней был мрачен и неразговорчив, и будто бы однажды вечером, ужиная с друзьями, выпил лишнего и сокрушался по поводу того, что единственное свободное от коррупции госпредприятие оказалось на деле, цитирую, «насквозь гнилым», и что разочарование его очень велико, и что он уже и не знает, во что можно верить в этой стране. Пропаганда врагов России и их пособников внутри страны, отрезал ФСБшник, на которую охотно клюют конкуренты наших деловых партнеров. Но вы правы, это нельзя оставить просто так. Я приму соответствующие меры. Мы проведем небольшую кампанию в интернете и московской тусовке. Подключим работающих на нас медиаперсон, известных независимых блогеров, экспертов и консультантов. Перезапустим нужные слухи. Параллельно проведем журналистское расследование, разумеется, полностью независимое. Опубликуем подробные результаты экспертизы, вскрытия и так далее. Одним словом, этот факт никак не отразится на обсуждаемой нами сейчас программе, предложенной фирмой Extra Oil. Более того, я думаю запараллелить одно с другим и получить необходимый РАО общественный резонанс. Сделаем ставку на патриотизм, обыграем все это новым витком борьбы с криминалом в Ухте. Проведем мероприятие, покажем общественности реальные результаты. Подготовку инициируем сегодня же, послезавтра начнем действовать. Что ж, позиция совета директоров мне ясна, подвел итог вице-премьер. Через 2 часа я встречаюсь с президентом. Я доложу ему, что РАО «Ареал» готов выполнить просьбу Родины в этот не лучший для страны период. Соответственно, встанет вопрос о размере финансирования. И тут нам необходимо проявить оперативность. Время не ждет, как я уже сказал. Из предоставленных Extra документов следует, что мы должны быть готовы предоставить на мировой рынок увеличенные объемы продукции семейства X уже к концу этого месяца. Это значит, что добыча самой нефти должна возрасти в нужных пропорциях уже 22-23 июля. На все строительство и прочие сопутствующие мероприятия у нас есть чуть более 3 недель. Всего лишь. Потому кровь из носу, господа. Хоть живите на работе сегодняшнего дня, но в понедельник я должен держать в руках полный расчет необходимого финансирования. Старт всей кампании назначаю на завтра. На первом этапе будем платить за все из резервов РАО. Средств не жалеть, на людях не экономить. Он посмотрел на Прокопенко. Максим Анатольевич, за сроки подачи заявок на финансирование отвечаете лично. Да, Валентин Иванович, все будет исполнено в срок, заверил его зам.
Я займусь этим немедленно. Хорошо, одобрил Лозинский. В таком случае, господа, если вопросов больше нет, то заседание совета можно считать закрытым. Прокопенко был уже в фойе, когда к нему подошел помощник академика Линдера и негромко сообщил, что тот хотел бы задержать его на 2 слова. «Вы хотели меня видеть, Вениамин Моисеевич?» Чиновник, повинуясь жесту Линдера, присел рядом с ним на самый краешек роскошного дивана. «У меня к вам пустяшное дело, Максим Анатольевич». Линдер нарочито вежливо подвинулся, и без того на немаленьком диване. «Я не задержу вас надолго. Видите ли, мне требуется от вас небольшая помощь. Все, что только в моих силах», — подобострастно улыбнулся Прокопенко. «Только скажите и считайте, что уже сделано». «Очень любезно с вашей стороны», — одобрительно закивал Линдер. «Собственно говоря, суть моей просьбы в следующем. В ближайшие дни в Ухту прибудут 2 ученых из Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Если я не ошибаюсь, Степанов и Николаева. Они привезут с собой свой частный авторский проект, подробные сведения о котором изложены вот тут». Он кивнул помощнику, и тот протянул Прокопенко гербовую папку. Чиновник забрал папку и вопросительно посмотрел на академика. Судя по толщине папки, в ней было не более 1 листа. «Ознакомитесь позже», — велел Линдер. «Там нет ничего интересного. Более того, в 2 словах, это чистой воды афера и шарлатанство. Но запретить проект я не могу. Во-первых, он осуществлялся в частном порядке во внеурочное время. Во-вторых, руководитель нашего ГНИЦ, академик Морозов, неожиданно встал на их сторону, что весьма недальновидно с его стороны. Так вот, Максим Анатольевич, я бы очень хотел, чтобы вы лично занялись этими людьми и их шарлатанским прожектом. Я слышал, что в ГНИЦ сейчас очень туго с помещениями, лаборатории загружены, а в свете грядущего аврала можно ожидать недостаток оборудования. Возможно, стоит также учесть и вопросы режимности. Надеюсь, я понятно излагаю свои мысли». Он мило улыбнулся. «Мое старческое брюзжание с каждым годом все больше напоминает неразумный бред выжившего из ума». «Ну что вы, Вениамин Моисеевич», — замахал руками Прокопенко. «Как можно? Ваш научный гений будет блистать еще многие годы. Я прекрасно вас понял. Все будет сделано в лучшем виде. Я всегда говорю Валентину Ивановичу, что за такими молодыми людьми, как вы, будущее», — расцвел Линдер. «Вы наша достойная смена». Он протянул руку скромно потупившему взгляд чиновнику. «Что ж, не смею более вас задерживать. Если возникнут вопросы, обращайтесь. Да, кстати», — спохватился Линдер, заставляя замереть энергично трясущего его кисть в рукопожатии Прокопенко. «В случае чего Эдуард Андреевич окажет вам необходимую поддержку. Он в курсе дела». Прокопенко еще раз засвидетельствовал академику свое почтение и покинул фойе. Добравшись до своего кабинета, он уселся за рабочий стол и раскрыл полученную академика папку. Внутри нее действительно был всего лишь 1 лист бумаги. Вместо заголовка на нем красовался штемпель «Лично в руки». После прочтения «Уничтожить». Чиновник внимательно прочел документ, опустил его в шредер и задумался, глядя, как аппарат разрезает лист бумаги на мелкие ленточки. Что ж, все предельно ясно. Небольшая группа ученых из Губки, как в обиходе прозвали РГУ нефти и газа имени Губкина, работает над созданием некоего прибора, излучение которого могло бы сымитировать воздействие ареала, причем как на нефть, так и на любые другие объекты, включая живые организмы. Что-то там про какую-то теорию физического вакуума. Пока что они не сильно продвинулись, но уже сейчас их устройство на испытаниях показало первые результаты. При воздействии этой экспериментальной аппаратуры мощностью менее 1 кВт на аппараты нефтепереработки им удалось получить дорожные битумы, долговечность которых вдвое превысила обычные, а выход бензина, керосина и дизельного топлива увеличились на 5%, что для обычного нефтедобывающего завода очень существенно. Конечно, по сравнению с сериаловской нефтью тип X, все это детская возня, но даже такие результаты дают более чем серьезное основание для тревоги. Как известно, лихая беда начала. Допустить успешное создание устройства, заменяющее ареал, ни в коем случае нельзя, ведь это автоматически оставит РАО неудел, лишив его мировой монополии на уникальный ресурс. Проигнорировать тоже нельзя. Рано или поздно об этой разработке узнают конкуренты. Тот же Лукойл ухватится за нее не то что 2 руками, зубами вцепится. Удивительно, что они еще не узнали о проекте. Запретить исследования нельзя, тем более это верный путь утечки разработок за границу. Единственным разумным решением в сложившейся ситуации было возглавить проект, что позволит держать руку на пульсе и вовремя принять меры, если ситуация начнет складываться угрожающе. И держать все это дело надо подальше от ГНИЦ и Морозова. Тут Линдер прав. Не то еще и впрямь наизобретают на нашу голову. Прокопенко пару секунд размышлял, составляя план действий.
после чего пододвинул к себе клавиатуру компьютера и создал в папке «Конфиденциальные распоряжения» новый текстовый документ. Глава 15. Автоматика развернула пятерку силуэтов, и Березов скинул автомат. 5 коротких очередей двоек последовали подряд одна за другой, громыхая под низкими сводами тира, и электронный секундомер в руках Лемура пискнул, засекая время окончания серии. 4:92, сообщил Лемур. Нормально. Долго, сказал Иван, снимая наушники. Отдача и звук выстрелов по мозгам бьют. Он раздосадованно поморщился. Контузия болью отзывается. Не удается отстреляться быстрее. Для полета метров, удивился тот, вполне нормальный результат. Березов поставил Ан-94 на предохранитель и положил автомат на стрелковую стойку. На параллельном огневом рубеже загремели выстрелы, и несколько секунд все ждали, когда стрелок закончит работать. «Отбой», — скомандовал Лемур. «Пошли к мишеням». Трое бойцов отправились к стоящим на 50-метровом рубеже силуэтам с мишенями. Остальные воспользовались биноклями и стрелковыми зрительными трубами, изучая результаты попаданий своих товарищей. Иван шел к мишеням и по привычке разглядывал окружающую обстановку. Сам тир был не ахти какой. Простой котлован 3-метровой глубины, перекрытый бетонными балками. Но подход РАО к делу Березову понравился. Несмотря на временность всех сооружений пояса, организация позаботилась о профессиональной подготовке своих бойцов и продолжала тратить на это деньги. Тир не просто был выкопан, его облагородили внутри, установили хорошее освещение, систему мощных вытяжек и закупили очень неплохие германские мишенные установки, которые оценят любой стрелковый клуб. Помимо того, стоило отметить, что проблем с боеприпасами у службы безопасности не возникалось. Стрельбы проводились ежедневно, а отряд специальных операций и вовсе имел в распорядке работы тира собственные часы. И все это было вдвойне удобно, потому что тир размещался в 2 минутах ходьбы от корпусов базы спецотряда. «Неплохо», — оценил Лемур, глядя на пробоины, оставленные на мишени пулями Березова. «На 50 метров со стойки на время. И не вышел из 8. Очень неплохо». «Успокаиваешь?» — ухмыльнулся Березов, заклеивая пробоины кусочками черной липкой ленты. «Мне действительно еще больно стрелять. Пошли обратно на огневой. Я возьму вместо Абакана вал. Он бесшумный и отдачи меньше. Сам сравнишь». Бойцы вернулись на исходную, и Березов сменил оружие. Он встал на рубеж, снял вал с предохранителя и дослал патрон в патронник. «К бою готов», — доложил он согласно инструкции. Лемур кивнул дежурному, и тот вдавил кнопку на пульте управления поворотной установкой мишеней. В 50 метрах автоматика привычно развернула 5 силуэтов. Иван скинул автомат и быстрым плавным движением ствола перечеркнул мишени. Глухие щелчки коротких очередей завершил электронный зуммер секундомера, казавшийся неожиданно громким по сравнению с работой бесшумного оружия. 3:98, посмотрел на секундомер Лемур. Почти на секунду быстрее. Солидно. Он потянулся над зрительной трубой. Посмотрим, что ты настрелял. Ого, впечатляет. Лемур перевел взгляд на Березова. Ты уверен, что не хочешь принять предложение Ферзя стать инструктором? У нас тут много кого стоит погонять по огневой. Нет, Саша, не могу, покачал головой Иван, отдавая вал хозяину оружия. Слишком тяжко выстрелы по больным мозгам колотят. Он улыбнулся. Не буду же я учить людей только на бесшумных стволах. Да и доктора не велят. От меня в поле будет толку больше. Я на заданиях с 9А91 вполне работоспособен. Благо, артподготовок в ареале не бывает. Жаль, конечно, вздохнул Лемур. Инструкторов у нас не хватает. Впрочем, как и везде. Люди идут в РАО неохотно. А что так? Удивился Березов. Зарплата в ареале очень даже на уровне, соцпакет и все такое. Слухи о нас ходят страшные. Лемур махнул рукой. Организация режимная, вся работа засекречена. Никакой официальной информации о том, что здесь на самом деле происходит, нет. Вот и травят все, кому не лень, разные байки, одна страшнее другой. Мол, народ тут мрет тысячами, словно мухи. Людей боятся. А на самом деле, скептически прищурился Иван. Тут все спокойно, как в Багдаде, во время американского вторжения. «Ну сейчас наговоришь», — хохотнул Лемур. «Нормально так сравнил». На огневом рубеже заняла позиции следующая пара стрелков. Загремели выстрелы, и Лемур жестом предложил Березову отойти подальше от ведущих огонь бойцов. «У нас, конечно, работа связана с риском для жизни», — продолжил он. «Но так за это и доплачивают немало. На самом деле, люди гибнут редко, да и то не везде. Настоящему риску подвергаются те, кто ходят в зоны и охраняет внутренний периметр зоны. То есть мы, служба безопасности, поисковики и ученые, что в лабораториях сидят. Их может подопытный зверь загрызть или какой-нибудь испытуемый образец как-то не так себя поведет. У остальных шанс погибнуть не выше, чем попасть под машину. По статистике, шахтерам быть 24,7 раза опаснее, чем в ареале работать. Для сравнения,
Смертность среди нелегальных сталкеров, постоянно лезущих в зоны, почти в 40 раз выше, чем у сотрудников РАО. «Впечатляет», — кивнул Иван. «И они все равно идут на такой риск? Или они просто не в курсе статистики?» «Идут толпами», — усмехнулся Лемур. «И все они прекрасно все знают. Просто это легкие деньги. Сам знаешь, сколько стоят меты на черном рынке. Да и края наши особенно благополучными не назовешь. Те, у кого возможность была, давно уехали отсюда. Остальные перебрались в Ухту и прилежащие поселки. С работой туго. Да и не все хотят работать, честно прямо скажем. Близ Ухты несколько исправительных колоний. Одна из них, Бельгоп, сейчас вообще вплотную к поясу примыкает. А это 1000 человек. Многие зэки, освобождаясь, оседают здесь и начинают мутить со сталкерами, перекупщиками, подпольными торговцами. Раздаем одну банду, тут же возникнет другая. И так постоянно. Они зашли в помещение для чистки оружия, и Березов, отыскав глазами кусок ветоши и масленку, собрался разобрать абакан. «Вон молоток», — Лемур движением подбородка указал ему на полку. «Вовремя», — хмыкнул Иван, протягивая руку за инструментом. «Я уж думал, чем же штифты-то выбивать?» Березов взял в руки выколотку. Разборка Ан-94 – занятие не из самых увлекательных. «А что наша местная контора?» – спросил он товарища. «Совсем мышей не ловит?» «ФСБ?» – уточнил Лемур. «Ловит и еще как. Тут под это дело все подряжено. И контора, и милиция, даже уиновцы им помогают. Только пока за мета на черном рынке платятся деньги, это не закончится. Сейчас еще более-менее проредили все это безобразие. Стало поспокойней. Ты бы видел, что тут 2 года назад творилось, когда безногий Сема Чех выполз из красной зоны с Ариадной в зубах». «Из красной?» – изумился Иван. «Да еще и безногий. А если подробнее?» Федор Степанович, помнится, рассказывал, что за всю его здешнюю службу из красной зоны вернулось ровно 3,5 человека. Про 3 я уже в курсе. Этот, что вышел с артефактом в зубах, и есть 4-й? Не вышел, а выполз, усмехнувшись, поправил его Лемур. Степаныч не обманул. Это теперь Сема Чих стал безногий, а в красный он уходил на своих 2. Там его зомби едва не выпотрошили. Спасся чудом. Внезапно начался выброс. Зомбаки почуяли это дело, да и бросили его. Чих пытался укрыться, вляпался в студень. Сначала одной ногой, потом, пока ползал в поисках убежища, еще и другой. Полдня где-то хоронился. Тут ему еще раз повезло. Выброс оказался коротким, быстро закончился. Чих пополз назад к желтой зоне, по дороге вляпался вновь. Рукой зацепил сито. Кисть срезала начисто. Говорит, сам не помнил, как от боли орал, как кровотечение останавливал. Помнит только, как Ариадну нашел. Будто бы увидел ее сквозь кусты и камни, будто рентгеном глаза стали. Держать ее было нечем. Единственной рукой он хватался за траву и землю, чтобы ползти. А выпускать Ариадну боялся. Жить хотелось очень сильно. Вот тогда Чих ее в зубы и зажал. Да так и полз. 2 суток полз, пока не выполз в желтую. За это время ноги у него по самый зад в кисель превратились. Там его кто-то из сталкеров нашел и в Ухту доставил. Говорят, за спасение заранее потребовалось Чиха 20 штук зеленых. Не знал простофиля, что именно безногий из красной зоны вытащил. Чих, как оклемался, вызвонил торгашей, причем не будь дураком, сразу нескольких. Собрал их вместе и Ариадну им показал. В общем, 200 зеленых косарей ему отстегнули. Что тут началось? Просто кошмар. Народ в зону толпами повалил, словно в Клондайк во времена золотой лихорадки. За первую неделю внешний периметр пояса в разных местах взрывали раз 20. Колючку джипами и грузовиками на таран брали. Сколько остолопов в красной зоне сгинуло, что и не сосчитать. «Да», – протянул Березов, накручивая протирку на шомпол для чистки ствола. $200 000 за мет. Просто фантастика какая. Неудивительно, что у народа крышу сорвало. Что же это за артефакт такой? Что он из чистого алмаза сделан, что ли?» «Ты что?» – Лемур ошарашенно посмотрел на него. «Это же Ариадна. Их всего 3 штуки было найдено за все время существования Ареала. А что она делает? Это Ариадна. Деньги печатает? Печенье выдает? С чего цена-то такая?» – спросил Иван. «Извини, я просто не в курсе. Вообще впервые о ней слышу». «Ну ты даешь», – хмыкнул Лемур. «Это самый редкий и желанный мет в Ареале. Пока держишь его в руке, видишь все аномалии. Абсолютно все. В любой зоне и в любое время дня и ночи». «Вот это новость», – оценил Березов. «Никогда бы не подумал, что такое возможно. А не маловато ли этому безногому денег дали? Глядишь, наш гниц и побольше бы заплатил, если бы узнал». «Да брось», – хихикнул Лемур. «Какие деньги? Прислали бы нас или СОБР и изъяли бы бесплатно». «И что хочешь сказать, что это Ариадну так и не изъяли?» – поднял брови Иван. «Что-то мне не верится, что контора так просто оставила этого безногого в покое». «Как же?» – Лемур усмехнулся. «Едва оперативная информация появилась, всех на уши поставили. Но так и не нашли ее», – он покачал головой. «Год следствие длилось, всю Ухту вверх дном 2 переворачивали. Но безрезультатно.
Едва вся возня началась, как торговца, что Метучиха перекупил, нашли за городом мертвого. Остальные разбирательства ничего не дали. Жаль, Иван тщательно протер затвор промасленной ветошью. Такая ценная вещь могла бы серьезно облегчить жизнь нам и поисковикам. Можно ходить по зонам без риска, погибнуть на ровном месте каждую секунду. А где еще две? Ты сказал, что Ариадну находили трижды. Одна у нас, улыбнулся Лемур. Ее Болт нашел в красной зоне года 4 назад. Если я не ошибаюсь, просто сдал в гниц, как положено. Теперь ее Ферзь получает лично в руки под гору расписок перед каждым выходом. Ну и крупные научные поисковые партии ее берут. Но без нас они ходят редко, особенно теперь, когда зомби в желтую зачастили. А еще одна, напомнил Березов. Самая первая Ариадна была у академика Лаврентьева, ответил Лемур. Говорят, он ее случайно обнаружил среди осколков метеорита и прочей ерунды, которую накопали ему страйбатовцы еще первые месяцы после падения. Вместе с Лаврентьевым она и пропала. Ходят слухи, что старик устроил себе небольшую научную базу где-то в тайге, и будто там должно быть много всего очень интересного. Вроде бы это не то охотничья сторожка, не то заимка лесника. Точных данных не сохранилось. И это стало еще одной из легенд Ареала, на которую, как железки на магнит, тянутся новоиспеченные сталкеры. А так как место это находится в красной зоне, сам понимаешь, что с ним там происходит. Внезапно переливом множества телефонных трелей прервали его рассказ. Судя по тому, что мобильные зазвонили сразу у всех присутствующих в тире бойцов, это был циркулярный вызов, адресованный сразу всем сотрудникам отряда специальных операций. Иван с Лемуром синхронно потянулись к своим трубкам, и Березов взглянул на определитель. Звонила автоматическая система экстренных оповещений. Механический голос объявил тревогу и приказал немедленно прибыть в штаб отряда. «Значит, нашли таки Хромова», — хищно усмехнулся Лемур. «Хорошая новость, давно пора этих гадов прищучить. Думаешь, это по его душу тревога?» Березов принялся собирать автомат, недовольно морщась. Пружина, ролик, тросик, штифты. Только при неполной разборке Абакан разбирается на 13 частей. По сравнению с автоматом Калашникова, сборка Ан-94 была настоящей головной болью. 3 месяца о нем ничего не слышно. Наверняка. Лемур засунул мобильный карман камуфляжа. Ферзь говорил, что оперативники из Ухтинского УФСБ на прошлой неделе вышли на кого-то из его контактов. Вчера им слили его схрон в зеленой зоне. Группа медведей еще с вечера ушла к тому месту, посмотреть, что к чему. Видать, кто-то там объявился. «Давай быстрее!» Он выскочил из комнаты для чистки оружия. Иван закончил сборку, торопливо закрыл масленку и выбежал на лестницу, на ходу забрасывая на плечо Абакан. Лично он не был любителем этого автомата, предпочитая свой излюбленный 9А91. Но было понятно, почему СБ Ареала сделала выбор именно в пользу Ан-94. Это при штурме позиции противника достоинства Абакана выглядят сомнительными. Но для специфики Ареала автомат совсем неплох. Случайных людей в службе безопасности нет. Все профессионалы, для которых освоить непростой в эксплуатации Абакан не составляет труда. К тому же, среди аномалий особо не побегаешь. Зачастую далеко не всегда есть возможность сменить позицию, и огневые контакты в зонах нередко сводятся к прицельной дуэльной стрельбе, где решающими факторами являются точность и скорострельность. А в этом свете Ан-94, поставленный в режим огня двухпатронными очередями, очень даже хорош. К тому же, выпущенные одной очередью 2 пули «Дракол», который хороший стрелок на полста сотни метров способен положить в одну точку, при удачном раскладе могут послужить решающим фактором, даже если цель защищена латником. Да и вопреки распространенному среди чайников мнению, Абакан при всей своей сложности весьма надежен, не говоря уже о том, что новые 4-зарядные магазины, увеличенная емкость на 60 патронов, немаловажный плюс. Однако, перед выходом на задание автомат надо поменять, отметил Березов. Пусть 9А91 и более капризен к условиям эксплуатации, но с ним работать гораздо комфортнее, и головные боли почти не беспокоят. А в том, что вызов по тревоге закончится выездом в зоны, сомневаться не приходилось. Березов выскочил из подземного тира и прибавил шагу, догоняя спешащих на базу бойцов. Глава 16. БТР взревел двигателем, выруливая из ворот ангара, и Ферзь с коротким взмахом руки отдал приказ к погрузке. 2 десятка бойцов заняли свои места в бронированном автобусе. Тот пристроился за БТР, и маленькая колонна из 2 единиц техники покинула базу отряда специальных операций. Иван занял место рядом с Лемуром и покосился на Ветра, сидящего подле Ферзя. Березова официально зачислили в особ в группу Лемура меньше месяца назад, но кое-что во взаимоотношениях внутри спецотряда он уже понимал. Полсотни сотрудников отряда по штатной структуре, разбитых на 4 боевые группы и группу управления, негласно можно было разделить на 3 лагеря. Первый лагерь – это люди, приближенные к подполковнику Салмацкому, командиру спецотряда, носившему многозначительный радиопозывной «Ферзь». Таких было 3 десятка.
Именно они чаще всего работали на силовых операциях в Ухте и Желтой зоне, что являлось наиболее опасной работой. В Ухте брали банды, и шанс нарваться на пулю был вполне реален. Про Желтую зону и вовсе никому объяснять не надо. Словом, самых доверенных своих людей Ферзь ставил на наиболее опасные задания, за которые, кстати, платят лучше. Премиальные в тройном размере. И премиальные эти, ровно как и зарплаты, отряд получал вовремя, день в день, без единой задержки. Лемур как-то намекнул, что Салмацкий человек самого Белова, и фактически подчиняется только ему. Остальные Ферзю не указ. Даже начальник отдела физической защиты, генерал-майор ФСБ Рябов, формально отдающий Салмацкому приказы, в реальности над ним не властен. И потому с Ферзем предпочитало дружить все начальство Ареала. Неважно, к какому отделу оно относилось – к СБ, ЧС или ГНИС. Возможно, этим и объяснялось немного барское поведение Ферзя и плохо скрытый подхалимаж его приближенных. Необходимо отметить, что Салмацкий хоть и бывал временами заносчив, но палку никогда не перегибал. Подчиненных унижать не позволял ни себе, ни другим. Всегда выезжал на операции лично и рисковал не меньше других. Например, в тот памятный березовый день, когда они с Болтом ползли по узкой тропе между двух аномалий. После эвакуации разблокированного отряда в латнике Ферзя застряло 6 бандитских пуль. Березов непроизвольно поежился. Та тропа, выглядящая словно бескрайнее красное поле под мутно-зеленым небом, снилась ему еще долго. В общем, на первый взгляд, Ферзь был мужик нормальный и командир совсем неплохой. Дело свое знал, о людях заботился и за их спинами не прятался. И как раз в таком свете, тем более непонятным было это выделение из отряда наиболее надежных. Вторым лагерем в спецотряде являлась группа «Медведя», единственная неукомплектованная полностью личным составом. Сказывалась нехватка профессионалов высокой квалификации. Хотя, если учесть, что именно оппозиционная группа испытывала некомплект, определенные мысли возникали, особенно принимая во внимание денежную сторону этой недоукомплектованности. Неполной группе, в силу своей пониженной боеспособности, поручали наименее опасные, по меркам отряда специальных операций, задания. В основном это была работа в зеленой зоне. В «Желтые медведи» и его людей отправляли лишь тогда, когда не было другого выбора. В результате зарплаты оппозиционеров оказывались ощутимо меньше, чем денежное содержание людей Ферзя. В том, что Салмацкий делает это специально, сомневаться не приходилось, и само появление Березова в спецотряде это лишний раз подтверждало. Ивана направили не в группу «Медведя», где постоянно не хватало людей, а в группу «Лемура», в которой была всего одна свободная вакансия. Сам «Медведь» в прошлом командир роты морпехов на Тихоокеанском флоте. Своего недовольства Ферзем не скрывал и никакого общения с ним помимо служебных вопросов не вел. Впрочем, работу свою он делал исправно, приказы Салмацкого не саботировал и исполнял как положено. Особо разговорчив не был, хотя иногда мог от души чем-нибудь повозмущаться. 6 его бойцов вели себя спокойно. И потому сразу понять, когда и на какой именно почве в отряде произошел раскол, Березов пока не смог. Третьего лагеря как такового не существовало. Было несколько человек, которых Иван для себя окрестил неприсоединившимися. К их числу теперь добавился и он. К легкому удивлению Березова, негласным лидером у нейтралов оказался Лемур. Хотя Иван ожидал, что два московских альфовца будут держаться вместе. Но, судя по всему, взгляды у них одинаковыми не были. Раз ветер стал правой рукой Ферзя, а Лемур вот уже 2 года сохраняет нейтралитет. Березов как-то раз попросил Лемура рассказать, что вообще происходит в отряде и почему существует такой раскол. Но тот лишь буркнул в ответ, мол, со временем сам поймешь, и перевел разговор на другую тему. Их маленькая колонна уже покинула хозяйственный сектор РАО и теперь приближалась к внутреннему периметру пояса. От группы «Медведя», ведущей скрытые наблюдения за схроном Хромова, пришла радиограмма. В ней сообщалось, что поутру в схрон со стороны желтой зоны прибыло 4 вооруженных людей, среди которых наблюдатели узнали Ашота Хромова и еще одного сталкера, подозревающегося в работе на криминальную среду. Упустить такой шанс нельзя. Найти Хромова не могли несколько месяцев, и позволить ему уйти означало вновь потерять единственную нить, ведущую к подпольной лаборатории, скрытой где-то в желтой зоне. У ФСБ не было никаких сомнений, что финансирует ее одна из разведок Запада. Никому другому подобный риск и затраты были бы не по силам. Поэтому арест Хромова являлся делом государственной важности. На него возлагались большие надежды, и едва база принялась радиограмму «Медведя», спецотряд подняли по тревоге. Чтобы не спугнуть Хромова даже случайно, решили вертолеты не брать и поднять их в воздух только в случае крайней необходимости. И вот теперь Иван вместе с остальными сидит в бронированном автобусе, подпрыгивающем на ухабах изрядно разбитой дороги. Березов посмотрел в затянутое бронестеклом окно. Обычно пустующая трасса пояса
сейчас была сродни дороге подле какого-нибудь угольного разреза или крупной стройки. Туда-сюда сновали грузовики со стройматериалами, лесовозы со свежеспиленными деревьями, грейдеры, бульдозеры, экскаваторы, автобусы, подвозившие на объекты свежие смены строителей. В небе тяжелый грузовой вертолет тащил опору местный ЛЭП. Вокруг кипела напряженная работа. Отдел чрезвычайных ситуаций переносил внутренний периметр, двигая нитку заграждений вглубь пояса. После зимнего затишья, когда выбросов не было больше 3 месяцев, Ареал словно задался целью наверстать упущенное. Первый выброс произошел спустя 4 дня после завершения операции по спасению спецотряда. За ним с промежутком в месяц последовало еще 2. Особенно мощным оказался крайний выброс. Он длился почти 6 суток и повлек за собой гибель людей. 2 поисковые партии попали под выброс в зеленой зоне и не вернулись. В желтой зоне пропало без вести несколько поисковиков, ушедших в исследовательскую экспедицию. На внутреннем периметре пояса во внезапно образовавшуюся аномалию попал патруль из-за вышедшего из строя навигатора, зашедший слишком глубоко в шаг выброса. В общей сложности погибло и пропало без вести почти 30 человек. Потери среди сталкеров-нелегалов и вовсе никто не считал. Так называемые независимые эксперты, регулярно устраивавшие пир на костях, немедленно заявили, что в серии выбросов погибло более сотни простых людей, и падкая на трагедии пресса принялась на все лады мусолить тему очередного катаклизма на территории Ареала. Желтые газетенки сплошь покрылись заметками типа «Ареал. Смертельные загадки аномальной зоны» или «Что скрывает от нас правительство», и пресс-центр РАО сбился с ног, пытаясь выправить ситуацию. Учитывая финансовые возможности Ареала, ему это вполне сносно удавалось. Однако распространенный среди обывателей стереотип жуткой опасности, угрожающей всем в РАО, был не так-то просто переломить, и недостаток рабочих рук в Ареале давно уже стал перманентной проблемой. Остро это чувствовалось теперь в условиях объявленного руководством аврала. Глава РАО, вице-премьер Лозинский, лично выступил с обращением к сотрудникам. Как оказалось, швейцарская компания Extra Oil, эксклюзивный зарубежный трейдер топлив, производимых из нефти тип X, обратилась к России с предложением воспользоваться сложившейся на мировом рынке ситуацией, исключительно благоприятной для продажи ареаловской топливной продукции. Именно сейчас спрос на продукты семейства X наиболее высок, и увеличение объемов продаж в несколько раз позволит получить в казну страны огромные доходы. В условиях текущего кризиса ценность этих средств возрастает многократно, и глава РАО призвал сотрудников совершить, как он выразился, трудовой подвиг, смысл которого в 2 словах выражался в следующем. На 1 месяц службы РАО переходят работу в 3 смены. Впрочем, люди изумлялись недолго. Объявленная система дополнительных премирований и льгот быстро разожгла энтузиазм. К тому же, во мнении экспертов Extra Oil сомневаться не приходилось. В состав этой компании, единственного продавца производимых из нефти тип X продуктов, вошли лучшие специалисты, имеющие многолетний опыт работы в ведущих мировых нефтяных гигантах. А если доходы РАО возрастут, то из-за выдачи премиальных дело не станет. Старожилы говорят, их размер всегда повышался в особо удачные в плане прибыли времена. Березов задумчиво смотрел на кипящее строительство. На спецотряде переход на 3-сменный график сказался слабо. Больше всего досталось отделам нефтедобычи и чрезвычайных ситуаций, а также медикам. Разворачивались новые балки, тянулась нитка трубопровода через зеленую зону, по которой прогонялась добытая нефть тип X. Для увеличения своих и без того уникальных свойств нефтяники называли это обогащением. Расширялись укрепрайоны вокруг нефтепромыслов, возводились ограждения вдоль трубопровода. Ученые подсчитывали одним только им известные факторы обогащения, определяли географию строительства нефтепровода среди аномалий зеленой зоны, и за всем процессом неотрывно следили медики, отвечающие за здоровье работающих в авральном режиме людей. Даже церковь откликнулась на призыв Родины и принимала в аврале весьма деятельное участие, посещая нефтепромыслы, освещая новые балки и организуя для людей проповеди и причащения прямо на рабочих местах. Служба безопасности тоже разрывалась на части, обеспечивая охрану строительных бригад. Но отряд специальных операций пока работал по своему профилю в штатном режиме. Тяжелее всех приходилось строителям отдела ЧС. Для них аврал начался намного раньше. Вот уже 3 недели они работали словно проклятые. После завершения крайнего выброса зеленая зона не дотянулась до внутреннего периметра 27 метров и медленно поползла к нему, продолжая свое неторопливое и одновременно неумолимое ежедневное расширение. Так как за 3 прошедших подряд выброса 10-километровая ширина пояса сократилась почти на 4 километра, было срочно принято решение
о строительстве нового внутреннего периметра на достаточно безопасном расстоянии. В результате теперь между внутренней и внешней нитками периметра расстояние составляло всего 2 километра. Было ясно, что не за горами тот день, когда внешний периметр станет внутренним, а пояс отчуждения будет начинаться возле дверей, стоящих на окраине Ухты домов. Автобус пересек линию стройки, и трясти стало заметно меньше. Раздолбанная колесами тяжеловесных грузовиков гравийная дорога осталась позади. Местность вокруг сразу же знакомо опустела. Лишь вдали слабо клубился пылевой след от пары патрульных бронетранспортеров, идущих вдоль проволочных заграждений старой внешней нитки периметра, за которой едва виднелась железнодорожная насыпь. Через несколько минут небольшая колонна спецотряда взяла разгон, и громкоговорители объявили повышенную степень боеготовности. Машины проходили шаг выброса. Ускорение закончилось перед самым переездом через пути, и Березов окинул взглядом полуразобранное здание пропускного пункта. Еще недавно в этой коробке из бетонных блоков он проходил стажировку. Но теперь КПП можно было назвать так лишь приблизительно. Едва закончился крайний выброс, и стало ясно, что эта линия заграждения оказалась чуть ли не вплотную к зеленой зоне, охрану и патрули сняли. Все, что можно было демонтировать и увезти, разобрали и переместили к месту нового строительства. На старых местах остались лишь фундаменты и скелеты строений, возиться с которыми не имело смысла. Памятая о судьбе первого железнодорожного кольца, бронепоезда отвели к Ухте в первую очередь, и теперь пути стояли бесхозные, потихоньку зарастая травой. Иван вспомнил свою стажировку. После операции в желтой зоне 2 месяца стажа показались ему чистой воды бездельем. Слухи о том, как некий загадочный ветеран Альфы с многозначительным позывным «Туман» вместе с самим болтом прошел сквозь гровую мясорубку, как оказалось, мгновенно расползлись не только по всей территории ареала, но и по Ухте. И режим секретности тут оказался бессилен. Всю стажировку окружающие смотрели на него, как на знатока зон, и несущие на КПП службы безопасники задавали ему вопросы чаще, чем он им. А после того, как к нему в гости заглянул Болт, у Ивана и вовсе стали спрашивать советов. До Березова даже тайком дошел слух, что он где и не на стажировке тут вовсе. Просто начальство определило его на КПП для негласной проверки качества несения службы. Надо признать, что положительный аспект этого столь неожиданного поворота все же был. Дисциплина на данном участке периметра взлетела на недосягаемую высоту, и народ тащил службу так, словно все были героями учебно-показательного фильма. На вопросы Березова о тех или иных аномалиях, либо мутировавших зверях, все отвечали словно на экзамене, старательно пытаясь не пропустить деталей, что Ивана очень радовало. На самом деле, визит Болта для него стал неожиданностью даже большей, чем для окружающих. Легендарный поисковик просто заявился на их КПП в один прекрасный день и отозвал Березова в сторонку, сославшись на необходимость поговорить. Они пару минут беседовали о всякой всячине, вспоминая подробности той тропы и посмеиваясь над тем, как изрядно натерпелись там страху. Все это время Болт внимательно разглядывал Ивана, после чего заявил напрямик: «Я ведь чего зашел-то?» Он вновь окинул Березова пристальным взглядом. «Ты как себя чувствуешь? В желтую зону не тянет? Обратно к Граве? Нет желания вернуться?» «Вернуться к Граве?» – удивился Иван. «Спасибо, дорогой друг, но что-то не хочется». Он улыбнулся. «Как-то я не горю таким желанием». «А что, должен?» «Всяко бывает», – туманно ответил Болт. «Грава-то слишком сильная, хоть и не в красной зоне, а редко кого отпускает, если довелось рядом с ней долго побыть. Я знаю, тебя в медцентре 3 дня после того держали и никаких отклонений не нашли. Я туда заходил, но на всякий случай решил вот заглянуть в гости, убедиться, что ты в порядке. Как говаривала моя бабка Полина, ваша медицина не все может разглядеть в свои микроскопы. Некоторые вещи нельзя увидеть глазами или пощупать приборами». «Я даже и не задумывался об этом», – пожал плечами Березов. «Честно говоря, вообще не помню, чтобы чувствовал какие-то призывы, даже тогда, когда мы с тобой там ползали. Разве что пробежаться хотелось, да и то немного, как я тебе об этом говорил». «Помню», – кивнул поисковик, – «но здесь другое дело. Точнее, это того же поля ягода, но действует только пока рядом с Гравой находишься. То, о чем я говорю, оно другое. Если бы тебя тянуло назад, ты бы понял». Он облегченно вздохнул и улыбнулся. «Стало быть, волноваться не о чем. Везучий ты, Туман». Они еще немного поговорили, и Болт ушел. С того момента авторитет Березова на КПП стал и вовсе непререкаем, что его изрядно веселило. В остальном, служба на внутренней нитке периметра особым разнообразием не отличалась. Частое патрулирование, постоянное наблюдение за границами зеленой зоны в оптику, снятие показаний приборов, стоящих на каждом посту охраны периметра. Причем смысл этих загадочных данных зачастую могли понять только ученые, устанавливавшие приборные стойки. Единственным, более-менее интересным занятием
стало сопровождение проходящих мимо бронепоездов, суть которого была проста. Бронепоезд идет мимо, все сопровождают его взглядом. Вот и вся работа. Ловить сталкеров не приходилось. Нелегалы для проникновения в зоны выбирали гораздо более глухие места, выходя из района Ухты и огибая внешний периметр далеко с востока или с запада. Спокойствие нарушалось выбросами, и сразу после их окончания наступало несколько напряженных дней. Из зоны начинало лезть мутировавшее зверье. В основном мелочь – белки, куницы, лисы да птичьи стаи. Отстреливали их только в крайнем случае, так как обычно мутанты не уходили из зоны надолго и через пару-тройку дней возвращались обратно. Реже появлялись волки, кабаны и лоси. Это была уже настоящая опасность. Любой из подобных зверей в результате мутаций становился гораздо более живучим и предельно агрессивным. Загрызть, затоптать или пробить рогами грудь человеку такое существо могло запросто, и потому после выброса патрули удваивались, хищное зверье пытались отлавливать и отстреливать. Туши мутантов сдавались в научной лаборатории, заявок от которых всегда оказывалось больше, чем убитого зверья. Каждое караульное помещение имело рабочий компьютер, входящий в единую беспроводную сеть ареала, и в разделе запросов всегда можно было найти перечень заявок на образцы с номерами лабораторий и позывными ответственных за получение груза лиц. Березов от нечего делать ежедневно просматривал заявки. Самая первая в списке и вечно необработанная заявка была от лаборатории ЛП-32, желавшая получить все известные ареаловские формы жизни размерами крупнее насекомого, но требующего исключительно живые образцы. В графе заказчика стоял позывной «Лаванда». За все время стажа на памяти Ивана никто не подошел к мутировавшей твари ближе, чем на уверенный выстрел. И он сильно подозревал, что дела с исследованиями живых форм идут у Лаванды не самым лучшим образом. Он даже смог убедиться в этом лично. Через несколько часов после окончания третьего в его ареаловской карьере выброса с наблюдательной вышки раздалась длинная пулеметная очередь и зазвучал сигнал тревоги. Охрана опрометью бросилась занимать огненные позиции, на ходу щелкая предохранителями и лязгая затворными рамами. И уже через считанные секунды КПП замер, напряженно вглядываясь в стороны зоны, через прорези прицелов. Там, за железнодорожным полотном, неуклюже переставляя ноги, брела одинокая человеческая фигура. Невысокий мужчина в вымазанном землей старомодном черном костюме и изорванных бумажных туфлях двигался словно плохо подвешенная марионетка, даже не ставя, а скорее втыкая ноги в землю. Безвольно болтающиеся, как плети, руки невпопад двигались, когда идущий спотыкался, наступая на камень или попадая ногой в рытвину. Бродяги, как только забрались сюда, до ближайшего кладбища черт знает сколько, чертыхнулся в эфире ближайшей связи начальник пропускного пункта. «Федя», — позвал он наблюдателя, — «сколько их там?» «Пока вижу только одного», — прошипел помехами голос дежурившего на вышке пулеметчика. Я дал по нему очередь, думал отпугнуть, но он не сворачивает, прет прямо на нас. «Смотри лучше, может там есть еще?» — уточнил начальник. «Один он», — протрещал радиоэфир. «Точно один. Сюда идет, да так целеустремленно, словно к себе домой». «Знает нечисть, что мы здесь», — процедил начальник. «Чуют они людей». «Значит так», — он повысил голос, обращаясь сразу всем. «Подпустим поближе. Как насыпь перейдет, по моей команде открываем огонь. Бить по суставам. Ноги перерубим, подойдем ближе и добьем. Кто ближе к караулке, принесите топор и лопату». «Может, лучше его так и повяжем?» — предложил Березов. «Ученым сдадим. Заявок на это добро хватает». «Рискованно, что-то уж больно шустрый он», — покачал головой начальник. «А вдруг поцарапает кого? Или того хуже погрызет?» Иван вспомнил короткую лекцию Лаванды и подумал, что, вероятно, в чем-то она была права. Но осуждать людей, не кипящих пламенным желанием, попасть под ампутацию или куда похуже из-за шального укуса выпавшего из могилы мертвеца, тоже нельзя. Их можно понять. Никто не захочет заработать себе проблему на ровном месте. И все же с таким подходом мы будем останавливать рост ареала еще очень долго. «Я его возьму», — Березов поставил автомат на предохранитель и закинул его за спину. «А вы подстрахуете. Дай-ка сюда». Он забрал лопату у подоспевшего из караулки бойца. «Топор не нужен. Несите сеть и 2 пары науручников». Принесли все необходимое. И Иван в сопровождении пары человек побежал вдоль путей, обходя монотонно переставляющего ноги покойника. Зайдя ему в тыл, Березов взял лопату в обе руки, словно биту, и быстро сблизился с мертвецом. Тот, почувствовав рядом людей, остановился, нерешительно топчась на месте. Обтянутый сухой желтой кожей череп рывками поворачивался в разные стороны, словно пытаясь разглядеть происходящее вокруг пустыми глазницами. Вблизи ходячего трупа слабо ощущался тошнотворный запах сгнившей плоти. Видимо, покойник встал недавно, и процесс обратной регенерации еще не завершился полностью. Березов размахнулся,
сделал шаг в бок для большего удобства и с силой нанес удар, целясь под коленные изгиба мертвеца. Черенок лопаты описал широкую дугу, и потерявший опору бродяга рухнул навзничь. «Сеть!» – кивнул Иван одному из своих спутников, орудуя лопатой, словно багром. Покойник пытался подняться на ноги, и Березов ловкими движениями выдергивал из-под него его руки, не давая мертвецу опираться о землю. Спустя секунду на бродягу набросили сеть, и пока тот беспомощно барахтался, путаясь в густой ячее, охранники ногами наступили ему на грудь и придавили к земле руки. «Сильный, зараза!» – поморщился один из бойцов, с опаской поглядывая на звонко щелкающего челюстями бродягу. А с виду невелик. Пока остальные держали руки, Березов, поочередно наступая на ноги покойника, сковал ему наручниками лодыжки. После нескольких минут возни Иван защелкнул наручники на костлявых запястьях с следами растворяющихся трупных пятен, снял сетку и даже завязал бродяге рот. Обездвиженный мертвец лежал словно бревно, изредка не сильно взбрыкивая, словно в судорогах. Осталось лишь зайти в сеть и обработать заявку. Однако на этом история не закончилась. Через 2 часа на КПП пришел грузовик забирать лабораторный образец. Вместе с парой грузчиков из удлиненной камазовской кабины выпрыгнула девушка в полевом снаряжении научных экспедиций и немедленно заявила встречающему их охраннику: «Здравствуйте, я Лаванда. Где мой неповрежденный образец?» «Вон он», — указал тот. «Забирайте свою гадость поскорее. Воняет от него так, что наизнанку уворачивает». Лаванда развернулась в указанную сторону и увидела Березова, волокущего за собой бродягу. Иван держал его за перемычку, сковывающих черные от грязи лодыжки наручников, и просто тащил за собою рефлекторно сокращающееся тело, словно мешок. «Вы?» – вырвался у нее удивленный возглас. «Что вы делаете? Так нельзя обращаться с образцами. Вы его повредите». «У меня не хватит сил нести его на вытянутой руке», – усмехнулся Иван. «А больше к нему подходить никто не хочет. От него действительно воняет. И очень неприятно». Он потащил бродягу к ней и бросил: «Забирайте свое сокровище». Он цел и невредим настолько, насколько это вообще было возможно. Взяли без единого выстрела. Между прочим, специально для вас старались. Да и наручники возвращать не надо. «Грузите», – распорядилась Лаванда, оборачиваясь к грузчикам. «Только осторожнее. И не бойтесь, он не опасен, тем более в таком виде. Наша боевая охрана храбро обезопасила от него все человечество». Она бросила на Тумана насмешливый взгляд и саркастично поинтересовалась: «И чем же я заслужила такой королевский подарок?» «Вот уж точно, что ничем», – отрезал Береза. «Я помню вашу неудачную лекцию. Кроме того, ваша заявка мозолит глаза уже 1,5 месяца. Вот и решил помочь. Подумал, что вам сложно достаются живые образцы. Знал бы, что вместо «спасибо» снова услышу этот самовлюбленный бред псевдогения, то хорошенько подумал бы, прежде чем возиться с этим ходячим, воняющим дерьмом». Он злобно скривился и пошел к зданию КПП. «Что?» – Лаванда задохнулась от возмущения. «Да как вы смеете?» Но Березов лишь отмахнулся, не оборачиваясь, и захлопнул за собой дверь. Грузовик ученых уехал, оставив на душе неприятный осадок. И сейчас, глядя через бронированное автобусное окно, Иван вновь вспомнил эту историю с бродягой. «Глупо получилось», – с досадой подумал он. «Хотел же как лучше». «Ладно, черт с ней». Автобус прошел переезд и остановился. Березов не сразу сообразил, в чем дело, глядя на спокойно сидящих в салоне бойцов. Сказалась 2-месячная привычка воспринимать КПП как безопасный рубеж перед зеленой зоной. Теперь же зеленая зона начиналась сразу с железнодорожными путями, и колонна, пройдя шаг выброса, остановилась для уточнения обстановки, сверяясь со свежими данными навигаторов. Научные поисковые партии регулярно обновляли информацию об аномалиях зеленой, но инструкция требовала дополнительной сверки маршрута движения всякий раз, когда транспорт входил в зону, и нарушать ее никто не хотел. Закончив сверку карт, колонна продолжила путь. По зоне двигались осторожно, на небольшой скорости, внимательно вглядываясь в окна. Пройдя 1,5 километров, машины остановились. Дальше предстояло идти пешком. Чем ближе к желтой, тем менее предсказуемой и более опасной становилась зона. Количество и сила аномалий возрастали чуть ли не в геометрической прогрессии. Маленькая колонна заглушила двигатели, обе машины накрыли маскировочными сетями, и отряд выдвинулся на соединение с группой «Медведя». Двигались, как обычно, в колонну по одному, шагая след в след. Зеленая зона не столь опасна, как желтая, но расслабляться и терять навык не стоило. Березов шел сразу за лемуром и прислушивался к ощущениям, хорошо ли подогнана мембрана. С момента зачисления в спецотряд он был в зеленой уже трижды, в качестве учебно-тренировочных выходов. Мембрана теперь у него своя, и после тщательной подгонки работать в ней стало гораздо удобнее, чем тогда в желтой зоне. Поначалу на это задание вообще хотели мембраны не брать. Но Медведь сообщил, что Хромой устроил свой схрон довольно хитро,
где-то в подвале среди мертвой деревушки, когда-то носившей название Порожек. Деревенька теперь забита аномалиями и мутировавшей растительностью. В домах студень, в сараях паутина. В огородах понарыло нор хищное зверье. А ветер гонял по заросшим сине-зеленым мхом улицам облака мутно-желто-белесого древесного пуха, токсичной едкой гадости, при попадании на открытые поверхности тела, разъедающей кожу, словно кислотный ожог. В итоге решили не рисковать и мембрану все же надеть. К тому, что некогда было деревней Порожек, вышли к 3 часам дня. И без того немногочисленная группа медведя на этот раз совсем поредела. Из 7 человек списочного состава 2 находились в отпуске, 1 на больничном. В результате 4 бойцов разделилась и, охватив деревню незамысловатым кольцом, вела наблюдение. Получив в радиоэфире подтверждение о приближении отряда, медведь вышел мне навстречу и доложил обстановку. На данный момент Хромой с бандитами находятся в схроне, никакого движения не наблюдалось. Скорее всего, они отсыпаются перед ночью. Сам схрон, вероятно, находится в погребе покосившегося деревянного дома, прямо на крыльце которого стоит зыбь, и соваться туда верная смерть. Дом имеет в общей сложности 6 окон, все распахнутые и без стекол. Но Хромой со товарищи заходили внутрь не через них, а через чердачное окно со стороны огородов. Там у стены дрова сложены в поленницу, закончил рассказ медведь. Поленница старая, 1,20 м высотой где-то. Дрова потрескались и потемнели от времени. Вот на нее Хромой лестницу и поставил. Потом они ее за собой в окно втянули. Наверняка в окнах 1-го этажа паутина растет. И вообще не думаю, что по 1-му этажу можно ходить. Ночью вся деревня окнами светится, словно синяя лампа, и этот дом туда же. Студень везде. «Посмотрим», — кивнул Ферзь, выслушав доклад. Он протянул за липучку клапана, открывая набедренный карман мембраны, и достал оттуда Ариадну. Нежно-желтая полупрозрачная капля словно светилась где-то глубоко внутри мягким красным сиянием. Ферзь сжал ее в ладони левой руки, несколько мгновений разглядывал мертвую деревню, после чего правой рукой достал нож и, не выпуская Ариадну, принялся короткими движениями чертить на земле план деревни. Бойцы отряда склонились над ним, стараясь не мешать друг другу. Вот наш дом. Острие ножа уткнулось в нарисованный квадратик. В дверях зыбь, в окнах паутина, на полу студень. В огороде плешь вдоль задней стены оковы. Начинаются они от самой поленницы. Вот тут, он отметил крестиком место, сталкеры и ставят лестницу. Прямо на поленницу, по-другому в дом не попасть. Так что схрон у них не в подвале, а на чердаке. Выйти оттуда можно только так же, как и войти. Это облегчает нам задачу. Брать будем прямо у поленницы. Забросим в чердачное окно шашку черемухи. Сами вылезут. Что, если они успеют надеть противогазы? Хмыкнул медведь. Тогда возьмем измором, заявил Ферзь. Деваться им оттуда некуда, уйти не могут. Даже по крышам? Уточнил Березов. По крышам? Слегка удивился Салмацкий. А смысл? Ну вылезли они на крышу, а дальше куда? Они ж там как на ладони. Не согласен, покачал головой Иван. По крыше можно и ползком. Горячки боя могут и не заметить. А если еще дым поставить, например, кусок резины, смоченной мазутом, или еще чем поджечь, то шансы есть. Если бандиты делали схрон основательно, наверняка они позаботились о путях отхода. Не исключено, что если проползти через всю крышу, то где-то там можно спрыгнуть и скрыться в растительности. Если не перекроем крышу, имеем риск упустить кого-то из преступников. Ферзь внимательно посмотрел на Березова и задумался. Он вновь окинул взглядом дома. Крыши чистые, значит, действуем следующим образом. Северная часть деревни вот отсюда. Он вернулся к наскоро начерченному плану. Сплошное гиблое место. Туда они не пойдут. Медведь, твоя группа на всякий случай приглядывает за этим направлением. Но основная наша забота – восток. Если кто-то каким-то образом выпрыгнет из окна на поленницу, дальше у него только 2 пути – к вам. Вот оттуда. Ферзь указал рукой на рухнувший забор и вновь ткнул ножом в рисунок. Либо сюда. Здесь будет ждать группа лемура. Остальные пойдут со мной к полеснице. Туман, посмотрел он на Березова. Ты идешь с нами. Ветер, вот тут у соседнего дома дерево видишь? Оно чистое, если не считать синьку. Влезешь на него и приглядишь за крышей. Далеко по ней не уйти. Но если бандиты хорошо прощупали деревню и знают расположение всех аномалий, то тропу найти можно. Все, выдвигаемся, закончил Ферзь, затирая ногой чертеж. Связь держать на частоте номер 3, запасная номер 8. Идем. Иван заметил, как медведь с лемуром практически одновременно бросили на него мимолетные косые взгляды, как только Ферзь объявил, что берет его с собой. Ветер же, наоборот, остался невозмутим и никак не отреагировал на это известие. Странно, что у них такая разная реакция. Березов насторожился. Что-то во всем этом ему не нравилось, но пока еще непонятно, что именно. Операция началась спокойно.
Группа Лемура и Медведя заняли указанные Ферзем позиции и взяли на прицел дом Хромова. Получив в эфире доклады, Салмацкий отдал приказ надеть снабженный противогазами шлем сферы и лично повел группу захвата через огороды. Он пошел первым с Ариадной в одной руке и пистолетом в другой, расставляя бойцов в безопасных местах. Березов отметил, что командир сильно рискует ради заботы о своих подчиненных, что, несомненно, делает ему честь. Дом окружили, до поленницы дошли без эксцессов, и группа захвата залегла в огороде, быстро оградив вешками с прикрепленными флажками границы близкой плеши, и изготовилась вести огонь по чердачному окну в случае необходимости. Но дальше все пошло не совсем так, как ожидал Березов. Ферзь отдал короткую команду, и пара бойцов, укрывшихся прямо за поленницей, забросили в чердачное окно несколько шашек с черемухой. После этого они остались там же, приведя Ивана в недоумение. Ведь если из окна выбросят гранату, оба бойца неминуемо попадают под осколки. Однако Ферзь не стал их отводить. К тому же он немедленно достал портативный мегафон и объявил скрывшимся в доме преступникам, что они окружены со всех сторон, что бежать им некуда, после чего предложил сдаться. Подобная неграмотность Ферзя никак не вязалась с его репутацией. Березов не понял, зачем предложение о сдаче было объявлено так рано. Ведь если бандиты предположительно спали, то теперь они точно проснулись. Вместо того, чтобы во сне нахвататься черемухи и инстинктивно повыскакивать в окно, забыв о противогазах и вообще обо всем на свете, они смогут надеть средства защиты прежде, чем слезоточивый газ заполнит дырявый чердак в нужной концентрации. Судя по всему, так оно и вышло. Минут 20 бандиты не отвечали, и из окна никто не появлялся. Внезапно оттуда вылетел какой-то сверток. «Граната!» — крикнул Ферзь, заставляя людей вжиматься в землю. Но взрыва не последовало. Вместо этого сверток упал на землю и с негромким хлопком лопнул, окутываясь клубами густого сизого дыма. Еще один хлопок донесся с крыши, которую тут же стало затягивать дымом. Как и предполагал Березов, бандиты ставили завесу, пытаясь вырваться из ловушки. Маловероятно, что они окажутся столь глупы, чтобы организовать схрон в месте, не имеющем пути отступления. Кто же станет запирать западню самого себя? Со стороны соседнего дома, возле которого на дереве должен был засесть ветер, прозвучала автоматная очередь. Затем еще одна. И совершенно неожиданно на крыше бандитского дома громыхнул разрыв ручной гранаты. Двое пытались уйти по крыше. Раздался в эфире голос ветра. Цели уничтожены. Больше контролировать крышу не могу. Сильное задымление. Ничего не вижу. «Принял тебя», — ответил Ферзь и вновь поднял портативный мегафон. «Сталкеры, это последнее предупреждение», — заявил он. «Сдавайтесь или будете уничтожены. Даю вам 2 минуты». И, отложив мегафон, тут же кивнул одному из протаившихся у поленницы бойцов. «Светозвуковую». Боец достал светозвуковую гранату и забросил ее в чердачное окно. Сверкнула ослепительная вспышка, и тяжело ухнул звуковой удар, гулко проходя через герметичную сферу мембраны. Из щелей прогнивших стен и крыши во все стороны брызнули клубы трухи, пыли и куски сине-желтого мха. Березов непонимающе переводил взгляд с Ферзя на остальных бойцов группы. Странное какое-то задержание. Со стрельбой на поражение и метанием гранат, без предоставления окруженным даже малейшей возможности сдаться добровольно, еще до попытки штурма. Кстати, о штурме. Чего ждет Ферзь? Вот сейчас, пока бандиты ослеплены и оглушены, самое время взобраться на крышу, перекрыть пути отхода и в случае благоприятной ситуации после броска второй гранаты войти внутрь. «Ферзь, я Туман», — он вышел в эфир. «Момент удобный, могу выйти на крышу, пока дым не рассеялся. И...» «Нет», — оборвал его Салмацкий, — «слишком рискованно. Этим терять нечего, нарвешься на пулю. По нашей информации, бандиты вооружены дыроколами». И сделал короткий жест засевшему поленнице. «Еще одну». Вторая светозвуковая граната влетела в чердачное окно, и снова грянул грохот со вспышкой. «Ничего не понимаю», — подумал Иван. «Если так дело пойдет и дальше, задерживать будет некого. Там мозги у всех полопаются». Дым начал рассеиваться, и он заметил слабое шевеление в чердачном окне. «Движение», — бросил он в эфир. «В окне. Возможно, выход...» Треск сразу нескольких автоматных очередей заглушил его слова. Пули ударили в окно, разнося трухлявый проем в щепу. Раздался короткий крик, шевеление прекратилось. Из разодранного окна безжизненно свесилась залитая кровью рука. Иван лишь покачал головой. Что вообще тут происходит? Или бойцы спецотряда настолько злы на бандитов из-за того боя у развалин? Он вполне мог это понять. Спецотряд тогда понес потери, несколько человек получили ранения. Один из них до сих пор проходит лечение. Но если сейчас перебить всех, то единственная нить, ведущая к шпионской лаборатории, будет потеряна. Оперативники возлагают на это задержание большие надежды, а тут творится черт знает что. Прямо вендетта корсиканская.
Однако, судя по реакции окружающих, никого кроме Березова это не волновало. В сложившейся ситуации стоило проявить инициативу, и он, привычно пригибаясь, быстрой перебежкой подошел к сидящему за покосившейся деревянной изгородью Ферзю. Тот встретил его вопросительным взглядом. «Там остался всего один», — Иван кивнул в сторону чердака. «Надо брать его живым, иначе провалим операцию, если уже не провалили», — добавил он. «Мертвые показания не дают. Как будем шпионскую лабораторию искать?» «Все они отморозки», — зло ответил Ферзь. «Убить человека? Для них все равно, что синьку прихлопнуть. Я уже потерял достаточно людей и больше не собираюсь рисковать никем. Я сам его возьму. Риск будет минимальным», — возразил Березов. «Нужно только снайперское прикрытие. Пусть последят за окном. Я заякорю альпинистскую кошку с веревкой и влезу на крышу, это быстро. Найду там лаз, через который перебитые ветром бандиты выходили. А вы сымитируете штурм и бросите светозвуковое в окно. Сразу после взрыва я зайду внутрь и приму оставшегося, если он еще жив. Подставишься под пулю, мне отвечать», — поморщился Ферзь. «И без того потерь достаточно. Этот гад там наверняка уши чем-нибудь заткнул и светофильтры на противогаз накрутил. Он сдаваться не собирается». «Я справлюсь», — настаивал Березов. «Не в первый раз». В этот момент эфир ожил. «Слышу движение в окне», — продолжил наблюдатель. «Отдайте приказ не стрелять», — потребовал Березов. «Иначе месяцы работы оперативников пойдут псу по хвост». «Я сдаюсь», — донесся из окна слабый голос с армянским акцентом. «Не стреляйте, я сдаюсь». Березов смотрел на Ферзя в упор. Тот пожал плечами и произнес: «Не стрелять, брат живым». И тут же добавил: «Соблюдать осторожность, это может быть ловушкой». Но все оказалось много проще. Ашот Хромой сопротивляться не хотел. Он оказался ранен в ногу осколками гранаты, и даже лестницу в оконный проем вытолкал с трудом. Лезть по ней ему было тяжко, и он практически скатился внутрь группы захвата. С него сорвали противогаз и оттащили в сторону. Сталкером занялся сам инструктор, и Ферзь объявил окончание операции. Боевые группы начали выходить из деревни, тщательно придерживаясь разработанного маршрута. Обратный путь неожиданно оказался сложнее, чем первоначальный заход в мертвую деревню. Словно возмущенный появлением людей, желтый пух собрался в огромные рваные облака и метался по улицам от одного покосившегося дома к другому, пытаясь облепить затянутых мембрана бойцов. Видимость ухудшилась, словно посреди лета внезапно начался снегопад из грязно-желтых хлопьев, и идти приходилось медленно, часто стряхивая налипающую желтизну с лицевых щитков шлемсфер. Каким образом абсолютно сухой желтый пух прилипал к гладко отшлифованному пластику лицевых пластин, осталось загадкой, но желтая трень тянулась к людям, словно мелкая железная стружка к мощному магниту. Облака пуха хаотичными потоками сновали по мертвым улицам, огибая невидимые глазу аномалии. И приглядевшись, можно было увидеть десятки занятых желтыми потоками чистых мест, усыпавших деревню. Близко к этим местам лучше не подходить, хмуро подумал Иван, вспоминая теоретический курс. Желтый пух обтекает аномалии только в зеленой зоне. В желтой зоне ему это занятие глубоко до лампочки. Там пух прет напролом, и по нему уже не определишь опасное место. Тогда во время спасательной операции с болтом пуха они не встретили. Интересно было бы спросить у Валерия, как он выходит из подобного положения, не нося мембраны. Скорее всего, просто обходят пух заранее. Видимо, знают маршруты. Иван заметил, что отстает от впереди идущего бойца, и прибавил шаг. Березову выпало отходить одним из первых, и он был уже у самой окраины, когда сзади донесся вопль «Стоять!», вслед за которым ударила автоматная очередь. Иван стремительно развернулся, приседая на колено, и взял оружие на изготовку. Цепочка выбирающихся из мертвой деревни бойцов замерла, но в следующую секунду зашипел радиоэфир. «Отбой тревоги!» – раздался голос Ферзя. «Продолжать эвакуацию!» Причина внезапного переполоха выяснилась через несколько минут, когда весь отряд вышел к точке сбора. И пришла группа ветра, и Ашота Хромова с ней не оказалось. Ветер хмуро поглядывал на Сломатского. Коротко объяснил, что сталкер пытался совершить побег. Его пытались остановить, но не успели. Хромая на раненой ноге, тот споткнулся и упал в аномалию. Плешь размазывала его в доли секунды, оставив от человека лишь небольшую кучку перепачканного кровью тряпья. Место его гибели было зафотографировано для приобщения к рапорту о результатах операции. Это известие все восприняли спокойно. Лишь медведь саркастически ухмыльнулся. Мол, что такое не везет и как с ним бороться. Но больше ничего не сказал. Всю обратную дорогу Березова одолевало какое-то смутное и неприятное чувство, смысл которого он уловить не мог. Глава 17. Лежащий у рабочего кресла на дорогой подставке из дымчатого стекла портфель тихо звякнул коротким переливом колокольчика, привлекая к себе внимание.
Прокопенко покосился на него и поспешил закончить затянувшийся телефонный разговор. «Я вас услышал, святой отец», – терпеливо повторил он, – «и нахожу ваши рекомендации вполне логичными. Предлагаю обсудить подробности при личной встрече. Да, я приеду в храм. Да-да, разумеется. Откладывать не будем. Я завершу текущие дела и сегодня к вечеру буду у вас. Часам к 23. Возможно, чуть позже». Он вкратчиво уточнил. «Вы же теперь круглосуточно принимаете страждущих, насколько я понял из ваших слов». «Что?» «Да, конечно. Обязательно. Я перезвоню заранее, как только направлюсь к вам». «Нет-нет. За 2 часа нереально. У нас аврал, 3-сменный рабочий график, я загружен чрезмерно. Я обязательно предупрежу вас, как только буду выезжать. Минут за 15. Это все, что в моих силах. До свидания, святой отец». Прокопенко положил трубку. Чертов святоша. Хочет больше денег. Прослышал о предстоящих сверхприбылях компании и начал жадничать. Мало ему процентов с каждого отката и того солидного куска, что отвалили за пиар и прочую духовную поддержку трудового подвига. Сверх того, выступил с предложением организовать чуть ли не передвижной храм для посещения особо удаленных мест строительства и хочет под это дело средств. Отличное предложение. Вот только денег, которые он получил, с лихвой хватит на десяток передвижных храмов и на пару мобильных церквей. Зажрался поп. Ладно, с ним он разберется позже, ближе к ночи. Пусть святоша подождет. Дадим ему еще $100 000. Пусть заткнется и дальше приносит пользу общему делу. А если не заткнется по-хорошему, так ведь эту проблему можно решить и по-другому. В храме хватает халявщиков в рясах. Место безвременно усопшего настоятеля долго пустовать не будет. К тому же его помощник, или как там его, протоиерей, поди их разбери, давно мечтает занять место шефа. С ним будет договориться гораздо дешевле. Со временем, конечно, и тот зажрется и обнаглеет, но это уже будет позже. Портфель снова звякнул, и чиновник достал из него мобильный телефон с пиктограммой свежего СМС-сообщения. Прокопенко нажал на кнопку, мгновение читал полученный текст и, усмехнувшись, набрал ответ. Через полчаса место номер 7. После чего положил телефон обратно в портфель и вышел из-за стола. Он подошел к большому окну и остановился возле него, разглядывая раскидывавшуюся под ним ухту. Прокопенко ненавидел эту дыру. Крохотный, затерянный в забытом богом таежной окраине страны городишко сидел у него в печенках. Тухлый, скучный и провинциальный до мозга костей. Это место для него сродни тюремной камере. В ней, наверное, так же тоскливо и уныло однообразно. Сейчас бы в Москву, а еще лучше, в Штаты, в Лас-Вегас. Вот где жизнь кипит. Казино, роскошные авто и рестораны, гламурные женщины. А главное, не надо корчить из себя праведника, разъезжая по городу на служебной машине и трясясь в перелетах на креслах общественных самолетов. Он вздохнул. Рано. Еще рано. Время не пришло. Сейчас надо зарабатывать. К тому же, в последнее время игра в казино не шла, и денег ощутимо не хватало. А для заработка ухта ему необходимо больше, чем золотая жила. Особенно сейчас, когда ожидается получение огромного бюджета. Он уже раздал заказы поставщикам, и скорые откаты позволят ему не просто закрыть финансовые дыры в личном бюджете, но и очень прилично заработать. Чиновник посмотрел на часы. Пора ехать. Прокопенко усмехнулся. Он даже часы себе не может позволить нормальные. Надо соответствовать статусу и поддерживать имидж скромного чиновника. Служебный Мерседес, часы Vacheron за жалкие $5000, костюмчик средней руки за 2. До какой же степени все это надоело. Хочется надеть приличный костюм от Киттон, ручная работа, 1000 за 10, как у президента Экстраойла. Ездить по набережным Ниццы и Монако на Бугатти Вейрон и сверять время по Бреге за 2 большую сумму, чем у этого пижона Макарова, не имеющего за душой и 10-й части прокопенковских денег. Но приходится быть заложником обстоятельств. Прокопенко вышел из кабинета, на ходу обронив секретарша. «Я уезжаю на встречу с поставщиком. Вернусь через час. Меня не беспокоить». Он, не останавливаясь, вышел из приемной и направился к лифтам. Его автомобиль уже ожидал у крыльца, и охранник открыл дверь при приближении начальника. Прокопенко сел в машину, и безопасник побежал к передней двери, стараясь как можно скорее занять свое место. «Ресторан «Сталкер», — распорядился он. «Слушаюсь, Максим Анатольевич». Водитель с фигурой профессионального борца аккуратно тронулся с места. «Кругом одни ФСБшники», — подумал Прокопенко. Белов обложил его своими людьми. Это, конечно, очень хорошо и дает гарантии, но иногда может причинить некоторые неудобства. Например, как сейчас, когда необходимо провести приватную встречу. Но и он, Прокопенко, тоже не лыком шит. Охранники и водители могут следить за ним сколько угодно и строчить докладные, как заблагорассудится.
Он обставил все чисто. Комар носа не подточит. Сейчас он проведет встречу с самым настоящим поставщиком РАО, исправно побеждающим во всех положенных тендерах. Фирма господина Меркулова поставляла в Ареал мелкую строительную фурнитуру по очень выгодным ценам. Если бы кто-то чрезмерно дотошный совершил чудо и смог бы проверить всю цепочку соответствующей документации, он с удивлением обнаружил бы, что фирма отдает в РАО товар практически по себестоимости. Более того, иногда, чтобы уложиться в срывающиеся сроки поставок, она даже несет убытки за счет удорожания стоимости срочной перевозки. Но требующиеся РАО объемы именно этой номенклатуры были невелики и серьезными деньгами не являлись, и потому маленькая фирма со своими такими же маленькими поставками особого интереса ни у кого не вызывала. Работа с поставщиками являлась прямой обязанностью Прокопенко, вне зависимости от размеров оных. Чиновничий «Мерседес» подъехал к фешенебельному ресторану, и из его дверей немедленно появился швейцар, спешивший встретить дорогого гостя. Прокопенко криво усмехнулся. В этом городе его узнал в лицо каждый, прям первый парень на деревне. Лично он предпочел бы, чтобы его узнавали в Монте-Карло или на Манхэттене. «Здравствуйте, Максим Анатольевич». Швейцар распахнул перед ним стеклянные двери. «Добро пожаловать». Едва Прокопенко ступил за порог, около него немедленно оказался старший менеджер ресторана. «Максим Анатольевич». Он подобострастно протянул ему руку для приветствия. «Мы очень рады вас видеть. Желаете стол или вип-ложу?» «Ложа», — ответил чиновник. «7-ю. У меня встреча». «Как пожелаете». Старший менеджер была сама любезность. «7-я ложа зарезервирована, но для вас я отменю заказ. Пожалуйста, проходите. Позвольте, я провожу вас». Меркулов появился через 10 минут. Ровно в назначенное время. Это у него являлось своеобразным шиком. Его точность вполне могла успешно поспорить с часами. Возможно, подобная педантичность могла произвести впечатление на многих, но только не на Прокопенко. Пословицу «время – деньги» чиновник предпочитал не делить на составляющие, и если с тобой нельзя получить прибыль, то твоя экономия времени никому не интересна. Приходи ты хоть с точностью эталона времени. Приятного аппетита, Максим Анатольевич. Меркулов, немолодой лысоватый мужчина, рыхлого телосложения, уселся в обеденное кресло напротив. Я захватил с собой официальное письмо, о котором вы говорили вчера. Он протянул чиновнику тонкую папку. Раз уж мы встретились, можно избежать курьерской волокиты. Очень любезно с вашей стороны. Прокопенко забрал папку. В предусмотрительности Меркулову не откажешь. Теперь их встреча выглядит еще более естественной. И водитель, и охранник доложат в рапортах своему начальству об очередном рутинном деловом контракте Прокопенко. Все заметят, как он вернется с какой-то папкой в руках, и в тот же день секретариат поставит на входящие еще одно письмо из безграничной деловой переписки с поставщиками. Подобные встречи – часть его работы. «Я так понимаю, у вас ко мне что-то важное», – предположил Меркулов, разглядывая меню. «Мои люди решили проблему с вашей оплошностью», – ответил чиновник. «Этот ваш хромоногий сталкер трагически погиб во время задержания. Впредь советую вам быть разборчивее в подборе контингента». «Приятная новость», – Меркулов одобрительно склонил голову. «Признаюсь, мы допустили крайне досадный прокол. Я не думал, что среди сталкеров существует сколь-нибудь серьезная взаимовыручка, и что Хромова предупредят его же конкуренты. До сих пор подобного не случалось». «Это Россия, господин Меркулов», – усмехнулся Прокопенко. «Умом ее не понять», – как говаривал классик. Вчера сталкеры были готовы продать друг друга вместе с мамой ради пары артефактов. Сегодня вытаскивают друг друга на плечах из зоны. Завтра вновь готовы перегрызть друг другу глотки. А послезавтра вместе пьют водку в дешевом кабаке, радуясь заработанным жалким 3-4 тысячам долларов. Надо бы поручить это дело уголовникам. У вас же их достаточно. Мы так и поступили, поморщился Меркулов. Но у них, как оказалось, недостаточно квалификации для работы в зонах. Он внимательно посмотрел на Прокопенко. «Но вы ведь не только это хотели мне сказать, не так ли?» «Я уже привык к вашей проницательности», — чиновник коротко хмыкнул. «И поэтому сразу перейдем к делу. Ваш Хромой здорово засветился. Информация дошла до Москвы и попала к людям мне неподконтрольно. В понедельник мы ожидаем прибытия из столицы особой следственной группы. Уведомление об этом уже получено сразу по 2 линиям – ФСБ и ФСК. Группе даны практически неограниченные полномочия. И хотя сам Хромой больше не является проблемой, нет гарантий, что приезжие ничего не обнаружат в его связях и контактах. Наши риски возрастают, и я хотел бы обсудить дополнительную плату». «Что ж, я ожидал чего-то подобного». Меркулов отреагировал абсолютно невозмутимо. «Сколько?» $1 миллион», — ответил Прокопенко. «Сверх обычных платежей, на имеющийся у вас швейцарский счет». «Это очень большая сумма», — возразил собеседник. «Согласовать ее получение может оказаться невозможным. 500 тысяч выглядят более реальной цифрой».
Все шпионы, еще и бизнесмены? Или только вы такой уникальный специалист на все руки?» — фыркнул чиновник. «Я не торгуюсь, господин Меркулов. Вы не хуже меня знаете, что грозит в случае вашего или моего ареста. Я желаю получить миллион». «Наша работа — часть политики», — философски заметил тот. «А как известно, политика — это бизнес, причем очень грязный. Я хорошо понимаю ваши риски, Максим Анатольевич, и оцениваю их сообразно. И советую вам быть более избирательным в подборе слов, хоть мои люди и обеспечивают защиту от прослушки наших разговоров. Мы уже сделали выводы из случая с Хромым и уже принимаем меры. И понимаем, что в этой связи нагрузка на вас также возрастает, но суммы должны быть реальными. Ведь у меня тоже есть руководство, и оно потребует объяснений. Если наши текущие затраты превысят ценность даже перспективной отдачи, проект будет свернут. 600 тысяч – это все, что я могу предложить. Черта с два не свернут проект». Прокопенко внутренне злобно оскалился, но себя ничем не выдал. Жадничает Меркулов. Знает, что особо надавить на него нечем. В крайнем случае, они сделают вид, что бросили это дело. Меркулов заменит на кого-то другого, а вместо него, Прокопенко, будут платить еще кому-то. Скорее всего, из его же людей. Ладно, нахрапом взять не удалось, но бизнес есть бизнес. 800, покачал головой чиновник. Вы явно забываете, что я действую не один и рискую не один. И мои люди тоже желают компенсации за возросший риск, так что сумма вполне оправданная. Понимаю, кивнул Меркулов. Но давайте посмотрим правде в глаза, Максим Анатольевич. Не думаю, что деньги, получаемые от нас, делятся поровну между всеми, так сказать, участниками процесса. Особенно учитывая вашу маленькую слабость к покеру, которая так недешево обошлась вам во время последней поездки в Москву. Полагаю, ваши люди останутся вполне довольны своей долей, если мы остановимся на сумме в 700 тысяч. Это мое последнее слово. И поверьте мне, возможность своего бюджета я знаю не хуже, чем вы своего. И что интересно, в данном вопросе мне даже удается обходиться без помощи Храма Божьего. «Ах ты ж скотина!» – беззвучно взорвался Прокопенко, ничем не выдавая бушующих эмоций. «Тычешь в нос, что все про меня знаешь? Только не твое это собачье дело, халуй заграничный. Лучше бы ты за своими проблемами присматривал повнимательнее. Тоже мне, Джеймс Бонд. После того, как этот хромоногий сталкер засветился, чуть ли полгода не мог его убрать. Кто-то из таких же бомжеватых недоумков, ползающих по зонам ареала в поисках жалких заработков, предупредил Хромова, и тот ушел у тебя из-под носа. Ну и что? Смогла сделать твоя хваленая разведка со всеми завербованными уголовниками и сталкерами вместе взятыми. Хромоногий преспокойно отсиживался в зоне все это время и даже периодически выходил в Ухту сбывать товар и закупать припасы, где его чуть было не взяли ФСБшники. Вот тогда бы точно пришел конец и лаборатории, и тебе, и мне, и вообще всему. И кто в результате решил проблему? Прокопенко. А ты сидишь тут и пыжишься, жмешься из-за каких-то плюгавых 300 штук баксов. Вы считаете мои деньги? Снисходительно улыбнулся Прокопенко. И чем это вам поможет, господин Меркулов? Я рекомендую вам сосредоточиться на своих проблемах. Так будет больше пользы. Вам бы стоило позаботиться о повышении эффективности своей структуры. Надеюсь, мне не нужно подчеркивать, что это я только что спас ситуацию, возникшую вследствие ваших ошибок в руководстве вашим же сбродом. О, подчеркивать не нужно, весело отмахнулся Меркулов. Тем более, что сделать это сильнее, чем вы только что сделали, будет сложно. К сожалению, вы правы. Мне приходится иметь дело со сбродом. Что поделаешь, такова ваша Россия. Кругом один сброд, готовый ради денег на что угодно. Но, как я уже сказал, мы учли ошибки и приняли меры. Впредь подобного не повторится. Кроме того, я очень ценю вашу помощь, Максим Анатольевич, и дорожу нашим плодотворным сотрудничеством. Могу я считать, что мы достигли соглашения по поводу суммы в 700 тысяч? Издеваешься, падаль? Внутренне окрысился Прокопенко. Причислил меня к сброду, грызущему друг другу глотки из-за пары тысяч твоих американских бумажек. Посмотрим, как ты заговоришь лет через 5, когда у меня будет роскошный пентхаус на Манхэттене, личный самолет, дом в Голливуде и вилла на Гавайях. Как ты запоешь, когда я проеду в одном из своих лимузинов мимо твоей взятой в кредит дешевой, словно половая тряпка, развалюхи. Если ты, конечно, вообще доживешь до этого дня. И тебя не прирежут твои же шестерки и не бросят твое тело на корм уродливым тварям где-нибудь недалеко от этой вашей лаборатории. 750. Подружески улыбнулся в ответ Прокопенко. Сойдемся на золотой середине. И я буду уверен, что наше плодотворное сотрудничество ничто не омрачает. Он посмотрел на часы. Убедительно прошу вас принять решение оперативно. Мне пора возвращаться в управление. Дела не ждут. Тем более, учитывая введенный в РАО экстремальный режим работы.
Трудимся на износ, тратим здоровье, чтобы зарабатывать деньги, которые потом потратим на то, чтобы заработать здоровье. Впрочем, уверен, что вам это известно не хуже моего». «Это верно», – покивал головой Меркулов. «Такова ирония жизни». Он внимательно посмотрел на чиновника. «Что ж, Максим Анатольевич, соглашение достигнуто. 750 тысяч долларов будут переведены на ваш счет в банке Цюриха в течение недели. Взамен я рассчитываю получать от вас всю возможную информацию о ходе расследования, а также на помощь ваших людей в случае экстренной необходимости. По рукам?» «Все непременно», – с улыбкой заверил его чиновник. «Я сделаю все, что в моих силах, и даже больше. И не забудьте прислать на известный вам адрес SWIFT». «Разумеется», – выдал ответную улыбку Меркулов, вставая из-за стола. «Я помню ваше предпочтение. Хотя Лихтенштейн не самый лучший выбор в плане обеспечения инкогнито. Я бы посоветовал Женеву». Он подхватил свой портфель. «Не буду вас задерживать, Максим Анатольевич. Приятного аппетита и удачного дня». С этими словами Меркулов удалился. Едва он покинул ложу, приветливая улыбка сползла с лица Прокопенко, сменившаяся гримасой ненависти. «Поганая тварь!» Прямо заявил, что знает о моих тайных счетах в Лихтенштейне. Хочет дать понять, что плотно держит его на крючке. Ладно, спасибо за предупреждение. Он сменит и офшорную компанию, и банк, и страну, где находится банк, и продумает новую схему перевода денег с известных счетов на секретные. Теперь он станет еще осторожнее. Нельзя недооценивать возможности Меркулова и его хозяев. Через 20 минут, закончив обедать, чиновник вышел из ресторана. Усаживаясь в машину, он заметил, как охранник и водитель поочередно скользнули по появившейся в его руках новой папке. «Давайте, рапортуйте начальству, что встреча прошла в обычном режиме. А я, как положено, отошлю эту копию письмеца вашему боссу». «Недоумки, вы даже не поняли, что произошло под вашими носами». «В управлении», – коротко распорядился Прокопенко. Глава 18. Вертолет завис над посадочной площадкой, отстреливая пробники. Иван подался к Плистеру, разглядывая лежащую внизу научную полевую лабораторию. Типовая железобетонная коробка, без окон, с обшитыми броней дверьми и грузовыми воротами, с такой же бронированной приземистой сторожевой вышкой на плоской крыше. Помимо вышки, на крыше располагались целые заросли всевозможных научных антенн, анализаторов, направленных то ли излучателей, то ли наоборот приемников, одним ученым известно чего именно, возле которых в настоящий момент возился кто-то из персонала лаборатории. Человек, облаченный в стандартный комбинезон ГНИЦ мандариновой расцветки с фосфорицирующими вставками, имел при себе небольшой прибор с целой гроздью болтающихся на разноцветных проводах щупов. Некоторые из них, оканчивающиеся зажимами типа крокодил, он прикреплял к различным выходам антенн и анализаторов, другими, имеющими форму длинных тонких игл, ловко тыкал, словно щупом, в те или иные точки приборного хитросплетения. Затем человек считывал отображавшиеся на дисплее прибора цифры и заносил их в толстый журнал, болтающийся у него на груди на длинной тесемке. Сама сторожевая вышка, рассчитанная на 2 стрелков, имела поворотное устройство с укрепленной на ней оружейной системой, состоящей из пулемета ПКТ, автоматического гранатомета АГС-17, прожектора и полевого перископа для наблюдения за местностью, включавшего в себя блок ночного видения. Кроме бронированной двери, ведущей на крышу, внутри, в полу вышки, имелся люк, позволяющий попасть непосредственно в лабораторию, не выходя на улицу. Этой детали не было видно из вертолетного блистера, но Березов по привычке тщательно изучил планы ЛП-32 перед вылетом. Ибо ходить по объекту, который тебе назначен под охрану, с раскрытым ртом и каждую минуту задавать всем подряд глупейшие вопросы, типа «что это?», «где это?» и «как туда пройти?», было в высшей степени непрофессионально. Из изученных планов вытекало, что лаборатория в плане безопасности подготовлена очень даже неплохо. Столь основательный подход к оборудованию позиций Ивану понравился, особенно учитывая тот факт, что ему предстояло провести на этой вышке неделю. Трудовой подвиг, как окрестили аврал простые сотрудники РАО после общения вице-премьера Лозинского, вступил в решающую фазу. До запуска новых мощностей оставалась неделя, и работы велись удесятеренными темпами. Как обычно, что-то где-то завершить срок не успевали, и на ликвидацию угрозы срыва сроков начальство бросило всех, кого только можно. А отпуска были прерваны, люди отозваны, отдыхающие смены в целях экономии времени не вывозили с рабочих участков. Люди спали в палатках, ели в походных столовых, пользовались полевыми туалетами и банями. Служба безопасности сбилась с ног, пытаясь обеспечить охрану многочисленных палаточных лагерей, стоящих посреди дикой тайги. Особенно проблемным являлся район прокладки трубопровода через зеленую зону. Мутировавшее зверье
встретила строительные бригады весьма агрессивно. Кроме того, каждую минуту существовала опасность выброса, и приходилось не только отбиваться от озлобившихся животных, но и таскать за собой передвижные пылевые укрытия. Личного состава катастрофически не хватало, и приняли решение задействовать отряд специальных операций, для того, чтобы хотя бы частично высвободить дополнительные людские ресурсы. Однако спецотряд всегда должен пребывать в готовности в кратчайшие сроки выдвинуться туда, где могла внезапно возникнуть ситуация, требующая его профессионального присутствия. Пару дней начальство ломало голову над тем, как распылить отряд и при этом не потерять мобильность, после чего пришло к выводу, что спецотряд может временно взять на себя охрану нескольких половых лабораторий гниц в зеленой зоне, заменив своими людьми штатных охранников, которые отправятся нести службу в районы аврального строительства. Отряду выделили 10 лабораторий, в том числе и ЛП-32. Попасть в нее никто желанием не горел, и сия честь, как всегда в подобных случаях, выпала новеньким и опальным. Да, повезло. Березов стоял перед доской объявлений на базе отряда и читал приказ Ферзя о распределении людей по вновь принятым под охрану объектам. За неделю эта дура точно плешь проест. Лаванда? К нему подошел медведь. Его позывной также числился в списке назначенных в ЛП-32. «Уже успел познакомиться?» «Угу», — ответил Иван. «Было дело». «Вредная баба», — покачал головой здоровяк. «Склочная язва, мертвого достанет. Ферзь нам одружил. Сразу видно, от души постарался. Но меня-то понятно почему. Я другого не ожидал. А вот ты, похоже, выбрал неправильную линию поведения, раз тебя отправили терпеть моральные пытки к этой желтой яйцеголовой девке». «Ерунда», — отмахнулся Березов. «Обычное дело. Новеньких всегда бросают на амбразуру. Вспомни, кто идет в наряд на новогоднюю ночь, молодой лейтенант или недавно прибывший к новому месту службы офицер?» «Не думаю», — усмехнулся медведь. «В лабу нужно всего 4 человека, а у меня сейчас 6. Ферзь отправил бы всех моих, если бы захотел. Это тебе наказание за длинный язык. Эдакий намек на то, кто в доме хозяин». «С чего бы, друг?» — удивился Иван. «Что-то я не припомню ничего подобного». «Да брось», — отмахнулся здоровяк. «А кто шептался с лемуром и был недоволен операцией по захвату Хромова? Как ты там отозвался? Если слухи не врут, неграмотное руководство, непрофессиональное поведение операции, личные эмоции главенствуют над долгом? Кажется, так или что-то в этом роде». «Откуда ты знаешь?» – изумился Березов. «Кроме нас с лемуром там никого не было. Никто разговора не слышал. А Саня бы меня не сдал». «Значит, кто-то все же слышал», – пожал плечами медведь. «Как-то же твое экспертное мнение дошло до Ферзя?» «Кстати, дошло оно очень быстро. На следующий же день, насколько мне известно. Так что увидимся завтра на вертолетной площадке». Он хлопнул Ивана по плечу огромной ручищей. «ЛП-32 ждет. Не забудь букетик прихватить для лаванды. Говорят, она очень любит бритвенную лошайку, особенно те ее побеги, что выделяют разъедающую слизь», — коротко хохотнул медведь, направляясь к штабу отряда. Пилот убедился в безопасности посадочной площадки и закончил отстрел пробников. Вертолет пошел вниз, и спустя минуту Березов стоял на траве, забрасывая за спину сумку со своим нехитрым скарбом. К вертолету уже спешила пара лаборантов забирать объемистую коробку, присланную для лаванды из гниц. Медведь окинул взглядом бойцов, убеждаясь, что все в порядке, и группа направилась к входу в лабораторию. «М-да», — коротко крякнул здоровяк, глядя на распахнутую настежь бронированную дверь. «Гражданские, что с них взять?» Он оглянулся на своих людей. «Шорох, капкан, ваша первая смена. Мы с Туманов 2. 5 минут на размещение и закрывайте этот балаган. День открытых дверей закончен». Счастье было недолгим. Из-за поворота низкого коридора появилась лаванда. «Признаться, я надеялась, что вас пришлют завтра, и у меня будут хотя бы сутки, чтобы отдохнуть от этой всей кровожадной солдатни». «Поправка», — уточнил медведь, обращаясь к своим подчиненным. «День открытых дверей в сумасшедшем доме закончен. Действуйте». И, обернувшись к ней, добавил: «Провожать нас не нужно. Дорогу мы знаем». Бойцы, одаривая лаванду ухмылками, прошли мимо нее вглубь лаборатории. Медведь протянул ей предписание. «Что это?» — недоуменно посмотрела она на документ. «Командировочное предписание», — терпеливо объяснил здоровяк. «Как начальник лаборатории, вы официально уведомляетесь о поступлении моей группы в ваше распоряжение в качестве охраны. Особенно хочу обратить ваше внимание на пункт 5.1», — обреченно вздохнула лаванда. «Я знаю, можете не продолжать. Все ваши очень хотят обратить на него мое внимание. За 7 лет я выучила его наизусть. Охрана подчиняется начальнику лаборатории исключительно в порядке внутренней службы. В случае экстренных, катастрофических и прочих нештатных ситуаций руководство лаборатории переходит к командиру группы охраны». «Прекрасно», — оценил медведь. «Значит, проблем у нас с вами не возникнет, раз вы знаете, что означает этот пункт.
Конечно, знаю. Лаванда небрежно засунула предписание в набедренный карман апельсинового комбинезона. Это означает, что вы будете всеми силами мешать мне работать. Полите из гранатомета по зверям, которых я с таким трудом подманиваю к лабораторным участкам подкормками. А их, между прочим, очень тяжело и долго синтезировать. Отнимать время у меня и моих людей своими бестолковыми придирками, вроде «то запрещено» или «это не положено», отключать мою аппаратуру во время выбросов, несмотря на то, что это наиболее ценные часы для анализа, ну и так далее. Вот что это означает. Не могу сказать, что я бесконечно рада вашему появлению. Утешает лишь то, что теперь вас 4 вместо 6. Понятно, философски отреагировал медведь. Проблем будет выше крыши. Что ж, мы к этому были готовы заранее. Посему официально ставлю вас в известность, начальник лаборатории ЛП-32 «Лаванда», что моя группа приступает к исполнению своих обязанностей через 5 минут. Поэтому прошу вас собрать всех своих людей для визуального ознакомления. Мой личный состав, согласно инструкции, обязан знать в лицо весь персонал, взятый под охрану лаборатории. Он повернулся к Лаванде боком, чтобы не задеть ее висящим на груди печенегом, и, подхватив свою сумку, направился в спальное помещение, стараясь не касаться затылком низкого потолка. Березов двинулся следом. «Вы?» — скривилась Лаванда, когда он проходил мимо. «Что, герой Супермен вновь решил оказать помощь несчастным?» «Нет. Явился потребовать причитающееся мне за прошлый раз спасибо», — огрызнулся Иван. «А вообще, я мимо проходил. Дай, думаю, зайду». «Вы уверены, молодой человек, что прошли медкомиссию на вменяемость и адекватность?» — усмехнулась она. «Что-то вы избыточно раздражительны». «Уверен», — кивнул Березов, сделав серьезное лицо. «Могу предоставить соответствующие документы. А вы?» «Хам!» — Лаванда с пренебрежением отвернулась и направилась к выходу. «Вам стоило бы поучиться следить за своим языком». «Это точно», — согласился Иван. «Иначе не попал бы сюда. Придется тренироваться, дабы подобная ссылка в будущем не повторилась». «Да что вы говорите?» — с усмешкой обернулась она. «Вы считаете работу в моей лаборатории наказанием?» «Не я один». Березов не оглянулся и даже не замедлил шага. «Вся наша группа так или иначе проштрафилась. Вот мы здесь и оказались. У нас в отряде есть такой вид взыскания. Провинившихся отправляют в ЛП-32. Ведь никто не хочет добровольно работать с безнадежно пораженной манией величия, самовлюбленной желчной эгоисткой, брыжущей оскорблениями в виде недалеких острот». «Да как вы смеете?» — взорвалась Лаванда. «Я не обязана терпеть упреки от какого-то неосесанного солдафона. Я требую извинений сию же секунду, иначе я подам докладную записку директору ГНИС. Кто вы такой, чтобы оскорблять?» Березов остановился у поворота коридора, обернулся к ней и устало перебил. «Прикуси язык. Надоело уже». И, глядя на опешившую от неожиданности Лаванду, добавил, поморщившись. «Ты что ли, имеешь целую гору прав оскорблять меня или всех нас? Если чувствуешь себя такой звездой, что ты тут делаешь? Увольняйся и проваливай к себе подобным. А тут нормальные люди работают. Возможно, докторских степеней у них нет, но это еще не значит, что им не бывает больно. Если хочешь писать докладную, пиши. Может, тогда меня отсюда переведут поскорее. За такое я буду тебе очень благодарен. Это станет первым хорошим делом, которое ты сделала в своей звездной жизни». С этими словами он скрылся за поворотом, не желая продлевать и без того затянувшийся конфликт. Никакого ответа от Лаванды не последовало. Лишь из коридора донесся звук торопливо удаляющихся шагов. Спустя 10 минут дежуривший на входе капкан сообщил, что она покинула лабораторию на уходящем в обратном рейс в вертолете. «Жаловаться полетел», — определил медведь. Он не успел уйти далеко по коридору и с довольной ухмылкой прослушал всю их недолгую перепалку. «Но держись, Туман. Это сразу к Морозову пойдет. А тот позвонит генералу Рябову, начальнику АФЗ. Завтра такой скандал поднимется». Но ничего не произошло. Лаванда вернулась через сутки. Иван как раз нес дежурство на наблюдательной вышке, когда пилот вышел на связь и запросил обстановку в районе посадки. Березов передал необходимые данные, включая положенные по инструкции показания приборов по давлению, температуре, напряженности магнитного поля, сейсмоактивности и целого десятка других научных позиций, значения которых были ему абсолютно неизвестны. Спустя пару минут Ми-8 завис над посадочной площадкой, и на утрамбованную землю посыпались белые шарики промников, сопровождаемые хмурыми взглядами лаборантов, которым через несколько минут предстояло их собирать. Иван тихонько хмыкнул. Лаборанты особой тягой к работе не отличались. За те сутки, что Лаванды не было в лаборатории, он с уверенностью мог сказать, что в отсутствие начальства научный люд ничем полезным не занимался, а лаборантов он увидел не спящими и вовсе только сейчас. При этом штатное расписание полевой лаборатории нельзя назвать чрезвычайно скромным.
Научный руководитель, один из старший научный сотрудник, двое младших и пара лаборантов, ответственных за все, не касающееся напрямую исследований, в том числе и за поддержание порядка. Раз в неделю в лабораторию прибывала специальная группа, которая проводила на объекте нечто вроде углубленной генеральной уборки, со всевозможными дегазациями, деактивациями, обеззараживаниями и прочим. Помимо этого, лаборатория имела 6 охранников, дежуривших попарно в 3 12-часовых смены, и вся эта кипучая деятельность осуществлялась вахтовым методом с продолжительностью вахты в 1 месяц. А так как текущая вахта заканчивалась через 2 суток, то лаборанты, одной ногой уже стоящие дома, не испытывали к работе никакого энтузиазма. «Восьмерка» закончила отстрел пробников, и усиленная кислотостойким покрытием резина шасси коснулась земли. Вслед за колесными опорами пилот немедленно заглубил в почву гибкую штангу заземления, после чего выпустил в небо контрольный зонд, привязанный к вертолету 10-метровым шнуром маленький ярко-оранжевый воздушный шар, наполненный гелием, страховку от воздушных аномалий. Только после завершения всех этих процедур летчик счел посадку безопасно завершенной и открыл бортовые люки. И упрекать его в излишней осторожности Березов не собирался. Ареал быстро приучал людей добровольно и неукоснительно соблюдать инструкции по безопасности. Даже зеленая зона, аномалии которой были нанесены на карты и в GPS, могла преподнести сюрприз в любой момент. Все аномалии отличались друг от друга не только характеристиками, но и параметром, получившим у ученых название «жизненная сила». Этот показатель свидетельствовал, как долго может просуществовать та или иная аномалия. Причем самое опасное крылось в том, что определить жизненную силу удавалось лишь приблизительно, и порой реальное время отличалось от расчетного на срок от нескольких часов до нескольких суток. А если принять во внимание тот факт, что общее количество аномалий в зеленой зоне между выбросами всегда являлось постоянным, то понятно, что никто не застрахован получить внезапно возникшую аномалию на месте, считавшемся еще пару минут назад чистым. Едва в зеленой пропадала какая-либо зафиксированная старая аномалия, как десятки поисковых групп научного отдела бросались на поиски новой, возникшей вместо нее. Вот почему любой, имеющий желание вернуться домой из зоны, так сказать, в полном составе, никогда не торопился пренебрегать инструкциями отдела ЧС. Тем более здесь, у ЛП-32, лаборатория находилась в далеко не самом милом уголке зеленой зоны. Едва заступив на дежурство на вышке, Березов понял, почему Лаванда жаловалась на своих охранников, без устали обстреливающих подступы к лаборатории, едва заметив малейшие движения. Их поведение можно понять. К югу от лаборатории располагался огромный, усеянный кочками пустырь с небольшим озерцом посреди. Густая марь, обильно растущая на качкарнике, наполовину изменилась под действием ареала, и среди зелено-желтых бесформенных стеблей огромными синими пятнами темнели чужие стебли, увенчанные плоскими гребнями, расщепленными на десятки тонких желтых бритв. Чем ближе к озеру, тем гуще становилась отталкивающая глаз синева, поблескивающая на солнце влажными слизистыми выделениями, тающими в легком мареве источаемых растениями токсинов. Подходить к водоемам без противогаза, ближе чем на 100 метров, строжайше запрещено, а уж приблизиться к ним больше чем на 20 метров никто не согласился бы за 10-кратные премиальные. Зов ареала у воды особенно силен. Примера, когда по фатальной неосторожности пересекшие невидимый предел люди теряли рассудок и уходили в красное, насчитывались десятками. Березов лишь покачал головой. Как говорится, не пей, козленочком станешь. А от лаба до этого озерца 117,5 метров. Лазерный дальномер не обманет. Ко всему хорошему, другой край воды упирается в лес, прямо в покрытое синюшным мхом ели, словно посыпанные, потускневшей позолотой. Этот ельник окружал лабораторию полуподковой, и на востоке до его опушки ровно 203 метра, 159 из которых густо проросли синеватой полынью и чахлым кустарником. В бинокль еще можно было разглядеть незаметные с первого взгляда сотни маленьких грязно-желтоватых цветов, неуклюже торчащих из веничка, лежащих прямо на земле плоских широких листьев. Редкостная гадость, прозванная сталкерами бритвенной удушайкой. Плотные, почти костяные листья имели настолько острую кромку, что вполне могли рассечь до самой кости ногу вместе с легкой обувью вроде кроссовок или тонких ботинок, а уродливые цветы источали ядовитые выделения, вызывающие удушье при попадании в дыхательные пути, не хуже газовой аномалии. С запада к ЛП-32 прилегал большой пустырь, некогда бывший то ли широкой поляной, то ли полем, а сейчас заросший еще не успевший мутировать травой, где расположились теперь 4 колонии синьки,
5 аномалий типа плеж, 2 сита, мясорубка и грава. Причем сито и мясорубка были старыми и сильными, достигая в диаметре почти 4 метров. На севере сразу за вертолетной площадкой простиралось почти 93 метра более-менее чистой территории, лишь с одной воронкой почти в самом центре. Дальше начинались заросли желто-синей полыни, плавно переходящие в подлесок, а затем в подернутую мутациями жиденькую березовую рощу, растущую на невысоких холмах, от которых до желтой зоны оставалось менее 5 километров. На картах зеленый и роща, и близлежащий ельник однозначно отмечались как особо опасные районы, характеризующиеся повышенной активностью предельно агрессивных мутировавших животных. Особая осторожность предписывалась соблюдать в темное время суток, когда резко возрастала угроза волков и кабанов, бои с которыми уже стоили жизни немалому количеству людей. Подвергнувшиеся необъяснимым изменениям звери оказались не только весьма кровожадными, но и очень живучими. Имелись многочисленные случаи, когда подобный мутант, будучи смертельно ранен, успевал загрызть атакованного человека, прежде чем терял силы вследствие пулевых ранений. Неудивительно, что штатная охрана лаборатории не горела желанием рисковать своими жизнями и жизнями взятых под охрану людей. Ничего хорошего, а тем более ласкового и пушистого, к ЛП-32 подойти не могло. С 3 сторон ее окружали гиблые земли, а с 4 и вовсе открывается путь, по которому и зомби в гости заглянуть не поленятся. Согласно вахтенному журналу, именно на этих 93 чистых метрах лаванда и создавала свои прикормки, пытаясь подманить к лаборатории живые образцы. Но сами образцы предпочитали появляться ночью, и не только съедать прикормку, но и пытаться проникнуть внутрь ЛП-32. Однако лаванда считалась ведущим специалистом ГНИЦ по фауне ареала и имела карт-бланш на любые эксперименты в данной области. Каждый день она внедряла в работу все новые и новые способы привлечения внимания зверья. И каждое утро охранники находили пару-другую свежих подкопов со следами глубоких царапин от когтей, вгрызавшихся в железобетон здания. Если бы конструкция полевой лаборатории не предусматривала полную герметичность, подобные эксперименты могли закончиться трагедией. Теперь понятно, откуда у лаванды и службы безопасности столь застарелая взаимная неприязнь. И теперь, глядя с вышки на выпрыгивающую из вертолетного люка лаванду, Иван ожидал продолжения вчерашнего скандала. Однако молодая женщина старательно избегала взглядов в его сторону. Вместо этого она прикрикнула на лаборантов, лениво бредущих к вертолету, и посоветовала им как можно скорее заняться выгрузкой образцов. Лаборанты поникли еще сильнее и принялись вытаскивать из вертолета затянутые в брезент довольно немаленькие клетки с длинными поручнями наподобие носилок. Клеток оказалось 2, и судя по тому, что лаванда не отходила от них ни на шаг, в них находились ее вожделенные живые образцы. «Быстрее, быстрее!» – торопила она лаборантов. «Эту клетку немедленно в операционную, нельзя терять ни минуты. Да шевелитесь же, молодые люди!» Казалось, еще немного, и она пинками погонит лаборантов. «Если образец умрет из-за вашей медлительности, о 13-й зарплате можете и забыть». Не отличающиеся особыми габаритами лаборанты, недавние выпускники какого-нибудь биофака, с выражением крайней тоски на лицах впряглись в клетку и потащили ее в лабораторию под нескончаемый поток понуканий доктора наук. «Евгений Павлович, срочно готовьте операционный стол», – зазвучал ее голос во внутреннем эфире лаборатории. «Образец в очень тяжелом состоянии. Множественные пулевые ранения». Она тяжко вздохнула и добавила: «Как всегда». «Уже приступил, Мария Сергеевна», – откликнулся старший научный сотрудник. «Через 5 минут можем начинать». «Петр, второй образец – виварий», – распорядилась лаванда. «Свежую воду и корм согласно стандартному рациону. Я переодеваюсь и на операцию. Меня не беспокоит ни при каких обстоятельствах. Даже если на рации будет висеть сам президент со всей Госдумой. Это понятно?» «Да, Мария Сергеевна», – ответил кто-то из лаборантов, и весь научный состав ЛП-32 пропал из эфира. Спустя несколько минут появились охваченные тоской лаборанты и забрали вторую клетку. Чуть позже один из них вернулся и некоторое время собирал разлетевшиеся по посадочной площадке пробники, после чего сдал их пилоту вертолета, и тот поднял машину в воздух, предварительно отстрелив вверх воздушный шарик-зонд и убедившись в безопасности воздуха над собой. Березов невольно улыбнулся, глядя на заметно загрустившего лаборанта. Крайние 2 суток смены не оправдали их ожиданий. Вместо бездеятельной халявы будет немного работы в свете новых событий, связанных с получением живых образцов. Тем более, что лаванда, как научный руководитель лаборатории, не входит в состав вахтовых смен.
У начальника полевой лаборатории свободный график, и торопиться ей, кроме как к своим исследованиям, некуда. Иван, как положено, убедился, что лаборант зашел в дверь ЛП-32 живым и невредимым и проводил взглядом уходящий вертолет. Вот кому точно не позавидуешь, так это мужикам-вертолетчикам. Оклады у них, конечно, очень неплохие, но и риск не маленький. Ведь на большой высоте появление аномалии не отследить с Земли, и хоть выше 15 метров в зеленой зоне аномалии возникают крайне редко, скорее в порядке исключения. Единичные случаи гибели вертолетов все же имели место. Но главный риск – это, конечно, выброс. Оказаться в воздухе в момент начала выброса означало получить мгновенное отключение двигателей и всей электроники. А если накрыло шагом, то и вовсе сразу до свидания. Так что удел пилотов в двух словах можно охарактеризовать фразой «тут уж как повезет». Выброс непредсказуем. Внезапное шевеление привлекло его внимание, и Березов прильнул к окулярам полевого перископа. С севера из зарослей синюшной полыни один за другим выползло сразу 6 дикобразов. Немного помедлив, они поползли по направлению к лаборатории. Преодолев с десяток метров, дикобразы собрались в кучу и распустили спинные колючки, зарывшись мордами в землю. «Редкое явление», — отметил Иван, глядя на образовавшийся кустарник. «Так много особей в одном месте, и все ученые заняты». Что ж, возможно, гости пришли надолго, и научный состав лаборатории еще оценит эту картину. Он щелкнул ногтем по сенсорной панели дежурного ноутбука, открывая файл вахтенного журнала, и, сверившись с часами, зафиксировал произошедшее согласно инструкции, требующей отмечать любые, даже незначительные события. Одноногий майор рассказывал, что такое правило ввели на третий день, после того, как 6 лет назад внезапный выброс впервые накрыл сразу несколько лабораторий. Когда он закончился, и спасателям наконец-то удалось добраться до терпящих бедствия строений, там внутри обнаружилось нечто такое, что двери лаборатории немедленно заварили, даже не разбираясь, выжил ли кто из персонала. Говорят, разбираться в этом не было необходимости. Первые группы спасателей, вошедшие в лабораторию, назад не вернулись. Их нечеловеческие, монотонно-заунывные, душераздирающие крики слышались сквозь толщу бетонных стен еще 2 суток. Оставшиеся в живых спасатели решили вскрыть только внешние двери сторожевых вышек, находящихся на крышах, но эти действия не пролили света ни на то, что же произошло внутри лаборатории во время выброса, ни на то, что творится в их казематах сейчас. С тех пор вахтенный журнал в лабораториях велся одновременно в 3 местах: на обоих постах охраны, расположенных на вышке, и на входе, и в кабинете научного руководителя. Сделанная в любом из этих компьютерных терминалах запись мгновенно записывалась в жесткие дишки каждого ноутбука, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации можно было добраться до вахтенного журнала, минимально проникая внутрь строения. Считалось, что фиксирование в журнале любых мелочей может помочь разбору полетов после катастрофы, если таковая все же произойдет, когда расспрашивать о подробностях будет уже некого. В расположенный в полу вышки люк коротко стукнули 4 легкими ударами, воспроизводя кодовый перестук, и до Ивана донесся приглушенный голос. «Туман, открывай, смена пришла». Судя по интонациям, капкан еще не проснулся окончательно. «Медведь ждет тебя на камбузе. Так что торопись, пока этот худой и бледный не сожрал и твою порцию заодно». «Уже бегу», — улыбнулся Березов, отпирая люк. Он коротко обрисовал капкану остановку и ловко сбежал вниз по крутому трапу, даже не дотрагиваясь до поручней. Глава 19. Операция длилась долго и закончилась уже за полночь, когда Иван готовился заступить на очередную смену. Микроволновка звякнула, сообщая о том, что разогрев полуфабриката, предназначенного стать не то слишком поздним ужином, не то очень ранним завтраком, закончен, когда на камбуз вошла Лаванда. Вид у нее был предельно изможденный. Молодая женщина смотрела прямо перед собой невеселым взглядом, не замечая вокруг никого. Лаванда подошла к холодильнику, достала оттуда пластиковую бутылку с водой и нетвердым шагом направилась к выходу, слегка покачиваясь от усталости. Чуть позже появился ее зам, выглядящий немногим лучше. Увидев Березова, он кивнул и тоже полез в холодильник за водой. Вытащив бутылку, он не мешкая сорвал крышку и за один присест опорожнил 1,5-литровую емкость на добрых 2/3. В помещении запахло формальдегидом и прочей медициной. «Уф», — облегченно выдохнул ученый, стирая рукавом со лба густую испарину. «Как мало иногда бывает нужен человеку для счастья». «Тяжелая операция?» — понимающе спросил Иван, разрезая дымящуюся после микроволновки котлету. «Очень тяжелая сама по себе», — кивнул тот.
и вдвойне тяжелое от того, что бессмысленное. Он вновь приложился к бутылке. То есть, не понял Березов, вы хотите сказать, что потратили зря почти 12 часов, заранее зная об этом? Старший научный сотрудник грустно поморщился. Практически. Доставленный образец, самка так называемого осьминога, в процессе захвата получила более 40 пулевых ранений. На нее случайно натолкнулась поисковая группа, работавшая в желтой зоне по спецразрешению. Им надо было углубиться в желтую на 500 метров, взять пробы грунта и образцы растительности. Осьминог обнаружился в кустах внезапно и застал людей врасплох. Он атаковал, и охрана вынуждена была применить оружие. Когда агрессия животного прекратилась, выяснилось, что оно еще живо. Тут вспомнили про нас и решили взять раненую особь с собой. Но сначала закончили свою работу, сдали образцы и снаряжение, только потом оповестили нас. Словом, израненный зверь пролежал без медицинской помощи несколько часов. И вообще чудо, что он прожил так долго. Не окажись случайно Мария Сергеевна в тот момент в ГНИТ, мы могли бы вообще его не получить. В общем, уже на 3-м часу операции стало ясно, что животное мы потеряем. И все это время вы пытались спасти осьминога? Негромко протянул удивленный Березов. Для нас очень важен любой живой образец, устало развел руками ученый. Далеко не все можно выяснить посредством вскрытия трупов. Тем более осьминог. Отловить его живым практически невозможно. Животное предельно агрессивно, и поисковые партии опасаются с ним связываться. А учитывая, что рейды в желтую зону проводят не очень часто, то я сказал бы, что вероятность заполучить живую особь стремится к нулю. Поэтому Мария Сергеевна боролась за его жизнь до последнего. Но, к сожалению, вывести его из комы уже невозможно. Мы перевели его на искусственное жизнеобеспечение, что лишь ненадолго отсрочит печальный финал. Жаль. Он вздохнул. Мария Сергеевна возлагала на него большие надежды. Для нее это весьма трагичный исход. Ученый допил воду, выбросил бутылку в мусороприемник, достал из холодильника еще одну и, попрощавшись, покинул камбус. Вскоре подошли двое младших сотрудников в сопровождении лаборантов, и микроволновая печь вновь зашумела, разогревая пищу для усталых людей. Из их негромкого разговора Иван понял, что во второй клетке, доставленной вертолетом, находился дикобраз, которого отловила другая поисковая группа в зеленой зоне, согласно плановой заявке. Сам дикобраз не пострадал, однако сейчас ведет себя очень буйно, словно жизни его угрожает опасность, и лаборанты не рискнули выпускать его из клетки. Животному дали корм через штатные кормушки клетки и оставили его в ящике посреди вивария. Дикобраз не притронулся ни к еде, ни к воде и бросается напротив клетки, едва завидев людей. Кто-то из ученых сделал вывод, что животное чувствует близкую смерть своего сородича. Недаром же осьминоги считаются вторичной мутацией дикобраза в условиях желтой зоны. Но если он издохнет от голода или нервного срыва, лаванда всем кровь свернет на год вперед. Лаборанты посетовали на невезение. Надо же было получить такую головную боль всего за сутки до сдачи вахтенной смены. Березов закончил ужин, опустил в мусороприемник использованную одноразовую посуду и направился в оружейную готовиться к заступлению на дежурство. Оказавшись на вышке, Иван получил от капкана короткий отчет. Вокруг лаборатории все спокойно, за исключением одной детали. Количество дикобразов на пустыре за вертолетной площадкой еще более увеличилось, теперь их стало уже 22 особи. Собравшись в 6 разношерстных кучек, они образовали кустарники, постепенно приближающиеся к зданию ЛП-32. Из соображений предосторожности, которое, как известно, лишней не бывает, решили внешнее освещение лаборатории не включать и вести наблюдение посредством перископного блока ночного видения. Даже внутри сторожевой вышки вместо штатного освещения зажгли тусклую красную лампочку аварийного света. Капкан отправился спать, и Березов взялся за рукояти перископа, оглядывая окрестности. Дикобразьи кусты были уже на полпути к лаборатории. Если все пойдет так и дальше, к полудню зверье постучится в двери. Он покрутил верньеры, направляя перископ вдаль, в сторону поросших березняком холмов. Где-то там, в рябящей зеленоватой зернистостью ночного видения тьме, едва заметно выделялись густые вкрапления далеких светлых пятен, означавших места залегания студня. Иван иронично усмехнулся. Студень был единственной аномалией, которую можно разглядеть в прибор ночного видения. Правда, ночью языки его слабого фиолетового свечения видны и так, а днем ПНВ замечать студень отказывался. Вот и выходило, что в плане обнаружения аномалий сей прибор бесполезен. Зато днем студень отлично засекал изделие филин. Надо было написать рапорт на имя Ферзя,
чтобы выдали со склада один комплект. Впрочем, если он, Березов, сейчас в опале, то с подобными заявками лучше повременить. И все-таки, как Салмацкий узнал про его с Лемуром разговор? Ведь рядом никого не было. Они по обыкновению беседовали в тире сразу после плановых стрельб, в помещении для чистки оружия. Саня бы его не сдал, это исключено. Значит, кто-то специально стоял снаружи от входа и подслушивал, либо комната для чистки оборудована прослушкой. Довольно странно. Устанавливать микрофоны даже в тире, да еще и в помещении для чистки. Не перебор ли это? Режим секретности, конечно, дело важное и серьезное, но кому понадобилось интересоваться простыми разговорами сотрудников? Ведь о чем бы ни шла речь, разговор идет внутри ареала, и утечка информации исключена. Желтая полоска на дисплее шумомера вздрогнула, коротко скользнув к середине шкалы децибелов, и Иван затаил дыхание, прислушиваясь. Откуда-то со стороны озера донесся глухой шум, словно нечто большое и тяжелое издало тихий печальный вздох. Спустя секунду следом за ним пришел монотонный хриплый вой, быстро перешедший в визг и исчезнувший в недоступном человеческому уху ультразвуке. Барабанные перепонки неприятно заныли. Березов щелкнул кнопками управления поворотной платформой и повернул джойстик, разворачивая к озеру направленные микрофоны. Болезненный вой-визг повторился, и уши резануло болью еще сильнее. «Туман Медведю!» – зашипела в ухе гарнитура рации. «Туман, ответь Медведю, как слышишь меня?» «На связи», – ответил Иван. «Принимаю тебя хорошо». «Вой слышал?» – в голосе Медведя звучала тревога. «Что там у тебя?» «Пока ничего». Березов вгляделся в ночную тьму. Звук пришел со стороны озера, но движение не наблюдая. Ночник тоже засветок не дает. «Это Унг орал», – настороженно произнес Медведь. «Ночником его не засечь. Смотри в оба. Если увидишь шевеление, накрывай из АГС». Вой повторился. На этот раз без болезненного визга. Он звучал явно ближе, и в хриплых всклипах можно было различить нечто похожее на истеричный женский плач. «Приближается?» – напрягся Медведь. «Да», – подтвердил Иван, глядя на шкалу децибел. «Микрофоны фиксируют слабые шлепки, словно кто-то плывет по воде». «Твою мать!» – выругался Медведь. «Вырубай свет, я иду к тебе. Если завизжит еще ближе, заткни уши чем-нибудь». Медведь оказался на вышке уже через 3 минуты. Вместо привычного печенега в руках у него был топор. «Собрался по дрова?» – Иван указал на топор взглядом. «Я же сказал, погаси свет!» – скривился здоровяк, хлопая рукой по рубильнику аварийного освещения. «Если Унг сюда влезет, дровами станем мы все». Он прислонил топор к стене и прильнул к окуляру перископа. С минуту Медведь молча всматривался в чернильную темноту ночи, после чего вновь тихо выругался. «Не видно ни черта!» Он потер руками глаза и вновь приник к перископу. «Сколько до рассвета?» Березов взглянул на часы с фосфорицирующим циферблатом. 23 минуты. «Долго», — с досадой скривился Медведь. Он обернулся к Ивану и добавил. «Найди чем уши заткнуть. Если эта тварь заорет близко, барабанные перепонки не выдержат. Говорят, что и мозги не выдерживают». Здоровяк вернулся к наблюдению. «Хорошо бы заметить его заранее». «Почему не пошарить прожектором?» — спросил Березов. «До озера недалеко. Наверняка высветим. Сразу из АГС и долбим». «Не факт, что высветим», — покачал головой Медведь, напряженно всматриваясь в ночь. «Маленькие они, зато прыгучие и цепкие, почище обезьян. На свет прожектора оно точно придет. Прямиком на крышу, к самой будке». «Ничего не видно», — здоровяк беспомощно покачал головой, отвлекаясь от перископа, и тихо поседовал. «Угораздило же». «Откуда оно здесь?» Стараясь говорить как можно тише, поинтересовался Иван. «Я не помню название Унг в курсе лекций. Что это еще за дрянь?» Унком его сталкеры прозвали. Медведь вновь потер руками глаза и часто заморгал, приноравливаясь к темноте. Одно время у ученых оно числилось в неизвестных мутировавших объектах. Вот название и прилипло. От первых 3 букв английского названия слова «неизвестный». Среди первых сталкеров дюжеобразованных языковедов, сам понимаешь, было немного. Вот так и сложилось. Сейчас оно официально зовется «сенситивный кто-то там». Сенситивно гипертрофированная мутаформа какого-то объекта. Уже не помню, как дальше. Березов вспомнил рассказ инструктора. «Так они же вроде в красной зоне должны обитать». «Угу», — подтвердил Медведь. «Откуда оно и пришло. Почувствовал приближение чьей-то смерти. Раз возле нашей лабы объявилось, стало быть, кто-то скоро умрет». «Недобрый знак», — подытожил он. «Туман, понаблюдай пока, а я внесу это в вахтенный журнал. Мало ли что, так хоть будут знать, что здесь произошло». Медведь приоткрыл крышку дежурного ноутбука.
чтобы одновременно видеть дисплей и не светить им слишком сильно, и принялся старательно нажимать на клавиши, стараясь не издавать ни звука. Березов тревожно прильнул к окулярам перископа. Про Унка ни теоретической подготовки рассказывали совсем мало. Неизвестная форма активности ареала, приравненная к категории особо опасных, издает предположительно ультразвуковые сигналы на частотах, разрушающих клетки головного мозга человека. Существует предположительно в эпицентре и красной зоне. Раньше изредка встречалась в желтой зоне, но за прошедшие 5 лет не было зафиксировано ни одного появления Унка, что связывает с ростом ареала и несклонностью Унка покидать свое место обитания. Опять же, предположительно предпочитает обитать возле водоемов и перемещается между ними по прямой, от одного к другому. Не относится к формам жизни. Фотографий нет, подробных описаний то ли нет, то ли не давалось в связи тем, что тварь перестала встречаться. Медведь. Нам говорили, что этот Унк не относится к формам жизни. Иван вглядывался в зернистую темноту, стремясь заметить в далеких кустах даже малейшее движение. Что это значит? То и значит, буркнул здоровяк. Неживое оно, как бродяги. Сердце не бьется, кровь не циркулирует, почки не работают и так далее. Тело холодное, потому и в инфракрасном спектре его не видно. Легкое шевеление на фоне чернильной ночи в первую секунду Березов даже не заметил. Что-то закрыло собой часть обзора, будто на объектив перископа снаружи у самого края линзы села муха или прилипла пылинка, славно покачивающаяся теперь под дуновением воздуха. Иван недовольно поморщился и покрутил верньеры регулировки резкости, перенастраивая перископ с дальнего обзора на ближний. «Что за черт?» – удивленно выдохнул он. «У нас на крыше ребенок». На дальнем обзоре плоской бетонной крыши лаборатории спиной к сторожевой вышке сидела, свесив ноги, скрюченная фигурка мальчишки, лет 7-8, одетого в какое-то рванье. Ребенок сжался в комок и едва заметно раскачивался в разные стороны, словно стрелка метронома. «Замри!» – зашипел медведь, срываясь с перископа. «В угол, к окну не подходи!» Он отстранил Ивана от окуляров и сам посмотрел в указанное место. «Твою мать!» – снова выругался здоровяк едва слышным шепотом, стремительным движением, опуская светящуюся крышку ноутбука. «Он уже здесь!» Медведь быстро и осторожно присел, чтобы случайно не мелькнуть в окне, и на корточках сделал пару шагов к углу, где стоял прислоненный к стене топор. Он взял его в руку и, разворачиваясь спиной к стене, посмотрел на Березова, прислоняя к губам указательный палец другой руки, изображая знак полнейшей тишины. Иван сжался в противоположный угол и замер. В наступившей тишине можно было уловить тихое детское хныканье. Березов вопросительно жестом указал медведю на рычаги обрезиненных заслонок из бронестекла, предназначенных к герметизации наблюдательных окон. Тот отрицательно мотнул головой. «Может услышать скрип, когда станем опускать». Едва слышно выдохнул он. «Убери звук на рации». Иван торопливо выкрутил на минимум колесико громкости на гарнитуре. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь вышел в эфир именно сейчас. Теперь он хорошо понимал, зачем медведю топор вместо печенега. Унк сидит на крыше в 10 шагах от них. С такого расстояния гранатомет его не достанет. А из пулемета убивать и без того мертвую тварь занятие слишком долгое. Если Унк заорет, у них мозги полопаются в считанные секунды. Тут одна надежда – успеть разнести голосовые связки чем-нибудь гарантированно надежным, если только оно орет голосовыми связками. Судя по напряженному, словно сжатая пружина медведю, сжимающему топор, прицельный выстрел в голову в случае с Унком явно проблемы не решит. Иван пожалел, что не взял с собой на дежурство боевой нож, думал, что в бронированной будке он будет излишним. Они просидели неподвижно, словно изваяние, минут 10, вслушиваясь в едва слышный плач. Внезапно со стороны края крыши донесся отчетливый всхлип, перешедший в негромкие рыдания. Что-то коротко зашуршало, и через секунду раздался звук падающего тела. Детский плач зазвучал сильнее, уже откуда-то снизу, и в следующее мгновение резко перешел в громкий и хриплый монотонный вой, быстро взлетевший до оглушительного ультразвукового сигнала. Острая боль резанула по барабанным перепонкам, заставив бойцов рефлекторно заткнуть ладонями уши. Внезапно визг прекратился, и словно вторя ему, со стороны озера пришел тяжелый, печальный вздох чего-то очень большого и невидимого. Рыдания ребенка зазвучали вновь удаляясь. Унк плакал жалобно и тонко, словно голодный потерявшийся в диком лесу малыш. «Уходят». Медведь вытер рукой текущую из уха кровь. «Повезло нам.
Я иду вниз, надо выяснить, кто умер. Думаешь, у нас? Иван посмотрел на ладони, которыми только что затыкал уши, и потянулся за индивидуальным перевязочным пакетом. Он разорвал упаковку, оторвал от бинта ватно-марлевую подушечку и принялся оттирать кровь с ладоней, ушей и шеи. «Держи», — он протянул медведю вторую подушечку. «Он просто так не приходит», — мрачно ответил здоровяк. «А этот шел издалека. Видать, давно почуял». «Что же это за дрянь такая?» — скривился Береза. «Я в темноте его за ребенка принял. Думал, пацаненок лет 8, в каких-то обносках на крыше сидит». «Это и есть ребенок», — поморщился тот, вытирая уши. «Черт, больно. Толком никто не может объяснить, как они стали такими. Ученые несут какую-то заумную чушь о патологических обратно-регенеративных мутациях, которые даже сами вряд ли понимают. Болт говорит, что это новорожденные дети, погибшие во время выброса, что впервые накрыли населенные пункты в эпицентре и в Красной. Умереть полностью они не смогли, полноценно вырасти тоже. Вот и выросли непонятно во что». «Активность в эфире», – перебил его Иван, указывая на тускло мигающий зеленым светодиодом рацию. «Похоже, вызов». Оба одновременно движением подняли уровень недавно отключенной громкости портативных раций. «Ответьте Лаванде», – слегка зашипел эфир. «Медведь, Туман, ответьте Лаванде». «Медведь на связи», – откликнулся здоровяк. «Вы слышали звук? Что происходит? Где вы?» – испуганной скороговоркой заговорила Лаванда. «Почему не отвечаете на вызов?» «У нас все в порядке». «Теперь», – ответил медведь. «Я на вышке, спускаюсь, сейчас буду у вас». Он немного помедлил и добавил. «Поднимите всех своих людей, необходимо проверить личный состав». Он открыл внутренний люк и покинул вышку. Иван вновь приник к перископу, но больше ничего подозрительного в поле зрения не попадалось. Спустя несколько минут в эфир вышел медведь и коротко сообщил о том, что весь личный состав лаборатории цел и невредим. «Смотри в оба, Туман», – посоветовал здоровяк. В его голосе явственно просказывала сильная настороженность. Что-то тут не так. Оно не приходит без причины. Березов загерметизировал вышку. Хоть это не спасет от удара Унка, но хотя бы как-то смягчит его. Он вернулся к наблюдению. Вскоре рассвело, и качество обзора улучшилось. Спустя час Иван уже мог четко разглядеть озеро со всеми ближними и дальними подступами. Ничего не похожего, даже на малейшее движение там не наблюдалось. И он развернул перископ, осматривая окрестности лаборатории. В первую секунду он подумал, что вертолетная площадка исчезла, на ночь поглощенная растительностью. Обычно ровное место, тщательно утрамбованной земли, оказалось почти полностью покрыто кустами. Дикобразы. Березов осмотрел пустырь, лежащий на севере. Похоже, все дикобразы оттуда перебрались на вертолетную площадку, и за ночь их количество удвоилось. Иван мгновение размышлял, разглядывая усеянные ядовитыми шипами спинные колючки, слабо шевелящиеся на утреннем ветерке, после чего вышел в эфир и вызвал медведя. «На связи», – немедленно отозвался тот. «В чем дело?» «Похоже, я знаю, кто умер», – ответил Березов. «Скажи Лаванде, пусть проверит своего осьминога». Вскоре выяснилось, что осьминог действительно умер. И до самой смены никаких других происшествий не происходило. Через пару часов скопище дикобразов начало понемногу расползаться, и к полудню вертолетная площадка приняла свой прежний вид. В 3 часа Березова сменил капкан, и Иван направился в душевую, оттирая с ушей и шеи засохшую кровь. Он понял, что затрудняется определить, чего же ему больше хочется – есть или спать. Звон тревожной сирены сорвал его с койки, не дав поспать и пары часов. Березов буквально влетел в камуфляж и бросился к оружейной, на ходу надевая гарнитуру рации. Судя по суматохе в эфире, что-то проникло в лабораторию. Как это могло произойти? Ведь на дверях шорох. Иван рванул из оружейной стойки автомат, сунул в набедренный карман пару магазинов и побежал по коридору, ведущему к выходу из лаборатории. «Не стреляйте, пожалуйста, не стреляйте!» Почти умоляющий голос Лаванды был слышен издалека. «Выключите сирену, вы пугаете его!» Сирена стихла в тот момент, когда Березов с автоматом на изготовку выскользнул из-за поворота коридорного ответвления, готовый мгновенно открыть огонь. Увидев открывшуюся перед ним картину, он остановился. Прямо посреди коридора лежал дикобраз в охотничьей позе, широко расставив во все стороны спинные колючки, полностью закрывая собой проход. С одной стороны от зверя, отрезанные от выхода, испуганно жались к стене лаборанты с длинными штангами электрошокеров в руках, сопровождаемые замом Лаванды. С другой стороны стояла сама Лаванда, пытаясь закрыть собой дикобраза от целящегося в него шороха. Увидев Березова, она поняла, что не сможет закрыть зверя от 2 автоматчиков сразу, и снова взмолилась обреченным голосом. «Не стреляйте, пожалуйста!»
Он не опасен, я гарантирую. Она беспомощно переводила взгляд с одного ствола на другой. Он просто напуган и пытается защититься. Не стреляйте. Она осеклась, увидев выскочившего со стороны камбуза медведя. На этот раз в руках у здоровяка был лом, который он держал одной рукой, словно меч. «Что происходит?» Медведь посмотрел на стоящих рядом с собой лаборантов. «Упустили?» Он сам вырвался, затараторил один из них. «За ночь перегрыз прутья, а когда я менял кормушку, вырвался, чуть меня не загрыз». «Лучше бы загрыз», возмущенно скинулась Лаванда. «Сейчас 17:15. Если он перегрыз прутья ночью, почему вы не заметили еще утром? Вы получите выговор за халатность, с занесением». «Грудную клетку?» уточнил медведь таким тоном, что лаборант вздрогнул и невольно попятился под грозным взглядом, не предвещающим разгильдяю ничего хорошего. «Ну и что теперь будем делать?» Здоровяк кинул на распушившегося дикобраза и посмотрел на Лаванду поверх его колючек. «Я отдаю себе отчет в том, что сложившаяся ситуация попадает под категорию чрезвычайных, и я не могу препятствовать вашему решению, медведь». Молодая женщина тяжело вздохнула. «Но я очень прошу вас, не убивайте животное, он не опасен. Он просто сильно напуган и пытался выбраться на волю, но, столкнувшись с большим количеством людей, занял защитную позу. Я много раз видел, как точно такие же неопасные твари отгрызали человеку предплечье вместе с ладонью, секунды за 3, а голень вместе со ступней за 4. Причем прямо через ботинок», усмехнулся медведь. «Хотите убедить меня, что этот урод не опасен? Так поболтайте с ним и попросите его освободить коридор». Пусковым моментом для агрессии у дикобраза служит выброс токсина его шипами, не сдавалась Лаванда. Это происходит только если задеть спинные колючки. До тех пор он не атакует. «И что?» — усмехнулся медведь. «Предлагаете оставить его посреди коридора до второго пришествия? Принесите свою передвижную клетку и загоните его туда электрошоком». «Мы не можем сейчас так поступить», — Лаванда обреченно сникла. Дикобраз сильно напуган, эмоциональный отпечаток смерти осьминога тяжело отразился на его состоянии. Сейчас его никуда не загнать. Она тоскливо посмотрела на медведя. То животное умирало долго и очень тяжело. Его мучения чувствовали все живые формы ареала на многие километры вокруг. Вы знаете, что произошло ночью. «А что здесь есть кто-то, кто не в курсе?» — скривился медведь. «Нам всем еще очень повезло, что все закончилось парой каплей крови из ушей». Только сейчас Иван обратил внимание на ватный тампон в ухе Лаванды. Выходит, вопль Унка ударил и по тем, кто укрывался за бетонными стенами лаборатории. «Этот дикобраз был ближе всех к умирающему существу», — негромко добавила молодая женщина. «Ведь здесь у местных животных форм все взаимосвязано. Он испытал сильнейший шок, и сейчас он чувствует исходящую от окружающих агрессию. Если сейчас начать бить его электрическими разрядами, животное станет защищать свою жизнь изо всех сил». «Стало быть, выбора у нас нет», — рассудил медведь. «Придется его ликвидировать, пока он никого не покалечил. Отойдите назад». Здоровяк перехватил лом обратным хватом, собираясь мощным ударом сверху вниз пригвоздить дикобраза к земле, и двинулся к замершему зверю. Березов прикинул, что 130-килограммовая туша медведя, орудующая ломом, наверняка способна пробить броню животного насквозь, да еще и вместе с половыми плитами. Да, хорошо быть великаном, есть свои плюсы. Он бросил взгляд на Лаванду. Та подавленно молчала, пытаясь сдерживать навернувшиеся на глаза слезы. «Подожди». Иван жестом остановил медведя. «Дай-ка я попробую с ним договориться. Убить всегда успеем». «Договориться?» – опешил здоровяк. «Не хочу тебя расстраивать, Туман, но дикобразы в детстве постоянно пропускают занятия по-русскому, учитывая вероятность возникновения языкового барьера». 2 минуты», – улыбнулся Березов, – «и все будет ясно». Он похлопал себя по карманам и обернулся, окидывая взглядом снаряжение стоящего неподалеку Шороха. «Шорох, есть шоколадка?» «Что?» – удивился боец. «Ну, есть, только она немного нестандартная». Он неожиданно замялся. «В смысле, не из сухого пайка?» «Давай», – протянул руку Иван. Шорох засунул руку в гранатый подсумок и извлек оттуда плитку шоколада весом грамм чуть ли не в 300. Медведь округлил глаза. «Шорох, граната у тебя явно не той конструкции», – произнес он. «Что это делает у тебя в гранатном подсумке?» «Я шоколад с детства люблю», – смутился боец. «А что такого? Места там достаточно и под рукой всегда». «Надеюсь, вместо гранат у тебя там не киндер-сюрприз», – ехидно заметил медведь. «Как разберемся с дикобразом, не забудь подойти ко мне. Я испытываю непреодолимое желание проверить твое снаряжение». Пока медведь распекал Шороха, Берез сорвал с шоколадной плитки обертку и, осторожно приближившись к дикобразу,
протянул лакомство поближе к основанию спинных колючек, стараясь в точности повторять действия болта. Несколько секунд ничего не происходило, и окружающие с недоумением смотрели на протянутую вплотную к опасному зверю руку. «Оттяпает он тебе кисть, доиграешься!» Медведь с любопытством взирал на терпеливо ждущего Березова. Переговорщик-экстремал, блин. Длинные ветви колючек зашевелились, и откуда-то из-под их основания, словно из-под панциря, выдвинулась бесформенная голова с дикими желтыми глазами, а потом обнаружилась блестящая мочка черного носа. Нос с пыхтением поерзал туда-сюда, и под ним разверзлась неожиданно огромная пасть, усеянная здоровенными зубами в несколько рядов. Ивану стало немного не по себе. Такой рожей да метку бы хлебнуть. Из пасти выскользнул синий язык и осторожно лизнул самый край шоколадки. Дикобраз протянул голову поближе и молниеносным движением оттяпал небольшой кусочек шоколадной плитки и тут же спрятал голову под колючки. Березов, не вставая с корточек, отшагнул на пару шагов назад. Из-под панциря раздался жующий звук, после чего голова появилась вновь. Черная мочка носа зашевелилась, отыскивая направление на лакомство, и дикобраз неуклюже засеменил к Березову. Иван отломил от плитки небольшой кусок, положил его на пол и сделал еще несколько шагов назад. Зверь добрался до шоколада и почти незаметным глазу движением слизнул его. «Шорох, открывай входную дверь». Березов положил на пол очередной кусок шоколадной плитки и поднялся на ноги. «Выманим его на улицу, пусть уходит». Он посмотрел на Лаванду. «Надеюсь, на этот раз вы ничего не имеете против?» «Нет-нет», — вздрогнув, спохватилась та, отрывая удивленный взгляд от довольно чавкающего дикобраза, неторопливо переползающего от одного кусочка шоколадки к другому. «Я согласна, выпускайте его». Через пару минут зверь, ловко перебирая множеством коротких лапок, перевалил через стальной порог внешней двери, и Иван швырнул оставшуюся часть шоколада в сторону вертолетной площадки. Дикобраз целеустремленно протопал мимо человека, взяв курс на блестящую солнце фольгу, и Березов, вернувшись в здание лаборатории, запер входную дверь. «Все, концерт окончен», — провозгласил медведь. «Все свободны». Здоровяк перевел взгляд на проштрафившегося лаборанта и грозно добавил: «Через полчаса я вижу перед собой объяснительную на имя начальника охраны полевой научной лаборатории с изложением причин, вследствие чего дикобраз получил возможность посреди этого коридора выйти на охоту на яйцеголовых Homo sapiens, среди которых некоторые, прямо скажем, не sapiens. Вопросы?» «Нет вопросов», — поперхнулся лаборант. «Я все понял». «Время пошло», — изрек медведь, и, перехватив лом за середину, удалился в сторону камбуза. Березов спрятал улыбку и направился в оружейную. Пора наверстывать упущенный сон, и чем быстрее это дело начать, тем больше времени поспишь. «Туман, я могу с вами поговорить?» Лаванда пристроилась рядом с ним. «Расскажете, как вам это удалось?» «Нет», — отрезал Иван. «Понимаю», — она склонила голову. «Я должна извиниться за проявленную ранее нетактичность. Искренне прошу меня простить. Я иногда бываю не сдержанна. Это моя вина. Я действительно очень сожалею. Но то, что вы сейчас сделали, это удивительно. Мне совершенно необходимо задать вам...» «А мне совершенно необходимо выспаться», — мстительно перебил ее Березов. «Причем прямо сейчас. Через 9 часов мне вновь заступать на 12-часовую смену. И к тому моменту я должен быть в форме. Это у вас сейчас день. У меня же наоборот. Если вам так хочется поговорить о влиянии молекул шоколада на секрецию эндорфинов у дикобраза, приходите на сторожевую вышку после 3 часов ночи. Я буду в вашем распоряжении. Заодно подучу несколько заумных фраз, чтобы не ударить лицом в грязь и ненароком не оскорбить ваш высокоинтеллектуальный слух. А сейчас покорнейше прошу меня извинить». С этими словами он захлопнул дверь туалетной комнаты перед носом ошарашенной Лаванды. «Хочешь большой и чистой любви? Приходи сегодня вечером на сеновал», — донесся откуда-то из глубины камбуза издевательский хохот медведя. «Фу, как остроумно!» — язвительно прозвучал голос Лаванды, сменившийся звуком удаляющихся шагов. К кому именно относилась эта фраза, за закрытой дверью понять было сложно. Глава 20. «Максим Анатольевич, спасибо, что заглянули». Салмацкий пожал руку Прокопенко. «Вы у нас нечастый гость». «Дело не в проворот», — развел руками чиновник. «И так забот выше головы. А с этим авралом я все чаще задумаюсь, где бы взять пару-другую дополнительных часов к суткам. Тем более радует, что вы нашли возможность выбраться к нам лично», — кивнул командир особ. «Чем обязаны вашему визиту? Требуется наша помощь?» «Если только сугубо в разъяснительном ключе.
Прокопенко открыл портфель и достал оттуда несколько скрепленных листов. Мой отдел получил от службы безопасности заявку на ремонт тира. Признаюсь, я слабо разбираюсь в тонкостях вашей работы. К тому возникло несколько вопросов. Людей сейчас везде не хватает, а так как у меня сегодня несколько встреч в данном секторе, я решил по пути заглянуть и сюда. Очень удачно, что я застал вас здесь, товарищ подполковник. Ваша консультация придется весьма кстати. Это списки оборудования, требующего замены. Салмацкий пробежал взглядом распечатки. Разбитые пулеулавливатели, сгоревшие поворотные механизмы, новые маятники типа Поппер, вытяжка сбоит, ну и так далее. Я сам их составлял. Тем более, улыбнулся Прокопенко. Значит, я вовремя. Пойдемте, Максим Анатольевич. Салмацкий сделал приглашающий жест. Я вам все покажу. Он перевел взгляд на стоящего рядом дежурного по тиру. Вы свободны. Дежурный козырнул и вернулся на проходную. Командир особ и чиновник двинулись вглубь тира. Тихо у вас как-то. Прокопенко оглядел пустые огневые рубежи. Признаться, я представлял себе тир по-другому. Более, так сказать, шумным. Обычно так и есть, ответил Салмацкий. В штатном режиме стрельбы проводятся регулярно. Но сейчас аврал, и весь личный состав распределен по объектам. Тир не задействован. Самое время произвести ремонт. Это легче сказать, чем осуществить, покачал головой чиновник. До запуска дополнительных мощностей нефтепромыслов остались считанные дни. Строительные бригады выбиваются из сил. Боюсь, что найти рабочих для проведения ремонта, даже небольшого, может оказаться проблемой, близкой к неразрешимой. Все резервы брошены на выполнение первоочередной задачи. И все же, я настаиваю на ремонте хотя бы системы вытяжки, произнес Салмацкий. Вытяжка совсем не тянет, людям фактически нечем дышать. Командир особ подошел к монтированному в стену распределительному щитку с множеством тумблеров. Вот взгляните сами, Максим Анатольевич. Шума много, но толку практически никакого. Он защелкал тумблерами, выпуская вытяжку, и пустое помещение тира немедленно заполнилось гулом вытяжных компрессоров, свистом вентиляторов и шумом нагнетаемого воздуха в вентиляционных трубах. Салмацкий приблизился к чиновнику и негромко сказал: «Микрофонов тут нет, за шумом нас никто не услышит». Он бросил взгляд назад, убеждаясь, что кроме них на огневых рубежах никого нет. Есть серьезный разговор. Прокопенко вопросительно посмотрел на него. «Возникли проблемы?» «Возникнут», — нахмурился Салмацкий. «И очень скоро». Московская комиссия принялась за дело очень ретиво. ФСК взбесились, когда узнали, что нам не удалось взять Хромова живым. ФСБ получила от них вагон возмущений. Из Москвы сообщили, что кое-кто даже прямо ставит вопрос о моем неполном служебном соответствии. Это усугубляется тем, что в отряде есть недовольные. «Понимаю», – мягко ответил чиновник. «Это серьезная ситуация. Ваши риски возросли. Я готов компенсировать это неудобство и увеличить вашу долю, скажем, на 10 тысяч долларов». «С этим я разберусь», – Салмацкий, скривившись, отмахнулся. «Проблема в другом. Прибывшая комиссия наделена чрезвычайными полномочиями, и я не могу влиять на ход ее работы. Более того, они официально имеют право не вводить нас в курс дела, если не посчитают нужным, или лихо пользуются этим правом. Я почти ничего не знаю о том, что им удалось накопать, а они роют землю даже не носом, тут экскаватор позавидует. По своим каналам мне удалось негласно выяснить, что комиссии удалось каким-то образом выйти на некоего сталкера, бывшего приятеля Хромова. Судя по тому, что я смог узнать, этот человек тоже работал на команду, обслуживающую лабораторию наших заокеанских друзей. Именно он предупредил Хромова о том, что его собираются убрать за то, что засветился. Сам сталкер смог сбежать и скрывался где-то под Санкт-Петербургом, у дальних родственничков. Вчера вечером мне удалось узнать, что питерская контрразведка арестовала еще 2 дня назад. По слухам, он раскололся, и теперь у комиссии есть точная информация о местонахождении лаборатории, нанесенная на карту. Все это время они скрывали от нас данный факт, проводя различные проверки. Мы можем что-то сделать? Надо протянуть время. Прокопенко с тревогой посмотрел на Салмацкого. Если лабораторию найдут, вы не хуже меня представляете, что произойдет дальше. Этого допустить нельзя, иначе нам всем конец. Я предупрежу наших партнеров. Пусть сворачивают всякую активность. У них есть план на случай подобных обстоятельств. Вот об этом я и хотел поговорить. Командир особ придвинулся еще ближе, почти касаясь чиновника плечом. Не думаю, что с нашей стороны будет умно предупреждать партнеров. «Что?» – опешил Прокопенко. «Но почему?» «Объясню». Салмацкий неторопливо огляделся. Планы на такой случай у них, конечно, есть. И планы эти, я уверен, предписывают не просто свернуть всякую активность,
залечь на дно или покинуть пределы нашей гостеприимной родины, но и в обязательном порядке зачистить за собой все следы. Вы понимаете, что это значит, Максим Анатольевич? Они поставят мне растяжку под машину? Ужаснулся чиновник, и его откормленные щеки побледнели от страха. Не обязательно именно таким образом, покачал головой Салмацкий. Но суть вы уловили верно. Они не посмеют, заявил Прокопенко. Если со мной что-нибудь случится, сразу два моих адвоката, один в Москве, второй в Лозанне, отправят по нужным адресам такой компромат, что головы полетят десятками. Охотно верю, командир Азов усмехнулся. Только вот нам с вами это уже не поможет. Мертвым, знаете ли, все равно. К тому же наши партнеры наверняка свое дело знают и готовы к подобному повороту событий. Так или иначе, они сбегут к себе за океан и выйдут из воды сухими, либо мокрыми. Но выйдут, в отличие от нас с вами. Что вы предлагаете? Чиновник изо всех сил пытался подавить охвативший его страх. Не можем же мы сидеть и ждать, когда за нами придут либо те, либо другие. Что нам делать? Возможно, стоит бежать как можно скорее. Я учитывал, что такая необходимость может возникнуть, но не ожидал, что так скоро. Мы можем выиграть хотя бы 2 суток. Бегство – это план С. Салмацкий внимательно посмотрел на чиновника. Держите себя в руках. Прокопенко, прекратите паниковать. Бежать надо только в крайнем случае, когда другого выхода не останется. Наше бегство будет равносильно признанию вины, и в покое нас не оставят. Вы хотите остаток жизни провести скрываясь и вздрагивая от каждой тени? Нет, Прокопенко пытался унять дрожь, сжимающих палку в руках. Но что можно сделать? В его голосе сквозили истеричные нотки. Если у вас есть план С, значит есть планы А и Б. Говорите, Ферзь, не томите. Я согласен на любые расходы. Планы есть, согласился Салмацкий. И я предлагаю для начала применить план А. Суть его такова. Без меня и моего отряда никакая, даже самая чрезвычайная комиссия в желтую зону не сунется. Так что в любом случае я поведу их на поиски лаборатории. Я постараюсь сделать так, чтобы полученные московским руководством ФСК сведения о местонахождении лаборатории не подтвердились. Я сам выбирал для нее место в свое время, если вы помните, и у меня есть пара сюрпризов. Если все пройдет гладко, то комиссия ничего не сможет найти. А если они привезут из Москвы того сталкера, предположил насмерть перепуганный чиновник, и он отведет их. Я продумал и этот момент, успокоил его командир особ. Более того, я даже уверен, что контрразведчики так и сделают, после того, как мы не сможем отыскать лабораторию. Но для того, чтобы согласовать доставку сталкера из Москвы и организовать повторную экспедицию, им потребуется время. По моим подсчетам, не менее недели, а то и больше. За этот срок мы перенесем лабораторию на новое место и успеем уничтожить все следы. Это я беру на себя. А вы встретитесь с партнерами и сообщите им, что лаборатория накрыла долгосрочными аномалиями огромной силы, и потому мы были вынуждены экстренно сменить расположение. Таким образом, мы избавим наших партнеров от излишнего беспокойства, а себя от ненужного риска. А если что-то пойдет не так, не унимался Прокопенко, вдруг что-то не сработает. Например, ФСК привезет сталкера сразу, и вас не возьмут в экспедицию. Или комиссия найдет еще кого-то из той банды уголовников, что охраняет лабораторию. Вдруг у них появится свой проводник. Что тогда? Тогда мы воспользуемся планом Б, спокойно ответил Салмацкий. И в чем его суть? Я сработаю на опережение, жестко произнес командир особ. Кто бы ни вел комиссию к лаборатории, я все равно узнаю об этом еще в тот момент, когда они войдут из Ухты в поезд. Я возьму своих людей и доберусь до нее раньше. Мы зачистим там все и всех. Контрразведка найдет то, что искала, но это ничего им не даст. Пока они будут ковыряться в трупах, мы вернемся и позаботимся о том, чтобы наши партнеры тоже хранили молчание. Вечно. И вы поможете мне в данном вопросе. Организуйте нужные встречи и все необходимое прикрытие. Например, грузовой транспорт из административно-хозяйственного отдела для скрытного передвижения по городу и прочее. Все, что потребуется. Да-да, конечно, Прокопенко судорожно закивал головой. Я сделаю все, что в моих силах. Мы же в одной лодке, я все прекрасно понимаю. Осознание того, что еще не все потеряно, помогло ему успокоиться. Я полностью согласен с вашими планами. Можете на меня рассчитывать целиком и полностью. Если нам удастся замять проблемам без лишнего шума, я потребую от партнеров увеличения оплаты. Кстати, насчет оплаты. Салмацкий вновь перебил чиновника. Все то, что я вам сейчас обрисовал, потребует значительных расходов. Мне придется закупить на черном рынке нелегальное оружие и боеприпасы, чтобы не использовать штатное, ибо это неминуемо выдаст нас головой. Надо будет подмазать кое-кого в контрразведке,
чтобы получать нужную информацию своевременно. Плюс простимулировать своих людей, дабы не задавались лишними вопросами. Ведь почти всех из них я использую в темную. На все это мне нужны деньги и как можно скорее. Желательно уже завтра к утру. Разумеется, я все понимаю, спохватился Прокопенко. Я дам вам весь бюджет, выделяемый партнерами, включая свою долю. Этого недостаточно, отрезал Салмацкий. 100 тысяч долларов мало? Чиновник округлил глаза. Это все, что я могу. Наши партнеры не отличаются щедростью. Мне необходимо втрое больше, заявил командир особ. И быстро. Если мы не опередим ФСК, жаловаться на чью-то жадность, трудности банковских переводов или нерасторопность контор, занимающихся обналичкой, будет поздно. Хорошо, обреченно согласился Прокопенко. На это уйдут все мои деньги, но я понимаю, выбора нет. Вы получите необходимую сумму. Не сгущайте краски, Максим Анатольевич. Салмацкий пренебрежительно усмехнулся ему в лицо. Вы забываете, кто мой настоящий шеф. Я прекрасно знаю о тяге нашего руководства к праведности церковной, святым храмам и тому подобной ерунде. Я в вашей роли во всем этом. Подозреваю, что ваши сбережения не сильно пострадают. Я всего лишь исполнитель, отмахнулся Прокопенко. Мой процент чисто символический. Наши небожители забирают все. Я практически ничего не... Итак, вопрос закрыт. Решительно прервал его Салмацкий. Я начну действовать, как только получу необходимые средства. С этими словами командир особ подошел к распределительному щитку и щелкнул тумблерами, выключая гудящую систему вентиляции.